وقتم نوس میزنی یکا اگمت جبا فکرم دای کلنده هم خود تو علیشیر نوس زنی علیشیر ای جبره که از حرفا میکشم تو. Let's go. اگر یاد چورش کنی که یکا اگمت و دو سروک دیگه هم باشه کو چی میشوه آه با جینا دروم هم یاده با گفتم خطیت وزواد بازی کنم که نگاه کم جد تریما کاروش تماشا کم نگاه کم دیگه یاده بای بازی کم خوش شدم با همه التش همه اساس کارانه که همه را پشتی های کشت. بعد گفتنی که سه چهار بای بازی میکنیم بعد دل شده هشت ماه او خیلیش که چیست دادن بگالده بازی که مینوس نمیره прям аккаунт дори ё ки не значит там галда вообще заряжать накам минус намирай میرا تبدیل نکردم.
ай ёрдам намени ака игмат. Тури ай моз. Жад. Бля, боеукладкама шикастам. Боеукладкам кедем бисёр ибад шидагиай. Пробить намена. И пробить нам просто кедем 20 секунд шидагиай. Кедем 20. Бля. Дыката парадис. Ихе ахиптам ки баҷошам. Айёй ахиб дагира би вақто як аз пеш наомад. Ами Сомора мегум я танкай мусрай. Все снаряды подряд пробитым карт.
О, бия бобро.
بزن دردم تیز ولی ما خود داریم بابا خکاده برو اومدم آرد ما خرید تشدید میکردیم. ما خفگی کردم بخفگی بزش کنیم nie w kursie. Vai давно я брал канал.
по-любому пятером джай. Bitti vezira bir çıkar hafta. Тухими артара бгу. Сейчас ходишь хани поворотливый танкай, бом чиша шкас танку, полна микро вообще. Механик водителя вахты мешканан танка вообще не управляемый еще. Фугас хотим хемезаним шо. Ао. Нами гиран вовс намерама. Сергазышка езжаем хэ. Короче, медвин чё кандар пор, бёбрем базашуну обгирем. Якас муда приёмка местим, чи гуфти? База хаб му брем. Фугас на дворе, фугас шибза. Kantarak. Akalice aynen hamakakdamış İran rahmat darıyızdı. Да. Кидяй, криль, кидяй.
Бля, омадан. Дори снаряд? Броя мегирмаш. Бра мегирам. Артара бегирам. Дрила бзауша мегирам. О. Дори снаряд ёки снаряд дори ёки не? У дая тетра намегира дошта боши пниматку ушам бикар. Снаряд дори? Худой раби. Girmiş yine. Komuş kam ki barabanya boru paruş işten. Ev fuloya. Akipka. Sped nameknam. Tamam. Torhe pajok shi. Buya artay diga doranku. Игорь, меним кисни база хадмондай. Скорее всего, рафтагай да пеши база хадмонда ждать дора. База да бедруя. Не, чё мекне вая мекой мешини? Вам, скорее всего, пеши база хадмонда. Я тир задам, мусы грех. Тауна хая. Диора, просто долго успеть сводить, когда нами то на до кантар пеш брам свеч мекнам. Грех в играм был.
велосипед намекард. Дагирди ҳамун тоуш медодам. Ӯ худашиқа медлиняй. Агар ихе рӯбарӯ меомад, мумкин кедеш қатъӣ мегзашт. Не, рӯбарӯ да ду тир ба фикри велосипед мекардама. Hikmat? Ака Hikmat, если чё, моя минута, телефон қати гап зестам. خودم 277 در اون گارنده همه چی را زد شکست. User disconnected from your channel.
Pelishka якайг ман. Não, Bruno. Убойда. Хакы охакейна оз беда бгумад. DLT мо 45% буд, DLT о 56 буд, 60 буд. Мақсад ки LT о зури бад буда. Баъд LT-ра надиди, первый минут бой просто дав пара его перевалиться кар, я минути бой нагзашта буд, киштан шияча. вақте бой мисол разница я 10-15 боша, мақсад мешава. А вақте разница мешава, гуфта гапо 80-20, баъд уже хеле бузинакни бой мети. Я пара сирхора мепартоя, я пара савзора. خب بلاد اینجا سوید میگم بکنم همیشه سوادی تاکه ارتا میزنه اینه
Я خودم تا خواهم همجا که میبری میرفتیم. Я артапиту хабим прямой выстрел сзади стаи. می بچه نمون گذاشتن بینی اگر هم بازیکه که نتونستی با بهانه ماوس مینی میگردی. خدا میگم برم مارتا را بکشم هیچ کار نکنم دیگه. چند تا بازی داره؟ چند تا بازی داره؟ کسا شخص نمیم خب بلد برندام نام ده همه بویا ده همه تنکا تشنه یا بویی بازی مینم. اینجا میستم تا اخیره میرم با هم 261 هم میکشم. باور کنی نکنی بچه دیگه تیر زاگه تمام همه اورونا 200 300 فقط همون زاگه بوداج بچت پرابیتم نکه است اینم پول اورونا هم 261 زاگه
А чихелай свет нашлися? میرم اونجا اندیم ارتر بکشم. میبینی استرواره؟ نه هیا اینجا بوتیلکا اینجا کفتان در کار. یه دفعه پریسل چخیل زد. یه بیر 700 خیپی دارن. ай пеш светка агия диди оуна ру паруд бра ба сар шакайгна о сози артора мекша вақте ус бра свет шикни арто ёрдам мекунанд а худ тоқамуни шанс вообще надори муҷаи охи бра утра пробит ка наметуна ай барат надоре на вақти пеш бра ами суперкон мезанаш тамаз да свет бихапиш суперкон мезанаш фромаданда болои танката за метона бо промах кард базара ба
جاده بسیار بشمول به کس رفتنی بچنین Mikrofon talish kagi. наушником шикастагӣ ҳанӯз як безе ба сатсма Барои овози дига хеле омоҳистай. Агар не овоз ки дига хелмат, по-любому наушникан. фақат он ӯзбекистон нагаштам. ман ипараша гаштам. Хелеам танкаров, хеле нерфи баҷоӣ кардагиан мегӯй. Сведениш долгай бачидагиай. Танкай созае оз мегӯям хеле ки нерфи хеле баҷоиш кардашам. Сведениш аса. Хи мисол млехае. Баъд подвижняя созай назар ва млеха. Мисол скорост дорад, продикш созай. Пробитие аж 330. Кам чиша пробит менан? Командир Лучок, حلش کردی با نشتی ما پس رزرو بود با نفسی چه خیلی ترام پاسته کرد
بله. جان. İyi, haydi. Ne söylüyorsun? Haydi, bu hadi YouTube'a ya haydi internete. خیلیش کم در گذشتن ده اما Ağzından fotoğraf. Vay. Ne ama olmadı. Buraya oradan atayım. за свет мы як сада, что це зад сниматимка. Buramı isaf tabza. Uca bu pite. Хапш без, хам хеп хапш без. Айтых прочность бисёрай, хам хеп хап.
بیا خیلی بریم چه میکنی اونجا؟ Sepet ya, sepet ya. Nigum yaptı galiba. Barajı. Oo, ma giriştim. Deixa, neden o neydi? Çoru çanda. برو 4 ساعت. Simsot kez ama o kadar. Ma nigum davet. Sıra sıra olacak. ماوس لوچوک داره؟ Я мам хелай да правительство стигада.
Tapete policja ruda gaz. Tapete policja ruda gaz. Dobra, super. No. Я фугас дорам. Охта. А кепка ма мегирмиш. Пушкам хам нашидестай. Блядь, пушкам хам наш. Чи намешавад? Какие мезана? Таде. Ай полупокер шата променад мекунам.
Еще любой, как пробит от меня. Дасти Рос Брам, поюн ягон ҷо расветка бест.
медунисти ки ман чокестам. Баъд я танкае намегирӣ ки бозикар битун якайк ман? Ҳаму воинда аввал тракштан. Я ҷойро свет ки мақсад накушам ки ба. Ток дай. Шер бизан. Я далеко. Тамом ЛТ надоран, ака Игмат метуни спокойно прогуляться к ним.
User joined your channel. Assalomu alaykum. Alhamdulillah, xudo xubakligman. Desang. Çandım serverde. Еще раз это хап. Блядь, прям. О, свет, свет. Beyaz секунд sabır. Hangi sekund? Tamam, если что, брось светишка. Pasifon da. Yani istiyorum bir şey. Korkar falan. Karşısında. Бой yaktı damar akıştı. Yakın mı geliyor? Abi olur.
خیل نره ای پره بگذار دستی راست آینه جبره همشه سوید میکنی. بیا که یک مردم جایی که 105 ایکو ایمیکس آن مجرد برا بگی این پره این آن مجرد میگم او جرا بگیری به حد بسیار سوید میکنی. Так Джоуса Фрома було катедра. Хе було катедра. هم خیلی یه بار دیگه سویچ که میگیرمش. نموجه تو باید دیگه بچرخی لاو خطی مایده سوید نشه بعد دالشی برای. تصرفان جمع داشته. Da kası svet kad je staje. Diga solução. İşan diga solução. Ardi şakhmet kişti ya. بهترین کار که اکه مثلا در وقت بیکاری زیاد بتیم خیلی بزیاره
شهر User joined your channel. السلام عليكم. علیکم سلام. علیکم سلام. شکر خب خوبه. اشار ایست چپک خطاب کنی. بیست اگر این اشران هم میگیرم. الله بفرمایید. بله. هیچ رمضان نمیتونی. خب خریدم. اساسیش می. Qanday kederin eshron? Yadınıyor. Asya sisikum. Oo. İki var ya. Takır mı ki? Kimin adı var?
Adesso lo vedo. Sido Canım. Oh. şaşırt seviyorlar. Dur zor. Tamam canım. Tak çanı burayı. Tamam. Darmo da tek mi? Игнат. Соския ми Алишер дели терак штагани оли. Бада и ты сразу ангар ми рафтим. Хозяйском. Оборот команды дополнительно. Понимаешь? Эй, сопка. Simsiyah zorluğum var. Riva. Dost Muhammed Latif. İçer vizyonayı. İra çiğya ya. Ne öyle nasıl yaparız? Biz şaşam. Klipan cazı olmadı. Yine öyle durmalı. Çıkım nakına. Bira bacı. Barı çifteyi. Staff'a klipan cazı olmadı. Yine daha sonra bana yakın ama Beysta yok. Alışkın. Ya pan cazı olmadı. Diğer cam kadın bu. Böyle staff'a olmadı. Çandım. Kalan tantarım. Çifteyi. O çifte ne oldu ya lan? Mondagian havra ve bu ki çi bone doram hama şamunun bu diyor. Bon nemuni tamam mı ha? O. O geka takip tuni sabah girmişsin da aşkın arası. Ajda sonra bon dormim. Çeme bone geka bozina kadi. Ha, iyi çizi. Ama Osman Çin'e kardım. Uspět nekam se vyratnout. Bu bütün karavanda işte çiftin. Olsun, şey anlatayım. Bu seyahat yapın diyor. Evet, Dost Muhammed Rauf. Evet. Gerek yok mu? Şey svetlistaј. Mam, hiç unutma. Ja, Tornado svetlistaј. Hangi çiftin? Doğru okuyuz onlar. Chciał sam go prawie. Przynajmniej jest, ma idzie z trzecią. Dime jesteś rozjadą. Sole, dime też rozjadą. Gidem. No, burma nikogo też nie dadasz, nie to chwilę.
дай пишет, тупой чай. Какого? Сейчас он bir tarafını yok. Опять надо обломаться. Бери. Кушам один. Ого. Странный замок. Şaka zanayası da. Нижний, бро, он лист же чуть кором, бля. Abi şeyler kaç tane bu? Я его слишком. Бузингару ему чуть-то, блядь, с музыгаранчикой, войска. А воли бузи да будет, бля. وقت یک مدعی پارا که بازی کار شما پارا با فکری پبه دارم اینه Так, читальник я, окей. Можно мясо с мной дадите, а миксейку. علت فوگاس به وافلیارم موندازم همون را چیکم نه فوگاس به چیکم به بابا خرمون دادم گفتم فوگاس قدر همون بودای همه ميكس 30 چقدر بخرمش. Ремонт дура. Концепта дура. Плюс никого. О. Sonra giriştim hocam. İnan. Hey, çayla sonra geliyor. Bir. Hadi. یک دستش نکه یک مد Почекав не вічно. Gustum, kula fahmıydı bu.
Evde alternatif. Şimdi خیلی برامون دیگه Ньюстон. Ne Öyle mi? yapalım? Öyleyse, Desek söyle. ya, köye yat da oradan oraya gidelim. Gandı anda. Var hem tarafı yapma Tanzat. Mars. Abi sada şaştılar. Biz bu ham хел кардан ки чанд секунд дасвет нестию бо лампочкат мебара агар даже дасвет ҳам боши а Лампочка намебарад. мемора ҳозир ина диюм бора ҳам хел мешавам фикр кунам ки бояд постоянно чида бошам яки Tankaytır planeti Abizan'a vardı gene. Ne gibi şaka sordun? Ha, Tankara. Hangi tankayı işte ne istedik yalnız düşünüyorum da. Ramu var mı? Ya. Çiziş hamar karakteri tetikler şamı buraya. Oo, şaş tutup. Ежика само на Да, рашка. бой аренда туда для чая. Ne gidiyorsun? Şuraya biliyorum. Возбирайся, сейчас. Бонус туча. А? Бонус туча, возбирайся, смотри. Хоть в этом. О, Да, Сироста, Давид Кахупай.
Jakaś wyoswitna. Hasta çürümeye sara. نه بابا خیلی که 4050 Bayağı. شستپه بازی دارم خیلی هم پی قریب ایدیم ده Vurmadım. спокойно که خیلی دل پر میگم спокойно пробіч منم 500 خپی داره пробіч نمی نمیشوه بوم میزنه کو 1900 короче пробить мене قریبم کامپیوتر بزنم بشکنم сразу کشتمش برمادم یه چیه بخدا میشوه که Bozir akıl karama geldi. на самом деле خیلی пробіч نمی Ya ki bak baba kadar mezanım tirku. Ay krup hey üstüme para. Kaç kere korona mı gidiyor? Kas oldu bro. Vurma be. Ama ya paşını vurmadım. Yine bu musluk kas oldu. Demek ki biliyor. Böyleyiz. نه اول الشهر نیستم Gelip kas oldu. Çıkayım giriyorum bir şey küçükken giriyorum. Активировать бонус код Бутро. Варгейм. Нет там. Arayayım demek ya. Tanrı. Да, bu. Buraya da test kapıyor falan. Возьми потом. Ama başım. Böyle besku kanka gidelim. Gayet iyi sorun. Вот ayol. Bekle. Stop. Ну, зараз секунда вырвал. Студентка. Студентки. یخی برگ دایمو Тихо, швей надо что. Hafta sevmek zaşanlar уже udan kantara. İyice bir şey udan. Yine biraz 7 milyon, kayıp 4 milyon serебro atrat edeyim. Tanka girip sen kurtarıyla. Наши трое удан kadar. Aşkın var ya yok. Te şanslı da ayrı şanslı da rafestayı. Bakça güzel bu. Giriyor. Bakça.
میدش چخله همون خله چخله بود ای چی همیشه از دو؟ ها او بلا زوری باید کدش 5-6 آید اون خیلی نه دیگه کنده روما نه روما نه روما لیو حکمت بیا که اوکراینی گذاره باشه با پرابیچ نکن نگاه کنیش از تپر از همیش در شد بله چی تا کرد؟ подписка хотим идти кудыс رنگی چیه ایلی تانکای نه مورو بینایی تو آره سانسوزی سلام اینه ما سهی بودم و نموناخته çok da bir bujanır باید رفتیم روستان در بود برا ای oradan bırakıyor oradan uç az tepe de bak ama dese Benim yapıyor, benim yapıyor. Tamam yapıyor. İler, zamin lazım. Buddy in your channel timed out. Şubaca. بلد تگی موست نشید رسیده ده تیر نتونستی زده حکمت یک جزا ده Buddy entered your channel. نه ایک جو را دانشه چی کده میتونی؟ شش کشیدیم اوکی نمیره فارم کنیم چی بگیم باشم 80 دقیقه فارم کنیم نه para بچه زده استای اگه تا که نامه برو یا قربی این کارمان رفته است تو کاری باش کنم اوکی کمان فان فان para بچه زده استای آه نه اوکی کمان اکسور روز 26 ساعت 3 شب میگذره شاید ساعت 3 شب نوید میشه با تو هر روز ساعت 3 شب میگه چیو زده چو نوید میشه تو امرای ما کیف بود نه چون شما خطاب قبول داشته چیکار فایده بود شو کنیم دول گیبات تشکیل کردی سرکس هاوی
منم زدم که ягон дарак надоре я веткай нао меброям мегам наёфтум ютубда بهتر نه چی میگم ابرایا کن ای بهتر کایز دا بهتر ابرایا кайста ана значит кайс чи ном дорад ایتالیانski بهتر دا یا значит пете нао меброя башня дора Пете. надорад ای چی Polsha фаҳмидам башня дора надорад احوال ندادم رنگی چی رنگ بینکم ранги минатар боша башня дора طرف همون زدم پشت خونه ارتش اومد اونجوره короче سیما کسی آمدیم بوده کارش یک روز دیگه مونده که اکسیونشو کنم بگیرم ستفکم ابیسو کنم هیچ کدوم چیفنده 40,000 نمیمونه. 50,000 مونده баша шумо чифте намондесен ставка не باز یک کسی آمدیم гап дар ин эстай шумо бачаҳо гӯш кунед ин хеле ставка хуб намекунад нигоҳ кунед чӣ хеле короче шумо ку хеле масад даже ҳеҷ ка чиф ҳам нагира ку танкаи дигаришай ку зур номуш чие бурад каро шумо короче ставка барои ҷои танка вибр мекунед фаҳмидед масалан именно чифта не шумо барои ҷой бозӣ мекунед барои масалан агар карода ку ҳеҷ ка чиф нагираву карода ставка 49,000 боша охирон ту бояд 49,000 як бон монӣ фаҳмидӣ именно гап дар чифт нестай чифта даже ҳеҷ каром намонда масалан бояд масалан ҳама адам мисол минимални боло зиёд монида масалан ки даставка бояд ҷо бигирӣ дар як дар именно танка не ту ҷо мехарӣ ҷо фаҳмидӣ короче 50,000 ҷамъ кардем мондем без сол ма барои чиф ҷамъ кардам ки барои ҳамин чиф боша ку мусрай бахудо медонӣ 50,000 да мегиброи 10 танкара бонови мекунӣ гӯйдагиам чифа کسی آمدیم ببروی дпм надора медлини пиздец медлини чӣ хешмо доставка худеса یک ایوار да مونده каро 100 бор созай не гамон каро миллион бор сустара чӣ каро дада мемона чифта мондеса левша да мантикорам я моҳ занузан кар рекламаш кард ранги сериали туркиш кард каро танкаи зура бахудо کسی آمدیم چی داشت دیزن بوده ҳамин каро чӣ танка чия натияш ایتالیا италия вообще блядь کسی آمدیم چی گفت بوده Да, ҳами ҳаё қибла букшим хима. Шот ним да ҳами ҳай як грил баҷои блад намеша брава. карои танкаи тенҷаи шумо чӣ кесен بله دو очко нарасиде دو очко нарасид ки ман чифа гираме ман танкҳои дар холи наи суперкон нами гека боз мекардагим ҳамаша бар чиам бонуям бан накарда ҳеҷ кади типа бан кардам ду очко нарасид аввал 20 чанда нарасид 27 эне 127 боло рафтам бигам ягон бачаҳои хмона буфурӯш дукаса бачаҳои хмона ҳеҷ ка бозӣ накарда
Bu ki nemiyor çıkadan. Çime yanaş. Çiteri kadar. Читерика, ну программа одамора миёва. بچه‌های تو بازی نکردن در اخی. وقتی تلازردا بودم هموار ریت میشه یک شما فروختیم ای خودم بولو بودم اورا 8 تا یک بوی وارنتی که یک بوی ابد احساس میشید کو Ay çime yanaş abi ne xeymal. در اسم پاراژین یا میشیدم یک فیلم میگرفتم Bana xaluç stavka xona seriyoze. Ama karo da xok. Hamı çift meforda ne ama account mı bu gibi boş kızam gibi to dil tıknaştılar. Ma full bunay. Ama maksimum çağ boy bozmak. Sen 10-15 boy bozmak. Я бой چیف бузӣ در چیف در بگم بازی کردم و اینمی اکانت نوتبوکی نشان میداد است من اکانت زدگی لوگوی نام تانکر دورا در اکانتی خودم میگوشم Bu tanka listoyda bari 50,000 bu. No ne настолько миллион бор yo'q suktaray hoziram. Acha yo'q hozir بعد چی؟ دپی. بچه این کیه؟ خطی شما بویتون تموم نمیشه چیه پشمو دا؟ باز زخاتی دارم تو جیستان سحاش اگر سوادیم تای اودا با جوی چی؟ نیفتیسی نشه Як мадай радар гум шид ку. Чо кади? Нидунмар. Ам раз bir мади тамом дига. ای торговый караван چیه؟ چیه خیلی را چیکار میکنی؟ اونجا میدروی کروچی نو زمینی ساعت از اور سریبرو زمینی میکنی یکم پردلاجین دیگه میگاوتا میخری میخری؟ وای نوز مرا پردلگت کده سام آره زمین چی توش زمینی توش؟ من صدا داد یگان چیز سوز ندارم. صدا داد اومد دو بوز میکنم بو kaldı. Бура асосӣ бояд ном шад торгови Наибалова мекард. Ебать, ё 10 та менш хи 1 миллион меравани. Хуя себе дивна чия. 5-6 миллион тратить кардам Хай не тайга барои ҳамиш значит одамое кам بگی چی доллар فرق بگی چی فرق бачаҳо як чӣ месен шумо гуфта будем ки везеда стил буду боятон бош агар Рома меня, я секунд. Или чи? везе китайский дад стил буду ягон бор ай обычный намусча ай намусча ай намус мегири ку стил бояво пропуск ягон бор стил додагиам везеда курси ҳаста Чида кура? не везеда стил додагиам везеда Везеда не. навҷано биля қиддоми Новогодний надо так я везерам. не надорам чи фақат ин танка дане ки наста тозира значит Toyota точно Toyota везеда стоят, да, tamam. чешку این مایمون دیدی Жажда мери.
تیاریم. برلین. Berlin ha? Bio, man şura. Ne ki kaç çift caz pozisiyası sonra خیلی محل. با خونه نخواه که بس. Ne. O yani caz pozisiyası var ki hali çok iyi. Vijay ya. Oo. Şu tangoyu çok güzel baraj takıyor. Ne kadar? Чика танкой соз нест, а если тебе рагириш там им карта омад. STB sözü de kartta. Что созай? Ay bu taraf olsun ya bu taraf. Тарaf Тарaf кайт, изделие. зинамена. Тарaf позиция какая игната. O çatı var. Essa chica toda aí, pessoal. Olha aí, ai bu iş görese bir khud. با کپل دماله Нагрез, Рустам. Olha aí, ay biz. Çıkana mı gireceğiz? Nereye ne bileceğiz? Грез, Рустам. Так, Suka mora kardeş bu pozisyon jor. четко. пока игмат сразу промадан да. Olha aruz adam. Ya Пока игмат. بریم هستم بچم. جر taraf karşı diyor. Olha ama çıkıyor. خب استدعي شو كان بودا. بله Алишер. بله Araslan. این اوش کنم. Ama ne Ay mix. Kardeş ama kartım amron çok toramadı kadar. Bu taraf diyor han baş. Ay O mix. tankon var abi. Bu STB xati olmadan ama o aytı tanka söz. Sar normal çıkıyor normal tanka. Evet. Normal tankay. Pozisyon ister aslında. Там леха реагон касшинамена. Анум параба бро. Tupuje bak hiç kanka sen. Даже наве проявляю un kas tanı timi zaman salat hiç ne mesela. Игмат аю парайл тек заштеста и нигошка. Ой, я теперь задумаш. Снимачка его.
зи Алишер ҳам бо яхидаш фақат дурӣ менаҳад. Бибро ина бизанин. Тоқай, бе қати арқа би. Тоқай. Рейза бабах нёрдам. Абах келишит. Арта петух. О, бра хаут ба ҷойшо мегутон. Ятиш бем лаваки баздай. Сарай куда моа. У нас свечи здесь там чуть-чуть надо. Yo'q, man nav ahamiyat dedim ki protimonu. Я кесал, не дал. TVP jasır kız. Интересно. Вот я первый. Кайк матта зря рафте стай, уже ДСТ дига астай. Ya kek ma bio. Ya baba hayp. Hiç kadar da kek ma bio ya baba hayp işte biz daha kalotay. Hem duru kusta blind ku. Duru kusta blind ku. Magdu kusta blind ku. Нигоҳ кӯ, ман хебрам свет намешам, хотя нади дестай марам. Сейчас хайп. Заказ самолет тащить начинал. Узмана ну ди. ТВП ҳам ҳаминҷай? О. Худо. Azad. Будет самолет. Пробил. Short firmanı probit nakarami daha Я чифтек гирифтам. Там в бою подаю сейчас туда. И ки бидай танка? Наверное. Дар 60 шумо биде? Man nagradam tu meni udi. TVP. О. 60 бурма да каток шум пробит накард. Дабо правильно, кара. Автоприцеп когда был? Не, кеде ҳардиму ягай. Просто у бурмат сразу да каток задмаш через каток. А уже пушкаш то охур пробит накард. Кеде Ну, ма автоприцеп когда тесташи. был? Танки нормально бигирем, асlan ҳамакаса боз кунем. Хеле чие ки бу ду тамрои мо мегиреза меравам. Як дисе? be. Yaksi. Çık çarpı zarar. Такой серьезный. Бояд Божинга растайку гидем. Вот Раш они. мекран, секаса раш мекран, коиш дымбаdım месан тира мекран шиша. Мы вроде укли. О, امروز قطعی جعفر کنی بودم هم خیلی بازی کرد اینه چی؟ Рибацкая бухта.
ترسیدش باش. Короче, где рафте Рустама да гонжо хча тухам нео. چی ما چی взвод اما چی Морки криндай. چی ما взвод بوزکن چی سولو بوزکن ها شیخ ده Дринис, за ними дрыма, он еще медленнее. Он агар наоборот начал. Иди и вергал он сам. ادرو يموت ها متى وابد Ага. يا رويو تاتسيو Идешь назад. Рафте стака игмат бза. جمله вот без набру نه بسیار شده Hiç bak ne buraya okuyor. Okçum bir ya. کافو من شده Он что так готов ben шорт киши. Автопетух бебзана. Ты что баба? Yoha favca bromade staka игмат. Queen пробитые за пусть сейчас так Queen пробитые kaldı Muzikadan montaj namim yaka игмат. Да тебе мог не пари. Para yo'q omade stay. ye çora kede کاتو بزرونو bir bunu ayma daha bayağı bir buzda bir Arka jomadro. Arka jomadro. Tyajorum. دو بار کاتو بزرونو ma baxtu bamedi katok hem badem nasıl çirar iş kadar ku sistem ara ona fakat bezurona bezadi diyor چیکار پایوی даже из هفته نیشی گرومیز شد بزرونو سامز بود میزنم برای برای لیتاری Tyajorum. Superkona katok hadi zadan dar kor. ve da bitti bu arada kaç çiz bakaldan Alişer snaka ba Alişer. بیو ایسان تو قایم و فوگا زده است Başım yok. Azadmış cihazçılar. Son durmadayız. Hemen şey kafayla saçıl durmadıysa ya. Vese Mehmet. Ma katok da mondial hardish kede ya. İsaf kazan, isaf. Есть студент hardish niko karma. Tek şunu madım. Ben kasadım bu tabii de. Видишь, Меги? Aa, блин, я могу. Zanış tavuk. İsaf tamam oraya gidiyor. Vay be hıtmış.
Are you ready? Я возьму я минут 2 دیگه بایم بود میشه. من نمارم بیشتر نمارم نجیب رو بریم با جد میکن با میگن یا جوی نمیپخشن او با که اکبر رو رفتش بود این بای ما بود شید. Что маскировка ракачатка асты чиране. ما تایمونیم اوکی من سب شد سب کن آقا خشم قلدمو Lini Zak Frida. اینم yo'qdayım. تو به دستت نداری؟ چی خیلی او کم ترک 10-15% پسش منه تمام 10-15% نه تحصیلات 10 بگیرد 15 بگیرد ای چی را میگم 5 5 نه آبش دوبنی میشه اگر 5 باشه کو 50 فایز باشه 5 فایز تقسیم تقسیم 2 میشه والله بوجوده بله من دیگه جورا درون ترکون کاتوک دا ایسی چی ارکان کن زایده کرده خیلی بازی نه نمن ساله تازه دستایت داون باید بیر گرش میزنی؟ چه اختراع بارم عزیز زیاد داره بگو tak جای رستم نیکتا هوی که بعدی بای هویتش مایم کاروچی
حرفهاش میماره زده سه بعد شیش طرف زمانش خود Ахдод 260 шуи қазад зад ки намешавад ба фугас қатъӣ задан асар кард. 279. Фугас қатъӣ охи задестай. Блядь, ты нам за это. Эй, 279 вам фугас қатъӣ ҳама чиро шикаст. Лепеш, мамешама вақти ман. Приезжу душу. Бишт были, лепеш. Абид намина фугас қатъӣ ҳамун 100 60. Ақиб ко, ақиб. Акаек мад ақиб. Гзар ё ягон сказ. Ага, возьмите. Обоих лук. User disconnected from your channel. Нихуя себе чеканца. حرفهاش تیمی زده سه Ha. صف اومد با спокойно буква кайф то ҳамин рустама ангарро икана. О, бля, ма хашмо нашида савушка. Здесь пол, я Давид когда. ин арфҳои шумо дар он зилёнкаё хато накунам. کنجی داره ҳардиш 261 ана. Не, о. Eltera artı toma girer. Niye ki? Ya dibile. Pavizlo. Elte torda. Ama toray. Азор светкам. Kim roman? صدای Ay, monem.
Muravanka. Nemo kaçmana var demek lazım. Ultimately, yeah. Naturi ami yok hazuri badai. Hadi ya akıllı. Uçak zade Simon. Hadi ya. Kafa vurup zanır. Ебать, вагда. Var zatmış. Sabret, Hüseyin sabret zor. Kedeş. Блядь. Artık bugün hatta o da küçük ya. Kim bunu da?
Baza buraya. بابا خنده Full soğutka hadi yat yine arasında. Soğutka mekini koyun tankada stranya ne verirsin? اما خیلی فوق که خطی نرسید Ne kadar öte? نه Hani o. Ya sen müzik yemek yaşa, dün müzik. تیوی پر کنم این نکردم Ama bozunu mekini akhiran bu ya. Bu Sferkon raftem. Peşke buru. Антикор роли хуетка. Mal şey boş ya salamat. شما برفته نه تایپو Bayağı pustuk ya. 11. Pustuk çekti. Buddy disconnected from your channel. Тогда. Каток дай? بعد اوج چلار تایجره میزنه
клинчика. Яска, Алишер. Как остальные шаги там. И парара. Сука. Хто арташ уганда ёрдамш мекна. Дай пора секаса направление капи дадим. شما зря пешрахт инҷом кунакам кардем. Не керос мегӯям. Все равно бой медадем. Мезадем якчи, ҳеч назадем. Не керос мегӯям. Як касай соле ба филм худаш бозӣ дорад. Бе. Яҳуда. Айёрам. На первый город. О, как раз попали. А че соле? Да, як маймун. А че? Маймун. Цар. Ты хидмой? А, Усмама. ро. Тачба флаг чи Арабистон мундай. Яш, ким кай мунда бимон хеисто аст. Юхи флаги хидмон. Набуи арабусио. Ке прикольно не стай? Не. Ваня, Байрақ хидмон я. Байрақ хидмон. как бы и не имеет значения мақсада. Как-то по приколу пеш у айда 2015-16 фақат им хе клан дами алинимер я флага мемонда, нам привычка монда солиам. Алишер бу флаги хидмона чӣ кадай кашол кадайса? Италия.
اومد اینجا ماوسا نزدی؟ رفتی. بچه ها نگاه کنیم، من رفتم پیش کرا با بس 3 تا آرتا دورانه من درون چیم دستی راست نگاه کن. دستی روز کنم پیش کرا با رفتم دقیقه نمیشه ما هم بود رو این هم اخرم کنم تیفی رسمیت کردم صدکر زدم 4 سکند صدکر هم میگیرم 2 1 0 تیفی رو قسمت بیرم آقا ناصر کنم حکمت چه جا دوست محمد چیه تبقى همش قبيل عليه هلا كابورا كابورا سكر تمام شوف خذ Короче, опять мы провожу Азура Мунду. Тридцать стил чагирифаем бу. جلو رفتی؟ ايرلندر ها؟ ايرلندر منستر
51,000 бой бозӣ карда ақлаш ақли гӯспанд. Кира ранаби де 780 чандай? Сада кедеш чандай? چه وقتی داد؟ اینجا اینجا خونه همونش تایو کردم.
ما باید رفتم سریبرو تموم شدم ریتم در رفتم فرق نه کریم میزدیم قفر میکردیم تی کیو کرد میزنی؟ روز 6 کس بودیم گفتم کوی اون کس چی نکرد به غذای که ایتمان 6 کس بودیم اون کلازر دیگر هم میگرفتیم میرفتیم تی چهل بوسی دارن شرن 50 بره کنترل که او
Hikmat میریم و باید بگیریم. بچه ده барабан. Любой танка бина обратно мегреза. Пад фойзай. бахудо да байн харо кам уму марса нигоҳ кам ду тир наглазад газ сар вайрон шуд харо кам да он байн амра кишта гузашта будам бо ақиб гаштам амра гуфтам бигирам. ба фикр маъмуре наширон тра контрол дора. барои 200 хп аввали бой то ахири бой ҳамҷа места.
О, дай. Экма. Дурнуш более. خیلی نرکی بابا خانه زنم. بابا خراسیت کردم. Чапашидам безе, блядь. خیلی نرالی شرکی های خیلی لا بای زور شده چپشیدم ده اون کشی چی؟ پاشیدم ده اوجه 60 تپه 170 بود باور نمی اگرون چی پرابی نکن خیلی اونها 62 با خیب زد بریم بچه خیلی باشه که حالی هم مردم در همی بازی دارن همی نو گفتنی زور شده گه
Зурай просто галдозависимый танкай. Hamem urona xıdı zayıkva kaygmat. Haus sar kabud ba bas kabud no bu chida bas. Вспышка читер был. Маракаси был. Эша Маракаси все будет чьи-то модо. Harakasi ne bad barmagiya. Tole. Evet. Marakasi va qatori hami aka igmat barmad. Hami aka igmat stream shad. Sar dodana chikar. Am vaqt Marakasi barmad. Маракаси бас кара. Такая вот сарка, Маракаси бас чика. Заборишь, конечно, чава полага тут. Все привет. ما فقط مدام هم قطعی بازی میکردم. Zar saga pushak mod proista. Shaki aval ya job mod dosht amo bad aslanba yani ay grupa tanka mod добавить mekan tamo. Oz migam ni hamma blogger varost xitsh mod dora. Я пеш бахами Маракаси ба джо ба мо антино ба ке уба анвей. Xo antinu Marakasi u bad barmagian. Хаме ке айтиш ке айтма. Айтиш сар мешуд. Dragon stilo çakam. Paranishka aka igmat. Paranishka.
Hell. خبر میبینو که ماوس تران کنه. چه خطی تران کرد مازه؟ یه خطی. یه بازار گرفتن کو. اگه من تکرای سر منی بازی کردن. بابوی مارکاس یا انتینو کای مارکشتن. обзор в основном снимать мекан. Инем позицио мисал Иисуса.
Бля. Растяка, кайма.
амура мегум ки чӣ кардам. Грил дар бозӣ доштам, ЛТ свет кеста буд, полный нобуд шидам ай свет, баъд биромадам, гуфтам позитсияро алиш кунам. Рафтестам, бабаха мезанам. Ecco, Chucky.
Aynen. Şaman ağzı. یادم پتی 700 در 1000 چند در گرون. User disconnected from your channel. Танкара чикокаген هر یک تیرش میشکنه همه جاش. Adamlar focia idzie pojawia się dojdzie. Ya baba خود دوجنه یا بابا خبر. had setirum da. لا تیرزنی رادیو خیلی شرم. Ya boy خوشبختم بریم خواب ممکنش. گفتم بگم که تمام برفتم که خیلی ها نباشه یا باید دیگه بازی کنیم.
Дай Виканда победа Канбе хатқинай. Тири артай тири инда тез мерава. Ам пешнда мезани тири артай улави карта мераса тири таволи рафтестай. Анкай беспонтовый бадай. Те якам тир шазад, короче, даим танкам давно бозӣ карда нестам. Те як тир шазад 700 чанд зад, 1000 чанд дар гирифт. ویزه زدن А? ویزه بدوخی Ам ПТ мегум ку. Есть то омаде стояли. نه اینطوریه. Есть то роз, е 200 мини. Метро не рафта. این خطا بودن Бля, у меня турбо мезанад ази. نه خطا بودن مونده من خیلی رفتم Шабой наз. User disconnected from your channel. Полупокера фугас хати наза яка игмат.
بازی که هرکی نتونی باید با بخنه. Mayli hayo. Hay bo'lsa shu bu paga bozی میکنیم. Disconnected.
обладателем золотых кулачков, звания сильнейшей команды, игрового имущества и, самое главное, денежного приза. Меня зовут Карина, и мы начинаем. Со мной в студии, как и всегда, Константин Агатофан, Владимир Смок и наши несравненные комментаторы Артем Помидор и Дмитрий Делюкс. Привет, ребята! Привет, привет. Как настрой на сегодняшний день? Какие ожидания? Супер боевые, наверное, ожидания. Вчера были сумасшедшие матчи, сегодня они продолжатся, будут, может быть, даже еще более крутыми. И у нас такие вчера были интересные команды, да, вот 3 команды Альфа, и затесалась среди них команда Фирк, Ренессанс. Я думаю, они тут будут претендентами, самыми такими бодрыми, молодежными, и, в общем, все будет очень круто. Артем? Да, ну, во-первых, всем привет. Привет, Карина, дорогие друзья, зрители, участники, болельщики. Всем привет. Сегодня праздник, однозначно, потому что финал, который проходит вообще впервые, так как это первая юбилейная главная потасовка. Ну, а так КПшка проходит раз в полгода, и, соответственно, 2 раза в год. Это праздник, это бывает не так часто. И однозначно сегодня будет жарко, сегодня играют достойнейшие. Мы, в принципе, все вот эти 3 недели, которые играли, смотрели, готовились, набирались, в общем, вся вот эта работа, которая была проведена, она, по сути, была проведена для сегодняшнего дня игрового, что родить его круто, весело. Бафорс Торнваген, Объект 703 вариант 2 и, конечно же, дни премиум аккаунта. На протяжении эфира мы будем это все разыгрывать, поэтому, как я всегда говорил, 29 марта мы опубликовали пост в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Там нужно было поставить лайк. Если вы сейчас зайдете и поставите лайк, вы станете участником, собственно, нашего розыгрыша. А еще у нас на Trovo боксики есть за время просмотра. Чем дольше смотрите стрим, тем больше вероятность получить крутой бокс. Так что заходите и смотрите нас на Trovo в том числе. Еще, кстати, сегодня у нас будет конкурс фотографий, как мы болеем за нашу команду. У нас в ВКонтакте сейчас опубликован пост со стримом, и вот туда в комментарии к посту с трансляцией нужно постить ваши фоточки с котиками, с собачками, с черепашками, с кем угодно. Может быть, в кинотеатре, может быть, не знаю, на улице где-то вы смотрите на проекторе. Поэтому постите ваши фотки, и у кого будет больше лайков, тот получит приз. Какой? 500 голды минимум. А максимум? Вот это я не знаю. Все зависит от креатива. От креатива, да. Посмотрим. Будем умножать. Вова, теперь расскажи ты, что у нас будет. У нас сегодня, после 3 дней плотного интеллектуального сражения, финал нашей игры, нашей своей игры. Сегодня у нас будет Оскар Гейминг, Элен Лей и КамАЗ на танге играть в финал нашей игры, потом будет суперфинал. В общем, заработают они кучу очков, а кто победит, ответит на самые наши каверзные сложные вопросы. Мы их сумму очков умножим на 10 и дадим на аккаунт, чтобы они делали с ним все, что захотят. Вот. Вопросы будут интересные, вопросы будут жаркие, возможно, смешные даже. Посмотрим. Мы видим, как вы отвечаете на них в чате. Это очень классно. Мы видим, что вам нравится, поэтому будем стараться это дело масштабировать на будущее и радовать вас тоже хорошим контентом. Я думаю, что мы можем передавать слово нашим комментаторам. Конечно. Для того, чтобы ребята рассказали о командах и о предстоящем матче. Помчали, так как Помчали. говорится. Ну что, давайте начну, наверное, я. Что вообще нас сегодня ждет? Нас сегодня ждет 4 матча. Бегать мы будем от нижней к верхней, вот так вот, туда-сюда, туда-сюда. Начнем с нижней сетки, где команда Фирк Ренессанс будет сражаться с командой Альфа, клана Альфа. Это противостояние также Little Wretch и Шарпея. Затем мы посмотрим финал верхней сетки, где Стабборн сразится с Биондом. Проигравшая команда верхней сетки сразится далее с выигравшей командой раунда проигравших 5. Ну и, соответственно, победитель финала нижний в гранд-финал. Ну и там уже заруба БО-13. Там, будь любезен, не иначе будет. Соответственно, 4 матча. Тут 4 коллектива. Контента просто море, должны завозить и мы, и должны завозить коллективы. Я говорю, здесь, это праздник, и я уверен, что заканчивать мы этот эфир будем со словами: это был поистине настоящий праздник.
Хотелось бы, наверное, сейчас пока остановиться, когда там у нас 5-7 минут до старта первого матча, который мы будем смотреть, хотелось бы, наверное, остановиться непосредственно на противостоянии Фергов и Альфы, поговорить чуть более подробно о командах, о полевиках, о пути к этой стадии, о составах, о картах, которые будут. Может быть, какие-то прогнозы дать. Не знаю, сегодня Рак Валера у нас в процессе участвует или нет нашего эфира, но у нас есть Рак Дима и Рак Тёма в любом случае, поэтому нормально. Найдем, кому чего там попрогнозировать. Вот. Ну, выведите нам, пожалуйста, составы, наверное, и там представления, чтобы напомнить ребятам, что, как ни крути, команда «Ренессанс» представляет интересы клана Фирк. И на секундочку, из 4 финалистов это единственный финалист не из клана Альфа. Так, на секундочку. Огромный привет мы руководящему составу клана Фирк передаем. И, в частности, команде «Ренессанс». Ну, а команда Альфа — это одна из 3 крутейших, сильнейших род. Этот клан выиграл ивент «Боги войны», мы об этом говорили. И вот, собственно, доказывает свое преимущество над всеми, перед всеми остальными коллективами абсолютного формата. Ну и на экранах сетап, состав, как угодно, команды Альфа, из клана Альфа. Я дальше, наверное, буду просто говорить Альфа, и Дима, думаю, просто тоже, Альфа, чтобы, да. чтобы не вот это Альфа, как будто мы немножко это залагали. Шарпейру или Прога, программист, полевой командир команды. Ну, а также, ребята, вы всех этих уже, я уверен, видели, кого-то запомнили, но для тех, кто только-только присоединился, для тех, кто любит только сливки, мы все равно озвучим, покажем, ну и ребятам будет приятно. Пейн, Василек, Red Evolution, Illusion, Keep Me, Норфиен, BTV Moon, Армизуда, Рип Кинг, Никиторг, Defense of Flame, Пасткуда, Black Puff, Crystal Desert Chick, Фанни Ру, АМ ЧСВ, Еброводик, Чаки Норрис, ну и, конечно же, Сомуль. Это никнеймы команды Альфа, их состав. Вот эти вот ребята, ну, вчера точно показали один из лучших своих игровых дней, ну, а сегодня имеют все шансы для того, чтобы показать самый лучший день и, может быть, даже выиграть клановую потасовку. Мне тут Коля по секрету нашептал, который студентик, который занимается непосредственно клановой потасовкой, кланами, глобальной картой и так далее, что Шарпей, полевой командир Альфы, очень и очень верит в то, что они могут попасть как минимум в гранд-финал и побороться даже за чемпионство. Ну, посмотрим. Ферги тоже имеют свои претензии на эту КПшку и на максимально дальний проход, а может быть даже и на чемпионство, и их состав. Little Wretch, полевой командир, а также Анк, Red Bull, Секс Мейланд, Лакинер, Аваладик Овнер, Дулер, Лесник Бамблби, Дримботом, My Solution, Слейв, Шалфей, Игнатка, Скринч, Экзорт, Аут, Жека, Ворошилов и Сириус. Кстати, при возможности чуть позже расскажу одну такую маленький инсайдик о нашем с Шалфеем споре, такой момент, о котором я упоминал, но там расскажу. тоже кто-то должен побриться? Нет, но тоже там интересно. Ну, интереснее, чем побриться. Ну, не интереснее, но тоже забавно. Да. Вот. Нам тут подсказывают потихонечку, как говорила Карина вчера, наш большой брат-компьютер, что Альфа начинает в дефе, и, если я все правильно услышал, они будут под красным цветом играть, да? Правильно? Ну да, тем более такие карты сегодня у нас открыты, интересны. То есть не какой-то будет Рубилова, да, с самого первого раунда, а именно большие карты. И начинать на LifeFox в дефе, наверное, все-таки чуть поудобнее, как ты считаешь? Ну, однозначно, потому полегче, что Деф на этой карте себя чувствует более комфортно. И, в принципе, Деф всегда более комфортен. Но как раз эту карту они вчера проиграли. Но, правда, проиграли не абы кому, а команде Beyond. И как проиграли, я извиняюсь. Да, было очень феерично. И последняя карта, и чуть-чуть им, казалось бы, не хватает. Но не додавили здесь, не додавили тут, и все. И 3-5, и ушли отдыхать. Но я думаю, что сделали выводы какие-то из поражения. Ну, безусловно, сделали выводы, потому что мы видели, как они прошлись катком, да, 4-0. Последний матч вчерашнего дня. Вот. И сегодня, я думаю, тоже они что-то подготовили. Более интересно. Вот эта школа, когда ты играешь с топовой командой, да, ну, которая претендент номер 1 на победу в данном турнире, ты вот в бою проверяешь эти тактики, понимаешь, что работает, что не работает, и когда попадаешь на команду классом рангом чуть пониже, уже тебе как-то полегче. Ты больше понимаешь, что работает, что не работает, чем можно там удивить, что, может быть, сработало и против биондов, стало быть, и тут будет полезно. То есть у Альф тут будет, наверное, преимущество какое-то. Хочется им отыграть за вчерашний 0-2 на LifeFox.
Слушай, ну и Ферги тоже, Да, тоже хорошо. знаешь, развивались на протяжении всей КП, начинали не очень уверенно, там, вернее, так, скажем так, они начинали даже, может быть, излишне самоуверенно, это приносило определенные сложности им на квалификации, в групповом этапе. Да, первый день они прошлись, потом что-то бах и... Не самые удачные, Да. в общем, у ребят были выступления по ходу турнира, но в конечном итоге Ферги вот прям на наших глазах выросли в очень крепкую, сбалансированную команду, именно поэтому они уже обладатели кулачков, они уже топ-4, и они поборются с Альфой. Я, наверное, тоже соглашусь, что немножко попроще в этом противостоянии будет Альфе. Они, наверное, для меня тоже здесь фавориты, и я, наверное, если вот говорить, ну, как бы, в чью победу я верю больше, я бы тоже сказал про Альфу, но Ферги готовы, и здесь речь о том, что кто-то там плохо подготовился, нет каких-то идей, заготовок, но это нет. На таких стадиях такое может быть, но это не этот случай, я убежден на 100%. Здесь должно быть крутое Рубилово, и, там интрига до самого конца, кто-то где-то будет лучше, по-другому и быть не может, и поэтому, собственно, одержит победу в данном матче. Важно добавить, что ну вот карту мы показали, добавить, что игра идет до 4 побед, то есть максимум 7 боев будет, где, ну, 3 карты по 2 боя, там с изменением респаунов, да, стандарт, атака, оборона. И, как всегда, наш любимый Химмельсдорф на тайбрейке. Дим, по поводу прогнозов, давай, наверное, тогда быстренько. Ты и я, Рак, да и там уже по времени. Я думаю, 4-1 за Альфой. 4-1, то есть Я уверенно. думаю, для фиргов это планка, они молодцы, здорово сыграли, но, возможно, дальше уже будет тяжело прыгнуть. Буду рад ошибиться, конечно, но Альфа выглядели супер уверенно. И вот то, что, ну, о чем ты сказал, то, что они готовы побороться, в том числе и за гранд-финал, вчера это увидел. То есть был, ну, чувствовался их настрой на победу, уверенность в результате. И, думаю, выводы они сделали после вчерашних не самых удачных раундов. Вот. И что-то и у них еще в любом случае есть что-то показать. В том числе и Биондом, и с Тоборном. С кем они будут сражаться. Ну, да, с кем они? Они, может быть, и с теми, может быть, и с теми, и с другими, конечно. Вполне возможно, почему нет. Ну, я, наверное, с тобой соглашусь во всем, что ты сейчас сказал. Тоже что-то типа 4-1, 4-2 поставлю на Альфу. Также повторюсь, то, что рад буду ошибиться, и всегда прогнозы круто, когда они сбываются. Посмотрим. Многое зависит здесь как от Альфы, так и от Фергов, поэтому давайте посмотрим, что скажет Рак Валера, ну, а затем, чего скажут, собственно, сами команды, сами полевики, коллективы, потому что их слово наиболее важное. Напомню, что Альфа красная, а Ферги синие. И Рак Валера, по-моему, немножечко тоже солидарен с выбором чемпиона, ну или не чемпиона, а победителя данного матча, данной так уверенно стадии. направился в сторону команды Альфы. Он такой, я человек простой, Ирак простой, вижу Альфу, ползу в ту сторону. Что он будет делать в финале Виноров, да? Ну, посмотрим, ошиблись ли мы и Рак. По сути, единогласно, да? Втроем говорим, что Альфа побеждает. Уверен, что многие зрители с нами не согласятся, болельщики Фергов и так далее. Ну, а на повестке дня первая карта Live Fox в обороне Альфа и их сетап. 2 ИБРа, 1 Е3. Здесь я вижу также 5 объектов 2.7.9 и 7 чифтейнов. 6 чифтейнов, 3 объекта 2.6.0, 3 объекта 2.7.9, 1 907, интересный выбор для капитана, и 2 Ебра. Но это, Шалфей это не капитан, там капитан Little Wretch. Шалфей это просто мой знакомый, который со мной катал. Но мы видели, что Шалфей... он у нас как раз на этом... Я понял. Спор у нас с ним был. Да, я расскажу об этом чуть позже. Он очень неплохо отыгрывал на 907-м вчера, и поэтому... И, по-моему, кстати, там у Шалфея нет чифтейна, если я ничего не путаю. Или там какого-то танка нет. Поэтому и выбор. То есть, может быть, да, здесь выбор не потому, что... Спорили на чифтейн, видимо? Ты ему свой чифтейн отдашь? У меня 2 еще на втором аккаунте есть. Ну да ладно. Альфа начинает достаточно активно с обороны. Она почти в полном составе едет в город. И вопрос, остановится ли на этом холме. Или... Ну там не бросили, там оставили одного чифтейна для контроля. Но мы видим, что да, это широкая оборона с использованием АБ-линии в городе. Но и Ферги тоже не планируют как-то играть долго, ну, во всяком случае, по первичной раскатке. Это мы видим, что отправили всю свою команду почти на левый для себя фланг, на ЖД, и планируют его забрать. Но мы видим, что сейчас, не встретив какого-либо сопротивления, ребята там порядка 3-4 машин, 3, по-моему, вернули для обороны своей базы. Ну, уверенно, вернули 5 машин, 5 чифов, да, достаточно быстро они вернутся. Займут позиции, и К1, я думаю, и 4 там. Смотри, продолжает движение, это группа синих купальников. Но думаешь, они будут вкатывать Минута до прошла, упора? и посмотри, где они уже находятся. Да, они чекнули, что здесь никого нет, ПВП нет, и сразу же будут продавливать, пока им позиции отдали. Смотри, нет кемпы никакой, F4, да, G4. И, возможно, это будет такой момент не очень удобный для приема.
за Ну деф да, то, Альфы. что F4, Не ошибка ли? G4 пусто, это, знаешь... Забирают болото, поняли, что там никого нет. Смотри, что происходит. Да, я Первый раз вижу. такое видим. Очень стремительная атака от фергов, но объективно Альфа, как ты говорил тут пару дней назад, пригласила их сюда вот на поджим, и начинается какая-то локальная стычка, но, возможно, ферги, будучи уверены в себе, сейчас продолжат свою атаку и будут прям вкатывать. Да, они это и делают. Little Wretch, капитан команды, возглавляет эту атаку. На Камизуда попадает под фокус сразу же. Не стали размениваться долго, ребята. Вкатывают здесь 4 машины синего цвета, остальные на прикрытии. Достаточно широко эта атака развивается. Здесь Акамизуда не выживет, что логично абсолютно. Первый фраг спустя 2 минуты с начала боя. Но дальше будет сложнее фергам пронести, потому что хпшечку они немножко потеряли на этом вкате. Все равно там отработали их игроки команды Альфа на этом приеме. Ну и вопрос, как дальше будет развиваться атака, какие идеи, что в запасе у Литла и, соответственно, ответная реакция от Альфы. Пока мы видим, что Альфа просто вернула свои силы, вернулись на вот этот холм в Е2-Д2. Город там, ну, минимальное количество танков, 1 ЕБР, 1 279, поэтому какой-то атаки в базу фергов не намечается от Альфы. То есть Альфа именно делает акцент на приеме вот этой атаки соперника. Ну и пока мы видим, что больше урона залетает в игроков синего цвета, поэтому стоит, я думаю, что продолжать Альфе вот эту вот оборону. Ну, достаточно уверенный прием, да. Смотри, вроде бы позиции отдали F3, то спокойно Светляк загулял, отдали, ну, весь этот берег, все болото команда Альфа, и это им дает преимущество, наоборот. Посмотри, какие размены уверенные. То есть плюс 4К, вроде бы позиции все хорошие заняты у фергов, но Альфа как будто к этому готова. Начинает контрпуш города, нашли один танк, Игнатку. Он почему-то все время играет такую соло-позицию. Я так понимаю, что его сейчас будут забирать. Но тут есть прикрытие в лице Аваладика, Шалфея и также 2 ЕБРчиков. Поэтому по факту здесь сражение сейчас будет даже 5 в 4, потому что ну, 2 ЛТшки. Да. С преимуществом фергов. И пока непонятно, кто это сражение выиграет. Но здесь просто видишь, уверенно себя чувствует. 3 279 будут драться, но Шалфей на 907 приезжает, и он будет сейчас ДПМить. От первого лица хотелось бы посмотреть сейчас на отыгровку 907, потому что именно этот танк, как правило, отыгрывает на максимальный урон, на вот этот вот ДПМ. И он, видишь, заходит в корму, зажимает Василька. Правда, там было не пробитие. И вообще пока удается размазывать фокус игрокам команды Альфа, но сейчас все, Шалфей занял вот эту позицию в корме и ковыряется там, отстреливает в корму, ну а здесь Альфа приняла решение контрпушить, все верно, Дима, и они на самом-то деле, скорее всего, перебьют здесь игроков команды Ренессанс из клана Фирк. Достаточно легко перебивают, остались только танки на берегу, по факту сейчас здесь будет добивать эти две оставшиеся машины противника. На берегу тоже там ХП нет, быстренько полопаются. Только в городе у нас интересный какой-то замес, но там тоже спокойно, 2 ЕБР уходят, немножко разменяли свои танки, там у нас был 279 и 2 чифа, да, ну ничего страшного, нормально, потому что остальная карта выиграна, в общем-то. Ну пока преимущество Альфа ощутимое. Это нормально, да. Как и 4-7 вроде, нет? 7800 на 14 было, там двухкратное у Альфы. По стволам, может быть, нет такого огромного запаса, но все равно здесь аутсайд будет сейчас уничтожен. На холме в Д-линии тоже забирают красные за счет... Долго держится так, цепился за свою жизнь. Просто они не стали делать акцент, там, туда ебров стягивать и прочее. Да нет, здесь победа Альфы. Не сказать, что прям как-то в пух и прах разбили. Ферги неплохо проатаковали. Ферги в конечном итоге выиграли город, где им удалось сохранить почти все танки, кроме одного 279-го, кроме Игнатки. То есть и Аваладик, и Шалфей выжили, забрали те 3 279-х Альфы, но Альфа выиграла драку на ЖД, где был основное, да, замес как бы. Контрпуш. Альфа выиграла холмы, вот это вот ДЕ. У них есть немножко другое название, но оно такое не совсем эфирное, поэтому будем называть их холмами или просто по названию квадрата. Я думаю, все догадались. Ну да, они... Даже я, который не знает, как они могут называться, в принципе. Ну вот в чате напишите, ребят, я думаю, за такое не банят. Муна забирают. 3 танка живых остается у фергов. Неплохое начало, бодренькое. Да, неплохое. Разница по ХП не такая огромная, да, и по машинам тоже преимущество не супер огромное. В общем-то, достаточно интересный, бодрый раунд от фергов. Они уверенно шли, заняли линию ПЖД, да, прокатились, там, чекнули в К0, никого там не увидели и тут же продвинулись вперед. И Альфа, ну, такой интересный прием. Ты видел, да, они только 2 танка поставили. Закрытый, слишком закрытый прием, очень закрытый. Но эффективный. Я думаю, что их накажут за такую, так сказать, немножко, ну, безалаберность, но оказалось, что все было, да, оказалось, все было подготовлено. 4 танка у них немножко так далеко стояли. Они не хотели, чтобы в них вкатились такое мясо на мясо, чтобы не было, да. И они только 2 танка оставили в этих квадратах, и, в принципе, очень, очень хорошо их разменяли. То есть те, кто ехали по болотно, получали у фергов, ну, достаточно. Ну, на выкатке сильно. Они, когда через ЖД переваливались, пару залпов словили.
Ну, это было все равно не самое ключевое. Мне кажется, там проблема была в том, что Ферги заняли позиции, вроде бы те, которые обычно очень не хотят отдавать обороняющиеся команды, но в глобальном смысле заняли. Вот сейчас мы прекрасно на повторе видели, да, вот этот вот квадрат J4. И как развивать дальше Фергам? Вот этот вопрос, который был ключевым, и, к сожалению, как мне показалось, Ренессанс не нашли на него ответ. И... Как будто бы не знали, зачем приехали, да? Они, знаешь, они знали, зачем приехали, но они ожидали, что Альфа будет драться за эти позиции. Альфа, наоборот, знаешь, отступила на шаг глубже. впереди была, да, она была на шаг впереди, она говорит: ребят, да без проблем, мы готовы вас запустить, как ты, да, говорил, пригласить они вас пригласили к себе. реально, они в К2 встали в 4 машины и спокойно расстреливали этот въезд. А это было разумно. И потом дом, перепушили, да. Свет есть, Дали там были больше танки урона. на поджиме, там был Чиф, который от борта просаживал 260-го, который под вот этот стандартный кемпящий дом, где часто в рандоме ПТшки стоят. Такая, знаешь, продуманная оборона от Альфы, оборона. нестандартная. Она легкая, не то что легкая, она простая с точки зрения исполнения для игроков. Скорее всего, натренированная. И Ферги имели неплохой шанс. Они имели план на бой, они ответили нам и зрителям на вопрос, как они хотели этот бой выиграть, но они не ожидали, что настолько много процентов карты им отдадут Альфа, и когда они эту карту забрали, они такие приехали, этого не ожидали и не понимали, что с этим делать, и поэтому получили много урона. На центре свободу действий и не знаешь, что с этим делать. Да, то есть единственное, где ребята выиграли из 3 направлений, да, то есть центр, ЖДшка и город, это выиграли они город. И то потому, что там не ожидали встретить 2 279 и 907 игроки команды Альфа. У них было меньшинство. Хорошо перестреляли. 2 ЕБР приехали, начали Ну настреливать. там Шалфей зашел в корму, мы видели, но 907 просто бам-бам-бам-бам. Нам показывали плашку, что, по-моему, 4 фрага он там сделал на 907. Да, здорово они настреляли, подключились и молодцы. То есть город они свой выиграли. Ну, ИБР противника не стали выезжать до конца они понимали, что они базу выигрывают все равно, им не нужно рисковать, то есть лучше пожить спокойно, свой танк оставить, он еще может пригодиться. Да, то есть это была отдача направления, ну, абсолютно обоснованная. То есть у нас город нам город не так нужен, вам очень нужен, а мы, главное, базу выиграем, и вот это наше преимущество. Попробуйте выиграть из своего города нашу базу. Дим, ну объективно и не особо-то Фергам был нужен город, просто они дрались. Им хотелось хоть где-то выиграть. Им надо было... Я дерусь, потому что дерусь, как вот из своего любимого фильма. Да-да-да. Ну, молодцы, да. Цитата Портос, да. Но они хотели забирать те танки, они хотели сокращать вот этот вот разрыв по ХП по стволам, но мне кажется, самая большая проблема была даже не на ЖД, вот в кат или там прием контрпуша от Альфы, а в центре. Я прям видел, как 260-й фуловый поджался, у него 600. Вот понял, где вот под дом, под этот под рельеф? Где обычно ПТ, ну, это как раз квадраты в 4. Ну да, вот эта позиция, которые обычно все-таки занимают. А Альфа не захотели там тереть танки, они там медленно верно умирают, и они, наоборот, глубже встали. Опять мы видим, насколько они глубоко принимают. Помнишь, мы сами говорили, я в частности, что вот эта позиция, она желанная, ее хотят забирать игроки из атакующей команды, она дает преимущество, она дает возможность выбивать технику. И сейчас Ферги, тоже понимая именно это, акцент вот этой атакой и сделали на это. Но Альфа, понимаешь, еще на шаг впереди, они говорят: ребят, хорошо, забирайте. Так мы туда даже никого не поставим. Мы не поставим под удар там Е3, 279 какого-то, ну или там иногда Стерву, 121Б, Леопарда туда ставят и так далее. Да, но у нас видно, насколько команда Альфа так, бережет машины изначально. То есть они не подставляют абы как. Они понимают, что там можно быстро достаточно отъехать. Ну, только нет, я туда ставить никого не буду. Давайте вот мы прижмемся к своей базе. Вот сюда поставим, да, там в К2 поставим 4 машины. Вот сюда, тут сюда. Вот. То есть в дома, которые пушили, поставили там один танк, он, ну, быстрых достаточно. Камизуду. Да, его отдали. 2 успели заехать назад. Там, где у них, ну, абсолютно сейф, то есть там со всех сторон их саппорт помогает. Они как раз и перестреливали эти 2 танка берег. Очень здорово. Там берег попал перекрестный огонь. Ну, как-то... Все очень было готово, и они понимали, что противник приедет, заедет, заберет эту позицию, а потом они их перестреляют спокойно на позиционке в такой глубокой, уверенной. И реально перестреляли. То есть видно было, насколько это вот... Отработанная, ну, говорю, она простая тактика, но очень эффективная. И
нестандартная в целом. То есть нельзя сказать, что какие-то там сложные были маневры, но они были нестандартные. Ну ладно, оборону Альфа выиграла. Мы неоднократно говорили о преимуществе обороны, это все очевидно. Но при этом все 5 КХП было. Ну да, как бы, нет, Ферги дрались Да, и достойно здорово, дрались, очень без здорово вопросов. взаимодействие. Нам показывали статистику Аваладика, который в городе играл. Мы говорили о Шалфее, и о Игнатке ты упоминал. Что То есть нельзя сказать, что их размазы просто, Да, ни в коем просто случае. хорошо, качественно приняли. Ни в коем случае. Ну давай, сетапы, а у нас теперь Альфа в атаке. Начнем с них. 2 ИБРчика ребята выставляют, также одну стерву. 2 объекта 2.6.0, 6 объектов 2.7.9 и 4 чифтейна, хотел, объекта чифтейна. И 4 Тут 7 чифтейнов объектов, 6, 2, 7, 9, Е4 и 1 ЕБР. Ну вот Е4 интересно будет, за Е4 интересно понаблюдать, какой план. Мы не первый раз уже видим, как именно Е4 уберут для какой-то кемпы, стрельбы. Видимо, ПЖД, что ли? Ну, там обычно Е3 сейчас чаще. Ну, раньше вообще не Ничего особо себе, так охотно Е4 использовали для подобных задач, но вот сейчас мы видим, что нет, присутствует такое решение. Оно на самом деле интересное. А ренессансы делают акцент тоже на Ты широкий посмотри, деф. по какому маршруту они едут, да, то есть настолько уверенно, агрессивно по мосту, что никакого Слушай, такого... ну они тут всей командой идут. Да, то есть такой all-in от Фергов. Пока что. Они сейчас захотят здесь забрать фланг, уничтожить тех, кто здесь будет, если кто-то будет, а дальше уже вернуться и обороняться на КДЖ линии. Тоже не сказать, что какая-то замудренная тактика, она вполне простая, но может быть очень эффективная и интересная, и тоже не совсем типичная и стандартная. То есть мы видим, что подготовка, идея у обоих коллективов присутствует на каждый бой абсолютно. Нет такого, как помнишь, вчера мы видели какие-то мураванки вообще неоправданные. Да, безыдейно. От Здесь DuckTales в том четко, числе. да, разъезд. Тут четкий план на бой, стаб, все понятно, как будет действовать. Вот мы, да, уже там предсказываем, что поедут направо, не встретят бой, поедут налево, команду не делят. Посмотрим, как будет Альфа выдумывать вот эту атаку, эту победу, какими действиями, поджимами, проходами. Пока все неоднозначно. То есть нет там вот так победить да, можно, неплохо. а вот так проиграешь. Пока неплохо, интересно. И пока ничего, Дим. У Фергов только один светляк, они отдают свою базу, да, ну, подступы к базе полностью открыты. Хотите, забирайте, но они будут высвечивать только одним ЕБРом. Там, конечно, очень хороший пассивный свет, так понимаю, будет. Но могут и найти. Могут запустить танки под базу. Я думаю, что Ферги вообще никаким образом не будут рисковать солюшеном. И, кстати, наличие одного ЕБРа, это, во-первых, я думаю, что план именно на побольше танков иметь, чтобы больше драться. Именно эта драка. А во-вторых, помнишь, вчера мы говорили о том, что у Фергов, что там у кого? У Астралисов, по-моему, я говорил, что ебры, ну, не самые эффективные. И как раз про солюшн я вчера рассказывал, что этот человек, игрок, вынужденно сел. Он умеет играть на ебре, у него есть опыт, но это не прям вот супер профильный, там, постоянный ебровод. То есть он сел, потому что, ну, ему сказали, дружище, ты чего-то там можешь, умеешь. Я вот, кстати, помню, что Ворошилов неоднократно катал на евре, но, видимо, переквалифицировался. Вот тоже вот из никнеймов, которые я здесь вижу. Мейланду все, не доверяют. Ну, после вчерашнего. Ну, после вчерашнего, да. Он, видишь, на Чефест плотно сидит. Хотя очень опытный игрок, на самом деле, с большим опытом в турнирах. Что-то пошло не так. Ну, здесь вот, наверное, у Альфы с еброводами все в полном порядке, а МЧСВ очень здорово спрогрессировал за последние пару лет и стал одним из таких очень крепких еброводов. Его очень многие хвалят из там топовых коллективов, топовых как полевиков. И многие даже были удивлены его выбором вот именно на эту КП, что он пошел в команду Альфа. Не знаю там каких-то договоренностей, но, видишь, по-моему, не зря. То есть поверил в коллектив, и приняли его с охотно, и пока он отыгрывает эффективно на протяжении там всего КП. И Альфа, ну, как бы удивляет, и удивляет со знаком плюс огромным. Ну, а БТВ Мун это... по первой линии. Ну да, видимо, захотят в К1 пролететь. Ну а по поводу БТВ Муна, раз уж про еберов заговорили, это ебровод, который, насколько я могу помнить, раскрылся именно в составе роты Альфа и стал профильным еброводом именно в этом коллективе. Там уже тоже не первый год сражается бок о бок вместе со своим полевым. Там, то есть со Смайлом, с Шилдом он играл, потом, насколько я вот могу понимать и анализировать, с Шарпеем в дальнейшем, то есть с программистом. Но это так, немножко отвлечения, рассказать, пока такое, знаешь, затишье, никаких активных затишья действий. Нет, тут наоборот активные действия, как они собирают мощнейший кулак. Всего 3 танка оставляют на прикрытии базы, притом один из них ЕБР. И здесь, смотри, будет мощнейший кулак выбивать, будут забирать в К1, наверное, пару машин отправят и поджимать квадраты J3, J4. Да нет, она не возвращается. Нет, смотри, назад. Отбой. Это даже не активные действия, а подготовка к активным действиям. То есть нащупывают, пытается Шарпей сделать какой-то правильный выбор, какое же все-таки направление атаковать. Базу, первую линию, может быть, какой-то засвет ждет.
по таймингу будет. Ну, время есть еще для этого. То есть изначально хотели, да, как ты говорил, там первую линию, но, видимо, подумал, там почесал репу, сказал: не, ребята, разобьемся, там сильная приемка. Причем мы-то с вами видим, что на Приемка самом не деле такая уж приемка там сильная. вообще не сильная. Там Да, всего да, лишь да. 4 танка, которые могли бы вести прицельный огонь. Один из которых Е4, да, с хорошим пробитием и альфой, но с не самым высоким ДПМом. Поэтому с учетом наличия там полностью тяжелого сетапа и там под 3000 хп, по 2500, по 3, я не думаю, что это было бы каким-то сложным действием именно атака первой линии. Но Ну, это мы с тобой видим. Да, потому я что видим тоже это хотел сказать. расположение танков и понимаем. Ну, командир выбрал другой фланг. Там, как мы видим, ПВП будет более жестким, будет тяжелее проходить именно ЖД. Тем более они приедут, все позиции заняты, посмотри, насколько хорошо расставились, Ренессанс. То есть все ключевые позиции, ну, не очень тяжело здесь будет пропушить. Всего 5 минут остается, даже да, чуть меньше. Ферги готовы однозначно к этому штурму, вот этой нулевой или 9 линии. Но говорить о том, что Ферги 100% примут, я не буду, потому что, ну, кто-то не успеет, кто-то не пробьет, какая-то боеукладочка, поджог, там, какое-то крайне эффективное действие, например, атака до упора, до К0, занятие КДЖ-0. То есть тут, ну, вариации есть. Тут времени очень много. Возможно, им правильно было ЕБР как-то, условно говоря, пожертвовать, посмотреть, что здесь на этом фланге происходит, все-таки ЕБР-2. И после этого уже по инфе как-то пушить. Они решили, видишь, заранее забрать. Ну, там и Red Evolution поджали, который с Мейландом перестреливается. Нельзя сказать, что кто-то ПВП выигрывает. Там и Мейланд в Evolution стреляет, и Ну, Evolution. задача Evolution, да, чтобы его танки прошли как можно меньше. Нет, хорошее решение, да, там поджать машинку, чтобы она согнала. Но пока Evolution более эффективно стреляет по Мейланду. И Стерва, обрати внимание, в квадрате Е6 тоже будет помогать своим тиммейтам. И Мейланд здесь уйдет в ангар. Как-то так. Мне кажется, сейчас не очень Уверенно доволен. пробили. Да, и уверенно его добили, и мне кажется, не очень сейчас доволен Little Wretch тем, что очень поздно этот раш засветился, хотя, как мне кажется, успели перестроить свои силы Да, игроки они команды засветили, Ренессанс. перетянули 2 танка в другие позиции, но отсюда никуда не уйдут. Ну, тут, видишь, Но хороший они не фокус. собираются, прямо так скажем. Хороший фокус по Чику и по Фани. Фани уже в ангаре. Аутсайд и Сириус, я думаю, сейчас выйдут и Чика добьют. То там еще и Аваладик есть. И не хватит здесь силы. Объективно их не хватит Альфе, чтобы выиграть вот эту драку за КДЖ-0. Мне кажется, достаточно серьезная ошибка не кинуть необходимое количество танков, чтобы именно вот тот угол забрать. Так как если сейчас там синие выиграют, а они выиграют, то они будут в перекресте держать красных. И, ну, и все. Как бы и перестреляют, выиграют бой. То есть, по-моему, на Лайфоксе равный счет сейчас будет. Давай пока не забегать вперед. Ну, мы так примерно и думали, что... Ну, мы, да, примерно будет. такое анализировали, но еще не выиграли Ферги. То есть еще война идет. Здесь вот такая, ну, в 2 точках, да, где вон скопление синих танков. Да, нет, в итоге. Ну, добьют Просто его, и добьют. тут без разницы, он шотный, там, плавать, не плавать, там, Сириус этот минус делает. Как-то немножко, знаешь, как будто поехали, помнишь, мы неоднократно об этом говорили, как-то поехали атаковать, но не до конца сейчас Альфа, да, вот? Но они увидели, что там танков больше встречает, и тяжело пушить, у тебя 5 танков слева осталось, ты забрал с собой только 10, да, ну, ЕБР просто уехал. И Стерва не особенно, я думаю, настреляла в данном пуше. То есть как-то это, немножко не угадали расстановку Не угадали противника. направление Да, атаки, я бы да, сказал. да. Не хватило им вот этой разведки, 2 ЕБР брали, но не угадали, не посмотрели. Да, вроде бы согнали Чифа, и он не высветил вовремя этот пуш, да, за счет действия Эволюшена. Но как-то не хватило танков в атаке. Сейчас спокойно их будет достреливать Ферги, может быть, даже контрпуш какой-то увидим. Ну, они тоже не торопятся особо куда-то ехать, хотят подольше постоять, спокойно, знаешь, пострелять, как в рандоме. Ну, а зачем? Они все равно не претендуют на наибыстрейшую атаку в этом бою, потому что этот бой затяжной был. Они в дефе. Зачем хоть как-то минимально им рисковать? Ну, а вдруг что? Ну вот, а вдруг? Всякое бывает. Это, наоборот, показатель некого хладнокровия. Ну, сейчас, когда там 3 в 2 и у одного вообще нет хп, логика есть. Но в целом, да, они там не летят, сломя голову, куда-то атаковать по всем направлениям, потому что, ну, это просто не нужно. Ребята играют на результат и выигрывают свой бой. Пока оборона на Лайфоксе, мы видим, что одерживает верх, и что в первом, что во втором случае. Здесь в первую очередь стоит отметить то, о чем мы сказали, и повторюсь, что Шарпей, полевой командир Альфы, не угадал с направлением атаки. Такое бывает. Ну и плюс атака, если честно, мне не очень понравилось. Мне кажется, вот надо было делать Слишком акцент. сильно поделили танки? Да, их поделили на 3 малые группы, а в Сандале они просто фулочкой в КДЖ-0
однозначно было бы лучше. Они бы как минимум убили бы этот КГ-0, встали бы от башни, началась бы перестрелка более позиционная, ну и все было бы не так критично, не так плохо, как получилось сейчас, что они только 4 машины противника забрали, один из которых был Мейланд, который, ну, на острие стоял там просто, к нему, понимаешь, пришли просто с двух ног, дверь открыли, и эта дверь оказалась Мейланд. И все. Поэтому вынесли. Поэтому здесь такая легкая победа для фергов, даже более легкая, чем у Альфа. Посмотри количество ХП, которое осталось у ребят. Там порядка 14 тысяч. Ну, пусть будет даже там сейчас 12-13 останется, но все равно. Альфа дотягивает до упора, там на всякий случай, плюс карты Рыбацкая бухта и Прохоровка, на них, вероятно, будут достаточно длительные бои. Примечательно, что ни одного такого прям города-города нет, ни Энска, ни Химмельсдорф. Вот вчера было много города, сегодня мы начинали. Вот на этой стадии мало города, то есть как бы только если будет, это будет тайбрейк. Тайбрейк, да. Ну, слушай, нет, ну Рыбацкая бухта и Лайфокс имеют вполне как бы акцентированные города, согласись. Ну, ПВП просто редко бывает в городе, там больше именно центр, часто пуш через первую мы видим, через вторую. Знаешь, не редко, но и не всегда. Не часто. И не постоянно. Не часто, скажем так. Бывает там с какой-то периодичностью, вот так вот я бы сказал. Хороший Лайфокс, такой разменный, забрали раундик Альфа, затем Ферги, в целом без лишних каких-то эмоций, как мне показалось, без лишних нервов, что от одних, что от вторых. Ну да, победа фергов была более убедительная, но что это, о чем это говорит? Что это значит? Да ни о чем это не говорит. Кстати, была интересная. Ну, у них и атака была чуть более интересная, да, они больше угадали, там, ну, мы это разобрали, да, не хочется повторяться, одно и то же говорить. Но я бы вообще никаких выводов по этим двум боям, по этой карте не делал. Спокойно 1-1, достаточно логичная, вот из того, что мы видели, из того, что происходило, это логичная ничья по итогам первой карты. Еще посмотрим, что будет на второй, как минимум. Ну, Рыбацкая бухта, я о преимуществе какого-либо коллектива бы не говорил бы на этой карте. У меня лично нет предположений. Единственное, что я хотел бы сказать, что вот, наверное, на Лайфоксе оборона чуть-чуть более сильная, чем оборона на Рыбацкой бухте. Потому что после изменения карты вот эта вот сила первой базы, сила обороны, она немножечко, так знаешь, подтаяла. То есть нельзя сказать, что оборона слабее там по респу, по каким-то позициям на бухте, но она и не сильнее. То есть единственное преимущество — это то, что ничья — твоя победа. Все. То есть тебе не надо выигрывать, тебе достаточно ничьи. Во всем остальном атака себя тоже комфортно чувствует, поэтому на Рыбацкой бухте может быть сейчас абсолютно любой результат. Вопрос больше, наверное, о тактике сейчас. Какая тактика, какой план на бой, ну и исполнение этой тактики, разумеется. Тут сейчас битва разумов, Шарпей против Литл Вреча, Ферги против Альфы, там, или Ренессанс против Альфы, как угодно, на бухте. То есть бухта может быть как 1-1, так и 2-0 в любую сторону, абсолютно. То есть, например, вот на Прохоровке я тоже, ну, если мы до нее дойдем, а мы до нее минимум до одного боя точно дойдем, то я там скажу однозначно, я думаю, ты со мной согласишься, что на Прохоровке оборона сильная. Достаточно сильно, и мы часто видим атаки за оборону, то есть за счет преимущества небольшого по респауну. Команда, которая как бы стоит в защите, спокойно достаточно и часто регулярно контратакует. Не ставит этот танк до 2-0 и сразу же планирует мощную атаку какой-то через центр, либо какой-то сплит-центр плюс аллея. В частности, команда Ренессанс была одной из тех команд, которая в обороне на Прохоровке в прошлых стадиях атаковала. Сейчас, то есть у них есть вариативность. Можно закрыться тут, можно там, можно везде закрыться, можно контратаковать. Но пока у нас бухта. Да, нет, у нас, безусловно, бухта, но я к тому, что... Так мы и к разговору про бухту. Нам тут, кстати, показывают Е4, который принимал. 4500. Ну, молодец. Ни много, ни мало. Нормально, хороший рабочий урон на Е4. Да, статистика для зрителя. Знаешь, выделить, показать. Молодцы, ребята, там, Примботом отработал. Я больше про Прохоровку упомянул для сравнения с бухтой, что какой-то суперсилы в дефе на бухте сейчас нет. Поэтому абсолютно непредсказуемая карта. И мне кажется... Достаточно балансная в целом. Да, с учетом того, что и БО7 до 4 побед именно на бухте сейчас можно выиграть этот матч. Потому что условная бухта 2-0, дальше размен на Прохоровке, это 4-2 для любого коллектива. Сейчас даже мы не говорим про кого-то конкретно. И это выход в следующую стадию, в финал нижней сетки. То есть вот именно бухта — это камень преткновения этого матча. Это такой некий экватор как раз-таки. И здесь может многое решиться. Но при этом мы не исключаем историю, при которой бухта 1-1, дальше 2-2, полностью Прохоровка, 1-1, тайбрейк. Хочется уже тайбрейка, да, вчера ни одного. Ну да, то есть нас так покормили этим тайбрейком позавчера.
Вчера тайбрейком сказали, шиш вам с маслом, а не тайбрейк. Сегодня, ну, посмотрим. Ну, сейчас мы тоже начали с сетки, нижней сетки, да, и все тайбрейки-то были в нижней сетке в основном. Ну, кстати, игра на вылет. Да. То есть никто не хочет уступать, каждый хочет побороться как минимум за второе место. И видно, вот, ну, хорошо, что 1-1, хорошо, если даже тайбрейк будет, то есть мы с тобой не угадаем результат, да, какого-то легкого преимущества, не видно пока ни одной команды. Пока не видно. Хочется интересных, напряженных, ярких каких-то боев. То есть противостояние. То есть эту карту, да, 1-1, может быть и сейчас тоже будет 1-1. Вполне. Пока Фирги выглядят очень уверенно. Получше чуть они выглядели объективно на первой карте. Я соглашусь. Это просто аналитика, там, ставить там и какого-то фаворита выделить, а просто Фокс сильные карты. Но при этом на наших экранах, дорогие друзья, Альфа начинает эту карту также с обороны, а МЧСВ в соло на Ебере. Есть одна стервочка, 2-2-6-0, 2 чифтейна и 9 объектов 279. 206 объектов 279, 2 260 объекта, 4 чифа, стерва, Е3 и 1 ЕБР. Вновь, кстати, My Solution отмечаем, Solution, да. что выбор Little Wretch свой сделал. Он сказал, ребята, я все понял, проанализировал, игра на результат, Solution, расчехляй своего колесника, попер-бобер, как говорится. Поэтому Solution... Ну и, кстати, вот у меня претензий никаких со стороны к Solution не было по прошлому бою. Согласись, ну, по прошлым. Ну, там не было, наверное, какой-то возможности ошибиться. Не, ну слушай, всегда есть возможность попадает ошибиться. в как раз Солюшена первый шот, но пока вроде бы... Вот тут он ошибся или задача была такая? Задача была, я думаю, агрессивно засвет дать. Смотри, какое интересное противостояние в городе. Не хотят полностью город отдавать команда Альф, понимают, что могут получить неприятный пуш, но и оставляет всего 2 танка. Сколько они там поживут? Ну тогда проскакивает в угол 2-2-6-0. Мы такие проезды уже видели, они были очень эффективными. Давайте. Интересное тактическое решение от Фергов. Оно не новое, мы уже это видели, но видишь, только сюда 2-2-6-0 отправили. Обоих просадили? Ну, не критично, по 1000 хп с каждого сняли. Он свою задачу здесь выполнил. 2-3 пробития. Пейн куда-то топиться поехал. Интересный выбор. А почему он поехал не с другой стороны, я не совсем понял. Он утонул или что? Пока нет. Он утонул? А почему не... Мы видели, как ту позицию забирали с квадрата Б9. Зачем он поехал вот так? Ребят, я протестирую. Ну, то есть, как бы, он же видел этих 2-6-0, они туда приехали по инфе, он под них подставился, они молодцы, его посадили на каток, 10 секунд, он не успел выехать, и как бы, ну, спокойной ночи. А зачем? Очень интересно, возможно, как бы это не зарешало на первой минуте ошибка. Да не, ну один танк, Дим, мы такое неоднократно видели, что отыгрывалось. Не, дело не в этом, тут было 2 в 2, теперь 1 в 2. Ситуация, и уже потяжелее. Но это же информации у Фергов нет, что здесь слабый, прям объективно слабый город, и сильная такая мобильная группа в квадрате А4 опять стоит. Ну, из этой группы прилетела, им нормально инфа была. Но это изначальный отстрел, они 5000 раз могли перестроиться. Не, я бы не стал делать таких выводов. Вопрос в том, что вот эта мобильная группа, а что она должна делать? Вкатывать в центр? По А-линии ехать, закрывать город, так мы 2 раза видели, что это не приносило результата уже в прошлом. Закрывать первую и вторую линию? Ну, да, может быть. Тут мы видим вообще, что играют без аптечки чифы с бензином. То есть это сделано для того, чтобы максимально быстро при необходимости можно было пропушить то или иное направление. Да, сменить позицию, там пропушить какое-то направление. Ну, так как Ферги начинают с атаки, то, наверное, здесь не сколько смена позиции, сколько атака какого-либо направления или там занятие какой-либо позиции. Потому что они в атаке. Ну, как бы тут... Интерпретация немножко другая. Но не спеша, неторопливо Ферги как-то, знаешь, атакуют, они... Ну, как атакуют? Они город заняли более агрессивно, они на центре неплохо расставились, но не скажу, что много машин, сколько, 2 или 3, да? 2 там танка. 2 танка всего лишь стоит. То есть, казалось бы, не готовят они какое-то конкретное направление. У них танки есть слева. Но они от инфы играют, они нащупывают, вот они сделали действие, да, они прожали этих 260-х и контрят их. Там ждут какую-то контратаку от Альфы или сами захотят. Они сейчас подумают, там, проанализируют ситуацию, может быть, каким-то засветом противника, может быть, первую линию прогонят, там, ЕБРчика прогонят, может быть, какого-нибудь, там, я не знаю, 279-го прожмут. Но вот... Смотри, убирают. Гадать не нужно. Оставили 2. Гадать не нужно. Вот решение, которое принимает команда Ренессанс. Они уводят все силы из города абсолютно. В единый кулак. Кроме Шалфея. Да. Видишь, Шалфей на 279-м остается в квадрате H7. Да возможно, он тоже уйдет. Они оставят танк 4, я думаю, в середине. Ну, Стерва, наверное, туда переедет, да?
Я думаю, стерва дальше будет стоять, где стоит, на контроле первый, второй. Там на середине и так они 3 сами танка. по первый, второй поедут. Ну, чтобы она будет давала в контролить. квадрат было, Кто-то да, подставился, да, кто-то вылез, кто-то захотел контратаковать, кто-то еще что-то. Не первый раз видим такой деф от Альфы по А-линии. Они очень глубоко стараются принимать. Сейчас, смотри, почти оставили первый, второй, там ни одной ПТшки нет. Будут принимать ближе к своей базе. Интересный выбор, посмотрим именно на этой карте. Мне кажется, вот на этой карте будет им тяжело оборонять с А-линии, именно здесь. Глубоковато они встали. Ну, там Шарпей, Паскуда и Василек хорошо стоят. Сомуль даст раннюю информацию. Тут же техника с А-линии стянется на прием первый. Минимальный саппорт от Фани с центра, но я думаю, что первую линию они смогут теоретически принять. Ну, не проиграть, по крайней мере. Тут ключевой момент, что Альфа не боится оставлять в размене вот эти два 7-9, которые город держат, и не пытаются как-то их там светом подзакрыть, да, чтобы более ранняя инфа. То есть, по сути, сейчас абсолютно не светят ребята из команды Альфа город, и в Б9 атака может у них вот засветиться прям в лице. Понимаешь, о чем я говорю? То есть вот 5, 6, 7, 10 танков влетают с квадрата С9 в Б9, убивают 279, едут дальше, и Альфа этого видит только вот, ну, по факту. Но они этого не боятся, они такие, окей, мы готовы. Ну как не боятся, они оставили Ебра именно на подсвете вот этой части карты. А первый, второй они точно не боятся, им там засвет особо не нужен, они понимают, что сейчас будет здесь атака, увидеть танки. Но тут порядка 7 машин атакуют первую линию, мне причем непонятно, почему так глубоко стоит Е3, ну, мне кажется, уже мог бы там квадрат вот на 2, на 3 разгоняется, как раз помнишь, где там Яга стояла? Да, 4500 настреляла, помню этот бой, от Кюрейджа, по-моему, это было. Но первую линию атакуют. В общем, все, решение принято. Пошла атака. По ХП, ну, тут ровненько. Да, очень быстро сместили танки, поставили в А1 3 машины, а танки, которые были на А5, вернулись как раз в А3. Вкат Самуля, по Фоксу его забирают. Вполне будничная ситуация. Ну и Little Wretch вновь возглавляет эту атаку, едет первым, принимает ряд выстрелов, но пока еще имеет достаточно неплохой запас прочности. Вот только сейчас тормозит, желая сохранить свой ствол, что логично. Но и, по-моему, ренессансы поняли, что эта атака не завершится нужным для них, да, необходимым для них результатом, и останавливаются, успокаивают игру просто. Не атакуют дальше, мы это видим прекрасно. Более того, отступают, оттягивают Литла, оттягивают Экзорда на чифтейне. Как бы по спине не настреляли. Смотри, как хорошо стоит команда Альфа. Они не подставляются, пока ни одного прострела, по-моему, с города в них не залетело. А вот в ответочку летит хорошо по первой, второй. Немножко неудобно здесь команде Ренессанс. Они заняли такую позицию более пассивную. Оттуда тяжело будет выходить. И позиционка в этих позициях, ну, не сильно удобно, скажем так, здесь перестреливается. Да тут даже ее и нет, потому что не с кем перестреливаться. То есть максимум в Red Evolution, да, но это 279, ты стреляешь снизу вверх, так еще и тебе в левый борт будут, ну, башни как минимум настреливать. Так, у нас двигается город. Решение принято, видишь, они внешку просто решили поджать, но пока это не кажется крутым, правильным, хорошим решением. Да, это позволит сейчас, наверное, забрать танк на центре, обосноваться более спокойно, но мы видим, что там живет Фани. В этих домах там он нашел позицию, перестраивается, то есть тоже достаточно мобильно на центре, да, себя чувствует, да, перемещается. Ну, город тоже не выпушить, очень хорошо саппортом Чик и еще 2 танка помогают оставшимся. Сейчас хочется переключиться на атаку по 9-й линии, потому что там мало машин, да, 3 машины, но они атакуют. Но они его разменяют очень хорошо. То есть, да, вопрос размена. Чем эта атака завершится там на 9-ке? Пожалуйста, покажите нам Б9, господа. Хочется понять, что там сейчас вкат. Утопит танк, сами утонут. Видишь, Red Bull много урона получил. Опять второй поплавец. Но, по-моему, Illusion успеет вылезти, разве нет? Красавчик. Хороший каток Illusion дают, но он достаточно неплохо свой танк выставил, и он, да, он не утонет. Illusion забирает Red Bull, здесь хоть и есть этот поджим, и забирают Illusion, но хороший размен от Чика, от Норфиена. 2 в 3 остаются, но они должны выиграть здесь. Более того, Альфа принимает решение контратаковать первую линию. Дим, мы это прекрасно видим, сейчас уже забрали один из танков. В плохой позиции Экзорт, не особо поможет своим тиммейтам. Также полевой командир команды Альфа Шарпье возглавляет атаку. Фокус идет на Аваладика, Аваладика надо забирать и продолжать. Мне кажется, надо наращивать. Хорошо вкатили. 4 машины против 2. Несмотря на поддержку 2 ПТ, смотри, Е3 уже приехал сюда, Стерва по КД работает, но не хватает, они не успевают разменивать. Наоборот. Так надо выходить убивать просто сейчас Васильку, Кипу. Бог с ним, с этим Е3, он стреляет раз 13, чем 14 секунд. Надо забирать его, у него не так много ХП, забрать Литла, забрать Дрима, пусть от Стерва настреливает, разве нет?
Смотри, центр уезжает тем временем в город, как раз на 9-ю линию, а им очень важно выиграть город до конца. Тем временем они танки здесь... Ну, а Альфе важно выиграть первую линию, Дим. Им надо ее забирать быстрее, этот вкат в Литла. Дальше фокус над дримботами, потом поездка за Стервой. Отправление в ангар Стервы, перезанятие центра, и все, этот бой не проиграть. Потому что сейчас пока все не так идеально. Да, есть небольшое преимущество, ты в дефе, минуты до конца боя, у тебя есть преимущество по ХП, но все равно надо немножко разжать карту. Мы видели ситуации, когда доигрывали те же Бионды на Прохоровке, мы неоднократно этот бой вспоминали. Поэтому надо подобивать, надо... Чика сейчас убьют. Чик до сих пор живет. Сколько уже прошло? 3 минуты они его не могут его выпустить. Ну, сейчас они его убьют все равно. Какая разница? Надо доигрывать первую линию, забирать вот не эти 2-3 пробивает танка. его Игнатка. Ключевое, возможно, не пробить. Нет этого времени. Ну, тут уверенное бадание происходит у нас. Ну, что-то Игнатку много уже не пробить 2 раза сделал. подряд, как минимум. Ну, шотный танк, магия, мы об этом тоже магия. неоднократно говорили. Не существует подкрутки какой-то, я считаю. Совпадение? Все-таки добирается этих раза. 4 живых танка у Фергов, 30 секунд. Ну, тут время, тут там фуловые машины на первой линии. Все понимают, что 30 секунд невозможно. Но, тем не менее, смотри, интересный был бой, интересно было смотреть по 2 направлениям атака. Сейчас доигрывают уже. Остается 17 секунд. Хороший прием. Интересно, первая-вторая, вроде бы первая-вторая линия не была у них укреплена, но они очень грамотно сдвинули танки, да, вот то, о чем ты говорил, с А3 передвинули в прием и с А5 передвинули в А3, то есть очень хорошо, по внешке там не обойти, по первой-второй хорошо, настрелял наверняка Стерва много очень, в этот контрпуш, я думаю, она дала, очень хорошо принимали, не дали ни единого шанса по первой-второй, спокойный прием. Несмотря на то, что один танк вначале утонул, да, у нас там потом второй зажали, но Илюжин там был поудачливее как-то. Он выбрался. Да, выплыл. Он просто вылез и еще и добил Red Bull. Да, и он сожрал 2 снаряда в конце. То есть он выбрался, за счет этого еще на него повернулись, потратили время, и 2 снаряда сожрал. Поэтому Чик так долго жил. То есть тоже такой Чик еще жил, что Игнатка не добивал, но не знаю, ты говорил, что это ключевой момент, мне не показалось, но что именно, это было именно очень вот важно. именно в городе. Не, ну хотел, чтобы они хотя бы в городе затащили. Но они выиграли его. Да, просто поздно. Опять мы увидели, да, вот как на Лайфоксе они город как-то добивают, побеждают, а ключевой момент, именно где первая, вторая, все-таки, ну, это понятно, что там было именно. А я бы, знаешь, что отметил, Дим? Я бы, наверное, отметил вот эту поджим, наверное, я бы это назвал, 3 танков мобильных, то есть не 279, под холм. Вот когда они вышли с первой линии туда вот в двушку, попытались отстрелять Фанни на центре, остались под этим холмом, не забрали Фанни, Фанни выжил в домах, и сами получили энное количество пробитий с А-линии вот оттуда, с дома, ой, по микрофону бью, с дома вот с А6, с А7. Вот. Мне показалось, вот это было ключевой ошибкой у Фергов. Они не угадали с направлением, как раз нам потому что лучше бы они атаковали город, это факт. Это мы видим, да. Они вышли неплохо, забрали здесь танк. Было +2, все хорошо по ХП, кроме Литла никто не просел. Но вот эти 3 машины, Бамблби, Экзорт и Аутсайд, им настреливают в корму от рельефа. Им настреливает Стерва какая-то там с ЕБРом, кто-то там еще. И как-то они вот получили много урона, один был уничтожен, 2 по 1000 хп, Альфа посчитала технику, выдавила первую линию, забрала все танки. Да, Стерва там стреляла, можно посмотреть урон Стерву, там Сириус, скорее всего, неплохо накидал. Но этого урона было недостаточно, потому что 3 машины для поджима вот в этого в С2, это была критика. Почему такое решение было принято? Сложно сказать. Я не совсем понимаю, какой был план. Боялись, что не отпустят без засвета, настреляют по корме там, и так далее. Возможно. Но у тебя занят центр. Мне кажется, надо было просто вот встать, подождать на первой, если ты не хочешь уводить технику. Добить центр, выйти прям в наглую в этого Фанни, потому что у тебя город уже атакует. Пожить на первой линии, у тебя город в итоге за счет центра, который выиграл и ушел вправо, выиграл. Если бы они бы не проиграли первую линию, они бы могли этот бой выигрывать, по сути. Они не особо проиграли, они ее просто не выиграли. Они вышли, получали Дима, много. они ее проиграли, ты чего? Ну, потому что они 3 танка забрали внешнюю. А оставь они их на первый, просто успокой игру. Дай возможность центральным выйти в Фанни, забрать Фанни, все, центр пустой, красных там нет. Они с центра уходят вправо, забирают, помогают добить, вот где Чик был. Но они не первые, они просто ее не выиграли. Им нужно... Проблема в том, что они город не забрали. Так они его потом забрали. Город, центр не забрали. Забрали. Но это было слишком поздно, когда у них же очень много хп подарили. Они были 3 в 1, в принципе, со старта боя там, потому что там был один Фанни. Да. Фанни там что-то жил, катался, молодец, к нему вопросов нет. Очень они поняли, что первую линию не пройти, поехали играть город и центр.
Там время, ну, было там Плюс время. на второй еще очень хорошо поставили танки Альфа. То есть они подарили только один. Они знали, что будет, возможно, пуш по первой, второй не оставили одного. Его бы сожрали, но очень хорошо разменялись. И они подставлялись под прострелы из как раз центра карты Альфа. И за счет этого, ну, хорошо сэкономили ХП. И потом смогли как-то перепушить. Потому что фиркам все время приходилось что-то делать из неудобных позиций пуш. То есть они 3 танка вот на внешку поехали, да, еще что-то пытались заставить. Это бой слили. Да, но в итоге да. Они на первый не выиграли, попытались сделать второе и не получилось. И вот Я здесь скажу так, что здесь Альфа, по сути, отдали. не сделала ничего, Ничего сложного, кроме казалось двух бы. моментов. Первый момент. Они расставились так, как они расставились. Второй момент. Они либо не купились, либо просто планово не стали делать какую-то крепость, какой-то грамотный деф в городе. Все. Больше Альфа... ну хорошо, третий момент, когда они почувствовали преимущество и поняли, что город проиграет, они запушили первую линию. Ну, Если бы да. этот бой Ферги сами себе слили. Да, легко рассуждать, сидя в кресле, видя всю карту, это, безусловно, никто ничего не говорит. Но, по факту, Ферги этот бой сами проиграли из-за того, что, долго запрягали, они много времени потратили на оценку карты, ситуации и принятие конкретного итогового решения. Раз, что не позволило им потом доигрывать более спокойно. И 2, поджим этих 3 танков под Б, С3, С, наверное, 3. Ну, в общем, понятно, все поняли, о чем я говорю. И реплей был, и мы с тобой об этом сказали. Это бой слило. Это проиграло первую линию, это слило эти 3 машины, и это проиграло бой. Центр они забрали, хоть и поздновато, но забрали. Право они выиграли, хоть и поздновато, но выиграли. Слева было -2 у противника. Они танк забрали, отошли. Справа танк забрали, утопили, он сам ошибся. Все хорошо было, они просто чуть-чуть не доиграли этот бой в атаке. Это знаешь к чему, к разговору? Они и первый свой лайфокс-то здорово сыграли. Чуть-чуть чего-то, тут индивидуально, тут тактически, тут одно решение. Но пока Ферги даже в поражениях выглядит очень интересно, неплохо и подготовлено. Ну, посмотрим ответ Альфы. Пока оборона лидирует, пока 3 боя, 3 победы обороняющихся команд. Разных. Альфа, их сетап, ЕБР, Е4, 2 чифтейна и 11 объектов 279. Они в атаке. ЗОД взяли 3 чифа, 7 объектов 279, 907 опять. Стерва 2,3 с ЕБРом. 2,3 им хватит для деф. Ну, в принципе, да. Кстати, на этот раз на 907-м играет не Шалфей, а полевой командир Little Wretch. Причем он играет без закалки. То есть какая-то отдельная, особенная миссия у 907-го. Я не знаю, что это, вентиль, досел и турбина, чтобы максимально ДПМить. Ну или что. То есть, не знаю. Ну а Альфа вот какое решение принимает. Очень-очень и очень ненасыщенный центр. Возможно, там 1-2 танка с поздним таймингом приедут. Кстати, 907 с малошумкой вообще. Это интересно. Вот, да, вот один вообще туда едет. Пару чефов на контроле 1-2. И достаточно насыщенный, там порядка 6-7 танков, даже 8, наверное, с учетом того, что Е4 подтягивается тоже в городе. Ну, у Фергов здесь 4 танка на приеме, плюс стяжка через А-линию, плюс 907, который с малошумкой светит. Тоже так вот, да, на ус намотать нашим зрителям, уважаемым, зачем это 907, какой выбор оборудования, вот почему нет закалки, потому что там малошумка. Показывает нам заезд, сейчас, я думаю, один танк. Бамблби утопился. Бамблби утопился. Интересные у нас раунды на этой карте. В том же месте, где и погиб Пейн. Только там его как бы заставили утонуть. Ему проставили каток, а здесь Бамблби, ну, это... Тренерничал. Это косяк, это ошибка, это вина игрока индивидуальная. Это, если он не отработал, значит, он виноват. Если он не знал, как туда заезжать, значит, он должен был сказать: товарищ командир, не имею понятия, как занять данную позицию, есть риск затопления. Но в итоге -1, Ферги начинают. Это по морали бьет. У меня бы сгорело бы. Ну, я, конечно, бы там... Ну, тут надо сейчас уже забыть и действовать дальше. Да, но согласись, это давит. Там, правда, ЧСВ он где-то на ябре на центре, видимо, подставился. Вот это ответ, зачем нужен был 907. Видимо, это его была задача, контрить вот этот светляк. Хорошо, они понимали, где он будет, и с 2 хп все уходит. Я, кстати, не обратил внимания, там просветленка есть или только малошумка, турбина и досел на 907 у Литла? Но Рипкинг и Блэкпаф не на 2.0, а на 2.7.9 прожали вот эту вот позицию, куда мы уже видели неоднократно, отправляли 2.6.0. Но они вторым темпом заходили, они не сразу... Ну, они понятно, вторым темпом, какое-то количество урона они получили, но это все, ну, не страшно для вот этих вот 2.7.9 команды Альф. Ну, получили там по пол хп, но зато позицию заняли. Отзонили город, теперь не дадут противнику да, спокойно уходит там играть. Ферги из этой позиции, понимаешь, что здесь неудобно будет принимать пуш, надо встать поглубже.
Или они вообще стягивают технику на первую и вторую Или линию, пушат первую, вторую. думая, что это Рискованно. схоже с их атакой, атака от Альфы будет. При этом Альфа, смотри, теперь только занимает центр в 3 танка. Альфа очень аккуратно и поступательно играет. Очень аккуратно. Рыбацкая бухта превратилась из такой ярко выраженной зарубы на центре в крайне тактическую позиционную шахматную игру, Да, много где ход за перетяжек. ходом. Ход по городу, ход по центру, ход по первой линии, вот от красных, да, идет. От фергов. Изначальная расстановка. Ход, перетяжка через А-линию в город. Сейчас следующий ход. А уход глубже, в АБ-линию. 907 статичен там, да, Валадик на первой линии. Тоже вопрос, что они хотят делать? Светить первую линию? Безусловно. Каким количеством танков они хотят разменивать? Сейчас это Е3 плюс 2 чифа. Ну и ЕБР есть, понятно. В любой момент, не знаю, условная стерва с А4 может стянуться в А1. Или может стать там, я не знаю, в А6, если это выход также в С2, например, будет, как в прошлом бою. В общем, очень много таких тонких, каких-то минимальных перетяжек, занятия той или иной позиции и прочее, которые могут так или иначе, как позитивно, так и негативно, я к этому, повлиять на результат боя. Залетает в Evolution. Я так понимаю, будет перестреливаться до упора. До талов с Е4, точнее. Но он, видишь, чего делает? Он пытается от башни с Его кринча. задача сюда накидать. Он выцеливает лючок с кринча и пытается его просадить. Но будет не так просто, хотя достаточно грамотно Evolution действует. Видишь, наезжая на камень. Но мысль понятна. Поджали альфа-центр, пытаются сейчас с кринча выбить. И им удается это сделать, да? Остается все 1К. Ну там Evolution дал пробитие, во-вторых, там Фанис паскуды с двух сторон начали просто Но слева они же справа. вчетвером его кошмарят, и неудобно там стоять с кринчу и сгоняют. Это вполне рациональное и разумное решение, то есть видит, что не насытили ферги центр и за счет количества техники просто спокойненько выдавливают машинку. Это, ну, грамотно, вполне адекватно. Интересная рыбацкая бухта, вот для тех, кто ищет каких-то решений, какой-то тактики, каких-то раскаток, как выигрывается та или иная позиционка. Очень полезно сейчас вот для зрителя, который пытается в абсолютном формате развиваться, да, о чем я только говорил, о чем я говорил ранее, что не только развлекалово, но в том числе и обучение, такой развивающий процесс именно для игры вот в клановых историях. Для кланов там 1000 эло плюс-минус в укрепах или там на глобальной карте полезно посмотреть, понять, что и как. Там, ну да, кто-то скажет, тут много 279-х там и прочее. Не столь важно, можно... Мы видели, что заменять это все там 277-ми, суперконями там и так далее. Не принципиально. То есть именно вопрос самой тактики, вот этой вот шахматной истории. Ну, выглядит интересно. Недостаточно драйвово, да, для любителей лютого такого БТРчика, да, бодрого, танкового, рубилова. Но занимательно с точки зрения точечных, минимальных, не акцентированных каких-то действий, где вся команда фланг продолбила, там взяла силой этот фланг, там уничтожила все, что его принимал. А аккуратненько подъехали с кринча слева, справа, с первой линии, выдавили, заставили ошибиться, уничтожили. Ну, Бамблби, ладно, это его личная ошибка, это мы не берем в расчет, это исключение из правил, да, там утонул, перенервничал, какая там история была, не совсем понятна. Вот, ну а Альфа что? Альфа говорит, что, ребята, мы выбили центр, мы поджали первую линию, и все-таки мы хотим атаковать город. Нам кажется, что это более перспективно, это более сильно. Но они именно для этого забирали этого скринча, чтобы из Е4 он им не мешал. Теперь у них, они более агрессивно заняли город, и именно город будет настреливать хорошо в А-линию. То, что необходимо. Да, для поддержки данного но ферги тоже не купились на историю, что это раш первой линии. Безусловно, они там оставили технику. Сместились как вовремя, да? Но там 2 чифтей на мобильных, которые убегут по А-линии. И, как знаешь, как будто ферги готовы к этой атаке. Ну вот, все. 3 минуты до конца боя с небольшим. Пошла вот эта атака, долгожданная на самом деле. Долго запрягали ребята из команды Альфа. ПХП тут, в принципе, ровненько. И сейчас пойдет мясцо. Вопрос, как это мясцо будет протекать. Василек получает пару пробитий. Как-то через левую часть вот этой деревни хотят атаковать ребята из Альфы. Заручившись, я так думаю, что поддержкой с центра, где стоит Е4 и еще ряд тяжелых машин. Ну, а фергов здесь достаточно. Тут 7 машин, плюс приезжает Слейв. Но, правда, аутсайды жестко просаживают на перекат.
катки. Его вообще отправляет в ангар Самуль. Но Альфа все, штурмует. Пошла вот эта заруба, пошло столкновение. Да, Чик вкатывает первым. Не совсем грамотно фокусит, как мне кажется. Залетает урон в Слейва. Далее здесь есть Литл. Пока как-то не одну машину фокусит, но все равно забирают Слейва. Литл на очереди. Пока танков Альфа особо не теряла в этой атаке. Только ХП. Шикарно заезжает. Смотри, не стали не пушить справа. Справа очень тяжело было бы выбивать. Выбили те танки, которые стояли удобно, легко, и в которых залетало с центра. Теперь, смотри, с двух сторон берут в клещи те 4 танка, которые остались на берегу. Сейчас будут их топить. Но один за другим забирают технику команды Ренессанс альфовцы. Одного, второго, третьего. Сейчас, видишь, попытались Ферги рожаться через девятку. Вкатили, но вкатили 3 в 3. Здесь сложно выиграть. Игнатка вынужден 1 в 2 вдраться. Шалфей с Лакинером забирают Блэк Пава. Сейчас, конечно же, они помогут Игнатке, но здесь, видишь, уже даже и боеукладка отлетела. Шикарная атака от Альфы. Посмотри, что они делают. И тоже был такой важный момент. Забрали ЕБР, чтобы он никуда не убежал, потому что время остается все меньше. Тут понятно уже, что город полностью остается за командой Альфа. Они при этом и первую, и вторую выиграли. Заезжает ЕБР там в спину, где третьим будет его убивать. А здесь у нас остается только Шалфей и Лакинер. Можно констатировать, что Рыбацкую бухту Альфа выиграла со счетом 2-0. Знаешь, как по учебнику. Вот, лучшие шахматные партии, вот это вот что-то. Достали, почитали. Так, что там противник? Ага, нам нужно убить Скрича за 5 минут. Ну, в общем, за 5 минут там, и 20 секунд они справились. Все. Этот кто-нибудь обязательно утонет. Он обязательно, конечно, утонул. И все, у них, получается, центр они забрали. Понимают, как атаковать через город. И при этом, смотри, вот важный момент, они немножко приостановились, поняли, что на берегу им не выбить быстро танки, и выбили сначала те, кто был слева. Тех, кто был слева, там 2 или 3, но у них, понятно, там никаких сейвов нет, в них просто заехали, смяли, а потом уже зашли в клещ. Очень хорошая, красивая была атака, приняли правильное решение. Ну, понятно, что еще с центра прилетало по тем танкам, которые подставлялись, да, на линии. И потом этот центр уехал влево, чтобы еще и там не проиграть, выиграть, потому что оставалось всего там буквально пару минут. И ЛТ заловили вовремя. Очень хорошая, на самом деле, То есть атака. по всем направлениям были грамотные решения и исполнения. Ну, самое красивое, конечно, было здесь. Посмотри, конечно, будет выходить здорово. Нет, вот это решение уйти с правой части атаки в левую, да, Да, вот сначала в C9, сожрали, C8. и потом с двух сторон. Это зашли. здорово. Выбили центр, чтобы с центра никаких проблем не было, чтобы с центра не давали дамаг по ним танки. Дальше сами поставили там кемпящую группу, которая здорово отстреляла перетягивающихся чифтейнов. Ну и дальше мы видели. Действительно, ты правильно сказал, как по учебнику, очень классное пособие о том, как выбивать в атаке выиграть ДФ Рыбацкой бухты. И это, кстати, к нашему разговору о том, что не такая уж и сильная оборона на Рыбацкой бухте, несмотря на то, что тебе не надо выигрывать, но есть 10 минут. Вот Альфа тут, там, поджали сюда, поджали туда, выбили танчик тут, выбили танчик тут. Выбрали направление для атаки, проатаковали. Да, было 3 минуты с небольшим, но они там за 2 с лишним управились. Да, у них было достаточно времени, они достаточно быстро вот этого Скрича съели в центре. Ну, там, да, грамотно. Слева танк, справа на центре, слева на центре. Там со всех сторон он, ну, никак. В этом плане Фанни подольше пожил, потому что да, либо вот он лучше сыграл это индивидуально. Отметили, что Фанни очень здорово выиграл. То есть он, самое главное, не умер. Но он потом его забрали. Ну да, но его очень поздно, когда уже танки там перевалились на внешку и так далее. То есть он не был уничтожен. А здесь Скрич не справился. Ну, тут вопрос, на самом деле, это Скрич не справился, или более они грамотно... настолько хорошо его выцеливали, да, либо более грамотно на центре его выдавливали. То есть тут дискуссионная история, но хочу вернуться к тому, что мы говорили о том, что Рыбацкая бухта — это камень преткновения, это важная карта, которая, вероятнее всего, определит, в принципе, скажем так, итоговый результат, скорее всего. Итоговый результат этого матча, потому что на Прохоровке оборона сильная, вариативная, команда плюс-минус равно, очень подготовленная, достаточно замотивированная, и команде, которая бухту отдаст в сухую, если такое будет, а мы видим, что такое произошло, ей будет очень сложно 2 раза взять Прохоровку. Ну, практически нереально пока что. Сейчас получается, что Ферги начинают в атаке, то есть они еще из более слабой базы начинают, и все идет к тому, что действительно это будет 4-1, где Ферги... Ну, где Ферги проиграют. Ну, слушай, атаки не показывают неплохие. Да, где-то чуть-чуть всегда не хватает. Возможно, именно здесь, именно на Прохоровке как раз им и хватит. Очень хочется, чтобы они именно за атаку результативно сыграли. Потому что задумки неплохие. Не всегда получается исполнение. Согласен. И еще добавлю. Ферги, играя матч, по-моему, с командой Альфа Стабборн на групповом этапе, если я не путаю, сейчас, ребята, поправьте меня, в первом
дней группового этапа играли как раз-таки некоторые бои, ну, 2, на карте Прохоровка. И тогда они в том матче, если я ничего не путаю, а я вряд ли путаю, проатаковали аллею всей команды просто вот попер-бобер, шашка наголо, сначала и до упора. Начали тяжело, их отстреляли, но они вот, стиснув зубы, принимая урон на себя, на грудь, продавили эту аллею, забрали все, что там было, а там была хорошая приемка, и там были, ну, Альфа Стабборн. Они оттянули силы со 6, они там уже стояли, там был, по-моему, Баджер, если я ничего не путаю. Они их перестреляли всех, и за счет этого тот бой выиграли. Ну, там, заняли аллею. В себя, они видели препятствия. Вот это вообще вот просто. Приняли это... на грудь, тоже немаловажно. Ну, я об этом сказал. Смотри, момент какой. К чему я все это рассказываю? Что у Фергов сейчас ситуация, ну, не патовая, но, по сути, финальная. Вот все. Вот ты либо сейчас... пропал. Ты либо сейчас побеждаешь, либо ты занимаешь 4-е место, жмешь друг другу руки и говоришь: ребята, это было хорошее КП, но, к сожалению, мы топ-4. Альфа оказалась в этом матче, в так называемом там полуфинале нижней сетки или в раунде проигравших 5, как угодно, сильнее, и все. Либо ты сейчас выигрываешь эту катку, апаешь себе мораль, ну, да, там, вдохновляешься, говоришь: все четко, парни, отлично, отлично. Принимаешь деф, выходишь на тайбрейк, ну, а там уже игра по-другому заиграет. Там уже как пойдет. И вот с точки зрения интриги, просмотра матча, хочется, чтобы сейчас Ферги победили. И опыт у них победы на Прохоровке есть. Но то была другая команда, то была другая стадия, другая раскладка, возможно, другая мораль и все-таки немножечко другие ставки. Матчпоинт для Альфы. 1 победа, и Альфа уже топ-3, и все 3 команды Альфа топ-3 КП. Внезапно. Ну а Ферги попытаются. И давай я начну с них. Их выбор для атаки. По-моему, это именно атака аллеи. 2 ебера, 2 стервы, Чифтейн 1, 4 260-х, 3 279-х и 3 объекта 907. Но посмотрим. Ну, Альфа тоже интересный сетап. 4 260-х объекта они взяли. 1 из 7, 3 чифа, ЕБР, 2 штуки стерва, 907, 279 и что-то еще. И что-то еще, да. 2 ЕБРа тут, 2 ЕБРа там. Отмечаем это. И что самое интересное, Альфа, так же, как, кстати, тогда и игроки команды Стабборн, едут полностью на горочку, собирать инфу по этой горочке, кто там, что там. Но Ферги не атакуют аллею, о чем я говорил, да. Это другая тактика, это другая стратегия. Здесь достаточно сильная аллея, там порядка 3-4 ТТ будут забирать угол. А у нас... На центре 2 танчика, это Аваладик и Овнер. И вполне сильная гора с 2 стервами. Сейчас вот вопрос, как Red Bull'у помогут, потому что там ЧСВ прям вкатил в Red Bull'а, дал ему дамаг. Red Bull в этом плане пока еще... Да нет, Red Bull тоже все в порядке, ЧСВ стреляет. как будто бы не уйдет отсюда. Но там цель закрытия Red Bull'а, понимаешь? Очень агрессивно они выставились, но сейчас ЧСВ, да, не уйдет, потому что тут уже 2 стервы, это Сириус и Экзорт. Не отпустят его ни в коем случае ни Дримботом, ни Лакинер, так что теряют сейчас альфовцы своего ЕБРа. Желая подловить вот этих Фергов, прочитав, может быть, по сетапу, что это будет аллея, отдают в итоге одного из ЕБРов, и Red Bull выживает. Да, он шотный, но и там на этой карте это важно. Это очень важно. На этой карте ЕБРа зачастую бой выигрывают. Потому что вот эта история, что не угадал с атакой, это именно из-за того, что ЕБР не досветили или не могли досветить. А когда у тебя один ЕБР остается и до конца боя 8,5 минут, извините меня, тут можно сейчас. Но здесь, что забавно, обрати внимание на никнеймы еброводов команды Фирк Ренессанс. Наш уважаемый My Solution там отсутствует в этом бою, а присутствует Red Bull. Но он пока жив. И Мейланд. Это тоже еще живой. Но Мейланд пока жив и фуллов. У него даже фулл, да. И все у него хорошо. Более того, у него очень классная позиция в квадрате Е1. Да. Если нам покажут, будет занять. Здорово. Просто там показать. Могут и взорвать, скажем. Да, вот, пожалуйста, нам показывают. Ну, блайндить туда, блайндить можно долго. Долго, и он тоже может здесь двигаться. Его показали, он занервничал. Да-да-да. Большой брат смотрит за тобой, Мейланд. Не подведи, Фергов. Ну ладно, игра успокоилась. Не сказать, что Альфа в какую-то глухую оборону встали. Поджали технику в Е0 под гору. И когда так техника поджата, вот это на самом деле угроза большая. Для аллеи? Нет, это большая угроза потерять эту технику. Потому что сейчас, если Ферги инфу, да бог с ним, с этим центром. Если сейчас Ферги здесь высветит этого Акамизуду, Эволюшена и третьего 2.0, я ник не вижу. Шарпе это, наверное. Скатиться... Они просто стянут туда силы и просто толпой полетят вот так вот вперед.
вперед, в атаку. Заберут эти 3 танка, 2 стервы выставятся, ну и давай, отстреливай, у нас 2 стервы на горе. Ну и как будто бы они это все чувствуют, потому что, смотрите, сейчас 907 покажут. Будут ли... А, нет, не стали они проходить вперед. Ну, посмотрим. Ну, 2 стервы выглядят как будто бы уверенно, но как будто бы и Альфа тоже ждет этого пуша. Согласись, не часто увидишь в F0 3 танка, тем более от этой команды. Альфа, наоборот, старается подальше свои танки поставить. Максимум одного выставляет, а тут сразу 3 танка. Видимо, были уверены, что будет какой-то разъезд через именно гору, и что они хорошо эти 3 танка смогут разменять. Как правило, они больше одного не ставят. В то место, где да тяжело будет их разменять, если там будет атака всей команды. Очень тяжело будет разменять. Просто вопрос в том, что просветит ли эту историю, поймут ли ребята из команды Ренессан, что здесь сильная приемка. Так как на аллее всего лишь 2 танка, это ЛТшка и 279. Пока ферги не торопятся, но справедливости ради время у них есть. А вот все-таки 907 поехали вторым темпом. Сейчас будет проверять, мало танков для атаки, Дим, мало. Так очень много на аллее. Это с F8 сейчас. Пойму, что происходит. Смотри, собираются танки и по нулю. Будет сейчас выход именно в эти 3 танка, и они очень быстро лопнут. Но 4 в 3 это не всей команды пушите. Лопается очень быстро Лакинер. Пошла атака. Камизуда по Фоксу. Дримботом вообще почему-то не падает. И вообще поняли, что здесь сильная приемка. Игроки команды Рефирка и ушли куда-то в центр, вниз, влево, потеряв огромное количество ХП. Абсолютно неграмотное решение на самом деле от Литла здесь было принято. Слишком мало техники, не угадал он, хотя имел преимущество по количеству ЕБРов. Бой еще не проигран, но просто на ровном месте сейчас потеряли танк и очень много ХП. 5к ХП. Выглядит все это крайне неприятно с точки зрения интриги дальнейшей по бою, потому что сейчас, сделав маленький шажок такой, но важный, к победе в этом бою, сейчас просто такой, знаешь... Маленький шаг для человека, да, но большой для команды. Ну, вроде того, да, после уничтожения ЧСВ, но вот это вот действие с 8 и 0, это провал. Ну, прям... знаешь, я бы сказал, они сейчас ушли на штрафной круг, вот как-то так. То есть вышли на получали, потеряли очень много, в районе 5000 урона, и пошли снова то же самое, как там мышки плакали, кололись, вот это. Продолжали грызть кактус. Да, грызть эту гору, и тут выглядит Альфа супер готовая. Смотри, именно здесь стоит как раз капитан, да, у них. И все понимает. Смотри, насколько он нагло еще действует. Но он понимает, что есть размен, что если будут выставляться с горы, то урон будет нанесен. Но он хочет убедиться, что никто не убежал, никто не будет потерян. Все останутся здесь, на этой горе. Все их закопают, похоронят. А время-то идет. Когда было 6,5 минут, мы говорили о том, что оно есть. Когда 4:30... Ну, минутки 1,5 максимум на принятие того или иного решения, но что-то мне подсказывает, что это похоронка для фергов, хотя... Мне кажется, они сами чувствуют, как-то обреченно заезжают, но тем не менее едут пушить. Но этот пуш уже все необходим, тут друг друга толкают, много урона залетает в команду синего цвета, Камизуда по-прежнему живет, Little Wretch полевой в ангаре, Дримботом в ангаре. Да рассыпались ферги. Там 907-й Тоунер едет под чифов. Его, если надо будет перепушить, перепушат. Тут группа 260-х стоит и отрабатывает. Очень нестандартная оборона на самом деле от Альфы. И не сказать, что она сильная на первый взгляд. Она просто хорошо она необычная. Все, что могли сделать. Ну, ферги сами себя сконтрили. Стяни, вот просто покажи здесь этих 3-2-6-0, стяни сюда всю команду, ударь всей командой по нулю, оставь 2 стервы на горе и просто пронеси 0, и это была бы, скорее всего, победа. С учетом отсутствия ЕБР. Или ослабь гору, просвети, что аллея пустая, забери аллею, и тоже все неплохо. Вы убиваешь аллею, забираешь полностью 6-ю линию поджимку, да, F6, E6, A6, все, можешь там захватом байтить, можешь все что угодно делать. Вариативность высокая. Но сейчас ситуация патовая. 6 машин потеряно, только 4 танка уничтожено. Какие-то попытки ЕБРов выиграть фуллоу 279 на аллее. На горе все плохо. Ну как плохо? Гора не потеряна, но и не развить с нее, не развить атаку. Там просто нет ХП, уже неким вкатываться, некому танчить. И дальше они просто их похоронят там. Ну да. Тут вот эта группа 279-х, которая на центре стоит, вообще ничего толком не может сделать. Там вполне крепкая приемка в А6, Б6 от Альфы, и тяжело фергам. Да не, я думаю, что это, наверное, конечное для них. На этой КПшке и топ-4 ферги забирают. Но при этом, сами по ХП они все равно здорово отыграли вот эту потерю. Если бы они не приняли это решение убегать, было бы все здорово. Им просто нужно было дальше
до конца гейминг, забирать первые 3 танка, дальше скатываться вперед и пытаться развивать. А отсюда уже, да, уже немножко тяжело. Остается 2 минуты. Да нет, там уже он Сириус разбиваться поехал. Обрати внимание, на стерве с горы упал. Тут уже не тяжело, тут уже безнадёга. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Да, вот Сириус был, и вот, собственно, фергов на этой КП не стало. Но, так знаешь, немножко с грустью это говорю, потому что... Хотелось интриги какой-то. Хотелось интриги, мы и не хорошие ждали были от большой, них атаки, да. и здесь начало очень, знаешь, такое было, ну, многообещающее, когда забрали ЧСВ и Red Bull удалось выжить, у тебя плюс ЛТ, у тебя возможность светить, контролировать, причем можно было Red Bull стягивать на аллею, ставить его в пассив, а здесь фуловым Мейландом рассекать, там как-то более активно собирать инфу. Ну, как минимум в F0, что ЕБР не катнул, это очень странно. Да, не самом высоком уровне команд при наличии горы там на F0 катается ЕБРчик, собирает информацию. Не знаю, для меня не совсем понятно, почему так пассивно именно легкими танками сыграли. Не, ну, смотри, насчет ЕБР тут не совсем так. Он приехал один, там приехал 2 ЕБР. Их задача была максимально не дать противнику засветить свой правый фланг. Они полностью бросили аллею, ну, кроме там одного, не считаем, да? Остальные вообще 2 танка только слева, и все остальные ушли направо. Они пожертвовали своим, ну, опять вот этот такой гамбит небольшой, да, то есть отдали пешечку в виде одного светляка, потеряли его, но не дали ЕБРу чужому засветить, что же там происходило в квадрате Е0. Е0 это была очень хорошая задумка, она не суперсложная, но очень хорошо исполнена. То есть, когда они вышли, увидели 10 танка, поняли, что сейчас будет, ну, прием, и испугались. Если бы они заранее знали, я думаю, наоборот, командир бы понял, что не надо пугаться, ребят, давайте поехали до конца. Да, там 4 танка потеряем, 6 заберем, дальше что-нибудь раскидаем. Раскидать не получилось, они вот этот, ну, на штрафной круг ушли с минус 5к. Так, ну а в чем проблема была после того, как вся вот эта вот активная история на горе произошла, МЧСВ в ангаре, шот на Red Bull, еще раз говорю, сделать рокировку, Red Bull поставить на аллею, забрать оттуда фулового Мейланда и покрутиться на горе. Ну, я думаю... На горе, в деревне крутануться. Зачем? Зачем? Вот, то есть они сделали разведку путем потери 5000 хп, одним 260-м. Вкатили 0, вкатили 8, с 2 сторон получили урон, упали в яму, поднялись на... А нельзя это одним ЕБРом было сделать? Одним вот этим фуловым его бы даже не убили, если бы он там засветился, ну попали бы разок-другой. Получили бы инфу, что там куча танков, либо бы не поехали, либо бы стянули бы танки с аллеи раньше, на центр или на нулевку, или бы аллею протоколе. Да, ну, вариативность была, не хватило немножко. То есть, приятная, интересная команда, но чуть-чуть чего-то, вот каких-то вот ниточек минимальных не хватает, чтобы, вот, понимаешь, додергать до нужного результата Альфу. Ну, а Альфа, что могу сказать? Альфа играла очень просто, но при этом нестандартно. Все их обороны, ну, кроме, наверное, Рыбацкая бухта, это было, знаешь, вот все тут не ставят танки или ставят А1, а они ставят 4. Вот все не отдают там дом на Лайфоксе, а они отдают. Вот все здесь принимают, а они еще глубже. И ты вроде бы как бы готовишься к чему-то, к чему привык, и что работает, всегда у дефа это работает. То есть они заведомо отдают сильную позицию, но при этом не дают использовать вот эту сильную позицию, которую забирает противник, именно за счет своих каких-то других. И это на самом деле говорит о очень качественной подготовке. То есть сейчас, возможно, кто-то не понял или считает, что это какая-то там ерундистика, что-то не то, но по факту Альфа сейчас сыграла, ну, знаешь, не гениально, но так, как задаются тренды. То есть вот есть тренд, например, на рудниках надо на КС-ках и 907-х ехать драться на гору. Все, вот это тренд. Ну, насчет тренда, мне кажется, ну, не совсем это тренд. Они просто попытались сыграть что-то свое, и у них это получилось. Они 100% удивились от противника. Они были уверены, что Фирк будет играть через право, и они заранее увели все танки вправо. Это была конкретная игра, конкретный контракт под конкретного противника. Против своих противников вчерашних, да, против Beyond, они играли по-другому. Но тоже они понимали, что те будут делать. То есть, но они пока что Тим, невозможно так угадывать. Контрят. Невозможно контрить всех и вся угадывать. Ферги таким тренд? сетапом могли поехать по аллее. А по поводу тренда, я объясню, о чем я говорю. У тебя есть история, что круто дефить Прохоровку там на острове, потому что там сильные позиции. Все стоят на острове, минимальный какой-то свет этой горы. Они что сделали? Они поставили под красную линию 2.6.0 много танков для их прикрытия. Одного на острие, который чуть-чуть подсвечивает, для того, чтобы немножко дезориентировать противника и пригласить их уничтожить их 2.6.0.
но при этом оставив там хорошую кимпу. И на самом деле этих 2-0 можно было уничтожить, если бы Фергибы не боялись бы за центр, за фланг, они бы туда стянули бы почти всех и проатаковали. Если бы их там было там 10-12 танков, плюс 2 стерва на горе, плюс там ебры по флангам, они бы пронесли эти 4 машины, кимпа бы постреляла, но фокус был бы размытый, они бы поджались под воду и, скорее всего, выиграли бой. Но то, что сделала Альфа, это не, понимаешь, это нечитаемо, это неожиданно. И в следующий раз они не будут такого делать, никто не бросает аллею. Смотри, Ферги подумали, что это какая-то ерунда, они так играть не будут. В итоге они так сыграли, это принесло результат. Почему я говорю, что это тренд? Потому что иногда какая-то ерунда, какая-то позиция абсолютно неадекватная приносит результат. Приведу пример. На Мураванке мы с тобой неоднократно видели в дефе А1 Маус с 279. Вот какой здравомыслящий полевой, казалось бы, будет отдавать один из 15 танков Маус просто так? А по факту этот Маус ставится бортом, его, если светит, просто пробивают в борт без засвета, в ноль, и его отправляют в ангар. Казалось бы, это неадекватная история, потому что ты просто так даришь танк. Но если смотреть немножко глубже, этот Маус ставит свой труп, закрывает 279-го, который чуть-чуть задирает свой корпус, стоит ровно в углу, и чтобы его убить, нужно потратить больше сил, чем там было просто 2 танка стояло в дефе, понимаешь? То есть, и это стало неким трендом, который начали использовать и на этой КП, в том числе, и на глобальной карте это было и прочее. В нынешних реалиях вот подобная игра, это... Я не говорю, что я не утверждаю. Нет, про Маус все понятно, тут как бы не нужно сильно много объяснять, это все понятно, это действительно так и есть. Ну, а тут почему ты думаешь, на что это не станет новой тенденцией? Да это просто контра. Это просто Чего контра? Конкретно контраст того, что они поедут направо, и они их примут. Ну а если они поедут на аллею? Ну, тогда все. Нет. Они тогда 260-ми проатакуют гору, заберут этот фланг и будут уже дальше по ситуации либо что-то выпушивать. Ну, это уже такое слагательное наклонение. Нет, бывает. но у них есть решение. Такая команда на такой стадии, делая такую оборону, не думает, что вот если они поедут в деревню, мы выиграем бой, а если они поедут аллею, мы его проиграем. Никто так не будет командовать. Но это дичь. Ребята, брейк, иначе у нас сейчас тут, похоже, 4-й бой случится в комментаторской студии. Так нет, классный бой на самом деле, просто он необычный, Карин, но это... я вот, для меня 4-2-0 под горой, это странно, это уязвимая группа, малая группа, ее просто вкати, убей. В итоге это бой выигрывает. Давай спросим наших товарищей, конечно, что они думают. Я не знаю, я как нейтральный болельщик, все равно команда Ренессанс мне как-то импонирует. И ты, Артем, за бой за последние несколько раз сказал слово патовая, то есть, что ситуация для Фергов патовая была. И мне сразу на ум пришла шутка одной из моих любимых команд КВН «Максимум». Если вдруг знаете чат, напишите, плюс чат, если знаете эту команду. Плюс чат. Так вот, цитирую. Для Фергов в этом бою ситуация была аховая. Может быть, патовая? Да нет, я бы сказал паховая. Не знаю, мне кажется, после вчерашнего дня было очевидно, что Альфа пройдет вперед. Потому что после того катка, что мы видели вчера, было очевидно. Да. Я надеюсь увидеть их в гранд-финале сегодня, на самом деле, потому что ребята, мне кажется, будут идти до конца. Потому что тогда, если не сейчас. Вот. Так что смотрим дальше. Мне понравилось потопление. Это так, уже... Самостоятельно или когда помогли? Когда помогли, когда на гусли поставили. Да, это было шикарно, да. Чиф под 260-ми, зачем, непонятно, но это было интересно. Забавный момент, да. Они дали фору. По поводу Альфы от себя быстренько скажу, что сейчас вот из этой троицы финалистов, назовем их так, Beyond и Stubborn, более именитые команды с победами на КП, неоднократными у многих игроков в составе. Альфа же даже, наверное, не может серебряными кулачками похвастаться, поэтому если мы говорим о претендентах и каких-то фаворитах-аутсайдерах, то на бумаге Альфа выглядит как аутсайдер. Я неоднократно говорил, что прикольно видеть новые лица, прикольно, когда условно более скромные коллективы пробиваются в какие-то наивысшие стадии. Лично я от себя буду чуть-чуть больше, я за красивую игру, за крутые матчи, за эмоции, но буду больше подтапливать за Альфу, потому что вот этот матч, вчерашний день, вообще, в принципе, течение турнира, подготовка, тактики, которые они используют, это, меня это очень радует, мне это очень импонирует, и я чуть-чуть буду за эту команду подбаливать с точки зрения, что она может быть по какому-то, по наличию звезд, например, в составе самая скромная. Но хочется за эту команду будет поболеть. В общем,
День открыли интересно, неплохо. Впереди супер-мега-афиша Stubborn с Биондами. В 16:00, да? Да. Да, через 45 минут ровно начало боя. Я думаю, пока мы вас, ребята, отпускаем отдохнуть, а сами проведем розыгрыш. Да, Костя? Ты готов? Я готов, как обычно, как всегда. Что у нас разыграть? сегодня? Сейчас мы разыграем ШПТК. ШПТК 10 штучек и 14 дней 1000 танкового. штучек. Ну, понятно. Танкового премиума. Полный Да. ШПТК произошел с Константином, ладно. Ну да. Я в целом готов, если мой экран сейчас покажет, то... мы Пока можем заряжается начинать. розыгрыш, мы напомним, что у нас идет конкурс в соцсетях. Да, Мгм. как вы смотрите наш стрим. Да. Там Нам там нужно- уже накидали фотографии, может уже быть, есть если фоточки, покажем, есть, правда? да. Ну, покажем их, наверное, либо сейчас, либо, может быть, немножко позже, после розыгрыша, а может быть, в следующем перерыве. Так, я готов, и мы начинаем побеждать, определять. Напомню, лайк нужно было ставить вот в этом посте, собственно, который я и копировал 29 марта, 4:20. В нашем сообществе «Мир танков» был опубликован пост, куда, собственно, эти лайки ставить и нужно было. Ну, еще, конечно же, не поздно, потому что розыгрыш еще впереди. Стрим Еще у нас впереди. долгий сегодня, да, поэтому успевайте. Впереди еще 2 машины Мгм. и 2 пачки премиум дней, поэтому ставим лайки, не стесняемся. Еще все впереди. Итак, уже. Ну, как-то долго сегодня работает твой барабан. Ну, потому что я 20 участников. А ну-ка, Давай поздравляю, продемонстрируем. Слушай, я вот не знаю, очень, будем очень много, зачитывать. да, не будем зачитывать. Списки мы в любом случае опубликуем завтра. Завтра понедельник, вроде бы, да? Да. Завтра опубликуем эти списки. У нас будут в нашей группе ВКонтакте, они опубликованы. Поэтому у вас, если что, появится колокольчик вот тут вот, что вас упомянули, вас тегнули. Вот я показываю его вот здесь вот. У вас будет отображено. Не забывайте обращать внимание, у меня просто их слишком много уведомлений, потому что, сами видите, очень много сообщений мне было отправлено за последние дни. Уважаемый товарищ компьютер, может быть, вы нам подскажете, готовы ли наши финалисты своей нашей игры? Финалисты готовы? Ну, тогда Да, давайте. Значит, мы- давайте напомним о том, что сейчас будет происходить для вновь присоединившихся зрителей. Давайте. Сейчас у нас будет происходить интеллектуальная баталия в формате... Опа, сдвинулся я немножко. Поехал. Раз, мысли вернули меня обратно. Происходить будет интеллектуальная баталия. Наша своя игра. Наша игра в формате своей игры. У нас уже есть 3 игроков, которая за 3 дня определилась. У нас сегодня Ребята финал. вырвались вперед, просто Да. своим интеллектом рвали Харизмой всех. в том числе. Поэтому мы их ждем. Мы будем определять, кто из них будет самый умнейший, кто лучше знает танки, кто лучше знает нашу игру. Соответственно, победитель за сегодняшний У день. нас пока только О. значок наша игра. А мы... Победитель сегодняшнего дня получит определенное количество очков. Мы это количество очков умножаем на 10, и вот именно такую сумму в игровом золоте победивший игрок получит на свой аккаунт, и дальше уже будет распоряжаться им, как вздумается. Вот, ребята, привет! Привет. Мы вас очень рады видеть. Мы вас тоже. Вот, как ваши дела? Заждались. Как настрой? Все отлично, настрой боевой. Замечательно. Все, Пришли игры порадовать, готовы так к нашей. сказать, зрителей юмором своим и, возможно, Интеллектом. какими-то интеллектами, возможно, какими-то знаниями. Да. Мы сейчас в 2 словах еще раз напомним вам, если вы вдруг забыли, и зрителям, кто к нам только присоединился, что нас ждет 6 тем. В каждой теме 5 вопросов различной сложности, от 100 до 500. За 100 баллов, соответственно, вопрос полегче, за 500 самый сложный вопрос. Там вопросы разно-всяко интересно, Ну, такие с смешные. подвохом. Да, сегодня нас ждет 2 раунда и супер игра с суперсложными вопросами. Вот, давайте познакомимся, скажем так, с финалистами. Да. Сегодня у нас Оскар Гейминг, обладатель шикарной шляпы, производитель прекраснейших топов про нашу игру на Ютубе. И не только, в других соцсетях тоже лупит контент невероятным образом. Оскар, привет, как дела? Здорово, здорово, все отлично, все великолепно. Кариночка, вы великолепны просто. Ой, мерси просто буку, большое вам великолепны. спасибо. Как вы думаете, поможет ли шляпа вам выиграть сегодня, как Ну, естественно, я ж как
Естественно, плюс 25% к интеллекту. Естественно. А если Правильно. минус? Нет, Такого если пока я не ее сниму, то наблюдалось. будет минус. Хорошо, Так, хорошо. Оскар по итогам четверга набрал, насколько я помню, 1250 очков. 2250 очков. То есть мы Было стартуем с этого. 3250. 3200. Кажется, мне 3200. кто-то списал. А вот Так, а ну-ка проверочка. Ну-ка. Товарищ большой компьютер, Василий. мы проверим. Не-не-не, все нормально, все нормально. 2200. Это ты решил схитрить с самого начала. Ишь ты какой. Ребята Просто вровень забыл, идут, на что самом сегодня деле. уже не 1 апреля. Да. Я Значит- забыл, что есть товарищ компьютер. И товарищ компьютер все контролирует. Алена, наша прекрасная Алена, привет! Привет, привет всем. Да, ты сегодня выглядишь не менее прекрасно, чем вчера. Благодарю, ты тоже. Сегодня только Спасибо. краше. Хотя куда еще краше, казалось бы. Вова? Да, Алена была настолько хороша в предыдущей игре, что вынесла обеих Михаилов. Настолько она их Да-да. поразила, что они отдавали свои баллы ей. Даже не пытайся отвечать на Да. вопросы. Вот, Анатолий, собственно, туда же баллы начал отсыпать, поэтому поздравляем с проходом в финал. Рада тебя Спасибо. видеть. Взаимно. Алена, ребята из нашей технической команды сказали мне по секрету, что они будут сегодня болеть за тебя. Вот так. Ой, спасибо им огромное за поддержку. Надеюсь, это мне хоть как-то поможет, потому что я уже писала ребятам, у меня память аквариумной рыбки и реакция мангуста, поэтому здесь только на удачу и на вашу поддержку. Да-да-да, именно поэтому ты выиграла вчера. Что ж, и третий участник у нас КамАЗ на танке. Здорово. Привет. Привет всем. Как оно? Бабочка Всем заряжена. зрителям, ведущим. Да, сегодня в подтяжках гулять, как говорится, так гулять. Финал все-таки запоминающийся. Победы, если победишь, галстук наденешь? Нет, галстук он срезается, поэтому моя стихия это все-таки Бабочка. бабочки. На что потратишь игровое золото, если вдруг выиграешь? Наверное, пополам себе и разыграю, может быть, турнир сделаю. Вот. Неплохо. Может быть, Неплохой план. у нас много разных активностей. Вот. А Класс. вы заметили, что Алена вчера оказалась между Михаилами, а сегодня между Сергеями? И, возможно, она загадывает желание сейчас... Выиграть сегодня. Чтобы победить, да. Чтобы победить. Это все знаки. Ну что, я Ладно. думаю, можем знакомиться с темами Да. сегодняшнего... первого раунда, сегодняшнего дня. Переходим к темам. Угадай мелодию. Что за покемон? Из форточки дуло. Где карта Билли? Что с лицом? И цитаты великих. Пройдемся по уже знакомым нам вопросам. Но это только в первом раунде. Да, Во втором второй раунде раунд темы будут другие, в суперигре веселее, тоже. Да, это поинтереснее. у нас такая разминочка пока что. Да, да, все это все знают, уже все, наверное, поизучали. Все 700 танков прокручены в ангаре. Цитаты все уже пересобраны, разобраны и обратно сложены. Поэтому немножко расскажем про то, что в каждой категории для новых зрителей. Угадай мелодию. Мы показываем музыку из игры. Ее нужно угадать. Что за покемон? Это текстовое описание танка. Иногда непростое, иногда простое. Просто назвать машину. Из форточки дула это орудие машины. Такое оформленное в виде скриншота. Нужно угадать машину. Вот, может быть, за 3D-стиль накинем очки тоже, если угадает кто-то. Посмотрим. Нет, сегодня мы договорились, Нет? так как финал очки накидывать не будем. Да. Сегодня у нас все серьезно, честно и Как очень скажете. интеллектуально. Да. Да, И ладно. подсказывать не будем. И подсказывать не будем. Слишком я добрый сегодня, значит. Где карта Билли? Нужно угадать карту по различным описаниям. Что с лицом у нас там? Дальние родственники наших блогеров танковых и знаменитостей. И цитаты великих. Ну, тут, наверное, нечего объяснять. Цитаты великих. Цитаты великих. Вы, кстати, все знаете, что такое антонимы? Это я так, на всякий случай, потому что Юша там пытался гуглить и вспоминать. Ну, да. Ну что, Стартуем. как мы стартуем? Кто у нас выбирает категорию Камень, ножницы, первой? бумага. Камень, ножницы, бумага, да. Элен Лей с КамАЗом как лидеры. А мне Я- кажется, я бы- смотрите, КамАЗ такой в прекрасной такой бабочке сегодня, такой А я нарядный. думаю, Давайте Оскару. ему это Может быть, сделаем. Оскару. Я вижу просто по его лицу сейчас, вот поближе поднесла планшет, что он расстроен крайне. Нет, ни разу. Почему вдруг А поменялись вроде бы правила? Вроде бы всегда дам вперед. Нет, знаешь, мы решили, что... Алена? Ну, давайте уже, раз такое коллективное мнение, будет тогда Алену вперед. Алена, будут ли сегодня темы за 300? Да вот же они Ой, все. давайте, темы за 300 все свободны, давайте тогда не будем изменять традициям. Да. И вот я очень хотела посмотреть новую категорию цитаты великих. Давайте цитаты великих за 300. тогда. Покажите нам цитаты великих за 300. Цитата состоит из антонимов. Соберите оригинал. Никто, мамка, время пошло. Ален, Кто папка? Да. все так. Цитата, собственно, Константина
Ну, Ну, да, собственно, не- он и есть Джова, папка. да? Выбирай Вопрос. следующую Идем категорию. дальше. Давайте, что с лицом за 300, пойдем вот так вот вверх. Давайте. Отличный выбор. Что с лицом за 300? Время пошло. Это Эвил Грани и, Так. наверное, Джеки Чан. Все Да. именно так. Все так, Плохо. покажите нам, пожалуйста. Да, слышал, очень ловко. Эвил Грани, Джеки Чан. Ну, Причёска, похож. Говоришь, причёска. память как Причёски, у рыбки, Да, да? получился Эвилчан. Андрей Чан. Или Андрейчан. Память как у рыбки говорит. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Ты смотри, что Ну, это вытворяется. уже, мне Хорошо. кажется, ну уж Грани не узнать, это уж совсем было бы мне позор. Тем более, что Давайте, ты где вчера была в карта желтых Билли? очках. Да, Где карта да. били 300. Да. Разнообразный ландшафт этой карты придает ей своеобразное очарование и делает возможным применение различных тактик. Открытое пространство хороши для широких фланговых ударов, а городские кварталы предполагают интенсивный ближний бой. Одна из карт клановой потасовки 10. И непредсказуемый какой-то будет поединок. Почему? Потому что все говорят, да, фавориты Beyond, вот сейчас как раз видим состав второй команды, но тем не менее я уверен, что эти ребята дадут бой. Все готовились, все друг друга хорошо знают, наверняка что-то приготовили, какие-то интересные задумки. Много боев будет. У нас все-таки такой достаточно честный формат. Лучший из 9. Вот. И, соответственно, будет какой-то интересный результат. Я уверен, это... Ну, я очень хочу тайбрейк. Именно в этом матче очень хочется тайбрейк, чтобы было круто. Ну а на экранах состав стабборнов, и когда Дима говорит, что все говорят, что там фавориты Бионда, у меня просто глаза на лоб залезли. Ну ладно, я думаю, что сейчас львиная доля зрителей с тобой поспорит. А я пока озвучу сетап. Рандом стайл. Где-то формальный, где-то нет капитан команды. Мы еще чуть-чуть позже об этом поговорим. А также Galaxy Victoria, Reliance, Loop, Clones, Сайрокарт, Summer of Haze, Снегодяй, Леха Мэн, Томик ASD, Dispersion, Desert, Sex Вредина, Кофе, Brainbreaker, Apple Shot, Тигр 005, Nesqui Toxic, Сервер, Ляхейн и Ментос Асаки. По поводу полевика, здесь и Рандом, и Томик, и Нескви, и есть кому еще что-то предложить, придумать. Тут просто масса людей, кто может дать раскатку и принять решение по ходу боя. Эти ребята выиграли из последних там 5-6 клановых потасовок штуки 4, наверное, ну 3-4 точно. И говорить о том, что 100% Бионды фавориты, Димочка. В смысле? Ну ты это сказал только что. Я сказал, что фавориты, но не 100%. Ну, Я не сказал, нет. что они победят. Они не фавориты, Я Димон. буду болеть Вот, вообще вот. с другой командой, которой здесь нет. Я буду болеть за Альфу, которая их ждет Я, в кстати, лузерах. здесь тебя поддержу, что хочется новых лиц, новых звезд и так далее. Но пока есть старые звезды, и вот они. Старые звезды. Старые звезды, да. Ну, есть, правда, не совсем старые. Например, Позитив, капитан команды Beyond. Он вполне себе молодой человек, который не так давно, но очень яростно ворвался вот в этот топчик и уже выиграл одну клановую потасовку прошлую. Ну и сейчас ведет свою команду к очередным успехам, к очередным чемпионствам и так далее. Ну а также КДС, Дьявол, Штур, Вильф, Спирит Фьюри, Нека Хайнс, Дора, Аим Лул, Олдстайл, Копиат, Силик, Эксевил, Дефундер, Биовульф, Драготим, Дуалист, Агрессив, Нирью, Сос и Анатолич. Да, больше стримеров в этой команде, да, больше за счет этого и фанатской базы, и популярности, безусловно. Но говорить о том, что в этой паре есть фаворит, ой-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 ой, ой-ой-ой-ой-ой, как это... Ну, смело, Дима, смело, хотя... бояться? Ну, тоже верно, а чего бояться? Кого? Кого или чего бояться? Но, слушай, стабборнов боятся или Beyond, потому что эти два коллектива рвали, разрывали последние годы всех и вся на полях сражений, в городах, не знаю, где угодно. И сейчас они будут рвать друг друга фактически на картах Химмельсдорф, Мураванка, Хайвей. Возможно, дело дойдет до Рыбацкой бухты. Ну, а мы будем надеяться, что вообще все это решится на тайбрейке. Важный момент, что это финал верхней сетки. Команда, которая побеждает, попадает в гранд-финал. Ну а проигравшая команда еще поиграет в танчики. Во-первых, в финале нижней, где их уже ждет Альфа и потирает ладошки. Ну а потом, если удастся Альфа обыграть проигравшей в этом матче команде, дальше их ждет реванш. Но еще Альфа, которая ой-ой-ой какая. Прогнозы я давать не буду, вообще даже не имею права. Но есть у нас смельчак, еще более смелый, чем Дима.
Это Валера, который готов врываться на ваши экраны. Ребятушки, Бионды у нас имеют синий цвет, а Стабборн забирают красный. Ну и Рак Валера уверенно двигается в направлении базы или цвета Биондов. Но здесь сейчас, конечно... с Валерой многие не согласятся. Хотя он, знаешь, так вот на стороне Биондов, ну, какой-то круг делает и... Остановится ли или двинется в сторону Стабборнов? Пока непонятно. Такой хлоп. Почти на 360 градусов разворот сделал. Пока движение продолжается. Ну, 360 уже точно сделал. Из 7 симпатичный. Я бы себе такой дома поставил. Ну и что, все-таки Бионды? Но движение присутствует в направлении Биондов вновь. Он уже все заполз за плашку, что ни один не пострадал. Ну, в общем, как-то в сторону Биондов. Пострадал где-то там за плашкой. За плашкой. Ну, в общем, за Биондов. Склонился, да. Склонился немножечко. Я говорю, нет. Где-то чуть-чуть, может быть, за счет того, что Бионды фавориты. Кажется, что да, они где... Ну, не фавориты, а чемпионы действующие. Да, где-то что-то как-то, но... Стабборны, вот эти Стабборны, крутейшие Стабборны, показывающие игру на протяжении последних лет сумасшедшие. И на этой КП в том числе. Будут рубиться сейчас с действующим чемпионом Стабборн против Биондов. Бионды синий, Стабборн красный, Химмельсдорф. Поехали, товарищи танкисты! КП-10 юбилейный. Это супер-мега ожидаемая афиша, которую мы хотели. Я так точно уверен, что и вы тоже сюда пришли за этим посмотреть. Погнали! У микрофона Делюкс, Дима или же Помидор, МСК Артем. Мы готовы врываться. Сетапы Альфа Стабборн и их танчики. Леха Мэн на КСке, а также 2 МХ-50Б, 2 Чифтейна и 10 279. Вполне классический сетап. Здесь тоже классический сетап. Это тоже 9 279, 2 БЗ, 2 50Б и пара чифов всего лишь. Немало ли? Ну, посмотрим. Из такой не самой классики, наверное, БЗ-75, хотя мы их регулярно видели. Уже да, почти частенько классика. на Химмельсдорфе мы видели эти танки на клановой потасовке, поэтому я соглашусь, что они уже, знаешь, такие привычные, вполне не удивляют нас. Ну и вот раскатка, порядка 4 машин. Это Чиф, КСК, 2 Бэшки. У Стабборна они с обороны, кстати, начинают двигаться, по-моему, куда-то на гору, хотя Бэшки и МБ будут на банане. Ну а Бионды тоже активненько играют внизу. Здесь и третья вертикали, и бананы, засада на банане, и лишь 2 танка. Это Беовульф и Дьявол на БЗшках едут на гору. Сразу же какая-то молниеносная, но минимальная такая 1 в 1 стычечка на банане. Там, правда, будет сейчас подкрепление у Биондов. И, вероятнее всего, Summer of Haze будет первой жертвой в рамках этого боя на Химмельсдорфе. Напомню, что играем мы до 5 побед по системе Best of 9. Стабборны тоже отсиживаться не планируют. Здесь атака по первой линии. На третьей линии пока ребята не спешат двигаться. Ну, а Бионды штурмуют банан. Summer of Haze пока ему сейчас говорят Бионды. Тут и Нирью, и позитив на бэшках. Саммер двушотный. Ох, как его оседлал позитив. Главное там не перевернуться. Дальше под ударом кто? Сервер, Томми, Galaxy Victoria. Да нет, они все отступают. На горе здесь нет никакого преимущества ни у красных, ни у синих. Просто чуть больше хп за счет базиков у Биондов. Бионд играет первым номером, уверенно пушит, знает, что на первой-второй вертикали целых 4 танка у противника, и надо это использовать. Да, это не одновременно и по банану, и по горе. Смотрите, что сейчас будет. Будет забирать в клетчатые танки, которые остались на горе. Но есть подкрепление. Стабборн стягивает технику с центра через свою базу. Это Ментос и Galaxy Victoria. Поэтому, да, здесь сервака уже зафокусили. Но там позитив на КД. И Galaxy Victoria и Ментос помогут своим тиммейтам. Хотя пока небольшое преимущество и по ХП, и по стволам есть у команды Beyond. Но Стабборны продолжают атаковать ЖД. Очень неплохо они забирают здесь олдстайлок. Мы это видели прекрасно. И также добивают дуалиста. Вот вопрос, будут вкатывать в базу или в Д-линию? Потому что гора-то пустая. И можно без проблем проатаковать центр. Здесь Ментос еще поживет вместе с Galaxy Victoria. Но я думаю, что атака продолжится. Ждут просто Эвила, у которого фулл хп. И сейчас через его хп будут вкатывать Бионды. По хп равенство. По стволам есть плюс 1 ствол у Биондов. Но это мелочи настолько незначительные, что продолжаем наблюдать несколько точечных, да, каких-то столкновений. Мы видим, как Реллинс тут с Беовульфом сражаются. Мы видим, как атакуют К-линию Бионды. Мы видим, как на Д-линии какая-то позиционная перестрелка происходит у коллективов. Но пока победитель не определен в этом бою. Идет активное сражение во многих
просто участках карты на Химмельсдорфе невозможно уследить за всем, это прекрасно понятно, но кажется, что вот в HJ линии, там G-HJ, да, линиях, там у стабборнов какое-то небольшое есть преимущество численное, несмотря на то, что туда атаковали бионды. И как-то на D-линии, как будто везде сейчас больше стабборнов, хотя по стволам равенства непонятно, за счет чего такое ощущение лично у меня складывается. Но а им с Дьяволом здесь будут забирать Нескви, это нужно делать как можно быстрее, как можно скорее, потому что на своей базе у биондов все плохо, и теперь даже по ХП они просаживаются, хотя вроде бы было преимущество, потому что вот эта история с горой и бананом была вполне эффективна, которую Дима отмечал как раз-таки. Пошли размены. Не сильно удачно вернулись бионты. Казалось бы, немножко не застряли, но теперь разбирают они танки противника на их базе. Ну, Вредина и Нескви в перекресте, да, здесь 4 ствола команды Бионд, но важный момент, что К5 позитив шотный, и К5 добирают уже, это делает Нескви, а позитив следующим выстрелом, думаю, будет уничтожен. Нет, позитив успевает зарядить барабаны и добивает Нескви, ну и сейчас у позитива 2 снаряда есть, он в Вредине зайдет в корму и поможет Эвилу, но не тут-то было! Не было инфы, видимо, по КД, Беовульф тем временем Нет, так Арелианс его забрал. Победителем, так понимаю, с ПВП. Да, Беовульф выиграл свою драку, но или Рейленс просто укатил, потому что Рейленс только что добил позитива. То есть позитив там не то, чтобы видел КД, не КД, его просто с банана приехал, убил. Но он был шотный и побоялся, видимо, танчить. Но, судя по всему, в этой, Дим, такой лютой зарубе во многих точках. Остается, да? Да, ну и стволов всего лишь 2, это Эвил и Штур. Возврат. Соответственно, стабборны выигрывают катку. Знаешь, как-то было ощущение, что у Бионда все хорошо. Гора сыграла, Банан сыграл, забрали Саммера, прошли, закрыли Бэшек, закрыли Galaxy Викторию. Да, оттянули стабборны технику с центра, да, помогли на К-линии, но, несмотря на это, казалось, что вот там на КД-линии все прекрасно. Все прекрасно в правом нижнем углу карты у Биондов, но они как-то так, имея, в принципе, равенство по технике на ЖД, сильно это ЖД проиграли. В итоге очень неплохо стабборны окопались вот в этих вот двориках на Химмельсдорфе и тоже неплохо выдержали эту атаку, уже второй темп этой атаки от Биондов. Создали себе небольшое преимущество, ну и неуверенная победа, но победа, да, они там дрались тут, там, везде сражение, осталось 3000 хп, там порядка 5 машин всего лишь у стабборнов. Ну, Бион хорошо давили, сразу заняли площадь, да, в каждый из углов загнали по 2.7.9, и как-то вроде выглядели хорошо, но агрессивно, уверенно пошли атаковать по банану и немножко там где-то подзавязли в тех дворах, именно от банана до центра карты, до центра базы, вот, и слишком долго как-то провозили. За это время стабборны успели, значит, пушнуть, вот как раз вам показывают этот пуш, ну, очень быстро показали, по 1-2, разобрали танк противника, гораздо лучше им позиции занимали, ну, в принципе, и ударная группа у них была чуть побольше, и пока вот тут ПВП было на базе, они как-то поактивнее, получше сыграли именно на базе противника. У них там было преимущество небольшое по машинам, а на базе не было преимущества, но зато они хорошо, успешно кайтили. И вот этот PvP Реланс там очень долго потянул, ну, попил кровушки у Беовульфа, убежал, дал фраг тоже вовремя, и как-то вот они были лучше по каким-то микрорешениям, ну, в каких-то микромоментах. Хорошая, интересная атака от Beyond. Немножко-то они вот где-то подзастряли. Вот справа, там где-то под бананом, вот в тех дворах. Но там быстро не пропушь, там такие ребята тебя встречают. Все умеют пробивать. Ну, слушай, атака была стремительная. Удалось несколько машин забрать. И мы видели, что по ходу боя порядка 3-4 тысяч хп преимущество было у Биондов. И ты прав, что, видимо, просто индивидуально где-то лучше сыграли стабборны на ЖД и на центре, вот на стороне именно Биондов. Там быстрее все решилось в их пользу просто. Да, и плюс хорошая в итоге была вторая оборона. То есть вот первая легко была прорвана. Саммер, Сервак, не помню, вторая бэшка, какой никнейм. В общем, 2 бэшки на банане, вот 2.7.9, их как-то легко, там, гора убежала, там, я не думаю, что КС, вот, например, Леха Мэн много урона в этом бою успел дать. Galaxy Виктория, который перестроил с Ментосом, они тоже как-то там пожили, потянули время, но их, мне кажется, без особых проблем забрали. Но вот дальше, вот, G, H, J, вот эти вот направления, там здорово, вот, Нескви, там, помимо Нескви еще ребята были, они как-то там хорошо встали, пробивали, где-то вкатил, вот, например, вот этот момент, да, у тебя у Дьявола 1500, а им двушотный вкатывает в ангар. А почему нельзя было от ХП Дьявола отыграть? Ну, не совсем понятно. То есть, да, как будто все время торопились, они понимали, что у них база горит. Ну, у них база горит, да. Тут... И им все время нужно было что-то делать, такой небольшой цейтнот, и вот сами себя чуть-чуть загнали, улеклись атакой, а своя база
достаточно сгорело. быстро, да, Ну, ты сказал провалился. верно, что в микрорешениях где-то что-то не хватило. В таких матчах, в таких коллективах, мне кажется, это самая частая история, почему будут проигрываться бои. Вот эти вот на тоненького, пару стволов осталось, там меньше 3000 хп у стаборнов осталось. То есть каких-то таких, знаешь, там 15-0, 15-1 мы можем видеть, но только при какой-то лютой ошибке стратегической, тактической от Там все полевика. ребята умеют стрелять, Да, пробивать. то есть тут история про то, что сейчас кто-то кого-то катком пройдет, она, мне кажется, почти нереальна. Кто-то будет здесь удачнее, кто-то здесь. Здесь тактика зайдет, здесь не зайдет, там оборона какая-то крепкая будет. Но на Химмельсдорфе, я думаю, что мы вот именно по микромоментам какую-то историю, там, с угадайкой по количеству танков на горе, например, увидим, или что-то подобное. Но начало очень бодрое, но Химмельсдорф, он обещает быть интересным. Он прям вот изначально в названии карты, вот в ней уже заложена какая-то супер такая драйвовая заруба. Неважно, кто в атаке, кто в обороне. Сейчас мы видели, что с атаки начинали как раз-таки бионды, под синим цветом они играют, и они, к сожалению, Но для они себя проиграли бой. Ну да, но они как-то, мне кажется, немножко торопились. Очень сильно хотят победить, такое ощущение, и торопятся. То есть никакой позиционки не было, без инфы поехали вкатывать. То есть ничего не стали какую-то разведку, не дождались, сколько там танков на горе, ничего. То есть, может быть, правильно было бы свою гору дождаться, понятно, что там 2 в 2, и за счет какой-то позиционки БЗ там получше постреляет, да, все, ну, преимущество по ХП и по Альфе и так далее. Вот, то есть не стали ничего дожидаться, как будто вот очень хотели победить. То есть, ну, без инфы поехали вперед. Ты про банановую группу говоришь? Да. Ребята с банановой той самой группы, они... С банановой тусовки. Да. Они так немножко летели. Но интересно, хорошее, бодрое начало. Вчера помним, что Бион тоже немножечко так это для себя не сильно удачно начали. На Энске, да, 2 раза от Альфа 0-2. проиграли. Вот, здесь тоже можно. Но Альфа Стаборн сыграли более спокойно, слаженно, как будто бы они примерно такой игры от Биондов и ждали. То есть они широко встали, сделали акцент именно на ЖД, и, собственно, это ЖД и зарешало в конце. То есть ну да, по сути, более группа. грамотная. Причем я говорю, у меня не было ощущения, что там у Биондов было меньше техники. 4-2-7-9 команды Стаборн атаковали. Да, там был под ударом Олстайл, его зафокусили, он не успел реализоваться. Но опять же таки, там его выбор позиции. Может быть, он слишком агрессивно выставился, чуть-чуть должен был глубже стоять. Но дальше там было 2-3-2-7-9 от Биондов, и они почему-то не захотели принимать бой, начали убегать. Вот там Дуалиста был одним из тех, и его как раз-таки подловили и в корму обстреляли и забрали почти бесплатно. То есть вот две машины, Олстайл и Дуалист на ЖДшке, были уничтожены без должного боя. Ну да, там Дуалист, например, и кто-то еще, я второго игрока не видел, они подразменяли Олстайла. Какой-то урон там в рандома, по-моему, в борт в правый залетал, но рандом в итоге выжил, там с порядка 1500 хп у него оставалось. Ну ладно, у нас второй Химмельсдорф, теперь уже в атаке Стаборны, и для атаки они берут вполне понятный и простой сетап: 2 бэшечки, 2 чифтейна и 11 объектов 279. Ого, здесь у нас 10 объектов 279, БЗ 3 50Б и Вильф, на своей стандартной дроби. На дроби. Ни одного чифтейна, кстати, у Биондов. Во-первых. Во-вторых, 350Б. Редко увидишь, согласись, 350Б. То есть не какая-то отдельная задача будет, либо настолько не понравилось на БЗшке играть. Но Беовульф остался на БЗ. Да, Беовульф уверен в своем выборе, и ему здесь норм. Видимо, просто что-то не так пошло в том бою, ничего страшного. В 350Б хотят гору, я так понимаю. Но не факт, что это будет гора, он тем более Нирью 50Б едет понятно, по куда центру. залетает. Но Нирчик на первом месте, первый получил урон, это привычно. Он что-то Нирью вот вообще на этой КПшке в финальной стадии любит первым умирать. Мы неоднократно это видели вчера в матче против Альфы. И вот сейчас Нир первым получил, но, видишь, дает право Анатоличу вкатить, потанковать. Но тут готовы, Эпла разменивают, сказали: вы что, на Эпла? И тут же вреди на рандом приехали, недалеко Саммер, Ментос, Релианс. Тут хорошая будет заруба, и пока, мне кажется, будет очень тяжело Нирычу свою бэшку реализовать. Ну а Стаборны, в свою очередь, вторым таймингом атакуют ЖДшку с выходом в третью линию, с занятием Брейном вот этой важной позиции, которая фулл центр контроля. Ты здесь Олстайлу, К5 и Дифу спокойно не поиграть, чего понимает Диф, он уже уходит глубже. Гора контролируется Биондами, но пока она никаких дивидендов не приносит. Да, там Беовульф ее проходит, там какой-то Galaxy Victoria, он на чипчике стоит, сдерживает. Но Нирыч уже, опять Нирыч первым улетает. Да что ж такое-то? Стабильность, признак Нирью, как говорится. Дуалист тоже шотный, и кажется, что здесь зажали сами себя Бионды с вот этим вот поджимом центра. Намного более комфортно себя чувствует Стаборн. И вообще, мне кажется, можно уже в наглую выходить, добивать Дуалиста, добивать Эвила и остальных игроков поджатых. Потому что кроме Беовульфа разменивать с горы некому, а там долгое КД, плохой ДПМ, еще попасть, пробить надо. Да, там идет атака базы, но там чифтейн и 2 бэшки у Стаборнов в обороне. И всего лишь 2 танка. Это никнеймы не видны, но там 279 и еще какой-то ТТ в квадрате Б0. Обратите внимание по миникарте. Возможно, сейчас контрпуш ЖДшки будет. Хорошая атака идет через Мерседес. Выхода другого нет, нужно как-то пушить. Немножко выключен был 50Б, только сейчас приехал, вступил в бой, который был на горе. Он уехал назад и только сейчас начал разряжаться. Как раз позитив.
Тут сейчас очень важно вот эту драку посмотреть на Мерседесе, потому что здесь равное количество техники, но лупшот на Идив, конечно же, его пробьет. Вот только первый танк умирает у команды Stubborn, до этого было фулл команда. Но тут же и улетел Apple и Loop, понимаешь? И Apple, и Loop улетели. Поэтому здесь сейчас базу стабборнов могут Бейонды переиграть. Да, есть, безусловно, преимущество. Все это прекрасно Они видят. уже вернули в Стаборн 3 танка. И здесь на Мерседесе тоже создались численные преимущества. Тоже забрали 2-3 машины лишних. Вот опять они действуют чуть-чуть лучше в доигровке. Казалось бы, ПХП все равное, но сейчас позиции мне у Стаборнов гораздо больше нравятся. Ну, Вильфу не выжить, К5 отступает, Див в хорошей позиции, Олдстайл поможет. Там поживет нормально. А Беовульф бесполезен на горе, ему надо быстрее оттуда спускаться, он это тоже прекрасно понимает и без наших комментариев, поэтому скоро мы совсем его увидим в квадрате Б0, но сможет ли Беовульф помочь должным образом Силику и Агрессию выиграть базу? Потому что на базе Бейондов все плохо. Да, ПХП на равенство, но здесь база Бейондов совсем скоро будет захвачена противниками, ну, соответственно, командой Стабборн, и пойдет захват. Поэтому Беовульфу, Силику, а ему Агрессию надо быстрее расправляться с Серваком, с Томиком, с Саммером, с Клоунзом, ставить захват. Других вариантов просто нет у Бейондов, это надо делать, по стволам все плохо. Мне кажется, очень долго Беовульф включается в эту игру. Как будто некому сбивать в команды Beyond. Да, конечно, некому. Там 2.279 во дворах, но у них куча ПВП, у них там куча сражений, и мы видим, что Силика зафокусили здесь. Очень здорово сохраняют свои стволы. Снова много просевших танков по 900 хп. Мы видим по 600, по 300, по 200. Но живые, это важно. Всегда важно сохранять стволы. Этим всегда Альфа Стабборн отличались. Ну, раньше они выступали там под командой Мерсимоник там и так далее. Это сейчас не столь важно. Но тут, конечно, определенные замены в составе есть. Но сейчас это вообще не важно. И отмечаем то, что очень здорово сохраняют стволы. И всецело забирают Химмельсдорф. И Бейонды повторяют вот эту вот тенденцию уже, потому что это уже второй раз. Начинать с 0-2 для себя, причем на городских картах, что Альфе на Энске они отлетают, что теперь отлетают ребята, собственно, Стабборном на Химмельсдорфе, и крайне неприятное начало, и к разговору, Дим, про фаворитов. И я ни в коем случае не говорю, что сейчас Стабборны здесь все там, всех обыграют, впереди Мураванка, впереди Хайвей, возможно, впереди Рыбацкая бухта. Стабборны еще свое проиграют, Бейонды еще свое выиграют, безусловно, я в этом даже ни на секунду не сомневаюсь, но снова начало не самое удачное. И я уверен, что здесь речь ни в коем случае ни о каких недооценках. Все прекрасно понимают, кто напротив, кто рядом с тобой. Но если говорить про тактическую историю, то мне кажется, что выбор БЗ на горе неудачный. Лучше бы там отыгрывал КС, хотя понятно, зачем был БЗ. Но основное это поджим центра. Вот этот выход Е-линии, где был Нирыч, который на бэшке улетел, вообще себя не реализовал. Остальные ребята, там Дуалист, еще кто-то был на 279-х, я уже ники не припомню. Просто Нирыч и Дуалист это были первые, кто был уничтожен. То есть Дуалиста оставили шотом, Нира вообще первым забрали. Вот мне кажется, вот это решение от позитива или, в принципе, там, не знаю, от команды, оно оказалось не самым удачным. Да, был размен там в лице Стайла и Дифа, но ребята все равно на центре очень много получали. А атака, которая пошла по ЖД, наоборот, Стабборном принесла результат. Хорошая попытка была на Мерсе, но не хватило все равно огневой мощи там Бейондом. В какой-то момент показалось, что на Мерсе можно будет как раз именно там выиграть, потому что больше нигде не удавалось. Но и там они смяли. Вот второй раз отмечаю, второй бой подряд. Гораздо лучше двигают танки команда Стабборн. Они понимают, где надо усилить. Быстрее и правильное принятие решения именно в бою. Они опять играют акцентированно через ЖД, то есть они 2-3 танка, то есть горит Мерседес, тут же отправляют 3-4 машины и просто сминают в ответ. То есть вот эти микрорешения гораздо лучше. То есть и в прошлом бою тоже они по ЖД хорошо, здорово прошлись. Тут нам показывает урон. Где-то 5к настрелял Клаунс. И как-то лучше, быстрее, четче, как будто они вот больше готовы. Больше да? готовы. Вот и сейчас они больше готовы. Опять второй раз отмечу. Выглядит поспешно действие у Beyond. Как будто им... Вот как будто у них была задача проиграть 0-2, чтобы что-то включиться, чтобы что-то начать собирать, потому что зачем ты пушишь мид за деф? У тебя 3 танка на горе, ты что, уверен, что у тебя там 6 танков противника на горе? Зачем, какие-то позиции забираешь? То есть у тебя 3 выключены на горе, они тебе помогать не будут. Или потом, когда они приезжают с горы, пытаются что-то стрелять, у тебя там уже минус Нир, минус еще кто-то, а у этих все нормально. Вдоль ЖД выстрелились, прострелов с горы туда нет. Если надо, могут двинуть танки вперед, могут назад. То есть большое количество маневров доступно команде Стабборн. А у этих нет, они уже сами зажали сами себя. Они уже сами начали, сами переагрессировали. То есть первую минуту вспоминаем этого Нира, который там на 30-й секунде уже уходит на бэшке. Ну да, почти. Ну, выхватил точно там 20-30 секунде, и первый же отъехал в ангар. Мы это прекрасно понимали. Вчера он делал то же самое. Ну да. Вот примета четкая. Нир первый дохнет, команда проигрывает. Да.
То есть Надо Нирью на Мауса и где-нибь на базе держать, чтобы он не летел никуда. я уверен, он и там первый. Чтобы игра с головой была у Да, него. игра с головой, пока игра как-то без головы. Не его идет. вариант, да, пока игра безбашенная. Безбашенная пока. Ему надо какая-то что-то игра брать более медленно, чем 50Б. Вот. Ну, надо маленько охолонуть, что называется, то есть как-то остыть именно игрокам и командиру, в первую очередь, команд Beyond, потому что пока они выглядят очень поспешными. Как будто вот у них, знаешь, сидят в игровухе, уже сейчас время компьютерное кончится, надо быстрее что-то. Заканчивать сессию, так сказать. У вас время, кто-нибудь подойдет, скажет, да, постучит по плечу, как это бывает. Не надо им торопиться, хочется как-то интересное, более вдумчивой вот этой игры с головой увидеть. Пока что ничего не интересного, сложного для Stubborn не предлагают. То есть они торопятся, ошибаются. Ну, я скажу так, в первом бою, знаешь, так Stubborn еще переворачивали по ходу боя за счет удачных действий. Они и по ХП просаживались, и как-то позиции надо было выбивать центр, забирать ЖД. То есть Stubborn играли вторым номером, сыграли более удачно, выиграли, но это была тяжелая победа. Здесь, Тут да, была заруба. Да. Нет, но она была там, на базе что-то попытались, на Мерседесе какая-то неплохая попытка была, и в моменте там даже было преимущество. Но потом, ты правильно сказал, скоординировались, приехало подкрепление, не успело приехать должное подкрепление у Биондов, был выигран Мерседес, выигран Так а у центр. них по горе бегали 3 танка. Ну, там, да, там Био Полуигр- стоял на горе. Вот, кстати, интересно, если будет возможность у режиссеров вывести урон Биовульфу. Вот он простоял действительно много времени на горе. Если он был эффективен, то вопросов как бы нет. Вот сколько Биовульф урона настрелял? А он убежал почти сразу, Дим. Да. Помнишь, я еще отмечал, говорю, Биовульф стоит, засейвили его, и да. долгое КД, там пробить, попасть еще надо с этого БЗ. Ну, как бы, тоже такой моментик. Он Атака- не ключевой, но бросающийся в глаза. Да. Атака на Мерседесе как раз началась с чего? 50Б приехал с горы и спустя 1,5-2 минуты. То есть позитив приехал, и они начали что-то пытаться пушить, давить. Ну, он ушел на КД, в это время подоспели еще 3 танка с второй, пример, вертикали, и просто их выдавили. Да, за Выкинули счет обратно. количества. Но согласись, вот еще раз я не закончил просто мысль, что с первой базы догоняли Stubborn, было сложно. Вот, пожалуйста, к разговору. Ну да, 1200. зачем брать БЗ? 1200! Не тот урон для Биовульфа. Это Биовульф, который то есть это не да. Вася Пупкин, который плохо играет, 1500, у него лагает игра. Это Биовульф. То есть вопрос-то не в нем. Ну, сам понимаешь, танк, решение. Я думаю, нужно спокойнее и медленнее играть. Соглашусь. Beyond. Ну, Мураванка, карта, которая располагает. Быстренько договорю по поводу второго Химмельсдорфа. Все, никак, 2 попытки уже, с 3-й попытки Давай. договорю. Второй Химмельсдорф проиграли на голову Бионды. Если первые были очень близки к победе, то второй было тяжело выиграть, и они его не выиграли. И как бы Stubborn пока немножко лучше, эффективнее на коне. Но пока на пони. Посмотрим, что будет дальше. Мураванка, сетапы на экранах, 2 ИБРа, стервочка, семерочка, 4 чифтейна и 7 объектов 279. Это выбор Stubborn'ов. Они начинают на Мураванке в обороне, и это не глухая, видим сразу. Бион берет себе 6, 2, 7, 9, 7 чифов. Интересный выбор 430 на Нире или Нир на нем, не знаю, как получится, и 1 стерва. Смотри, Без ЛТ играют вообще. Без ЛТ Бионды. совсем, первое, что хотелось бы отметить. Во-вторых, возможно, Нир не успеет первым умереть, и тогда будут шансы у команды Бион, как ты считаешь? Я убежден, что шансы у них есть всегда, потому что это супер крутая команда, но по Ниру я хочу сказать, что здесь 430 это светляк. Его поджимают сразу, он с малошумкой, с просветленкой, чтобы он там пожил, и есть риск, что Нира сейчас первым опять закроют, на самом-то деле. Такая верная пока что примета. Интересно, кстати, Нирыч стримит или нет эти бои. Я думаю, что если стримит, то там его зрители ему скажут: Нирью, ну сколько можно? Давай игру с головой играть, уже. да. Ну там и Томик, смотри, ошибся на своей семерке, поджался Наполучал, да. в Е3. Даже да, ошибся, наполучал. Может быть, это не ошибка, просто наполучал, но очень активная, очень такая смелая оборона от Stubborn'ов. Они забирают и центр карты насыщенно, и лес. Но и Бионды не хотят отсиживаться. И здесь 5 машинами, мы сейчас прекрасно это видим. Здесь 279-х, 3 и 2 чифа. Минус. Нирью опять Угадай, прошла минута. Там, правда, и Томика параллельно забрали на Е3, но Томик тоже Но он такой умер быстрее. координатор и командир. Что это такое? Это просто какое-то издевательство, как будто троллит позитив Нирью или Нирью троллит позитива. Ну ладно, это так, минутка смеха. А Бионды, между прочим, атакуют лес, и они уверены в успехе. Да и вообще-то их здесь больше, это гораздо, по-моему, так вот, ну, по первому ощущению, особенно если сейчас позитив поможет и дьявол в этом сражении. Про 4 не сильно большое преимущество. Если будет медленно, аккуратно разыгрывать, это нормально. Ну да, тут просто Там очень еще один компактно. саппортит, плюс еще ЕБР катается. Просто очень компактно Stubborn стоят, да, так никакого преимущества нет, но разве что по сетапу, потому что они отказались от легких машин, и это такое интересное решение. Ну и от Нира отказались. Ну и от Нира, да, отказались. Много, на самом деле, перестрелок здесь. Сейчас важно, мне кажется, центр посмотреть, потому что на центре очень агрессивно поджали Stubborn'ы, и агрессив сейчас с 3 сторон получает урон, но Максим живет, по-прежнему
здесь вот за этой церковью. Может быть, сейчас Нескви и Луп будут прям в лицо выходить, хотя там хочется еще, чтобы они дали урон в ЕФ-линию, вот в драке за перемычку эту. Очень много локальных стычек, но я... В 3 местах драк идет. Да, и на центре, и на первой линии, и в лесу. Очень необычный, неметовый абсолютно бой, но мы видим, что по ХП есть преимущество у Бейондов вообще-то так-то на 3500. И у меня складывается впечатление, что в лесу все равно они выиграют драку, хотя там включает Анатолич Стерву. Стерва начинает по Толику отрабатывать, но в Б0 там сейчас закроют Чифтейна, и, возможно, дальше за Стервой поедут ребята из Бейондов. Ну, все это время, кстати, Стерва работает у Бейондов, наносит постоянный урон. Возможно, за счет этого такое преимущество по ХП, целых 3К уже. ПВП справа будет, наверное, все-таки за Альфой. Но там Стабборн. один танк в Е1. Поэтому все равно, я думаю, что Штур, Олстайл и Вильф выиграют там драку с Серваком. Центр, да, выиграли Стабборны, но этот центр не позволяет им как-либо развивать ситуацию и использовать карту. То есть они рискнули вот при такой открытой игре, при такой раскрытой, я бы даже сказал, игре активной. И много этих сражений было, но из-за отсутствия легких танков Бейонды имели преимущество по именно такой боевой технике, да, тяжелых танков у ребят больше. И как-то как будто за счет этого вот такое минимальное преимущество на протяжении всего боя сохраняется, но есть еще живые два ебровода, это и Ментос, и Брейн, и в доигровке ебрчики очень сильные на самом деле, а при живой Стерве, это Вредин, который на ней отрабатывает, можно просто не подпускать к своей базе, не выпускать из леса танки Бейондов, то есть пока смотрим, интрига здесь живая, еще из-за того, что разные камеры, так ХП прыгает, Да, непонятно. На самом деле там плюс-минус. Непонятно, да, у кого там преимущество, какое, сколько, потому что у Стабборнов явно не 14 тысяч ХП, вот, пожалуйста, ровненько, в общем, все ровненько, но живые еберы отмечаем, прям вот акцент на это делаем. Ну, как раз, наверное, пришло их время, плюс еще надо отметить, что все ХП в Стерве, ну не все ХП, но 1800 это много. Наибольшее количество ХП, да, правильно? и она сейчас немножечко выключена из боя, отступили танки по городу, она не имеет никаких прострелов, другие танки-то шотные, то есть Силик, Див, Позитив тоже такой не сильно по ХП. Ну, самое очевидное, Дим, я думаю, ты со мной согласишься, это уничтожение 2 279 шотных в центре, то есть сокращение количества стволов команды Стабборн для Бейондов, я имею в виду. То есть Стабборну ничего не надо делать, просто еберами контролировать фланги и стервы разменивать и какими-то тяжелыми машинами. Все. Это все, что должны делать сейчас Стабборн. Они в обороне, время на них. А Бейонды сейчас, им сложно будет развивать что первую линию, что нулевую при наличии двух живых еберов. И самое рациональное и разумное это уничтожение вот этих 2 279. Правда, Сервак зачем-то агрессирует. Да, немножко получил лишнего урона, но это не критично. Ну да, пока все спокойно. Все-таки 2 светляка это много. Ты в дефе, у тебя 5 минут еще свободного времени. Можешь спокойно, эффективно потратить. А Бейонду что-то нужно придумать, какие-то варианты искать. Танчить может только дуалист, ну и разве что эйм. Ну, а им может, да, мы видели, как он уже играл. Помнишь тот доигрыш на Прохоровке, который мы уже вспоминали несколько раз против Но Блазеров? у них ЕБР-то были, не забывай. Здесь уже ЕБРов нет. Там, да, там был позитив на Чуфе 2-6-0, по-моему, и да, 2 они ебра. могли что-то вместе разыгрывать за счет 2 светляков, в первую очередь. Да. Здесь они, в принципе, играли без ЕБРов. Тоже, на самом деле, очень интересное решение. Такое рискованное, но показывает некий почерк Бейондов, их, ну, намерений, их идей. И это в целом работало, но, видишь, чуть-чуть что-то где-то подсломалось в конечном итоге. Ситуация какая-то немножко равная, но при этом понимаем, что Бейонду нужно атаковать. Они тоже об этом прекрасно думают и как-то ищут какие-то варианты, но пока не находят. Щупать противника. Остается 4 минуты и не так много времени для как раз этой разведки боем. Очень хотят, я думаю, забрать эти танки в середине города, но забрать невозможно. Они стоят очень хорошо, прикрывать ЕБР все подступы. Будут пытаться, наверное, как все-таки через теру находить прострелы. Если да быстро заберут, будут варианты. Они заберут Нескви и Apple, просто потратят на это еще дорого, количество времени. И да, вопрос, насколько дорого. А Стабборны сказали, ребят, да забирайте. Мы их разменяем, у нас 2 евро есть, да. Да, он уже убрали с сервера. Убрали Вредину, он там и был убран. Да, убрали там еще кого-то, Сайракарда, по-моему. И без особых проблем на линии закроются и будут просто ебрами светить фланг. Сейчас главное максимально дорого, как ты говорил, продать Нескви и Apple. Вот, пожалуйста, Брейн минимальный размен уже делает. Урон заходит в дуалиста. Тут пытаются с двух сторон Apple подконтрить Эвил и дуалист, но все равно Стайл получает выстрел от Нескви. Ну и вообще Стайл в ангар отправляется. На халяву 1,5К просто. Немножко ошибся сейчас Стайл, как мне кажется. Поехал теперь Эвил, как-то по одному играют, не пробивает он Эпла. Они вообще урон не несли, если что. Ну что-то делают Бейонды вообще не свойственное себе. Да, много ошибок. Удается с третьей попытки забрать Эпла, но потратив 2 танка на этом, ну как-то не очень рационально. И Мента с Брейном
Да, Ментос с Брейном чувствуют, что за счет вот этого преимущества, которое сейчас на размене Apple удалось создать, можно чуть более смело поиграть, может быть, стерву там закрутить или найти какие-то танки шотные, которые здесь эту стерву прикрывают, и их забрать. Но пока все очень спокойно, хорошо у стаборнов. Выглядит пока как обычный 3-0, наверное. Ну, да, мало я тоже предсказуемый пока что. Я тоже думаю, что сложно здесь Бейондом будет этот бой. То есть его было сложно выиграть. Сейчас, после вот всех изменений, его, мне кажется, уже даже почти нереально выиграть. Еще и позитивы там где-то в нуле забирают. 4 живых танка остаются у Бейондов, у Стабборна их 6. Они в обороне, у них 2 ЛТ, фуловая стерва, 2 с небольшим до конца боя. Ну, нереально. Ну, слушай, самое время вспомнить ту самую тактику с Маусом, да, и 2.7.9. И я знаю, кто должен играть на Маусе у Beyond. Не Рью. Ну, без вариантов. Он все равно, кстати, сольется, возможно, первым. Да, потому что на Маусе там Маус особо не живет, его задача другая совершенно. Вот, и он там, ну, достаточно быстро помирает. Слушай, Дим, а вот вопрос к тебе, пока этот бой доигрывается, ну, я думаю, что здесь уже никакой интриги нет, объективно. Вот по твоему опыту киберспортивному, когда вы играли в Нави там и так далее, вот если есть замена, да, у вас же тоже они были иногда, правильно? Именно в онлайне. Если есть замена, и один из игроков основного состава регулярно выпадает из игры, неважно по каким причинам, отыгрывает плохо, проблемы с моралью, не знаю, плохо себя чувствует, насколько посреди матча основного игрока есть смысл заменить на запасного? Насколько это может изменить ситуацию в лучшую сторону или наоборот испортить? Вот сейчас, вот, ну, объективно у Нира уже второй день игра не идет, но это факт. Понятно, что ему дают задачи, где надо вкатывать или что-то еще, но тем не менее. Так, помимо этого я боя, готов ответить. То есть давай. Значит, смотри, если у тебя в течение боя, значит, неоднократно игрок куда как-то отваливается, ошибается, там, не знаю, на ЛТ не тянет или еще что-то, ну, в общем, делать какую-то дичь, значит, проблема в первую очередь в тебе. Значит, это твоя проблема, что ты его в составе оставил. Ну, потому что когда 7 на 7, у тебя нет никаких ни замен, ни в онлайне, ни в оффлайне, тем более, и так далее. Ты заменить ничего не можешь. Это ты виноват, что у тебя такой игрок, и что ты ему позволяешь это делать. Вот, 15 на 15, во-первых, все гораздо проще. Всегда есть тот, кто ошибется, и тот, кто потащит. Вот. Потом не стал бы называть именно ошибкой, в первую очередь, Нира. То есть у него все время такие агрессивные позиции. Да? Там был 50Б в центре. Да? То есть у них была какая-то задача. Там но подставился. Что? Там дробь на перроне, тут ушко светящее на острие. Вот это, да, 430 его, который, ну, поехал исполнять ЛТ и, в принципе, исполнил, да, то есть, ну... Информацию он дал, я думаю, что все было понятно. У него была опять какая-то задача там на передовой, что-то отыграть, ну, немножко не сложилось. То есть нельзя сказать, что это он там сливает бой или еще что-то. Вот, а если вот, ну... Да как быть, вот, как бы это тенденция есть. Понятно, что никто не спускает собак на Нирыча, не говорит, что он там слабый. Вопрос в другом. Вот сейчас не нужно никаких действий в изменении. Я думаю, пора бы. Делать. Смотришь на счет, как бы поменяешь, что пора успокоить Нира, чтобы он как-то спокойно не играл, да. Посадить его на другой танчик, чтобы он так спокойно. Ну, он же умеет играть, как минимум. Безусловно, нет, тут даже никто не спорит. Второй, чемпион мира. Да, потом нужно на какую-то другую технику, возможно, посадить, где он не будет лошади лететь вперед, просто напулькивать урон, этого тоже хватит. Угу. Ну, то есть менять не нужно, просто изменить роль в бою. Всегда во всем, в любом поражении и проигрыше виноват, в первую очередь, капитан. Это его ответственность, что он на эти позиции... Он же игрок, выбирает. этот состав. Он выбирает Светляка, который должен лучше сыграть в данной ситуации. Он выбирает, на какой позиции у него сыграет там Нир, где лучше. Да? То есть, видишь, что Нир здесь не тащит? Это не значит, что Нир плохой, это значит, ты его поставил не туда. Это чаще. Дай более простую задачу, безусловно, да? Чтобы жил. Да. Согласен. Ну, в общем, вот смотри, ситуация на самом деле неожиданная. Нам показывают урон сервера, он там соло, кстати, на первой линии дрался и до конца дожил. Так, на секунду, когда мы говорили, что он там 1 в 3. Сервак, вот, кстати, Сервак вот очень стабильно, эффективно отыгрывает. Да, помнишь, на 4-м 8 тысяч было у него вчера? Он очень хочет победить, и вот тот инсайт, который нам Карин давал, да, что да, там, ну мы слабее, ну что? Ну, он как слабее. 3-0. Стрелял, да, 3-0 ведут. Сервак 5, будь любезен. А Нир первым выбирает, его любимый друг. Ну, не буду никак комментировать, там сложные взаимоотношения. Там все, кому надо, прокомментируют. Все знают уже, что на самом деле. Вот, но пока выглядит Beyond... Ребят, мы пойдем через лузеров, нам вообще не важно, вот так вот. Вот эта атака, кстати, была от них какая-то чуть более, наверное, осмысленная. Все-таки на Мураванке не так легко пушить. Лучше, по крайней мере, чем выглядели они на Химках, скажем так. Да, вот эта отдача какая-то, но, тем не менее, ПВП справа не выиграли. Те танки, которые остались в середине, да, там стоят 400 хп. Собственно, пока их выбивали, потеряли 3000 хп.
То есть, ну, такая себе покупка получилась, не сильно выгодная, скидки какие-то не те были и так далее. Вот, если бы они бесплатно их забирали, тогда были шансы все развить атаку. Так, понятно, без города, ну, поехал куда-то, подарил 3000 хп, и у тебя уже вариантов нет. Интересно, хорошая игра, но тут, наверное, больше отмечу именно действия, опять, стаборнов. Они тактически заняли хорошие позиции, вот эта позиция сервера, да, ну, одна из ключевых, да, в Е1 или где он там стоял. Да-да, стандарт, то есть под красной линией на 2.7.9. Да, важная точка именно на 2.7.9, там хорошо можно исполнять, и он исполнил. Вот. И они как-то были на карте более готовы опять. Они, как будто бы командир Стаборна знает вообще все, что может делать команда Beyond. То есть и ошибки каких-то игроков отдельных, и привычки капитана. То есть как будто вот он, ну, знает, все знает. То есть всегда немножечко на шаг впереди. То есть создают такие условия, куда Beyond заходит и ошибается. Заходит и ошибаются. Но сейчас тоже же вытаскивали стаборный бой. У них была просадка по ХП, они терпели. Многие направления были более насыщены Бeyond'ами. Именно танками. Нам отображало по-разному, поэтому нельзя сказать, что мы все время видели, что там они то они проигрывают, то они тащат. И ПВП шло одновременно в 3 местах, да, и на... 3 сражения, да, и на было. вертикаль, да, и в центр, городе, лес и в лесу. В лесу, мне кажется, много ошибались, их было больше у Beyond'ов, да, танков. Но как-то они торопились, как будто под стерву. Помнишь, еще я говорил, что там Толик вкатывал под стерву, дал прям урон, получил 3. То есть такая себе математика, да, не хитрая. В принципе, понятно, что, ну, в минус отработал. Но задача была забрать и танки, они их забрали, но потом, кстати, их быстренько дострелили. Там всего 1 или 2 живых остались. То есть как-то опять они выглядят таким наглым, наскакивающим претендентом именно команд Beyond. То есть они куда-то торопятся. Не надо им торопиться. Они вчера были хороши именно в позиционке каких-то таких спокойных, взвешенных решений. Вот вчера они у них были. Сейчас пока не видно. На Химках они недолго взвешивали. На первой минуте оба разлетели. Не знаю зачем. Вот это, ну, Химки можно, да, просто забыть, но 0-2 счет на табло, то есть уже... 3-0, ну как если бы они вот с этой карты начали, да, атака довольно неплохая, немножко не хватило, и 0-1 ты летишь за атаку, сыграв нормально, ты переходишь к дефу, и у тебя там, ну, скорее всего, 1-1, да, на мураванке. Но вспоминаешь, как бы, Химки, и счет-то уже не сейчас. Больше половины, я говорю, побед одержали стаборные. Как бы, не время ли задуматься? А внизу Альфа, которая дает бой. И замотивированные, заряженные, подготовленные. Очень заряженные. Ну и что думаешь, Бейонды, стоит ждать их возвращения в этом матче вообще? Ну, когда, как не сейчас. Если они сейчас отдают мураванку, зачем они вообще этот турнир приехали играть? Ну, выиграть его. Ну, знаешь, что чтобы пройти через лузеров, надо проиграть 0-4. Ну, это сейчас сделать 0-4 и, возможно, там 0-5, да, дальше. Ну, такой себе способ. Посмотрим. Все может быть. Нам с тобой остается только рассуждать и гадать. А пока Альфа Стаборн в атаке и их выбор. 2 ИБРа, 2 из 7, внимание, 5 чифтейнов и 7 объектов 2.7.9. Здесь 5 объектов 2.7.9, 7 чифов, 2.6.0 и Дор-Дор на ЕБРе. Это выбор Бейондов, они в обороне, и снова не особо много ебриков используют Бейонды, лишь один немного для обороны. Но для обороны, если они будут стоять в закрытую, в принципе, им эти легкие танки не так, чтобы прям очень-то и нужны. Они могут одного светлячка использовать, который даст один активный свет, в данном случае это правый фланг, потом станет пассивный и будет... Кстати, Нирыч опять отдельную какую-то позицию отыгрывает, обрати внимание. Но он хотел взять маус, но у него не был мауса, и он поехал на чифе. Вот так вот. Но это, кстати, лютая драка в лесу, по-моему, намечается, судя по раскатке. Да, полетает уже урон. Причем не сказать, что какое-то преимущество численно есть либо у красных, либо у синих. Если Бейонды сейчас станут и не понесутся вот в это... Ага, понесутся. Ну там есть в Б0 еще группа из 5 машин. И... Да, им бы подождать как раз именно надо танки, подождать, перекрестно. Но проблема в том, что из Стаборны, видя эту технику, сейчас могут стянуть все силы из центра и с левого фланга в лес. Все видят, все начинают уже перестреливаться. Пока что у Beyond. Да и понял, это просто тупо атака. Интересный вариант, собирает кулак. Оставили одного Нира на фланге. 14 машин здесь будет сейчас. Но знаешь, серия, да Нир и так бесполезный. Пусть там на фланге один остается, почекай. Просто не умирай, парень. Просто не умирай, да, родной. В принципе, правильное решение распределения ролей. Но Бейонды выглядят снова чуть-чуть такими, знаешь, более торопливыми, более поспешными. Анатолий 1000 хп имеет. Там еще и Див с Вильфом воюют с Томиком. Вытанковывают 279. И такой, нет пока какого-то совсем конкретного фокуса. Просто позиционная перестрелка. Ни о каком преимуществе речи здесь не идет. Просто Бейонды
Бионды атакуют стабборнов, стабборны обороняются, но тоже не откатываются, а принимают охотно этот бой. Несколько еще микростычек здесь с агрессивом, есть преимущество здесь небольшое у стабборнов. Они сейчас должны быстрее включаться, закрывать Стайла, закрывать Беовульфа. Ну а Бионды еще дальше, еще наглее, еще смелее, еще крепче. Продолжают надавливать, тоже очень грамотно сохраняют стволы. Анатолий Шотный, но живет, и это важно. Беовульф понимает, что сейчас приедут танки, у него не так много хп, и он отступает. Нам показывают от первого лица, здесь забирают Эпла, забирают Лупа. Есть небольшое численное преимущество у Биондов, и по хп тоже теперь они впереди. Как будто они перестреливают вот в этом сражении стабборнов, пока не до конца понятно, но лопается и рандом. Стайл, это уже 5-й фраг, и лишь пока агрессию потеряли. Вот только сейчас удалось добить Копията. Эксавел 3-й фраг. Но сражение продолжается. Нескви надо тоже забирать. Там еще несколько шотных машин. Он на второй холм отступили у стабборнов. Сервакас добьют здесь. Дуалист это делает. Отличный размен и какое взаимодействие. Они просто взяли, продавили, пошли до конца. Не выглядела атака поспешной, но чуть-чуть, может быть. Но насколько они готовы, хотели победить просто... Ребята, мы их просто сейчас перестреляем. Мы вышли, пока что перестреливают. Пока что перестреливают. Бой еще не завершен, безусловно. Но здесь теперь есть Дора-Дора, который может быть не фуловый, но живой. И так просто Ментусу и Брейну играть здесь не получится. Всего лишь 3 тяжелых танка осталось. И уже даже 2. Это Лехейн, который тоже уже в ангаре. А им, кстати, 5-й фраг делает. Ну а тут Нирыч, пожалуйста. Нирыч до сих пор живой, на секундочку. Перестал умирать парень и выиграли. Ты прикинь, сработало. Вот оно распределение ролей. Просто не дохнет Нир и все нормально. Сейчас еще камбэчить будут, подожди. 3-1. Бой, ну, я думаю, уже ни у кого сомнений нет, что этот бой выиграют Бионды. Никаких нулей здесь точно не будет, но я думаю, что и никто и не думал, что сейчас так все просто будет. Мураванка завершена. Впереди у нас Хайвей. Мы там точно 2 боя посмотрим, без вариантов. Ну и если можно, пожалуйста, господа наши, как там Карин говорил, большой компьютер, выведи, пожалуйста, нам статистику Нирью за этот бой. Интересно посмотреть, сколько там Нирыч на лупе. Я думаю, 2,5. Ну, хочется посмотреть. Выстрелы, количество, пробитие, как там вот он танковал. Ты хочешь отдельно его статистику? Ну, конечно, Нет, конечно. главное, что его отправили не первым в этой группе. Светить, да, а Дефи фланг в соло. Ну и, по-моему, Нирыч со своей задачей справился. Ну и, конечно же, Бионды были прекрасные. Это было агрессивно. Знаешь, даже поначалу показалось, что слишком агрессивно, и как-то больше урона не получили. Там Толик прям очень много урона схлопотал. Очень много, но зажил. 2 танка за это направили за дом, который, ну, очень важен именно для позиционки. Чтобы 7-ку забрать там. Да, 7-ка стояла хорошо. Она, кстати, Томик там доставил. Да. Они его забрали, правда, Вильф до этого, по-моему, отъехал. Ну, в общем, потеряли танк, но тут же забрали 7-ку, и уже позиционка была более уверенная. И при этом они, как знаешь, все равно шли до конца, они не собирались тянуть время. Им нужно было просто запушить. Их задача была именно перестрелять. Они как будто в каждом бою пытаются перестрелять. Вот сейчас они перестреляли. Да, именно в этом. Но это тоже непростое сражение в лесу. Каждый раз не перестреляешь. Напряженное. Да. Каждый раз не... И, знаешь, это не та команда, которую так легко перестрелять. Тут все тоже, ну, но вышли очень синхронно. Нам как раз же показывают уже середину драки. И вот здесь постоянно давили. Вильф, кстати, выжил, он там чуть лучше, да. Но Вильф как раз он и убил Томикас. Нирыч, он стянулся, у него какой-то ПВП с клоунзами, так могу предположить, что было. Видишь? Ну, 1 в 1 они играли. Нир, кстати, еще подзакрыл, скорее всего, Лехейна с Galaxy Victory. Вот глянь по миникарте, вот здесь видно. А у этого танка вот такая роль, он должен, помогать по фокусу, скажем так. Как раз только в самом конце он отъехал. Не, хороший бой, бодрый, такой приятный для просмотра, для зрителя, для болельщиков Биондов. Для Биондов очень важно с точки зрения эмоционального, морального состояния. Морали, все-таки они забрали. Все, парни, вперед, мы их порвали, давай, собрались. Полный вперед, все, можем, впереди Хайвей. Еще Рыбацкую бухту можно играть. И Стабборны тоже еще 2 победы, знаешь, 3-0, 3-1, сейчас уже 3-3. Оглянуться не успеешь. Спокойная история. Но здесь они сейчас именно взяли, смотри, на храп, он достаточно ровно, я думаю, урон у всех распределился, видишь. Топ-1 у нас 4200, очень ровно. Ну, а им и фрагов там штук 5-6 было. Да, он самый 5 ДПМный. точно. И, кстати, что примечательно, в топе никто иной, как Вредина, но это ладно. На ИСе-7 танк-то один из самых, наверное, самый недопмный после ЕБР из всего пула картов, который был в этом бою. О чем это говорит? Да, Вредина красавчик, без вопросов, но 7-ку не фокусит. А зачем? ДПМ-то не... Вот он. Ну, ты говоришь 2, пожалуйста. Ну, 2,5 сказал, да. 9 попал, 7 пробил. Или сколько там? Ну, 7, наверное, да. 3, 100. Мы так подсказываем, может быть, все-таки его так вот и ставить. И использовать, да, Пацан-то настреливает. Ну, молодец. Выжил, настрелял 3К. Причем до топ-5 не хватило пару сотен всего лишь. Чуть-чуть.
Вот Нирью, вот такого Игра с Нирью мы головой. знаем. Вот такую Пошла, игру мы пошла. знаем, да. Постоял, перестроился, укрепил лес, закрыл, создал перекресток своими действиями, урон дал. Вот такой Нирью нам нужен, как говорится. Таким мы его привыкли видеть. Да, но если кроме шуток, то что хотелось бы отметить, именно в этом бою они не сыграли круто, как сказать, по ситуации. Они исполнили свою задумку, то есть они собирались драться, они Beyond собирались драться в лесу, они вышли, значит, синхронно, хорошо, красиво, но это не был маневр по ситуации, это был просто изначальный расклад. План. Да, план. Это была определенная такая тактика, они ее придерживались. То есть изначально они не двигали танки особо, они просто тупо перестреляли, вышли перестреляли. Если Стабборн на Химках именно перемещали постоянно танки за счет этих маневров, где-то были чуть лучше, чуть успешнее, да, то Бейонды просто исполнили то, что они хотели с самого начала. То есть у них была задумка, они знали, что примерно так будет, если так будет, то мы их перестреляем. Они это исполнили. То есть не было какого-то постоянно передвижек, маневров, там отошли к своей базе, укрепили здесь, укрепили там, да, как было у Стабборнов на Химках. Здесь вот они изначально это сделали, вот, и каких-то супер маневров мы от них не увидели, таких чемпионских, да? Просто пошли перестреляли. Чемпионские маневры. Но чемпионские маневры были у Стабборнов на Химках. Там было видно вот эти вот микрорешения. Вот Согласен. Это было Ну, интересно, тут, заметно. видишь, просто ситуация в бою не располагала, как ты выразился, Да, к чемпионским к маневрам. Да, их не было. У них был план. Поехать в лес, если есть драка, давайте зарубимся. Если драки нет, уже будем думать. Возвращаемся мы, забираем карту, делим ее пополам. У них был план изначально. Игра, акцент на лес. Все. Они увидели Стабборну в лице, сказали, птичка попалась в клетку, полетели, Ну, давайте. Мужика сыграли, забрали Видно, 13 мужика танков, сыграли, да. оставили одного Нира и кого-то еще там, не помню. Дору на ЕБР. Ну да, ЕБР. ЕБР, который колесился. Но он потом в спину неплохо, кстати, настреливал. Ну, наверное. Зашел куда-то. Наверное. И что-то популькивал. Что-то популькивал. Ну, он не погиб, он был жив, да, у него не было полной ХП, значит, он был включен в бой, это понятно. Поэтому я думаю, там, ну, игра ЕБР здесь, что команда Beyond, что команда Стабборн, это не определяющая была. В конце первой мураванки, да, вот эти два ЕБР, они создали вот это преимущество, этот контроль карты, и в том числе за счет наличия этих ЕБРов был бой выигран. В последнем бою, ну вот на второй мураванке, тут уже более важное было вот непосредственно это заруба, потому что не было вот как в первом бою 3 групп, тут сражают, тут, Да, тут, пожалуй. кто-то куда-то стянулся, кому-то помог, тут вот толпа. Стенка на стенку. На толпу, да, там есть слева там Томик с Вильфом и с кем-то еще, там агрессия против двоих, но по сути основная масса рубилась просто в лесу с небольшими там, ну, кто-то чуть-чуть там, знаешь, влево ушел, кто-то чуть вправее, кто-то Толик откатился, чтобы выжить, например, хотя первым вытанкол. Но это так, мелочи, по сути, вот драка в лесу. Ладно, спасибо за мураванку, она была яркая. Ну, такой экватор у нас небольшой, получается, супер бодрые бои. И мураванка тоже. Да, мураванка тоже. Вот, кстати, студентик говорил на тему того, что мураванка мне не нравится. Он говорит, да, то мураванка мне не нравится, она какая-то неактивная, несмотрибельная, незрелищная. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, Николай, получите и распишитесь. Вот вам мураванка от Стабборнов и Бейондов. Наслаждайтесь. Я надеюсь, что вы получили тот же кайф, что и мы. Ну а сетап. Стабборны 2 ЕБР, дробь Стервочка, Чифтейн и 10-279. Это выбор Стабборна. То есть 8-279, Е4, 2 ЕБР, 2 260 и 2 ЧФА. Снова Е4, кстати, на котором играет Позитив. Мы уже видели очень эффективную реализацию именно этого танка от капитана Бейондов. Бейонды начинают в атаке. Я бы не говорил о каком-то прям глобальном преимуществе обороны на хайвее. Да, всегда мы об этом миллион раз говорим, да? Как подерутся Всегда в городе, приятнее, там, конечно, ну, не вынуждены атаковать, а атаковать, потому что это там просится. Но какого-то прям яркого такого доминирования защиты на хайвее нет. От этого и интереснее будет именно этот бой. Ну а Бейонды очень ярко выраженный акцент делают сейчас на город. Я думаю, что К0 тоже будет забираться вот АИМом, Агрессивом, возможно, Силиком. Но не факт пока. Еще взяли, да, хотят занять определенную позицию. Ну не факт, потому что их не так много. И видишь, Агрессив вроде как едет, но может быть он остановится, там какой-то угол заберет. То есть пока... Да нет, видишь, он даже... Достаточно пассивно светит. Пока что Стаббор не хотят терять хп на своих стреляках. Какой тайминг сейчас, секунды бы ранее. Интересно, да? Там доли секунды. На кемпе Стерва, 2 ЕБР и Чифтейн. Соответственно, 11 машин в драке. Рандом под лютый фокус попадает, еще и загорается. Прям сразу вот в этот бой вступают Стабборны. Сразу как-то их чуть более грамотно отстреливают Бейонды. Как будто Бейонды в защите, а не Стабборны. Стабборны вваливаются в этот просто двор. Лютая перестрелка, отличный фокус по серваку. Ну и все, и тут жарище сразу. Никаких вот этих вот долгих запряганий. Анатольевич Биавуль, штурм агрессив. Сюда же в этот двор пошла рубка. Дезерта надо минусить быстрее. Бейонды сейчас могут ухватиться за этот раунд.
Кажется, что чуть более приятная ситуация у них. Луп тоже в ангар как просто тает, как на лютой жаре какие-то, не знаю, эскимо. Эти танки команды Stubborn. Для Хейн следующий под фокусом. Надо бы ему подзакатить. Там будет вариант выжить. Как будто выключено сейчас Вредина и его стерва. Здесь Нески будет получать сейчас от Дора и Силика. Заметь, что как-то ебры более эффективно сейчас действуют у Биондов. Но у меня такое ощущение на первый взгляд. Но как-то вторым таймингом пережали снова этот двор и не хотят его отдавать. Apple, Summer и Clones. Мы это видим прекрасно. Идет лютейшее мясо. Непонятно, кто возьмет верх. По стволам вроде как у Stubborn'ов даже преимущество. Чуть хуже по стволам у Beyond. Почему-то начали терять, отдают свои позиции, отступают, получают еще на этом урон. И игра успокаивается чуть-чуть. Игра успокаивается, согласен, но обрати внимание на Брейна и Ментоса, которые залетели в позитива, вместе со своими тяжелыми танками его уничтожили, и сейчас вот как будто ЕБР теперь Stubborn'ов более эффективны и более полезны, они действуют более вдвоем, и за счет этого их эффективность растет. Согласен, плюс Дора шотный. на базу забирать. Или напрягать спину. Ну, они, я думаю, согнали вот Драга, чтобы он не стрелял. Теперь будут работать по спине. А теперь будут, да, искать вот эти прострелы, давать дамаг. Да, может быть, не такой высокий ДПМ, но 390 это всегда больно. Это хорошая альфа, согласись. Сейчас сила... Силиков в спину вот только в них сила. Вот мне кажется, сейчас на их отыгровке висит сейчас бой Биондов. Ну и проигрывать его совсем нельзя. Куча шотных танков. Сейчас еще в спину может прилетать урон. Очень опасная ситуация для Бионда. И нужно как-то разыгрывать именно с агрессивой и сил. А вот они приехали. Агрессив уже приехал, Силик со спины, но Клоунс, наверное, по фокусу будет сейчас забираться. Тут ищет прострел Агрессив. Мне кажется, Максу надо к Силику ехать. Он сейчас как-то совсем бесполезно стоит. Наоборот, Силик очень здорово Клоунза просаживает, и Агрессиву, наоборот, надо туда, вот к Силику. Забирать с аэрокарда. Ну, правда, там стерва, видишь, сейчас Вредина найдет эти прострелы по Силику. Тоже момент такой неоднозначный. Он уже его нашел, он стал в режим, выставился и отработал, поэтому Силик остался шотным. Двухкратное преимущество по ХП у Stubborn'ов, но это не 10 020, а это 6,3. Правда, уже 2. Но все идет к тому, что Stubborn'ы выиграют четвертый бой. Хотя начало опять было, вот уже третий бой в этом матче. Мы видим, что Бионды начинают лучше, с каким-то преимуществом, но дальше как-то Stubborn'ы эффективнее, круче, сильнее, не знаю, удачливее. Не знаю, в чем там как бы секрет-то успеха. Но выиграют, да все, ну Драго Тим шотный один, он понимает, что ну тут все, Габелла, он бегать не будет. Он приехал, сказал, ну ладно, парни, давайте. Да, не будем заниматься вот этой вот ерундой. Я готов принять этот бой, эту смерть, да, там заслуженно в рамках мира танков. 4-1, матчпоинт для Stubborn'ов. Ну и кто ожидал вот именно такого счета на этой стадии? Мы с тобой говорили о том, что я особенно настаивал, что не надо тут ни о каких фаворитах говорить, но все-таки статус чемпиона Биондов как бы вроде немножечко, чуть-чуть над Stubborn'ами, знаешь, ну чуть-чуть возвышал. Хотя мы тоже вот об этом говорили вне эфира, что всегда легче с точки зрения морали бороться за чемпионский титул, чем его защищать. Всегда это, ну вот какая-то психология, да? То есть с победителя всегда спрос все-таки больше идет, чем с того, кто пытается. Потому что ты претендент. Ну не выиграл, ну попытался, они же чемпионы. А когда ты чемпион, то ты обязан. Чемпионов, согласен. Но 9 КП позитив. Это важно. Именно 9. Больше голода у Stubborn'ов здесь. Ну вот 9, скажем так, не смотрел. Из этого боя я вижу, что 5 раундов Beyond куда-то едут и что-то делают. Не могу сказать, что это всегда хорошо. Да, это было эффектно, эффективно в прошлом бою. Все остальные пока не радуют. Ну хорошо, в целом Мураванку им в актив можно записать. Они хорошо выглядели в первом, втором бою. Но за деф просто взяли, проатаковали. Сейчас прибежали, не стали что тянуть, никакой позиционки. Не стали отправлять танки в Е0, ой, в Е8, согласись. Ну всегда там у тебя. Если ты хочешь нормальной, хорошей позиционки, отправь ты в Е8. Стреляй по спинам там и так далее. Ты так просто лоб в лоб пытаешься перестрелять. Кого? Вот этих ребят, там каждый умеет стрелять в приемку. Но они, может быть, позже это хотели сделать, и они не летели даже в К0, о чем мы говорили. Просто Stubborn сами полетели просто в лицо драться агрессивно. Но они не побоялись. И они перестреливают Биондов. Они перестреливают Биондов. Бионд немножко вкатили, потеряли танки в начале. Stubborn не ожидали такого, но потом Stubborn гораздо лучше, ну, немножко успокоились, как-то встали, заняли позиции и спокойно уже принимали. Не знаю, зачем нужно было ПВП именно Биондом. Сложно сказать. Тут ребята одним кулаком, да, то есть, ну...
Вот опять они куда-то торопятся, опять не хотят как-то медленно разыгрывать. Либо они уже настолько это натренировали и понимают, что у них шансов такой позиционки нет, и пытаются через какую-то агрессию лишнюю, дополнительную, ну, на мой взгляд, не сильно нужную. Но это опять же так, ну, со стороны кажется так. Это со стороны. Что они куда-то бегут. Хочу дополнить и для зрителей, Дима, для тебя, так как я, ну, как бы все потасовки смотрел по поводу прошлой. Вот сейчас это представители клана Альфа, это команда Stubborn и Beyond, но на прошлой клановой потасовке с небольшими изменениями в составе команда Stubborn называлась Enemy, играла она под клантегом Hellheim, а команда Beyond играла под клантегом Beers, и команда у них называлась Aboba. И эти команды играли в гранд-финале. Да. То есть и там, по-моему, со счетом то ли 4-7, то ли 3-7 победили Бирс Абоба. Поэтому эти команды друг с другом очень хорошо знакомы. Ну, то есть Бейонды нынешние. Да, я еще раз говорю, есть какие-то изменения в составе, но это там до 30%, например, игроков. Это нормальная ротация, когда у тебя турнир раз в полгода проходит. То есть это было в августе 22 года. Сейчас на дворе у нас уже апрель 23-го. Понимаешь, да, как бы, ну, течение времени, замены, форма, какие-то там, ну, подводные камни. Ну, это естественный процесс, да, и в киберспорте тоже, и там, не знаю, в каком-нибудь футболе там трансферы происходят, игроки там меняют команды и прочее. То есть это нормальная практика. Но смысл в том, что вот тогда Боба как раз-таки верх взяли вот над Enemy, то есть тогда Beyond выиграли Stubborn. Но они также вперед. Но очень активные были игры, да, то есть прям совсем таких глухих позиционок. Ну, может быть, я не помню полностью все бои, сам понимаешь, но времени сколько прошло, это очень сложно, да, запоминать. Но темп был очень высокий, и даже вот в песне «Клановая потасовка», которая у нас используется, сделанная, да, вот командой танков, там какие-то вставки с моим комментированием были, и там тоже, так, эти контратакуют, эти вкатывают, то есть, ну, понятно, что это не единичный случай был, и, ну, понимаешь, это команды, которые умеют играть в танки, умеют здорово стрелять, и позиционка нужна тем, кто пытается выиграть тактически, компенсируя какую-то просадку. Этот не может принять решение, этот чуть хуже стреляет. Тут все настолько все умеют делать, что им намного проще, когда вот такой вот супер быстрый темп, чтобы заставлять ошибаться противника, который не способен этот темп поддерживать. Но не против Stubborn так можно. Но в противостоянии ошибаться. Понимаешь, это сейчас просто открываешь ники, смотришь, так, не, этот не ошибется, так, этот не ошибется. Дим, тут зачем мы это делаем? Тут оба коллектива играют вот по такому принципу, что делать все максимально быстро, потому что мы соображаем, а другие не соображают. И поэтому сейчас и Beyond, и Stubborn играют именно вот такое мясо, и мы не успеваем комментировать, люди не успевают воспринимать, а они все успевают, понимаешь? Но просто где-то чуть-чуть Stubborn оказываются лучше. Не знаю, в чем тут дело, случай, мораль, кто-то чуть лучше, кто-то чуть сильнее. Сложно сказать, но пока чуть-чуть, да, отсюда и 4-1, но... Чуть-чуть, 4-1. Не, ну слушай, во-первых, это финал верхний, и даже если сейчас Beyond понятно, что у них есть они шанс вниз еще подняться. есть в ГФ-ке взять Может, реванш? задача у них сыграть сегодня все-таки 3 матча, и за счет этого по разогрете быть. Зачем? Ну, то есть 2 матча сыграть, и на 3-м матче быть чуть более разогретым. Слушай, ну, не знаю, неоднозначная история. Мне кажется, в этой стадии понятно, что это не выиграет тебе клановую потасовку и не проиграет ее вот именно этот матч. Но это какая-то стратегия, понимаешь, не просто на этом это матч, а в целом на день. Пока что выглядит как стратегия на день. Ну, посмотрим. Я говорю, мне кажется, что все хотят, все могут, все на все рассчитывают. Просто пока чуть-чуть Stubborn где-то лучше, сильнее, круче. И их сетап для атаки. 2 ЕБРчика, 2 268-4, 4 объекта 2.6.0 и 7 чифов. Удивительно, что в атаке ни одного объекта 2.7.9. Это очень странно. Ну, а Бейонды берут тоже очень необычный сетап. Давай, Димон. Да, здесь целых 9 2.7.9. Если не ошибаюсь, 2 ЕБРа, 260, 2 чифа и интересный выбор Хэвик. На Нирыча опять. Но слушай, взяли ему что-то, что так быстро не гоняет. Да, на Хэвике сложно куда-то вкатить и умереть, потому что он не такой мобильный, и наоборот, он может настреливать урон. Плюс Хэвика здорово апнули, он сейчас крайне комфортен, и вообще я удивлен, что так мало Т-57 Хэви на городских картах использовалось. Да, там было пару заготовок от Альфы с 2 Хэвиками, мы это помним, там, ну, может быть, ты не помнишь, я видел. Один там Хэвик-чик, как ты помнишь, играл, когда как раз против Бейонда вчера. Там 5 с лишним тысяч дал на Энске. Но он дал в определенной позиции, то есть он простреливал ЖДшку. и ЖДшку, и
сдерживал как-то агрессию именно в городе. Слушай, очень интересное решение. Стабборны принимают решение подраться в городе, но при этом не имея ни одного 279-го, потому что, может быть, это такая обманочка в плане сетапа, что, мол, пацаны, мы сейчас поедем играть в вашу базу, оставляйте танки, а мы в итоге фулл мобильной техникой залетаем во дворы, забираем позиции, не пускаем 279-х. Очень необычно, крутая заготовка. Она пока не работает, но и пока бой не начался толком. Только-только бионды приехали, и у них есть какое-то преимущество по хп за счет того, что у 279-го просто больше хп. Но это все мелочи, пару тысяч, он уже их отыграли с Стабборном. Эти там пару тысяч. Никого не оставили на кемпе в EF9. Интересный выбор. Хотят это стенка на стенку опять бионд драться. Их сегодня фишка такая. Да и Стабборны тоже охотно в эту драку идут и выясняют, кто сильнее. Пока все ровненько. Для позиционки, как по мне, 2.7.9 поприятнее, чем там Чифы и 2.6.0. И обрати внимание на Нирыча, который Нирыча, сейчас... Да, тоже на него краем глаза смотрю, что будет давать в спину барабанчик свой, но его пока никто не кроет. Находит Нескви, раздает 3 выстрела, и очень неплохо Нирыч реализует свой барабан, но в ответ тоже пару пробитий получил. Там у Клоунс хорошая позиция, видишь, но его уже кроют. Но Клоунс будет выставляться еще, пытаться Ниру урон дать, наказать за этот барабан. Но там, видишь, там Штур контролит. Отлично. Ну, а им не особо, а Штур, да, хороший контроль с красной линии оказывает. При этом пока у нас нет ни фрагов, и размен такой ровненький, смотри, как интересно. Там закат идет в Анатолича, Релиан, Стомик и Сервер это делают. Толич хорошо разменяет, у него отличная позиция. Ну да, тут Силик, Беовульф, Вильф, Агрессив недалеко, и все они будут как раз-таки давать урон именно вот сюда, в этот двор. Но Релианс уже отправляет Силик в ангар. Мне кажется, что вот эта контратака в прошлом бою как будто для биондов она стала роковой, а сейчас как будто вот для стабборнов она будет роковой именно вот в этот двор. Хотя Силика и Толика удалось забрать. И Беовульфа, кстати, тоже. Очень важно для них, видимо, была эта позиция. Именно эти танки выбить. Теперь продолжают движение. Сейчас за Вильфом отправились. Как-то Вильф ошибся. Сейчас выставился, просто подставился. Да. Будучи двухшотным, в ангар улетел. Хотя Вильф это, сам понимаешь, какого уровня игрок. Вот, это мега, один из сильнейших игроков, мне кажется, вообще мира танков. И сейчас какую-то такую детскую ошибку совершил. Может быть, нервы, может быть, не знаю что. Но, тем не менее, пока еще все, непонятно, кто же. Даже у биондов мы видим небольшое, но преимущество по хп. Небольшое преимущество по хп, но те танки, которые у них как раз с этим хп, они почему-то не пушат, не танчат, не принимают на себя атаку. Вот только сейчас. И то это их пушат, они не пытаются как-то атачить и так далее. Тут сплит спину у нас Штырь. Ну там у Штыря очень хорошая позиция, он может и рандома добрать, и поехать в серверы, или вот просто ДПМить с Аэрокарда, с Ляхейном. Да, приезжает АИМ позитив, помогают Стайлу, и выходят здесь, будут Лупа фокусить. Луп, конечно же, будет отправлен в ангар, вопрос просто насколько быстро. Ну а следующий Ляхейн на очереди, судя по количеству хп. Да, по-моему, бионды забирают этот раунд, у них как-то так все хорошо, есть преимущество по хп, и вот этот двор сейчас с Аэрокарда и Ляхейна заберут еще плюс 2 ствола. Да, на тоненького, да, идет рубка, но бионды выглядят более результативными именно в этом бою пока что. Да, посмотрим, сколько, интересно, в итоге настреляет у нас Нир на этом барабане. Потому что он все еще живой. Просто держу в курсе. Опять не умер первым. Опять. Вот что значит живой Нирью, да, сразу победы. Какая плюс мораль для команды. Ну нет, у меня нет сомнений, что бионды этот бой выиграют уже. Тут уже, мне кажется, и доигрывать даже не будут стабборны. Поняли прекрасно, что в этой драке, не сказать, что, да, как-то на голову, равненькая драка. Ну вот, сработала ли вот эта идея с 2.6.0 чифами без 2.7.9 в позиционке? Плюс хп меньше со старта. Мне кажется, что идея прикольная, но обмануть не удалось позитива, и он не купился на то, что нет 2.7.9 и что надо оставлять технику на базе или даже на кемпе. Погнал всех в город и готов был к этой драке. И сам позитив, и его коллектив. Ну да, в итоге такая же драка, просто без 2.7.9 были стабборны. Говорю, это и хп меньше, там, по 300, да, там, плюс-минус. Но умножь это там на 10-12. Уже солидные там 3-5 тысяч, которые, в принципе, как хп там 1-2 танков. Но опять увидели такую атаку. В принципе, интересно получилось. Немножко они поменялись сторонами. И сначала атаковали Стабборн, теперь, сначала атаковали Бионд, теперь Стабборн. Через город тут атака. Пытались обмануть, взяли такой сетап, но... разменяли хайвей. Чуть-чуть не хватило, да. Разменяли хайвей. Ожидаемые, наверное, размены. И вот мы опять возвращаемся к первой карте, которую Beyond бесславно отдали 0-2. И вот сейчас счет 4-2. То есть две карты 1-1.
Ну, пример такой, наверное, ждали. А вот эти 2-0 на первой карте... Пока ломают немножко здесь планы, которые были у Бейондов. Сейчас им нужно как-то Но включать. согласись, мы уже сегодня говорили, что Рыбацкая бухта — это карта, на которой в атаке можно побеждать. И можно побеждать и в защите, и есть вариативность, и все сейчас в руках Бейондов. Ничего страшного нет. Можно забирать 2 Рыбацкие бухты, играть спокойненько финальный бой в финале верхней сетки на Химмельсдорфе на тайбрейке. И как раз-таки взять там реванш. То есть ничего еще не потеряно, не надо Бейондов списывать со счетов. И я это говорю не сколько тебе, потому что все прекрасно понимаешь, сколько нашим многоуважаемым зрителям, которые смотрят стримы, конечно же, ставят лайки, господа. Кто не поставил, надо поставить на ютубчике. Можно на официально, можно у меня. Помидор МСК каналчик называется, кто вдруг забыл. Вот. Ну, а мы что? А мы, конечно, наслаждаемся. Мы наслаждаемся. Вот такие, ну, подобные матчи — это восторг. Помните, я с чего начинал? Я это еще повторю в конце игрового дня. Но вот этот матч — это праздник. Вот за таким наблюдать одно удовольствие, скилл, решение, тактики, ошибки, анализы, там, над Нерью беднягой там подшутить немножко, да, все прекрасно понимают, что это там такие товарищеские, дружеские шутеечки, которые не несут никакой там агрессии, негатива или там чего-либо. Ну, это же всем понятно, правильно, что мы шутим. Так, конечно, немножко серьезность, там, тактики, зарубы, вот, танки, чуть-чуть какой-то такой легким вбросиком, не негативным абсолютно подразбавить, чтобы, ну, как-то, ну, блин, ну, располагает вот этот матч, он располагает каким-то шуткам, позитиву, подкольчиком, согласись, но он очень бодрый, очень активный, очень интересный, но при этом насколько квалифицированные команды, насколько уравновешенные, сдержанные, качественные, подготовленные, смелые, активные. Ну, то есть тут комплименты, которые хочется сыпать в направлении этих двух коллективов, что Стаббор, что Бейонд, они просто безграничные. Они, и не устанешь ты эти комплименты делать, но все равно кто-то будет победителем, все равно кто-то будет проигравшим, и все равно как минимум одна команда еще посражается в нижней сетке, а другая в гранд-финале этой клановой потасовки юбилейной под названием, собственно, 10-я. Хайвей завершен, Рыбацкая бухта, и на Рыбацкой бухте все может закончиться и в первом бою, так как по-прежнему у Стабборнов матчпоинт они ведут со счетом 4-2, ну а, собственно, если выиграют, как я уже сказал, дважды Бейонды на бухте, то будем смотреть 9-й решающий бой, да, на карте Химмельсдорф. И если честно, для кайфа, для красоты, для удовольствия хочется сейчас подтопить за Бейондов, чтобы они закрыли бухту. Взяли 4-4, ну а на Химках уже пусть сильнейший, там уже не важно. Но для этого нужно... Они опять поедут пушить, я уверен. Для этого им нужно 2 раза выиграть за пуш. Не всегда это возможно, когда ты против такой сильной команды выезжаешь в наглую, тебя все равно немножечко подперестреляют, по крайней мере, когда ты будешь за атаку играть. Не веришь? Пока вот из того, что видел, нет. Они не перестреливают вчистую, то есть они раз перестреляли на этом. Там перестреляли, там не перестреляли. Ну здесь... там 5-3, да? Но здесь, окей, 2 раза перестреляли. То есть сейчас они принимали пуш, и они взяли, приняли. Но не они ехали в атаку все-таки. Все-таки Стабборные агрессировали. Ну и сетап я отмечал, да, что нет 2-7-9. То есть решение интересное. Мне кажется, что вот, ну, как я сказал, да, повторюсь, что хотел обмануть. Пусть будет команда Стабборн хотела обмануть команду Бейонд. Давай не будем сейчас по никам, там неизвестно, кто принимает решение окончательное, да. И понятно было, и обмануться было легко из-за того, что есть вот эта группа мобильных, и что захотят через захват сыграть. А с другой стороны, смотря на тенденцию, смотря на течение матча, пока никто не пытается выиграть захватом. Пока никто не делает эту страховку, пока все хотят уничтожать танки. Zero тактик. Zero. Просто каких супер уникальных. Но, понимаешь, как-то все пока вот лоб-лоб. Хочется уже что-нибудь интересного, более умного, что ли. Ну, Рыббухта предполагает, вспомни вот красивейшую атаку от Альфы. Выбивание позиций важных, перетяжки, вот это хочется увидеть. Именно на Рыбацкой бухте. Причем в атаке начнут как раз-таки Бейонды. И Альфа может сказать: ребята, 4-2, комфортная история, но, может быть, мы чуть успокоим игру? Нам надо как бы в гранд-финал. Зачем нам еще с этой Альфой драться, которая замотивирована, которая готова, которая летит, которая придумывает? И, ну, Альфа очень непроходная, совсем непроходная Альфа внизу там вот ждет. Поэтому сейчас я уверен, что никто вылетать не хочет. Согласись. Я думаю, точно на этой стадии никто не хочет вылетать и хочет получить какое-то, по крайней мере, психологическое преимущество, уверенность, да, выйти с финала верхней сетки в гранд-финал. Хотя... Ну, давай смотреть. Бейонды в атаке. Я, с твоего позволения, начну с них. И у них очень интересное решение по Маусу. Эвил на нем будет играть. Также 2 Чифтейна, 1 ЕБР, 1 Стерва и 10 объектов 2-7-9. Это атакующая страна, это Бейонды синий цвет. Стерва, дробь, ЕБР из 7 и 11 объектов.
Оборона Стабборна, да? Да. Такой сетап. Ну, много 279-х, там 2/3 команды именно эти танки, что неудивительно. И что по раскатке. Стабборн не хочет отдавать центр, порядка 4 машин туда направлены. Ну и остальная команда плюс-минус поровну распределилась по флангам. Это и городская группа, это и группа, которая закрывает первую линию. Обращаю внимание, что Е3 нет ни у Бейондов, ни у Стабборнов, которые очень активно использовали многие коллективы именно на Рыбацкой бухте. Ну а Бейонды, в свою очередь, тоже насыщают центр. Там порядка 3 машин отправляется. И очень активно идут в город. Вот мы видим прекрасно, что здесь группа из 279-х, 6 танков есть, плюс Маус, которые что, сразу будут атаковать? Сразу стенка на стенка в городе? Ну, поверю. Маус приедет, когда свои уже отъедут. Уже залетает урон Spirit Fury. Знаешь, что напомнило? Бой в рандоме. Вот примерно так же разъезжаются. Кстати, да, реально в рандоме Твои ребята какие-то понеслись в город, сейчас просто стенка на стенку убьются, а ты где-то там в центре стоишь, пытаешься что-то настрелять. Да, по флангам. И говоришь, и орешь матом в чате еще, что ЛТ не светит, и какой он плохой. Конечно. Объясняешь, как бы ты бы светил. И потом ловишь бан чата за использование нецензурной лексики. А по-другому сопляк не понимает. Ладно. Интересно, да, акцент на центр. Не видим пока еще такого, чтобы за верхний респ команда полностью бросала линию, приезжала зато в 4-5 в центр. Интересная позиция. Видимо, будет такая позиционочка, активная, агрессивная, за обе стороны. Ментос так, кстати, ну не знаю, не то чтобы ошибается, но прям по лезвию ножа тут ходит на этой линии, засветиться сильно может... рискует. Да, сильно рискует. Непонятно, зачем это нужно ему, потому что его команда все-таки в обороне, но я уверен, что у Ментоса есть понимание. Это очень крепкий и очень опытный ебровод, который не первый год уже тоже на ябре рассекает на высочайшем уровне и имеет, кстати, по-моему, золотые кулаки в составе команды Торнадо, КПшки 2-3 назад. Я первый раз вижу, чтобы Beyond за сегодняшнюю игру, за сегодняшний матч, ну правильно... Не летели? Да, они просто развернули танки, по крайней мере 2. Это первый раз показывают. Ставки сегодня. Высокие, Дим. Да, теперь они поняли после второго матчпоинта отыгранного, вернее, после первого отыгранного, что надо бы, может быть, не лететь, может быть, надо все-таки сыграть. Но тут, видишь, Стабборн сказали, что мы не хотим вас пускать в поджим города. Они сразу выставили силы для отстрела. Да, то есть и из города саппортили, да, из центра, вернее, города. И из города, и из центра карты. Вот так вот. То есть было явно видно, что, ребят, ну давайте пушьте. Вы там что, 4 раунда подряд пушили? Давайте еще. Ну да. Ну оправдана вот эта осторожная игра от Стабборнов. Бейонды тоже все прекрасно видят, понимают. Там есть кому подумать, принять грамотное решение. И стягивают силы сейчас не полностью, но стягивают силы для укрепления первой и второй линии. Я хочу обратить внимание на семерку, если сейчас могут показать наши режиссеры. Если могут режиссеры показать семерочку, хотелось бы понаблюдать за ней. Почему? Потому что такая позиция вполне, ну, не то что часто, но иногда используемая, но, как правило, туда игроки отправляли именно Чифтейна. А сейчас здесь семерка и мобильность, башня, броня, там, да, лучше живет, но хуже стреляет. То есть вот, ну, знаете, многие зрители не совсем, я думаю, понимают зачем, но вот объясняю, он там стоит как такой активный крепкий светляк, который еще и урон может наносить за счет хорошей альфы, но он не сдерживает урон, вернее не урон, а атаку первой линии. То есть эта семерка, она обнаруживает, она живет, светит какие-то вот эти поджимы, но она не сдерживает атаку первой линии. А на первой линии это всего лишь 2 279 и стерва. Но мы видим, что оттянули с города танки Стабборны на А-линию и поставили такую, так называемую, мобильную группу, которая готова и в город стянуться, его принять, и, соответственно, укрепить первую линию. Вот там стоят, да, 279. Пуш по ней. Позитив, видишь, как капитан первым едет по первой линии. И много урона, на самом деле, в него залетело и от Дезерта, и от Стервы, и от второго 279-го команды Стабборны. Пока как-то вот эта атака у Бейондов не особо, знаешь, складывается. Не особо выглядит подготовленной, скажем так. Ну, согнали, да, но дорого немножечко вылетело, хорошо позитива. Второй раз, когда будут заезжать, тоже получится. Там Дезерта на каток, что ли? Его там на каток посадили и просто фугасами обстреливают. Да, тяжело ему. Но это будет все равно долго, время он выиграет, и фугасы закончатся рано или поздно. Ну и позитив тоже получает. Да, и позитив там на этих поджимах. Но смотри, всю эту мобильную группу все-таки Дезерта забрали, но это очень красиво, кстати, было. Вот эта вся группа с А-линии стянулась на первую, и запушить первую Бейонды, ну, объективно не смогут. Объективно.
Более того, я не исключаю, что Стабборны с огромным удовольствием и желанием контратакуют первую линию, если только Бейонды сблизится. То есть как только информация вот этого поджатого в квадрат D1 279 будет, что тут какие-то танки заехали в первую линию, кроме позитива, очень охотно Стабборны контратакуют. Это прекрасно понимают и Бейонды, но они могут Всё-таки сколько будет угодно. город. Они стянули, я так понимаю, на первый специально и пытаются уйти в город. Растянуть Стабборнов, да. Но обрати внимание на время. Еще есть Маус 3500 хп, который, кроме города, уже никуда не уедет. Вот они туда и собираются, уже другого варианта нет. Достаточно много танков едет почему-то в центр. Все понял, из центра они собираются в город. Ну, выход центра и города. Выход центра и города в 3 группы играют. Городская группа в упор, диагональная группа с центра в город и просто центр, выход вперед, поджим противника. Я думаю, все понимают, сейчас Стабборна будет перетягивать танки направо. Они нет, они атакуют наоборот первую. пушат. Окей. Тоже интересный вариант. Сейчас забирают 500 хп позитива, остальные убегут. Тоже вот вопрос, как они эту информацию получили? Решение принято из-за того, что Эвил на Маусе поехал? Ну да, вполне. Да, увидели Мауса и тут же 2-0. Но я говорил о том, что они стали в B1, было понятно, что... Да, я говорил, что они особенно охотно поедут пушить. И причем здесь кроме Аима-то и К5 нет никого. И я думаю, что продолжат эту атаку. Сейчас возьмут нужное количество танков. Ух, какой камера интересная была. Да. Возьмут нужное, знаешь, быстро. Ребят, будем туда-сюда смотреть. Ну а город в итоге как бы проносит Бейонды, но они едут в пустоту, потому что уже Саммер убегает, уже Ляхейн убегает. Поджим Дифа не принес результата. Томик хорошо зажил. Первую линию забрали Стабборны по ХП и за счет преимущество. этого контролирует центр. Да, так они, в принципе, и сейчас... Для этого он и нужен был. Они порядка 45-50% карты контролируют, а времени 3:30. То есть время уже, ну вот просто истекает. И я напомню, Стабборны при победе выкидывают, фактически просто выбрасывают Бейондов туда вниз, в нижнюю сетку. Таким нежным. Пинком, ну таким, знаешь, товарищеским, ну знаешь, ха-ха, друг, ты там... Такой-то, Редис, я тебя обыграл, ха-ха. То есть в таком ключе. То есть понятно, что здесь никакого негатива нет среди коллективов, но вот именно такое, знаешь, обыграть друга, обыграть своего товарища, это святое, да, потому что, ну, кто же круче, кто же, я круче, я. Но Ляхейна, тем не менее, словили здесь, отправляют в ангар Ланнистера, и я думаю, что ничего не остается Бейондом, кроме как атаковать А-линию, потому что времени, ну, совсем мало, меньше 3 минут уже. Кстати, первую линию не стали додавливать до конца Стабборны, вот не ошибка ли это? Там и в Мне итоге кажется, зря отдали, потому что можно было очень сильно отвлечь центр, потому что без центра эту карту довольно тяжело контролировать. Конечно, я тоже... Решили, что им времени хватит, и они спокойно примут. Сейчас Маус будет двигаться в сторону, наверное, круга. Ну да, втанковывать А-линию. Знаешь, что я думаю, Маус. Дим? Может быть, они побоялись... Во-первых, там было не так много техники. Во-вторых, может быть, они побоялись, что да, туда стянули силы Бейонды, что их там будет больше. То есть, поэтому вполне решение оправданное. И Бейонды, смотри, что делать? Они пытаются как раз сейчас контрпушить, но у них как будто бы времени не хватает на все это. Но 2.15, пока прям вот, знаешь, на тоненького по времени, теперь 30% карты. Тут нельзя ошибаться Бейондом. И все, один маневр, вот контратака первый, потому что стягивают машины с центра. Сейчас поедут два направления. А-линию душить через Маус со вторым таймингом, наверное, или первым. А, соответственно, параллельно с этим будут атаковать первую линию вот с выходом в Рейлиенса и дальнейшей атакой. То есть будут, знаешь, так вот с двух сторон, как стены во всяких фильмах с лабиринтами, знаешь, сужаются вот так вот. А линия будет так сужаться и первая линия. И в итоге все это сузится в вот этих 4 квадратах А1, А2, Б1, Б2. Но что сможет остановить? Кто там дернет за рычажок, чтобы прекратить это сужение? Сейчас посмотрим. Бейонды готовятся либо к последней своей атаке в рамках этого матча. Напомню, это финал верхней сетки клановой потасовки номер 10. Ну и включаемся, поехали. Реленс, кстати, успел оттянуться. Сайрокард первый стоит на приеме. Его, конечно же, надо убивать. Какая-то пока не очень подготовленная атака. К5 получает весь залп, хотя, по идее, это должны делать объекты 279. Анатолич, в принципе, не вкатывает, но это объяснимо. У него всего лишь 700 хп. Нирью, агрессив и кто-то там еще, Силик, это вкатывает. Сайрокард по-прежнему живет. Неплохой размен. Есть стерва, есть группа 279. Надо быстрее добивать Сайрокарда. Долго он живет, очень долго. Правда, он не пробивает двушотного агрессива. К5 умничка зажил. Атака продолжается. Немножко подтапливаю за Бейондов, потому что хочется еще больше этот матч посмотреть. У Рейлиенса 300 хп. Он должен сейчас отправляться в ангар. Укрепляют первую линию Стабборны. Они сейчас будут здесь также рубиться. Нет какого-то преимущества ни у красных, ни у синих на первой линии, но несколько шотных машин у Бейондов. Если их заминусить, то тогда Стабборны выиграют и попадут в гранд-финал. Но, несмотря на это, отправляют в ангар Клоунза. Нескви точен. Apple тоже точен. Отправляются в ангар и Силик, и Нирью. Здесь первую линию уже никак не выиграть, потому что у Нескви замечательный запас прочности для этого боя. У Бейондов 4000 хп. И как будто бы все. Начинаем потихонечку успокаиваться, потому что
Абсолютно заслуженно. 15 секунд до конца боя. Команда Stubborn из клана Альфа в не самом простом, но безумно зрелищном матче одерживает победу. Не на клановой потасовке, вернее, в рамках клановой потасовки, но не на всей. И еще Альфа Stubborn будет вынуждена отыграть что? Гранд-финал, в котором она встретится с победителем пары Beyond Альфа. И этот матч начнется совсем скоро. К сожалению, забыл, во сколько конкретно. Сейчас мне подскажут в ушко, я скажу. Ничего страшного. Ничего страшного, мы сейчас озвучим. Но смысл в том, что в этой прекрасной зарубе команда Stubborn одерживает победу и отправляет Бейондов в нижнюю сетку. Ну а большой компьютер говорит, что в 18:30 следующий матч у нас, ну так, прилично времени. Больше, есть время на подготовку. Больше часа. Есть время на подготовку. Бейонд чуть подуспокоились. Выдохнуть. Да. Это, на самом деле, это хорошо, что для них это хорошо, что есть время. Может быть, там... Ну, у нас тоже есть чем заняться. Там и своя наша игра, там все в порядке. Там. Карина рвется в эфир, уже сидит, уже руки потирает, говорит, хочу, сейчас там всем все сказать. Вот. Ох. Немножко надо там нам сейчас, так знаешь, подуспокоиться самим, потому что матч был очень зрелищный, но я убежден, что противостояние Бейондов и Альфы будет менее активным, не менее интересным, не менее интригующим, но менее активным, потому что все-таки, ну, справедливости ради, Бейонды в личный скилл посильнее будут немножко, чем Альфа. Но сегодня не было это сильно заметно, что Бейонды, в принципе, сильный по скиллу как-то, ну, не было преимущества большого. Вчера, пожалуй, да, отправили их уверенно в сетку лузеров. Ты про Альфу обычную говоришь? Да, про обычную Альфу, да. Но сегодня как-то Бейонд не похож на тех, кто именно по скиллу сильнее. Понимаешь, сегодня как-то они такие блекловатые, немножко такая версия себя. Вчера они собрались после 0-2 и именно перестреливали. Были лучше, были где-то удачливые, более такие, ну, было видно их преимущество. Сегодня как-то не выглядели такой командой, которая именно выше на голову, понимаешь? Ну, они не выше на голову, чем Альфа. Я это ни в коем случае не говорю. Я просто считаю, что Альфа... Ух ты, вредина на стерве 7300. Будьте любезны, господа танкисты. Оформили. Но он центром много урона дал. Он по первой линии много урона на размене дал. Он, в принципе, достаточно профильно на стерве отыгрывает уже не первый раз, мы это видели. И хорошую мураванку от вредины. Ну, это, в принципе, хороший, очень опытный игрок. Там уже 500 лет в данном коллективе играет. Вчера он тоже на ПТ отлично настреливал. Да, тут как бы неудивительно. Вот, так вот, я продолжу мысль, что, по моему мнению, Бейонды все-таки чуть-чуть по скиллове, чем Альфа. И Альфа не захочет играть вот на таких встречных курсах, как это сейчас делали Stubborn. Хотя с Stubborn это принесло результат, но мне кажется, Альфа, знаешь, она будет балансировать. Там, где она будет чувствовать уверенность или преимущество, она будет вкатывать, драться. Это не значит, что Альфа сейчас закроется, забьется и будет сидеть там как ежик в клубочке, понимаешь? Нет, ни в коем случае. Но Альфа будет сейчас искать для себя выигрышные тактики, позиции, сетапы, раскатки и так далее. Мы обязательно еще поговорим о картах там и так далее. Сетка на ваших экранах. Stubborn уже минимум топ-2, но объективно они здесь ни на какие серебряные кулачки, да и даже на золотые на самом деле не рассчитывают. У них там все уже есть и там с 3 изумрудиками, или как там они называются, бриллиантиками. Еще кулачков. Им хочется просто выиграть 1 000 000 рублей, просто выиграть статус чемпиона, просто выиграть, не знаю, уважение зрителей, просто выиграть, потому что это чемпионы там по своей натуре, по своей, ну, это лучшие, да, там, одни из, ну, из представленных, тут 3 лучших коллектива. Такое доминирование вот этой вот альфочки, конечно, выглядит все забавно, но как есть. Как есть, это нам выдали расписание на сегодня. Ну что, впереди у нас, кстати, знаешь, что еще хочется сказать? Что БО7 в финале нижний. То есть там времени на раскачку не будет. Я сейчас карты тоже не помню. Да, если ты опять начнешь 0-2, то так можно и вылететь. Ну, то есть Бейондом нельзя раскачиваться будет. Да, вообще нельзя. Второй день они так себя ведут, немножко... Себя так ведут? Да, в ранге кого? Фаворитов. Мы фавориты можем 0-2 себе позволить. Вчера они отыгрались. Было время, было, да, Best of Nine, и они отыгрались, 5-3 выбили. Отлично, здорово. Сегодня не хватило. Что-то пошло не так. Опять начнут 0-2? Не думаю, что начнут 0-2, но мы к этому вернемся. Давай пока у ребят спросим, как они тут вообще... Все. Ребята пока еще там готовят кое-чего на сегодня, пока они еще... Там Костик мне показывает пальчиком, что нет, Тёмыч, мы пока тут еще технически организовываем. Ну а что, от нас что могу сказать? Что сегодня у нас помимо матчей
у ребят подготовлена всякая движуха, поэтому рекомендую в перерывах ребятам особо, кто любит всякие активности, не расходиться. А по поводу каких-либо прогнозов и по поводу своих каких-то симпатий, вновь это повторю, что сейчас вот, когда будет матч Бейонды против Альфы, вот я немножечко буду подтапливать за Альфу, во-первых, потому что считаю их аутсайдерами. Ну, не там пипец, конечно, какими, но немножечко, да. Ну, не аутсайдеры, а андердоги такие. Ну да, андердоги, немножко да. недооцененная команда, которая очень много потратила времени на подготовку, это видно. И очень замотивированы. Они не выиграли еще И не выиграли, особенно. ты тоже хотел сказать, без ярких побед. То есть вот я буду Да, им подтапливать за хочется Альфу. показать, что они не топ-3 в своем вот этом клане на этом ивенте. топ-1 там, да? Они хотят показать, что они не просто так. Да, и еще, знаешь, что хочу сказать? Вот эта супер-мега-афиша Стабборн против Бейондов, она заслуживает гранд-финала, но согласись, если даже Альфа обыграет Бейондов, мы не сильно расстроимся, потому что мы посмотрели прекрасно сейчас финал верхней сетки, и вот их противостояние мы увидели, и, ну, как бы победил сильнейший на данный момент. Согласись, но тут никаких не было. Победа с Табором выглядит абсолютно заслуженно. Можно Абсолютно. поздравить с выходом в гранд-финал. Они были лучше, спокойнее, увереннее, не побоялись играть на встречных курсах и, более того, были сильнее именно в этом элементе. Да, То есть они были подготовлены и сильнее. Ты отмечал, Дим, что они принимают лучше точечные решения. Да, именно на Химках. На Химках. Вот тебе плюс 2 очка как раз с Химок. Да, да. То есть остальные карты 1-1. И здесь, может быть, тоже был бы 1-1, но мы этого не узнаем. Ну, уже и не узнаем, да. Ну, в любом случае, говорю, я ни в коем случае... Я, наверное, расстроюсь только при раскладе, если сейчас Альфа выдаст матч жизни, выбьет Бейондов, но настолько свои ресурсы израсходует, что придет на гранд-финал, выдавшимся, и там просто какой-то в ноль. То есть вот такое было, вот я как раз вспоминал про Астралисов, там пару КПшек назад, когда я говорил, что они выбили Корм в полуфинале, вышли в финал сенсационно. И 0-5, да? И 0-5. Они вообще просто настолько без зуба сыграли тогда вот с Мерсимоник, ну, условно, со Стабборном нынешним, что... Причем Астралисов никто ни в чем не обвинял, ну, может быть, кроме болельщиков Корма, потому что мы понимали, что Корм точно бы, тот Корм, да, дал бы бой, это был бы интересный гранд-финал. А так у нас очень яркий, мы просто там, говорю, рукоплескали в полуфинальных матчах, но гранд-финал получился блеклый. И вот история про то, что Бейонды против Стабборна в гранд-финале будет очень ярко, я не сомневаюсь в этом. Это будет новый матч, все перезагрузятся, и, возможно, Бейонды возьмут верх. Если Альфа обыграет Бейондов, то тут будет очень сильно зависеть от того, как они обыграют Бейондов. Вот еще раз говорю, если это будет тайбрейк, они выдадут просто матч жизни и выдохнутся и эмоционально, морально и так далее, но выиграют, то есть риск, что они на гранд-финал придут истощенными и физически, и эмоционально, и не смогут показать ту игру, которую должны показывать. Но здесь и проблема хочешь, чтобы они просто реванш взяли за вчера. Альфа? Да, очень хочется, чтобы они увереннее еще сыграли. Не только на первой карте, но и во всех Слушай, ну а исходя из каких-то личных знакомств, то есть там Толик, есть Биовуль, с которыми ты там, ну, я думаю, в дружеских отношениях находишься, у тебя нет вот какого-то там такого желания подболеть за Бейондов? То есть ты все-таки больше рассматриваешь не личное, а историю команды какую-то или как? Или тебе симпатизируют обе команды? Ну, то есть какая логика? Безусловно, обе команды симпатизируют, как будто бы Альфа более серьезно относится к данному турниру, больше хотят победить. Клан ты имеешь в виду? Или Альфа как команда? Альфа-команда, конечно, да, потому что они еще такие голодные по победам, и видно, как они хотят победить. Эти ребят, поехали вперед. И вот так вот 5 раундов подряд. Ну, то есть, когда ты хочешь выиграть, ты сначала подумаешь, хотя бы один раз там отмеришь, хотя бы 2 раза отмеришь, но того, чтобы ни разу не отмерил, сразу поехал вперед, ну, не выглядит это игрой на победу. Игрой с головой это... Надо наказывать за такое, правильно я понимаю? Логика. Мне хочется, чтобы чтобы команда, ты хочешь, чтобы Толика наказали и Бибу? Он конкретно за это, возможно, даже строго. Я согласен с Делюксом, потому что чувствуется рвение к победе. Вот, ребята, они готовы. У нас, кстати, карты будут Утес, Песчанка и Рыбацкая бухта. Best of 7. И будет у нас матч-реванш, получается, верно? Да. Ну что? Ребята, а насколько, кстати, может вообще на будущее сыграть тот факт, что у Альфы, у команды, все-таки было чуть больше времени, чтобы передохнуть? И чем, кстати, вот Делюкс у тебя, как у профессионального киберспортсмена бывшего, чем вообще команда обычно занимается в перерыве? Пересобираются, готовятся или просто отдыхают? Ну, как правило, едят, что-то ржут, как ошибается противник. Вот, в основном так вот. Но самое главное, на самом деле, не смотреть бои
других команд, потому что это совсем не важно. Важно, как ты сыграешь против своего противника, как ты сыграешь именно свою игру. То, что там подсмотришь, можешь посмотреть какие-то конкретные позиции. Вот. Самое главное, что это отдохнуть, это свои какие-то установки на бой еще раз освежить. Вот. Это командир может там смотреть, что-то придумывать, подсматривать и так далее, потому что ему принимать решение, что делать в данной ситуации. Где-то рискнуть, где-то, наоборот, не рисковать. Вот. Самое главное, немножечко отдохнуть, прийти в себя и настроиться. Это всегда очень важно. Потому что когда команды равны, когда все знают, кто кого чем может увидеть, главное вот этот настрой, вот эту уверенность в себе, на победу, что надо свои лучшие качества продемонстрировать, вот это самое важное. Да, И поесть обязательно. Сейчас посмотрим, чем на самом деле бионды занимались в следующем. Мораль решает, очень решает. Ну что, мы Более отпускаем всего лишь ребят, час да? остался у них для подготовки, поэтому, может быть, они сейчас кто-то поссорится, кто-то как будто что-то скажет, а вот ты там поехал, не попал, не Ну, пробил. для биондов это хорошо, что у них есть вот это время, этот запас, чтобы именно перейти в себя, перестать, там, что называется, ладно, ругаться, да, и просто показать свою чемпионскую игру, и показать, что не просто так прошлый турнир выиграли. Верно. Ну что, отпускаем теперь вас отдыхать? Или еще нет? Да, отпускаем. Ребят. А у нас сейчас розыгрыши, готовится да? наша игра, но перед этим мы сделаем розыгрыш. И разыграю в этот раз я Bofors Turnwagen, и может быть даже 30 дней прямо. Это я подумаю. Ты сегодня щедрый, Константин. Мне кажется, вы иронизируете. Да, почему же? Ну ладно. Пока Костя готовит розыгрыш, напоминаем, что вы тоже можете поучаствовать в конкурсе, если вы смотрите наш стрим, наш турнир как-то необычно, в компании друзей, а может и подруг. Вот. Животных, котиков нам уже наскидывали. Вы можете делать селфи, как вы нас смотрите, как вы болеете за свои любимые команды, за своих любимых игроков, и отправить эту фотографию в комментарии под постом в ВК с трансляцией, да, по которой идет прямо сейчас. Да, там уже ребята скидывают и скинули первые работы. Возможно, в этом включении мы и посмотрим их, кстати. Вот сейчас прямо после розыгрыша и посмотрим. Попросим вашего дорогого большого компьютера включить. Давайте фотографий. Сейчас розыгрыш. Поехали. Я готов определять победителя. Пускай выведут меня на экран. Не меня, а мой компьютерчик. Ну и так, вот сейчас мы узнаем, кто станет обладателем Bofors Turnwagen. Ты бы захотел бы стать обладателем? Слушай, я на нем, честно говоря, давно не играл. Правда. Ну что это такие за вопросы, Владимир? Это же вот тебе просто халява же, лайк. В любом случае. Да, в любом случае, конечно, хотел бы. Хотелось бы, да. Именно. А давай зачитаем, Константин. Карина, ты меня подталкиваешь к чему-то. Хорошо. Алексей Морозов, Дмитрий Воронов, Леонид Матвеев, Артур Савченко, Александр Дорофеев, Дмитрий Суфрадзе, Николай Романов, Алексей Меший, Мухаммед Магомедов и Николай Деникин стали обладателями Bofors Turnwagen. Ребята, напоминаю, что вам нужно сделать. Это надо написать нам, либо мне, либо Юрию Масевичу в личку свои никнеймы. Ну, а мы также опубликуем в понедельник список победителей. Отдельным постом ВКонтакте у нас будут подписаны ваши странички, и вы можете убедиться в том, что вы действительно выиграли, написать нам свой игровой никнейм, желательно без ошибок. Еще хочу напомнить, что у нас идет стрим на Trovo, и на Trovo, если вы смотрите наш стрим, то вы можете получить лутбокс, который будет содержать какое-то имущество. Ну, наверняка это будет, да, приятным бонусом к тому, что у вас уже есть в ангаре всякие расходники и так далее, и так далее. Все зависит от времени, которое вы провели на самой трансляции на Trovo. Ну это же не сложно. Смотришь, классные катки, бодрая танковая Рубилова. Очень просто. Выигрываешь плюшки. Подумаешь. Не нужно, Костя, ну что, напрягаться. дни танкового према еще разыграем? Хочешь? Давай. Конечно, хочу. Дни танкового према. Да. Хорошо. Ты пока сохраняешь, я отвечу на один из самых популярных вопросов в чате, когда показывают нашу развлекательную студию. Друзья мои, это не хромакей, это такие колготки. Вот видите, я шевелю ногами, никто ничего не втречивал, колготки не порвались, вот. Все в порядке. Сегодня, как никогда, очень много комментов по этому поводу. Так, я готов 30 дней према разыграть. Каждому участнику по 30 дней према. Итого, получается, сколько дней? 300. Сколько? 300 все. Ну, вы хорошо считаете, Константин. Да, математик. Так. Добавить. Давай, крутите барабан. Крутим. И сейчас 300 дней према улетят кому-то
кому-то в ангары практически. Что, фотки будем смотреть? Обязательно. Будем. А ты, кстати, уже рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы получить внутриигровое имущество? Да, рассказал. Ну, хорошо. Рассказал. Давайте зачитаем фамилии снова. Евгений Любимов, Артем Кащенко, Муслим Асилбеков, Александр Хмыльнин, Иван Воробьев, Александр Пименов, Александр Ковалев, Юра Володин, Дмитрий Майя, Алексей Шелудченко. Поздравляем! 30 дней премия Поздравляем вас, уезжает ребята. на ваши аки. Как я уже говорил, Да. никнеймы мне или Юре в личку отправляйте. Прем-дни свои получаете. Все просто. Стихами заговорил. Несложно. А мы пока напоминаем, пока ждем наших участников нашей игры, да, о том, что мы играем второй раунд сейчас. Да, до начала самые новые следующего вопросы. матча. Такого вы еще не видели. У нас Там, новые в темы. Ютубе тем более. Однозначно. Да, там у нас интересные У вопросы. нас новые темы, Необычные. новые вопросы. Для тех, кто только к нам присоединился, мы напоминаем, что есть 6 категорий. В каждой по 5 вопросов различной стоимости и сложности. Вот. За 100, соответственно, баллов будет самый легкий вопрос, за 500 баллов вопрос посложнее, такой с заковырочкой. Вы, кстати, в чате тоже можете писать ответы на ваши вопросы, так как трансляция у нас идет с 10-минутной задержкой, ну, для того, чтобы, Но мы все видим. да, матчи проходили честно. Чтобы не было всяких подстав и прочего. Да, но мы все видим, все читаем, вы очень активны, мы вас за это благодарим. Да, пишите ваши реакции, как вам наша своя игра. Ну что, мне тут подсказывают, Приятно видеть, что... как люди быстрее, чем стримеры угадывают. Да, да. Что, вот эти тупые, не то что мы. Ну что, уважаемые... О, вот и они. Наша тройка игроков. О, Второго раунда. посвежевшие. Привет, ребята. Загрузившие роурутеры. Роурутеры. Говорит, А вы приятно нам- видеть, как люди быстрее стримеров угадывают. Ну да, стримеры не люди. Комментаторы. Это, знаешь, это наоборот, наверное, как типа выше, да? Не в обратную сторону. Сверхчеловек. Ладно, все, я прекращаю себя закапывать. Камаз, давайте. ты у нас в чате написал, что ты смотришь КПшку. Что тебя прям затянуло. Да. Неужели ты, как я, болеешь за я Альфа-Альфу? 4 матча. Я первый раз видел, как игрок утопился. Для меня это, честно говоря, в рандоме только видел. Где-то не дотренировался, получается. Может, бассейн надо. За какую команду ты Рука подтапливаешь? соскользнула с клавиатуры, наверное. Я болею за Альфа, Бейонс, там, Ваня Беовульф. Ему А. привет и удачи. Ну что Крутяк, ж. крутяк. И Алена, Оскар, вы, я так понимаю, отдыхали. Изучали Да. карты. Алена с Фрим Мы запускала. играли в танчики, ну я, по крайней мере. Да, Вот, да. развлекалась там в рандоме. Я рассматривал Черчилля Ганкарича. Все-таки Очень решился на симпатично. обзор, MS1, да? получается, да? Ну мы ждем. Так, ну что ж, мы ко второму раунду подошли со следующим количеством очков. Оскар Гейминг 3650 очков. Эллен Лей 5600 очков. Ого, ничего себе. Заявочка. КамАЗ на танке 2800 очков. Вот так вот. Ну что, время камбэка большого. Возвращения в игру. Ну что, Так, смотрим дорогой тему второго компьютер. раунда. Внимание, темы. Секретный код. Ух ты. Пиксели. Животные в мире танков. Словарный запас танкиста. Да или нет? И стримеры. Внезапно. Вот И такие у записались нас немножко. категории. Оскар, Интересно. Оскар, как Да-да, тебе категория? да-да. Какая тебе нравится больше всего? Вот мне Я, понравился наверное, «Да даже или знаю. нет». Словарный запас. Так. Ну и животные в мире танков. Вот эти Это вот мой три категории фаворит, мне это мой понравились. фаворит. Мне А кажется, какая иногда- категория кажется самой сложной? Мгм. Так, кто выбирает? А какая, Какая самая категория сложная? самая сложная, говорю? А, какая? думаешь? Я думаю, «Да» или «Нет» будет самое сложное. А что вы думаете, животные в мире танков? Что таится за этими табличками с очками? О ком идет Ну, речь? У нас А есть танки, техники, такие естественно. как леопард и так далее, поэтому я думаю о технике, да. КамАЗ, Хорошо. ты как думаешь? Мне кажется, вот там какие-то вопросы про рака Валеру будут. Хорошо, вот Ребята, и узнаем. кстати, пока мы не начали выбирать вопросы, мы тут посовещались, и, так сказать, Константин со своей легкой руки Ну. решил. Сказав о том, что Эрленберг, тогда, когда этого не нужно было говорить, посмотрев свою шпаргалку, решили всем вам выдать эти самые очки, которые Ну как были всем, заработаны. Оскару и КамАЗу. Оскару и КамАЗу Алене добавить. выдали уже, да. Добавить, да. Алена уже получала, поэтому мы вам сейчас докинем. Ну, это справедливо, наверное, будет. Да, Да. закинем по 400 Мы- очков. Мы же не стали возмущаться, потому что, ну, чтобы Да.
Не портите себе. Все, мнение. да? Все работает? Да, Справедливо. Все, все на своих местах. Ну что, КамАЗ, пожалуй, ты начнешь. Давайте, стартуем. Да, у меня меньше всех очков. А нет, я бы подождите, может хотел быть, мы сперва поговорим про категории и расскажем, что же за ними таится, а то мы Ну, сейчас давайте, покажем вопрос. давайте, чтобы потом не было никакого сумбура, у нас и суматохи. Секретный код. Мы взяли всеми любимые смайлики, эмоджи и тому подобные вещи и зашифровали различные что-то в игре. Оно все разное просто. Там танки, да, есть у нас, только. и не только. Да. Нужно будет угадать, что это. Пиксели мы взяли всеми любимые режимы, танки, там все ж подряд есть. И Картинки. сделали 4К Full HD качество из них, но на самом деле нет. И нужно будет угадать, что это такое. Животные в мире танков — это... Тут все просто. Тут все просто. Давай не будем спойлерить, пускай ребята еще думают о том, что... Хорошо. Словарный запас — это различного образа терминология. Да, просто описание вам нужно назвать термин. Да, угадать точнее, что это. Да или нет — это факты из игры. Немножко необычные. Правда или ложь? Обычные. И нужно будет сказать, да, это так, нет, это не так, ну и так далее. Ну а стримеры, да вы сами стримеры, Да. в принципе. Что тут про вас говорить? Рулетка как бы. Ну что, Своего рода. поехали. КамАЗ, выбирай первую категорию. Давайте не будем нарушать традицию. Вот За очень 300. хочется посмотреть рубрику «Секретный код за 300». Секретный код за 300. Продемонстрируйте нам, пожалуйста. Давай дадим буквально пару секундочек, да, ребята? Да. Глянуть. Ну что, время пошло? Время? Это карта Хайвей. Ну, вот это так. Ну, это сразу все, Нормально. Алена так с легкой руки. Просто Хайвей. моментально. Ну, знаете, смерч, про который как раз Да. Сережа Да-да-да. упомянул. Именно там есть Это торнадо. Все, смысл понятен. Смысл понятен. А можно, всё, можно вопрос? всё. Это все-таки какая-то фраза должна быть или Нет. одно слово? Допустим, Это карта Здесь может может быть что угодно. Класс техники, танк, что-то... Но одно слово. Ну, нет, или два. нет. Одно-два. Это не предложение ни в коем случае. Да. Не предложение. Мгм. Всё, А можем понял. попросить наш уважаемый компьютер нам после того, как показывает правильный ответ, чуть-чуть подольше его подержать? Да. Спасибо. Да, давайте тогда мы за категорию за 300 начнем открывать. Ну, поехали. Следующее пиксели за 300. Пиксели за 300. Покажите нам картинку. Время. Время. Ой, я знаю, что это, но не знаю, что это. Оскар. Шаротанк, как он назывался? Гравитация вроде бы режим. Шаротанки, да. Ротанки есть 360. Да? Но я тогда На еще 12 не играла. апреля, да, было? Плюс 300 очков в твою копилочку. Ура! 12 апреля, да, было событие Да, космоса? на День космонавтики. По-моему, по Луне они катались, если не ошибаюсь. Да, там была луна, кратеры, там можно было подлететь резко в небо. В общем, там было забавно. Вот веселый режим. Ну да. Оскар, выбирай пока Вот следующую категорию. Интересная категория. Словарный запас танкиста за 300. О, Отличный выбор. словарный вот так запас танкиста за 300. Ну-ка. Урон от взрывной волны и осколков осколочно-фугасного снаряда. Как это называется Время. в игре? Оскар. Сплэш. Реакция там буквально Да, на я долю говорю, секунды появилась. Еще Ой. у нас даже не появилось. Просто не успеваем. А теперь Очень мне подкручиваю, да, ловко. отлично, отлично. Роутер перезагружен. решает. В порядке. И чё? Идем дальше. Идем дальше. Да или нет 200. О, вот сломал так. систему. Поехали. Покажите нам, пожалуйста, вопрос. КВ-5 самый тяжелый танк в игре? Да или нет? Время пошло? Маш Нет. подсказал головой только что. Нет, а какой самый тяжелый, как ты думаешь? Маус. Именно так. Да? Неплохо. Плюс 200 Так. очков. Гениально. Я тоже так думаю. Ну что, идем дальше. Кто что выбирает? Идем Оскар. дальше. Мгм. Что вам интересно? Хорошо. Животные меня интересуют. О, за ну, 300. наконец-то. Вопрос с подвохом, как говорится. За 300, я надеюсь. За 300, естественно. Кто летает над затерянным городом? Время пошло. Так, ребята, ну, это явно сложно. что-то, что Я был- летает. Да. Это птица. Очень гордая. Ну, КамАЗ? если очень гордо, орел. Именно так. Покажите нам, пожалуйста, правильный ответ. И И картиночка у нас еще картиночка у есть. нас должна быть. Я по подсказке. А где Нету картиночки? картиночки.
Картинка исчезла. Улетела картиночка. Компьютер ее всё. съел. Улетела вместе с орлами. Вместе с орлом улетела картиночка. Ладно, она должна была быть, но что-то не пошло. Что-то пошло. А я думаю, мы в супер игре потом покажем. Он да? улетел Да, просто. мы потом Мы через можем матч показать, покажем. Не проблема. Да. Идем дальше. Так, я. КамАЗ, выбираю, да. правильно? КамАЗ. Ну, давайте стримеров чекнем за 400. Стримеры за Примеры за 400. Профессиональный киберспортсмен, телец, 26 лет, ведет здоровый образ жизни. Вы знаете, там сейчас не хватает номера телефона. Так, знакомство в газете. Время, Так, ребята. Кто это Вредных такой? привычек. Время пошло. Без вредных Прям как привычек. конкретно для знакомства. Ездить с отцом на рыбалку. О, семьянин. Семьянин. 26 лет. Если бы не без возраст, вредных я бы привычек. сказала клумба. Нет-нет, есть еще, говорят все, что брат у него есть. Стример по танкам без Очень вредных похож на привычек. него. Кого? А есть такие. Ну как, есть Это варианты? невозможно. Есть хоть какие-то варианты или совсем нет? Кто у нас может вести здоровый образ жизни? Кому Никто. 26 лет? Вот так. Ну ладно, давайте посмотрим правильный ответ. Это Никита Шотник. Шотник? Ух ты. Да-да-да. Точно, он же на рыбалку ездит, господи. Да-да-да. Вот вспомни я об этом Карина раньше. подсказала все как раз, да. Просто какой-то парадокс. Ездит на рыбалку и ведет здоровый образ жизни. Это как? А вот Это так. вот рыбу Я- ловят, понимаешь? Я не вижу параллелей. Не, ну, как будто я на рыбалке не был ни разу. Я не знаю, что там происходит. а как Что у тебя Это тебе не в происходит? магазине покупать, это тебе не в магазине покупать. Оскар, а как ты на рыбалку ездишь? если Расскажи бы- нам. Мне стыдно об этом говорить, но очень весело. Только в категории 12+, пожалуйста. Поэтому не могу сказать. Ну, судя по Знаете, улыбке если бы Оскара, истории там подсказка- веселые. Если бы Рыбалочка. подсказка была про Сказать лыжи, я бы вот угадал точно, потому что я у Никиты Шотника интервью брал, и он говорит, что у него разряд даже по лыжам. Да, А да, вот да. видите, как спортсмен получается. Ну, категория за 400, Ничего второй себе. раунд, финал. Ребята, вопросы будут сложные, с подковырочкой. Ну да. Мгм. КамАЗ, да? Продолжаем. Я же ответ, Продолжаем. да? Ну, давайте чуть полегче тогда, за 300 стримера. Стримеры за 300. Родом из Нижних Лютиков, обладатель высококачественного скилла и уникального, в некоторых случаях, бархатного голоса. Внимание, кто это? Время пошло. Константин, подсказывайте. Нет? Оскар? Зачем подсказывать? Ну, кто у нас из нижних лютиков? Это Кто у нас? Сяся, уши лезвия, ликвидатор. Есть такой товарищ у нас. Всё правильно. Брат его оттуда же. Ну да ладно, поехали дальше. Оскар? Я. Да или нет за 300? Я думала, когда ты сказал я, ты сейчас начнешь петь песню Макса Крыжа. Так, прости, Да еще или раз. нет за 300? Да. Пожалуйста. Полный боекомплект специальных снарядов на Т-2ЛТ стоит почти 1 миллион серебра. Да или нет? Время пошло. Время. Время. Где у нас там? О. КамАЗ? Да, да, это так. Сегодня, кстати, на стриме у меня был челлендж на там 4 фрага, соответственно, в песке на 3-м уровне. Вот, я джедая выбрал, а мне сказали, что как раз вот есть такой танчик, на котором ты можешь миллион почти потерять. Это, Обалдеть. уважаемые Это было коллеги, потрясающе. друзья, Падение просто. сценарий сливает второй, третий день подряд. Подкруточная. Пожалуйста. Играть не подкруточная. Верно. 2400 снарядов, которые конвертируются в 960 тысяч по 400 за штуку. Катайся, не хочу, как говорится. Ладно. Спасибо Катайся. Володе Егорову. Не хочу. Ну вот Кстати, именно. награду за челлендж он отдаст мне 15 числа, О, после аванса. вот видите как. После аванса. Так, ну что, Это было хорошо. Ну что, КамАЗ, давайте идем слова, дальше. слова на запас за 400, танкист. Поехали. Ух ты. Покажите там. Нерационально действовать с какой-либо целью, важность которой сильно преувеличена. Сыграть чрезмерно агрессивно. Как это называется у танкистов? Время пошло. КамАЗ? Ну, давайте я рискну, конечно, потому что мне надо рисковать. Упоранство. Да, упороться. О, сливает. Скажите нам правильный ответ. Упороться. Хорошо, что я думал бычинг, бычить, ну ладно. Ну, неплохо, неплохо. Вот, а вот так у нас... Бычить это нерационально играть?
Ну, нет, ну, какую-то обычно знаешь, что делать. Наоборот, да. Есть на что-то. На что? А есть вот, да, знаешь, совсем, вот как сегодня упоролись в воду и слили просто одну машину. Бывает всякое в жизни. Итак, продолжаем. Давайте попробуем животных в мире танков за 200. Животные в мире танков за 200. Да. Кто роется в мусорных баках на хайвее? День хайвея сегодня. Не бомжи. Время. Время пошло. Что это за животное? Оскар? Не успел. Это енот. Правильно. Именно так. И не один. Уважаемый компьютер, как у вас настроение показать нам картинку? Не будет картинок, говорит нам. Будет текст. Будет текст. Воображайте сами. Ну ладно. Визуализируйте сами, да. Лады, зато вы знаете, что теперь можно на хайвее пытаться найти енотов. А где этот Идем. мусорный бак, кстати? А он где-то чуть-чуть, по-моему, за красной линией находится, поэтому такая вот... Специально сделано так, чтобы невозможно было бы этот бак раздавить. Я думаю, что мы все Соответственно, равно енотов покажем тоже. картинки. Правда? Да. Мы попросим нашего господина мистера сэра компьютера включить нам эту категорию отдельно. Андрей Касучков, слышите нас? Найдем после, наверное, после матча в следующий раз. Личку в тележечку, говорит Андрей, все скинет. Итак, ну давайте продолжать, наверное. Давайте. Я как понимаю, никто не угадал, я, значит. Да. Нет, Оскар Почему? же Оскар угадал. же нет, Оскар сказал енот. Оскар, простите. Точно. Пошли вот эти покерные блефы, вы знаете. Ну, да, никто, по-моему, не угадал. Авось Я понял, прокатит. я понял. Просим вас. Стримеры за 500. Ого. Ого. Это будет сложно. Это будет сложно. На его канале меньше 100 тысяч подписчиков, однако его видео собирали сотни тысяч просмотров. Название его канала носит мистический, подтвержденный характер. Кто это? Почему такой? подтвержденный? Потому что ты поймешь. В вопросе зашифрован ответ. Время пошло. И тишина. Боятся терять очки. Без подсказки сложно нам будет. Прямо во втором предложении есть ответ. И делал... Ну, ключевой это мистический. Ключевой это Переведите на английский язык. Ну, почти. Мистери. Давайте сейчас ответ не будем давать, давайте дадим подсказку, ну и просто как-то порассуждаем. Ведь это первый, по-моему, за 500 очков наш вопрос. Да. Если вот название носит, но не только мистический, а вот еще другой характер. Подтвержденный. Вот такой треугольник. Как у вас с английским, ребят? Да, вот как-то не очень. Вот как-то так, да. Он, между прочим, этот человек, между прочим, и стримит тоже. Оскар, что вам говорит ваша шляпа? Барабекус. Нет. Нет. Ну, пока давайте еще минуточку попробуем отгадать все-таки. Ну, как-то надо подтвержденно перевести делал на английский. смешные и вот нарезки. это нас- Смешные нарезки, окей. Мне кажется, сейчас мы назовем, ребята даже не поймут, кто это. Должны понять. 100%. Я больше чем убежден, что кто-то... Тоже, наверное, взрывается. Жалко, что у нас задержка здесь на эфире. Чат, да, ставьте плюсик, кто знает этого стримера. Конечно, знает. Он стримит без вебки. Его визуально никто никогда не видел, насколько я знаю. Ну, я видел. Ладно, я тоже видел. Это не важно. Сейчас должны быть такие звуки. Ну, может быть, Юша? Я предположу, что это Юша. Нет, подожди, меньше. Так, а скажи, пожалуйста, каким образом ты перевел мистические подтвержденные с английского на русский как Юша? Не, ну он без вебки. Давайте. Возможно, Так, Эллен Лей. ну, доктор Октопус. Ну, Нет. я не знаю, сколько у него подписчиков. Нет. Давайте правильный Ну, ответ. Хорошо, давайте правильный ответ. Уважаемый компьютер, покажите. Это ламинатный контор. Ламинат, это ламинат. Да. Фёрн. Ой. Это был сложный вопрос. Мистический иллюминат на английском. Но Подтвержденный же подтвержденный, контор, видишь? понимаешь. Подтвержденный. Они же сказали, что второе слово. А я Мы же знаю не могли его. написать Да. иллюминаты. Подписывайтесь. Подписывайтесь на Это канал, для у него там старичков 50 с вопрос, половиной да? тысяч всего, надо догнать немножко, да? Он давно вот. стримит, да? Привет, ламинату, да. Стримит ли он давно? Для Ну, старичков. Ну, видосы достаточно у него давно, мне топовые. кажется. больше, ну, слушайте, Согласен, видосы на его канале Где-то около точно года он стримит. 4 года, может быть, самые первые, может быть, даже больше. 3-4 года. То есть, ну, он достаточно такой
Ну, как бы известный. камень наш огород получается. Ну, видосы наверняка многие его видели. Конечно. Да, Конечно. нарезки там. World of 2-3 буквы. Да, Да-да-да. мемные. Я обязательно. Ну, давайте ТП, продолжать. ТП. В таком случае КамАЗ, наверное, правильно? Да. Верно. Догоняем. Давайте словарный запас за 200. Словарный Ладно, запас за запас 200. Ироничное название генератора случайных чисел, отвечающих за такие плавающие вещи, как точное значение пробития и повреждений конкретного выстрела, куда именно в круге сведения он пойдет, баланс команд и тому подобное. Обычно упоминается в связи с получением неожиданных результатов. Внимание, вопрос, что это такое, как называется? Время пошло. Оскар, Оскар реально Рандом. самая быстрая рука. На Диком Западе. Нет, не что ты сказал? Оскар сказал рандом. Ну нет. Рандом? Рандом. Это неправильный ответ. Генератор случайных чисел. Ну, еще вариант. Подождите, это не стойте, я- Подождите. я не готов не засчитывать этот. Подожди, ну вообще Вообще да. да. На самом деле. Погодите, Нет, засчитаем. погодите, у меня есть несколько вариантов. Давай. Подкрутка есть, рандом. Еще. А как рандом можно назвать с 3 буквами? Кнопку нажмите. Или ладно, подожди. Оскару зря очки Это жестко. списали. Конечно. ВБР. Да. Покажите нам, пожалуйста, правильный ответ и верните Оскару его Вы- очки и Оскар, добавьте ему еще Верните столько мне же. мои очки. Смотрите, ВБР, великий белорусский рандом. Рандом. Да. Слово Да, рандом да. присутствует. Но Всё. хотелось получить по сути- полный по сути, ответ. прав. На сути прав. 3 буквы сказали. Так, всё. ну-ка. Что у нас там с очками? Все правильно посчитано? Да, по-моему, все верно. А, хотели У Оскара убрать, нет всё. очков, кстати. А у нас Вернули. Салена есть. Отлично. Все. Отлично. Хотели провести Оскара, а нет. У Оскара есть Да. шляпа. Та-та-та-та. Это распределительное. Хорошо, Оскар, тогда ты продолжаешь, получается. Я тогда продолжаю, получается. Да или нет? Нет, нет, нет. Нет. Выбирайте Секретный мудро. код 200. Ого. Секретный код за Мгм. 200. Посмотрим. Мгм. Посмотрим картинку. Время пошло. Давайте, да. Это маус. А если я Более детально. немножко поспешили, это такая у нас есть изобразительная картинка. Есть Декалька. декалька. У меня на танке есть вот такие вот мыши. Да, засчитываем маус точно. ставят на Засчитываем. Плюс 200 очков. Определенно это декальт мышки, да. У меня есть такие прекрасные штучки. Лучшие в игре декальки. Лучше это своего канала, мне кажется. Мгм. Кальки. Ну, не у всех они есть. Ну, кстати, да, недавно появились у вас. Я сначала Это хотел так, сказать это так накачан. тонко КамАЗ похвастался декальками. Мы видели, что те декальки, поздравляем. Хотел Я не сказать тестировал, сначала беру. накачанная мышь, а потом где в игре накачанная мышь? Что за ерунду я хотел А есть сказать? такая. Кто у нас Есть. В накачанный? одном из изображений даже лежит, попивает сок. На шезлонге. Давайте Да. попробуем пиксели за 200. А давайте. Компьютер, просим вас. Время. Что это за логотип? Это клановая потасовка, нет? Да, Верно. Сейчас. Точно. да. Прямо здесь, вот за нами, где-то вот здесь, вот Да, да, вот да. тут. Вот кусочек А вот видно. надо мной прямо, да. Да. Стримеры за 200. Компьютер. На канале какого танкового стримера есть видео с такими названиями? Икра с Махачкалы. Внимание. Донат надо заслужить. Ну не надо. Медицина в 90-е и последнее кризис в отношениях 40-летнего танкиста и его няши. Время пошло. Это Вопрос прям как по- будто за 500 вопрос. У меня Да только вы одно что? предположение, но очки терять не хочется. Но Пасуйте, я оно так на понимаю. поверхности, Сейчас скажем все равно так. скажешь его. У нас, потому что с Оскаром, мне кажется, нет никаких вариантов. Ну, у меня тоже есть вариант, кстати. Давайте Я пока не будем предполагаю, что показывать это- правильный ответ. Я Да. предполагаю, что это порассуждать, актер да. может быть, потому что кризис в отношениях 40-летнего танкиста и его няши наталкивает только на актера. Да, это так и есть, это актер. Нужно было отвечать. Покажите нам кстати, правильный ответ. Икра с Махачкалы, по-моему, он там оговорился, насколько я помню. И все Да. тогда вот вышел. Ну, этот а ролик. медицина в Это 90-е. самый Ну, кто еще мог записать такое видео? Ну что ж, очки у нас никому не достаются. Никому не достаются, да? Правильный ответ, поэтому продолжаем. Вот он, собственной персоной. Ай-яй-яй. Ну, слушайте, уже половина вопросов у нас пройдена, а вблизи супер игра. Ну, ребята молодцы. Идут довольно близко. Мгм, Соответственно, учитывая правила супер игры, будет очень-очень интересно. Но супер игра у нас будет после следующего матча, то есть эту игру мы доигрываем, а посмотрим. дальше уже Перед гранд-финалом. перед гранд-финалом. Альфа да. и Бионды.
Пока Ну что ж, интрига. продолжаем. Я выбираю. КамАЗ? как я Да. понимаю. Да. Ну, давайте что-то пожестче попробуем. Животные в мире танков за 500. Хороший выбор. Кто купается в водопаде на жемчужной реке? Время. Время пошло. Там же рисовые поля, да? Там Да, такой но большой, водопад не в той красивый части. водопад. Водопад там, где тяжики Наверху, катаются. да. Кто там купается? Да, ну, танкисты. Ну, явно не актер. А вместе с Арта ними- там купается, арта, ребята. Так, хорошо, есть еще какие-то варианты? Если мы именно будем рассматривать зверей. Давайте даже... Может быть, давайте от меня, мне хочется какой-нибудь Давай. дополнительный. Ну, Не это только- африканское животное, да, какое-то? Это наверное. птица, во-первых. Вот. Но на Жемчужной реке есть еще животное некоторое в центре карты. Кто-то знает, что это? Кто это? Если нет, тогда мы... В центре, куда заезжают Какой-нибудь танкисты и фламинго? потом Да, светят. да. Какой-нибудь фламинго там? Нет, не Рог фламинго. розовый. Нет. Нет. Ну мы У тогда меня потом только одно расскажем. предложение, это цапля. Цапли. Цапля. Нет. Увы и ах. Ну А что ж. может там у домика петушок такой вот есть? Я не знаю, конечно. Это Уж предположение этот просто. петушок. Я не уверена, что петухи Какие-нибудь или купаются. уточки. Ну что же, говорит Да, правильный да. ответ. Давайте покажем правильный ответ. Это большие бакланы. На жемчужной реке. И черные птицы красивые. Очень они жаль, там что мы на не камнях можем показать, кстати, сидят картинки. и плещутся в Иногда- воде. иногда, Жаль, по-моему, в чате что так мы даже не можем называют там. разглядеть Иногда. бакланов эти на карте. картинки. Очень Подожди, а жаль. почему мы не можем? Мы же можем, получается, с твоего компьютера, наверное, открыть Можем. ссылочки и попросить ребят, чтобы они забрали твой компьютер. Можем. Но это потом, когда проиграем всю категорию. Да. Давай? Да, давайте так и сделаем. Чтобы не быть Перед суперигрой голословным. такой. Нет, а там есть, коллаж смотри, вот будет. тут. Только вы сейчас никогда не выводите, а то Сейчас у меня пока не кто-то- выводите. Давайте мы пока будем Спойлер. следующую категорию выбирать. Выбирайте, ребят, Пока КамАЗ. Константин Давайте тут снова. настроит. Другие вопросы будут попроще. Ну, тут только... Как я видите, понимаю, я буду выбирать, да? Да. Да. Традиционно. Главное, Да или нет? Может, кто-то 500 сольет, а может, двое даже участников. Я в целом уже даже готов показать. Нет, а давай мы потом проиграем, чтобы Хорошо, случайно не хорошо, продемонстрировать. Хорошо, да. В Понятие. самом конце. Да или нет за 500? Еще раз Категория давайте номинал. категория номинал выбираем. Да или нет? Правильно я 500. услышал? 500? Нет? Да За или 500. нет? не За да, 500. За 500. Да. Вот Да, так, с нет. места в карьер. Можно все, но зачем? Да или нет? Время пошло. Оскар. Рулетка. Нет. Оскар, это рулетка. Нет, Оскар, это была рулетка. КамАЗ. Да, да, получается. Конечно, можно, но зачем? Это был грамотный Да, пас, кнопочки как такие говорится. иногда отстают. Я Ты в ни шоке. черта не По-моему, понял. Шляпа. Это казино, Оскар, это казино. Шляпа дала ответ, наверное. Вопрос с подвохом. Оскар, зато теперь ты знаешь, что можно все. Но Но зачем? Ну зачем? зачем? Это, кстати, Возможно по-моему, был всё, такой но вопрос зачем? Из антонимов, да? Вот можно все, но зачем? Только Ну, а давай- антоним давай, с Возможно заганом, все, но как зачем? там. Чья это цитата? Возможно все, но зачем? Михаил Живец. Да, это был он. Ну что, начислим Именно, Оскару именно очков? так. Шторм. Давайте. Шторм Давайте это говорил. начислим, да? Ну, такой вопрос был. Потому что было написано «можно все». Ну, я имел в виду, типа, так фраза По-моему. звучала? Нет, она звучала «возможно все». Да, да, да. Оскар, сколько тебе начислим очков? Сколько хочешь? Верните все обратно, Поторгуемся. пожалуйста. Хорошо, возвращаем. Короче, мы просто отнимаем, правильно? Быть, Да. разделим пополам. Хорошо, не отнимайте. Так, а кому же Хорошо, прибавили, все. да? Подвох, я понял. Все, хорошо. Где Нет, мой ну это коньяк? единственный Щас. вопрос с подвохом. Да, да что ж вы, ну дайте пошутить немного. Оскар сделал глубокий глоток. Это Выдох. был Ой, кружки. кот в мешке, так сказать, да? Да, А, это был кстати. кот в мешке. Вот Своего видишь, рода. Давайте что-то посложнее тоже. Словарный запас танкиста за 500. Ого. Покажите нам вопрос. Компьютер. Словарный запас танкиста за 500. Выстрел с разворота без сведения, сопровождающийся попаданием, пробитием и, как следствие, нанесением урона. Как это называется? Что это такое? Внимание, время пошло. Иногда и радостными Это криками. вертуха. Да. Вертуха. Вертуха. В Плюс точку. 500 очков.
Ален? Так, ну давайте, Поехали раз дальше. уж ребята хотят за 500, все, секретный код за 500. Будет сложно, да? Да, наверное. Смотрим. Кому как говорится. Что, время? Что изображено на этой картинке? Подсказки давать будем, не будем. Скажем так. КамАЗ. Ну, я предположу, конечно, это сложно. Нерф арты, может быть. Нерф артиллерии. Я бы засчитал. Я бы засчитал. Вообще, да. Основная мысль была угадана. Это просто артиллерия. Видите, он стреляет так наверх, летит, ударяется, и вот дальше было лицо мое, когда я получаю стан. Дай 5, бро. Понимаю. Артиллеристы, знаете, как называют? Коричневый лучник, поэтому я... Вот, видите, мы на Да одной волне. ладно, КамАЗ. По-моему, их по-другому называют. Боже, смех Оскара шедевральный. Правда, это даже такое слово не всем нравится, кто на артиллерии играет, поэтому заранее, ну, на всякий случай. Лучники, да, лучники, конечно. Так, все, закрыли тему. Поехали дальше. КамАЗ. Так, ну что, пиксели за 500 попытаемся с микроскопа разглядеть. Добьем 500. Покажите нам пиксели за 500. Кто это? На Время картинке. пошло. Время пошло. А надо точно назвать? Да. КамАЗ. Я думаю, что это Карина Зимина. Да. Даже с Это фамилией. Даже с одна из фамилией. командиров. Неплохо. Карина Андреевна, наверное. Да. Да. Это новогоднее наступление 2020, 20, по-моему, да. Да. У меня, соответственно, недавно 657 мастер был, и вы вот в командирах как. были. Вот. Вот так. Хорошо, что на арте. Надо запомнить. А мы не 657 спросили, на мастер. А на чем, кстати, да? На объекте На 601. терпение 9 уровня. О, как. О, Так вот. Ну, это почетно, это почетно. Неплохо, неплохо, молодец. Карина. Надеюсь, что появится этот мастер на канале официально. Я туда Ох уж эти отправляю, потому что этот контент. Да, как же горит от этой игры. Давайте животные в мире танков за 400. Покажите нам вопрос. Кто наблюдает за игрой на карте Минск? Что это за животное? Время пошло. Эх, белорусских бы зрителей Оскар? спросить. Это котик. Да, Вот так Да, вот. да. да, это Молодец. котики. Ну, котики у нас Красавчик. на многих картах есть. Да. На Справедливости ради. Жемчужной реке они тоже были, на провинции они у нас тоже есть, на А где новогоднем он? ангаре. В цирке? Котик. А Ну, где котик здание сидит, На колесе обозрения вроде бы. да, и на А, одном из балконов. И а там давайте, есть может быть, такой сейчас зелёный покажем, да? домик, На доме. тоже есть. Можем сейчас? Можем ли мы сейчас компьютер Константина показать? Большой мозг. Сейчас. Сейчас, да. Хорошо, да. кстати. Надо собрать. Вот. 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 Вот он и котик. А у нас это Мы вся не видим. категория. Так, Ещё- так, все, закрываем, не закрываем, 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 закрываем. Мы не видим Ну, ничего. не правильные переживайте. ответы все. Там Ален, ты было, видел, нет? там Не-не, была ничего не категория за 100 показывает. заспойлерено. Ну ладно. Там не видно. Ну, Ничего не просто было ты видно сегодня человек абсолютно. спойлер Там просто. вопрос Вот не так надо было сложный, сделать. вопрос Да. несложный, все знают. Не переживайте, Там у нас Эрленберг ничего везде. не видно. Везде Там Эрленберг. есть, по-моему, две картинки, да? Как Там тут везде есть? лучники. Они повсюду. На Эрленберге. На Эрленберге. Вот еще котик, смотри. Да, да. Мгм. Потом покажем. Если мы сейчас выбьем 100, возможно, я бы предложил... Можно посмотреть, все. да. Да. Ну ладно, вы так описали, на самом деле мы все поняли, кстати. На балкончик там. А на Жемчужной реке Животные в центре карты, там на дворце сидит тоже котик. Ну что, животные в мире там? Дворец. По центру. На Такой, жемчуг- такой А, я красивый выбираю, красный да? домик. Да, Оскар. Или... Или КамАЗ. Хорошо, давайте, да или Оскар нет же за угадал 400. котики. Уже не важно. Да, я угадал. Мгм. Да-да-да. Да или нет 400. Король Иордании очень любит поиграть в танки. Да или нет? Время? Можно? Да. Можно. Король Иордании очень любит играть в танки, у него своя коллекция. Я недавно смотрел, кстати, видео про саунд-продюсера. Я редко очень видео эти смотрю, на самом деле. И, соответственно, чтобы записать звуки танков, специально к нему ездили по приглашению короля. У него там более 10 танков. Правильно. Слава, Мы по-моему, нашли тех людей, пройдет. Это получается я тупой, да? Это получается я тупой. Там видос был. Это, Вот видишь, мы, это ж смотри, не вопрос Оскар, был, а мы- утверждение. Ну да.
Да или нет? Да? Да? Я говорю, вопросы с подвохом, это раз. А два, мы твои видео смотрим, а ты А ты наши нет, получается. Вот так вот, значит. Видео вот недавно даже было шорты. про звуки танков. Вот Да, оно как. охренеть. Да, Ну ладно. это, кстати, рубрика наша «Кто в ответе за танки?». Да, Так что, если вы не видели выпуск про саунд-дизайнера, обязательно да, обязательно посмотрите. Ну что, Да, я, идем кстати, дальше. не знаю, почему я посмотрел этот видос, но вот теперь я уже понимаю, почему, для чего. Зачем? Нужно. В чем есть смысл? Зачем я Как говорится, это возможно, посмотрел? все, но зачем, да? Да, Теперь можно вы всё, но поняли. зачем? Давайте, Лучники. секретный код. Лучники, да, будем лучников теперь угадывать. Секретный код сколько? 400. 400. Интересно, кто-нибудь? Ладно. Время? Что зашифровано здесь? Это бабаха 4005 ФВ. Правильно. Рай, Сразу, который да. фотографирует танки, Да. а потом у нас вот Меня такая сегодня улыбка на лице. сфотографировала, поэтому... А ещё Думаю, так. 8-9 прочувствовал. Тоже можно, все Ещё возможно. И вот ваншот зачем мы можно понимаем? было угадать. Хороший Да, флешбэк. ваншот. Что-то у нас там Оскар подрастроился. Оскар, ты там как? Да. Подожди, у нас Давайте еще есть пиксели. супер игра, там можно будет all-in поставить. Я просто с того про Иорданию, я до сих пор это... А, до сих пор в Я шоке. думал, эти вопросы. Где этот человек? Как он? Как он? Нормально? Не икается ему там, нет? Я пока вроде нормально, но конкретно этот вопрос гореть, знаешь, уже. Владимир! Владимир, все, я вас понял. Да-да, город Значит, Минск, партизанский, Владимир. 178, корпус 2. Почему город Минск? Присылайте Так бандероли, еще да? соседи, получается. Хорошо. Да, ну там за гаражами, в общем. Нет. Поговорим за Коля Продолжай. Иордании. 400 возьмем. Пиксели 400, верно? Верно, верно. Компьютер, просим вас. Что изображено на данном Full HD 4K качестве изображений? Время пошло. Мне кажется, здесь картина. А, я не успел, даже еще Оскар. нет ничего. Оскар. Снегурочка здесь изображена. А еще? Определенно. Так. Название. Когда у рамках нас какого Снегурочка появляется? В Ивента. ангаре. Новогоднее наступление. От... Вот оно, Так вот. просто. Новогоднее Всё наступление. верно. Вот так, с легкой руки 400. Сразу баллов. Мгм. Последний забрал, между прочим. Не хотят ребята Вот что-то найдут. отвечать на легкие вопросы, а мне интересно, с чем это связано. Боятся, Хотят что они оторваться тяжелые. по очкам. Хотят оторваться по очкам. Мгм. Мгм. Вот плотно идем, очень близко, поэтому сейчас Слушайте, будет ну здорово, у нас прям такой финал получается, Да. прям финал-финал. финальный финал. Финальный финал. Нет, финальный финал будет через матч Альфа-Альфа-Альфа 30. после. Нет, 18:30 играют команды. А потом, Нижняя сетка. верно, финал ее. А потом мы с вами снова встретимся. Ну что, Давайте. по 100. День соток. День соток, короче. Да, давайте. Сотки Словарный день, запас давайте. танкиста 100. Сотки. Словарный запас Словарный танкиста запас танкиста 100. А кто у нас? Так, уничтожение Я. с одного выстрела танка со 100% прочности. Время. Время. Кто первый? Оскар. Оскар первей. Ваншот. Хорош. Красиво. А за озвучку бы еще 5 баллов, да? Мгм. А у меня можно озвучку, кстати? Выдано. О. Вариант. Ну что, продолжаем. Оскар, не стесняйтесь. Продолжаем. Так, давайте вопрос с подвохом, я уже подготовился. Все. Да Теперь или ты знаешь, нет? что всего 100. два варианта ответа. Да или нет? 100. Давным-давно, используя сочетание клавиш Alt F4, можно было включить фары на танке. Да или нет? Время. Это за 100 вопрос прям. Да. Время. Кстати, Время. в чате Оскар, предлагаю людей. проверить. Ну, нет, конечно. Ну, я знаю. 4 закрывает окошко, как бы, но танкисты верят. Но Вот, даже Да, три скобочки да. есть. Всегда писали в чате, Пожалуйста. всегда писали. можно Ну, 5 копеек ставить. нужно. Можно Да. 5 копеек ставить. Конечно. Это был не я. Мне рассказывали. Когда-то давным-давно в чате писали. Особенно, когда, знаете, игра только начинала развиваться. Alt F4 жмите, и включатся фары. Догадайтесь, кто не нажал. Ты, конечно, ты же умный. Да, Шляп. я не нажал. Я нет. Не попробовал. Это был не я. Молодец. Я все знал. Это был популярный прикол в году так 2011-2012. Потом начали за это Модная активно шутка. банить. Бенгер, я бы сказал, такой.
Разрывная. Ну что, идём Еще дальше. прикол разработчикам был хоп, с идею подкинули. рыбками на дне озера в Ласвилле вроде бы. Там рыбки есть, можно посмотреть. Пасхалка от разработчиков. Да, Проверяйте. И проверяли. Мы, кстати, можем... А, нет, животные в мире танков не можем еще картинки посмотреть. Нет, надо еще... Нет, давайте мы как раз Четыре откроем вопроса сейчас всего эту лишь. категорию. Давайте откроем и Животные в мире глянем. танков. Только нетерпеливо. Компьютер, открывай. Кто живет на карте застава? Время. Оскар. Кабанчики. Правильно? Точку. Кабанчики бегут там с левой Целое части, стадо. боже. Одного Давайте. кабанчика Корбан зовут. Да. Там 3 Давайте или 4 покажем. кабанчика бежит. Давайте покажем. Давайте покажем. Мега кабанчика. мозга, покажите нам Костин компьютер. Только мы тоже хотим посмотреть. Вот. Во. Мы вам в чатик скинем потом, ребята. Да, мы видим. Смотрите, лежит. Я ему пятачок Прикольный трогаю. какой. Я ему пятачок трогаю мышкой. И хвостик потрогай. Ай-яй-яй, хвостик хочешь? Ну давай. Вот. А вот маленькие кабанчики, вот чуть побольше кабанчик, повзрослее. Так, ну что, давайте покажем. Давайте и все другие покажем, да. тоже. У нас Давайте. были еноты на хайвее. Так, еноты на хайвее. Вот, пожалуйста, енотик. Да. Далее у нас были орел. На затерянном городе. Да, он Настоящий сидит, потом орел. взлетает, парит над картой, кричит. Его крики слышно. Дальше. Возгласы. Котик в городе Минск. На входе в парк Горького. Наблюдает на балконе. Сидит и наблюдает, да. Смотрит на Через бочку. дорогу выглядывает еще из зеленого дома из окна. Мгм. Получается, у любого стримера есть зритель уже плюс Да. один. Да. И это карта провинция, там тоже есть код. Это был такой доп. Вопрос на плюс баллы. А вот большие бакланы в жемчужной реке. Что, один только купается, по-моему. Один купается, второй уже сохнет. Да, чилит. Полоскает горлышко. Да. Да, решил зачилить. Ну, Вот такие как-то они, так. животные в мире танков. Интересно. Интересно. Даже не задумываешься, когда играешь, если честно. Ну, их найти еще А та это задача, на самом деле. графики... Да, HD есть? Или SD Да. тоже? Да, они вот есть прям в клиенте, то есть их можно найти действительно. КамАЗ, до времени Ну, разглядывать нету, позицию надо занимать. Где ты там будешь Да, рассматривать? мастеров брать. Это когда уже большой умер, получается. слился, вот тогда можно посмотреть. Или в тренировочной комнате с друзьями посмотреть. Там, знаете, заходишь, и там Sims, там играем на танках 4-го левела. Гонки, туда-сюда, прятки, Гонки, да. прятки. Вот так вот и находят наши пасхалки. Ну что, продолжаем. Оскар. Идем дальше. Продолжаем. Ой, Так, ну вот кто у вы нас? рассказали про Оскар, тренировочные Оскар. комнаты. Сейчас. По тренировочной комнате вспомнил. Ну, там вы там Sims играем в прятки. И однажды захожу, продам гараж. О, на карте Минск, надеюсь. На Так, хайвее. выбираем. Стримеры 100. Стримеры 100. В комментариях пишут: да это же сын КамАЗа на танке. Время. Кто Этот это? сын. Время. Ух ты, Оскар. быстрый какой. Это мой кумир, это ювелир, это Валера Клумба. Именно так. Симба. Знаем, такие знаем. А, Симба, я Ладно. Нет, Вроде бы. Клумба. Клумба. Ну, у него Клумба. другое, знаете, есть Клумба, есть по-другому еще называют. Ну, Валера, в общем, Сергей, да. тебе даже донат присылают, да? От Валера Грядкин там, да? Ну что, Я не могу, смех Оскара Так. сегодня это что-то с чем-то просто. эта шляпа смеется. Смешит. Отдает так немножко. Ну что, Ай, Владимир. да, это я. Продолжаем. Секретный код 100. Секретный код за 100. Так, что это за Это такое. пушка-гонка? Время Время. пошло. Я Пушка, думаю, это гонка, колесный пушка. танк ЕБР. Все верно. Да? А синий А я вот- квадратик это... Французский. Всё Ну, подвох французский вижу. танк, синий камуфляж. Не, ну обычно флаг Франции это синий. Ну, это белый. было бы супер Так это просто. была прям супер подсказка. Да. И вы Ну, решили видите, только плюс одну 100. часть флага. Да, Чтобы один немножечко цвет. сбить. С подвохом. Ну, вообще, если можно, конечно, Король уже- Иордании. Оскар. Король Иордании. Смотрите, там синий Как вроде, квадрат. Да, белый коричневые фон. лучники. Вот. Красная Коричневый машинка. Красная машинка. А чем вам не флаг Франции? Подождите, господа. Вот и собрали, И получается. белый, Да-да, белый там было дым. двойное дно. Белый дым. Да. Да. И белый фон, да. Все? Ну что, добьем? Второй Ой, раунд? сложилась мозаика. Эллен Лей. Ну, хотя тут уже не важно. Пиксели да, за здесь 100. уже выбора как такового нет. Время. Время.
Ой, не успел. Самые быстрые. События последнего Финтрагер. ВТ-110, как там его? Да, засчитаю. Да, 110, да, засчитано. засчитано. Вопросик простой, без Вафентрагер. подвоха, просто Вафентрагер. Это причем Даже не Просто блиц. Вафентрагер. А была Знаете, даже не я бы Блицтрагер. Была очень еще сильно... специальная вафля. Была. Блицтрагер. Блицтрагер, да. Е220, Владимир. которая золотая. И я Да-да-да. золотая. Золотая. Это чисто была вафля. А я вот просто боялся У него в вопросов с каждом подвохом. видео золотая вафля. Ты подумал, что это Вафентрагер, который покрашен в ангаре в синий цвет? Нет. Я думал, вы поставите название, вот просто вдумайтесь. Вафентраген через Н. О, О. есть такое Нет, но это же мнение, вопрос да. был за 100, а не за 500, правильно? Ну а мало ли, Поэтому- Не, ну за 500 был про я В про принципе, логика Иорданию, какая-то про есть. коричневых лучников уже наслушался. Ну что ж, Я уже ко всему готов. а вот видите, как закалка получается не только нужна Нас- на танке, но и в жизни. У нас очень красивая сумма очков, которую нам почему-то уже не показывают, но там Эллен Лей, по-моему, лидирует. Лидирует, да. Да, по-моему, на Во втором раунде больше 1000 от... 7400, Отрыв. насколько я помню. Возможно. Оскар, Я, к сожалению, тоже не вижу. да. Поэтому заруба у нас будет еще более интересная на суперигре. В суперигре немножко заанонсим, что мы будем Заанонсим, делать. давайте, У да. нас будет 7 категорий, правильно? Да. Каждый И из мы будем вас пикать. убирает по 2, которые ему не нравятся. Мы вам не будем рассказывать, о чем даже примерно категория. То Да. есть ваша задача будет просто убрать то название, в котором вы чувствуете себя наименее уверенным. Верно. Так. Далее, У нас останется одна тема. Мы дадим вам какое-то время порассуждать. сколько вы готовы поставить на Сколько эту вы тему? готовы поставить? Поставить можно, собственно, максимальное количество очков, которое есть у вас сейчас. А можно Минимальное — это можно 0, 1 балл. Нет. 1 балл. Да, Пускай минимально будет 1 балл. Хорошо. Далее мы открываем вопрос, задаем его вам, даем вам хорошенько так времени на подумать, принимаем ваши ответы, Ответы пишите в личку Владимиру. да, Да, в и Телеграме. ставки, Ставки тоже. Я вас потом всех пингану в социальной сети, так сказать. И смотрим, получается, насколько вы знаете хорошо нашу игру. Да, и, соответственно, победителю количество очков умножаем на 10 и в эквиваленте начисляем игровое золото на аккаунт. Все верно. Как-то так. А В общем, вопрос ребята, сложно будет? Вопросы будут сложные. Такие разные. Сложно. Ну, в основном С сложные. подвохами. Владимир. Давайте мы сейчас прям Про короля Иордании не будет больше. разума заглянем. А вопрос один, да? Вопрос один. Да, Один, вопрос вопрос один. один. Но все разные конфигурации, поэтому скорее да с подвохами, чем нет. Вероятность подвоха плюс-минус 25%. Ну, то есть вероятно, что на него ответить можно несколькими, да, скажем, несколько правильных ответов. Возможно. Нет, будет. один. Хотя нет, есть один вопрос, где нужно будет не все сказать, потому что там минимум 3, максимум 6, скажем так, вот это вот все. Я думаю, что мы будем как-то по справедливости засчитывать Да, правильные да, ответы, да. Да. Поэтому выдыхайте. И умножать всем на 2 очки. Смотрим катки. Смотрим финал нижней сетки. Да, и готовимся уже смотреть следующий матч. втором экране. Ребята, мы с вами не прощаемся, встретимся в супер игре. Все, спасибо вам большое за раунд. Спасибо, спасибо. Ну что ж, вот такой вот я теперь Владимир с ударением на другую букву. Тоже на «и», но не на... Есть у нас пару минут сейчас глянуть, что нам присылали ВКонтакте, какие фотографии, С как удовольствием, наши с игроки удовольствием. смотрят Давайте стрим. посмотрим. Давайте попробуем посмотреть. Я сейчас обновляю эту запись. Может быть, напомним о том, что у нас идет такой конкурс? Да, конкурс, где мы, вот я даже зачитаю, для участия необходимо сделать фотографию того, как вы смотрите трансляцию финала со своей семьей, друзьями, котиком или просто селфи. Фото необходимо опубликовать в комментариях под этой записью. Вот она у меня сейчас на экране, опубликована сегодня в 13:39. Перед началом первого матча мы это запостили. И вот сюда, вот здесь вот у нас плеер, тут у нас идет, собственно, стрим. И вот первые фоточки уже пошли. Первые фоточки. Давай, открывай. Открываю. Евгений Трифонов запостил вот такую фотку с котом. Ребята смотрят наш стрим таким образом. Какие-то они одинаковые. Наверное, братья. Если еще у нас кто-то. Есть фотка. Просто Анализирую. Задумчиво. Просто Сейчас нам покажут. смотрим финал. Что-то там происходит. Дмитрий Уколов, наверное, правильно прочитал фамилию. Кто-то побеждает, а может быть и нет. А здесь
целое семейство. Мало того, что отец с детьми, так тут еще и котят 5 штук или 4? 4 вижу. Неплохо. А дальше, по-моему, кто там? Там были наши коллеги. Да. Дальше наши коллеги, да. Вот, кстати... Вот они. А вот и Юрий, которому нужно писать. Которому нужно писать свои никнеймы. Видите, как Юра улыбается не во все Вижу. 32, потому что вы ему не пишете. Грустит. А тут у нас пасхалка. Нет, следующая будет. Ну, потом мы видим. А вот человек-нянька, человек-нянька, да, смотрит... Приучаем к клановой потасовке с самого рождения. Самого рождения, с самого детства. Комментирование помидоры и делюкса Да. позитивно влияет на... Так, здесь дальше уже пошли просто собачки, но не совсем ясно, к чему эти собачки запущены. А вот есть еще вот такой вот кот, воодушевленный, готовый к фотографии. Кот воодушевлен А у точно. нас там были пасхалочки. А где Мы же Карина? фоткались с ребятами. Я тоже справляла. Где Карина? Я тоже хочу 500 голды. Давай. Вот она. Вот Карина. А вот раз. Хопочки. Это вот прямо здесь и прямо сейчас мы находимся в этой студии. Так, а вот два. Хопочки. А это наш центр управления полетами. Вот так. Меня как будто вырезали и втречили просто. Как твои ножки в колготках. Так, ну что ж, ребята, у нас остается 10 минут до следующего матча. Да, Комментаторы поэтому готовы? Вы еще успеете за эти 10 минут накидать своих фотографий. Обязательно. А мы их попозже посмотрим. Потом еще посмотрим их. И выберем лучшие, которые и выиграют золото. Артем, Дмитрий. Как вы? Как? Да. Готовы? Как Сырик пионеры довольны? всегда готовы. Не уверен, как Мы уже ответил. сыты по горло. Хорошо. Это хорошо. Ну что, ожидает нас финал нижней сетки. У нас будут карты... Утес, песчанка, рыбацкая бухта. Да. Мы уже подготовились. Отлично. Уже посмотрели, да, все, статистика в этом за все года уже поднята. Все, забирайте тогда эфир. А мы пойдем сытиться по горло. Каждому свое сегодня. Приятного тогда насыщения. Спасибо. Главное не Благодарим. перенасытиться. Правильно. Впереди еще десерт, а пока у нас разгон перед десертом. В рамках гранд-финала. Да, друзья, ну что, у нас действительно времени остается всего ничего. Еще разочек всем привет. Рад перехватить снова эфир. Немножечко поболтать. Отобрать, перехватить. То долго не говорил, соскучился уже по этому ремеслу, если это можно так назвать. Впереди действительно, как сказали ребята, финал нижней сетки клановой потасовки номер 10, юбилейной клановой потасовки. Коллективы из клана Альфа будут рубиться за выход в гранд-финал. Соответственно, серебряный призер будет определен позже, а сейчас у нас проигравшая команда займет 3-е место и станет бронзовым призером КП. К ГФке вернемся мы по поводу финала нижней сетки. То тут сразятся команды Альфа и команда Beyond. Бионды потерпели поражение в, собственно, верхней сетке и упали к Альфе, которая по нижней прорывалась и вполне уверенно шла. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что Бионды здесь являются так номинальными фаворитами, но мы вот тут немножко обсудили с Димой, с ребятами там какие-то прогнозы, шансы, варианты и так далее, и сошлись к мнению, что у Альфы точно больше желания, у Альфы больше какого-то такого голода, и ребята... Может быть, даже с точки зрения какой-то такой, знаете, сказки, интриги, такого крутого сюжета киношного, было бы прикольно, если бы они бы прошли в гранд-финал. Но мы так сошлись на мнении, что мы почти уверены, что даже если Альфа сейчас сможет одолеть Биондов, им будет очень сложно, почти нереально одолеть Биондов. Не хватит, Биондов, Стабборн. Да, в гранд-финале, что им почти, не хватит просто вот этих вот сил. Но до этого надо еще дойти. Давайте пока не забегать вперед, всякое быть может. У нас финал нижний. Он идет он пройдет на самом деле достаточно быстро, потому что идет он максимум до 4 побед, то есть best of 7 стандартный. Карты, нам покажут, мы их озвучим. Зачем сейчас забегать, чтобы наглядно было все там. А нам пока вот что, составы напоминают. Димон, давай ты. Не хочешь? Ну, а можно? Ладно, давай. Команда Beyond у нас позитив, как командир-капитан. КДСК. Я не знаю, как правильно произнесу. А ты их коверкай как хочешь, они не обижаются. КДСК, не знаю, кого обычно называют. Каскад, как его там еще можно назвать. Диабло, Штырь, Вильф, Спирит Фьюри, Нека Хайтс, Хайнз, Дора, Эймлул, Элсейл, Копиат, Силик, Экс-Эвил, Дифундер, Биовульф, Драготим, Дуалист, Агрессив, Нир, Сос и Зе Анатолич. Д. Вроде неплохо справился.
Не знаю. Ну, почти. Там парочку Да, ну, ребят, нормально. не все известные для меня ники. Не все? Ну вот, знакомься, Дмитрий, знакомься. Это уже минимум топ-3, минимум КПшки и действующий Ребят с чемпион. кулачками. Ребят с кулачками. А возможно и с кулачищами, если сейчас они альфа, а потом со стаборными. Хлоп-хлоп, реваншик, чемпионы, все может быть. Ладно, давай, Димон, помогу тебе немножко. Альфа, команда Шарпея или программиста, а также в его составе вновь все те же лица, как ни странно, замен не было, вроде как не предусмотрены. Это Пейн, Василек, Red Evolution, Illusion, Keep Me, Норфиен, БТВ Камизуда, Рипкинг, Никиторок, Defense of Flame, Пасткуда, Black Puff, Crystal Desert, Чик, Фани, Ру, АМЧСВ, Чаки Норрис и, конечно же, Сомуль. Эта команда менее известная, менее знаменитая, менее, не знаю, какая-то, может быть, сформировавшаяся с точки зрения там топов КП и так далее, но это очень яркая, очень интересная, очень приятная команда, и я лично буду подтапливать за ребят. Сражаться ребята будут, как мы уже сказали, в финале нижней сетки. По факту это предпоследний матч клановой потасовки, но это вот самые-самые-самые-самые сливки, уже там самая вишня уже этого торта под названием КП. Игровые карты на ваших экранах. Димка их, конечно же, озвучит, он жаждет, уже вижу. Прям Я уже все карты посмотрел, как они раньше играли. Очень радует первая карта «Утес». Карта супер бодрая, интересная, с интересными развязками, где можно что-то угадать, не угадать, где легко очень заполучить как 1-1, так и 2-0. Если два раза не угадаешь, это просто 2-0 и привет. Очень тяжело начинать, а тут всего лишь до 4 побед. Будет очень трудно вернуться. Вот. Но что-то мне подсказывает, что Beyond должны, знаешь, после такой оплеухи как-то принять во внимание то, что, ребят, может давайте не будем 0-2 начинать снова, давайте, может быть, как-то 2-0 начнем даже. Для разнообразия, вот, и хочется интересно посмотреть сетапы, и будет, наверное, по сетапам более-менее понятно. Но хотя, опять, наверняка мы увидим эти зарубы где-то в центре, да, и эти БЗшки опять, и так далее, более удачные или менее удачные перетяжки, поэтому очень хочется посмотреть на Утес, и Утес, мне кажется, задаст определенный какой-то вот, определенный уровень накала в этом матче, здесь уже битва на вылет. Насколько... Минимум за второе место. То есть, насколько интригующим этот матч будет, по твоему мнению, будет понятно после результатов Утеса, правильно я понимаю? Ну, не только результаты, сколько именно, вот насколько он напряженный соперничество будет. Вот, в рамках боев. Да. Тут никто не хочет уступать, все уже готовы последние свои ресурсы врубить для того, чтобы занять все-таки свое достойное место в гранд-финале. Там уже, кто знает, побороться за золотые кулачки. Да, соглашусь, но единственное, что добавлю по поводу Утеса, мы говорили о том, что это карта, где можно угадать, можно не угадать, и вот мне кажется, что сейчас ребята постараются минимизировать историю, при которой нужно что-то угадывать. То есть будут какие-то планы, причем вне зависимости от того, это агрессивный план на бой или это очень аккуратный пассивный план на бой, но чтобы не было риска, знаешь, из серии ты сюда кинул 5 танков, противник 7, и ты проиграл бой. Или там ты кинул 5, а не 3, и ты его выиграл. То есть постараются ребята как-то более акцентированно, чтобы вся группа была, вся команда была, как, знаешь, как не единое целое, как единый механизм. Еще раз повторюсь, вне зависимости, это будет позиционка с тяжами, с занятием там маяка, или это будет какой-то там контрвыпад, или просто выпад в центре. Постоянно видим КС, который залетает на гору, и начинается какой-то ПВП, экшен. Нет, почему? КСки залетают на гору, и тяжи на центре, такая история, там стерва на полке, с любой базы. Такое вполне, вероятно, что будет. И вчера, да и мы такое видели уже. То есть тут, вот, я говорю, я думаю, что Утес, он будет действительно он задаст темп, какой-то некий такой, будет некое понятное открытие. Не знаешь, не вот сыграли 1-1 или 2-0 или 0-2, и мы такие, ничего не поняли, давайте смотреть дальше. А действительно, я соглашусь, что не так много боев. Утес покажет настрой, идею общую на сам матч. Но результат, я хочу добавить, да, что результат все равно может быть абсолютно любой и в рамках угадайки, и в рамках доигровки, что мы тоже вчера видели, кстати. И получается, вчера именно Бейонды с Альфой на Утесе и рубились. Это был один из самых ярких боев, где Бейонды проигрывали и дотащили просто невероятную катку, правильно? Ничего не путаю. На Утесе они, по-моему, выиграли, и как раз Песчанку, кстати, они выиграли вчера. Песчанку точно не выиграли 2-0, абсолютно 100%. Я что-то чуть-чуть уже напутал. Утес не... Но не суть. Мне кажется, Утес они разменяли, если играли. Не суть. Я что-то... Точно играли Песчанку. Другой матч. Точно играли Песчанку, и там был 2-0, кстати, за команду Beyond. В общем, давайте посмотрим Рака Валеру, что он скажет. Мне пока должны подсказать, кто, какой цвет, собственно, кому какой цвет предназначен. Я так могу предположить, что Бейонды синий вновь, а Альфа красная, да, потому что это логично, мне подсказывают, что я абсолютно прав. Альфа красная, Бейонды синие.
Рак Валера... Что, неужели в Бейондов не верит в этот раз? Он просто тоже топит за команду Альфа. Она ему тоже приглянулась. Это его личное раковое дело. Не будем его в этом как-то обвинять. Знаешь, я тут с ним это... Играет для удовольствия, Да. свое видение. Как хочет, так и играет, поэтому... Пусть топит за Альф. Ну, понятно. И знаете, вот этот матч, он сейчас вызывает разные эмоции, потому что ты вроде бы хочешь, чтобы был интересный гранд-финал, и разные желания. Ты вроде бы хочешь подтопить за Альфу, вроде бы как бы веришь в Альфу, но при этом Бейонды, они настолько крутые, и тут столько крутых игроков, и столько стримеров, и, ну, приятно видеть именитых игроков с фанатской базой для привлечения дополнительных каких-то зрителей, глаз и так далее в рамках гранд-финала. И вот я не могу в своей голове до конца разобраться в итоге все-таки, чего же я хочу получить, помимо крутой игры, помимо там соперничества ровного, помимо интриги, там, может быть, тайбрейк, вот я не до конца... Вот как раз. Тайбрейков не Это было. однозначно. Второй день без тайбрейков Да, это пока что. однозначно хочется, Подряд. это прям 100%, даже не сомневаюсь. То есть тут именно вот вопрос, в конечном итоге, для КПшки, для нас, как для зрителей, которые все-таки, ну, не... То есть, ну, вот я лично не тот зритель, который прям вот все, я до конца со своей командой болею. Все-таки я, знаешь, ну, такой нейтральный зритель, который какие-то симпатии свои раскидывает вот так вот этой команде, этой. И вот я не до конца могу пока понять, чего же все-таки я хочу. Но, с другой стороны, я могу хотеть все, что угодно, а команды будут играть так, как они будут играть. А я проще скажу, душой за Альфу, но, думаю, опыт должен как-то свое взять. Beyond должны показать, что они не просто хорошие стримеры и отличные игроки, а еще и интересная самобытная команда, которая не раз уже побеждала, и ребята там супер опытные, супер именитые не просто так, а потому что они еще и умеют играть в команде. Тут помимо стримеров есть много таких же молодых, хороших ребят на самом-то деле. Ну ладно, все, разобрались со всякими этими историями и прочее. Все, бои хорош, погнали. Финал нижней сетки, клановая подсовка 10, разминаем ушки, полетели, и глазки тоже. Сетап, бэшечка, чифтейн. КСок вижу 6 штучек, все остальное 2.6.0, здесь их 7 единиц, это выбор Альфы, ну и Бейонда, Дима. Тоже 7 2.6.0, 3 КСки, 3 БЗ и 2 50Б. Опять Нирыч. Вот Нирыч, снова давай, эти парень, БЗ. не сливайся. Снова Да, эти БЗ и Бейонды хотят их использовать, любят их использовать, но вчера они, мне кажется, не очень Ну были и Био, и эффективны Толик также зачастую. играли на БЗ, но, понимаешь, там дело было не конкретно в данных танках, а именно в той роли, которую им отводили, и не удалось. Сегодня другой немножко разъезд. Бейонд берет все-таки в центр, отправляет 12 танков. Да, 12 машин на центре и минимальный низ там с зацелом горы, где вот позитив на как раз отстреливает. Чик, Кип и Illusion закатывают на гору, но Сейчас намного будут более третьей качественно линии. агрессива отстреливают. Обрати внимание, у агрессива Шикарный 573, да, хп остается. осталось. Там, правда, какой-то 2.0 вот на базе стоит, кто-то, видимо, вылетел, это очень неприятно для Альфы, ну, 100% нет какой-то идеи. Но мы играем что-то. Вот это Самуль. бывает, конечно. Да, бывает, но уже все, никаких переигровок, а Альфа здесь принимает решение атаковать третью линию, выкатывается, начинает просто вкатывать в наглую, в шарпе, он тут пытается подблочить. Очень сейчас, конечно, Самуле не хватает, крайне неприятно это для таких стадий. Но что поделать, здесь намного больше игроков команды Beyond, но пока все не так плохо, надо выигрывать центр, наоборот, закатить назад не надо, здесь до конца Альфе драться, потому что, ну, выгоднее позиции, больше техники у Бейондов. Надо, наоборот, как-то постараться успокоить игру, позволить, может быть, Самулю загрузиться, выиграть центр, занять гору, как-то все это перевести, затянуть, потому что пока Бейонды стремительнее, они выглядят агрессивнее, они продолжают вот этот натиск, это давление, и не совсем оно организованное, тут вот влетают БЗшки, но тяжело фокусить Давит, по стволам, они это этим плохо. зергом, вот этот синий зерг как-то засасывает команду противника, поглощает одного за одним. Хорошо фокусят, но у них преимущество здесь уже по стволам, надо его просто реализовывать эффективно. Отдали гору, ничего страшного, сейчас они такой массой выйдут и просто сбреют оставшиеся танки. Самуль загрузился, обрати внимание, Немножко но как же позже. не своевременно, да. Может быть, я не говорю, что из-за него или там из-за этого танка, ну, технические проблемы совсем бывают, но все-таки, да, вот, вызывает это дополнительные какие-то вопросы для нас, для А что бы, нейтральных если зрителей. было бы, А если что бы бы, было? да, вот, ну, вдруг вот он бы один бы зарешал, или что-то там, знаешь, мораль как-то другая была. Потому что хорошо заехали Альфа на гору, неплохо отстреляли агрессию, все вроде как-то было нормально, но Бейонды на себе, понимаешь, вот на своей вот этой агрессии просто втащили, сказали, погнали, парни, полный вперед, вот так вот просто залетели, пронесли третью- один квадрат, второй, третий, четвертый, как ты Опять сказал, не играют засосали третий, всех. как и вчера. И очень агрессивно пытаются создать большое преимущество. За счет большого преимущества быстро начали минусовать, отогнали команду противника и одного с другим просто перещелкали. При этом Альфа очень отлично отстрелялся наверх, да, в заезд.
сколько там, 570 было что-то хп. Ну да, почти агрессивно Да, с первого убили. залпа. Да, нормально, он там подпросел, поэтому на горе ему долго жить не осталось. Ну, где-то не хватило вот этого 260-го, да, который на базе остался. Где-то он, я думаю, как раз он ехал на третью, может быть, там вот этого танчика не хватило, чтобы подольше как-то пожить, получше принять, чтобы не было, вот, знаешь, там почти полтора раза где-то там их было больше в один момент. Ну Было да. видно, насколько Да их надо было просто кайтить смывали. раньше, не надо было эту драку принимать, мне кажется, это было лишнее. Надо Не было успели как-то позиции более выгодные занять. Как-то максимально, да, более выгодно встать, дать противнику больше времени для вката. То есть не... Вот видишь, как Шарпей прям совсем на острее принимал, там, блочил, да, но танк один, танк второй, танк третий, и все, уже численное преимущество, и они давят, и у них эти БЗ, которые не ДПМят, но они едут первыми, они вытанковывают, у них много ХП, и ты как бы вроде вынужден Возможно, в них как стрелять. раз, да, много танковали, поэтому был такой преимущество в начале. То есть и за счет позиций, и за счет того, что первые поехали те, кто танканули. Ну и минус танк. Ну, я говорю, вот я понимаю, что здесь никто не виноват. И Бионды тут, а при чем здесь Бионды вообще? И Самуль не виноват. Ну, там, да, игра вылетела, или интернет упал, или свет моргнул. Все бывает. Это, ну, Вот это... показывает заезд, уже КСки, по ним была инфа, что они отстрелялись в гору, и у них КД. Ну, не то, что КД, они зацелены в другое место и не могут быстро помочь по фокусу. Как будто, знаешь, в общем было меньше техники у Альфа. Да, да, все время кажется, что эти синих тупо больше. То есть там даже еще никаких потерь не было, элементарно там 1-2 танка только было уничтожено, но все равно как будто их прям больше. И нужно было вот этим двум 260-м, в частности Шарпею, не принимать боя, а уходить туда глубже. Просто вот. подольше пожить, продать свой танчик подороже. Да, и тот же Самуль, он загрузился, потому что он бы успел бы, быстрее бы горочку бы выиграли, все как-то было бы здорово, классно. Ну, кстати, вот урон основной наносили. Ну, КСки на горе, вот чикали уже. Ну, 4К, это стандартно очень хорошо размазанный урон. Ну, Тут здесь... более важно смотреть, кто пробивал какой процент. Да, здесь на самом деле, это так, знаешь, статистика ради статистики. Ну, Пусть да. она будет, ничего плохого в ней нет. Силика похвалить, Штурчика там и так далее. Кстати, да, я вот, помнишь, когда пытался вспомнить матч, и действительно, я все правильно вспомнил, как раз там Штур дотаскивал. Это был как раз бой... Растаскивали они. Да, Тоже Биондов с Альфой, и они там 2-0 сыграли. Или 2-0, или 1. Не, это, не 1-1 они там 1-1 они сыграли. У них Но была чуть плохая не проиграли ситуация, да, вторую чуть не карту. проиграли вторую карту. И это было бы фиаско. Но они именно на утёсе, наверное, как-то и подсобрались. Ну, наверное. До этого выиграли Песчан как раз. Или 2. Короче, вот, ну, было вчера у них закрывали, уже. да, лайффоксом. Уже все, столько матчей посмотрели, Да, столько немножко боев. смешались. Да. Точно помню, что закрывали лайффоксом, а отыгрались как раз на Песчанке. И утес был, да, очень боевой 1-1, и сейчас тоже показывает Лайффокс команды. тоже равный был. Обе готовы. Ладно, Лайффокс там вроде равный был, а там закрыли они на Энске 2-0. Альфа, Биондов. Короче, не будем Это пудрить. не важно, да. Это уже не Видно, важно. насколько они готовы именно на этой карте, и немножко, да, вот это вот смазало, что, ну, не прогруз и так далее. Вот, но при этом готовы были драться, Альфа вроде начали хорошо, но Бион тут чуть лучше угадали, лучше танки сместили, мощным кулаком выдавили, как раз от БЗшки этому сыграли здесь свою роль. Атака была более стремительная, Да. она была в целом подготовленная, а такое ощущение было, что Альфа чуть не готова она были была принимать на не третий. готова к этой драке, к этому приему. Кто-то откатился, кто-то принял, один вылетел, танчик внизу, танчики на горе, вроде бы их там больше, они выигрывают, но они все равно тратят время. И как-то команда, из-за этого и сложилось вот это впечатление, что мы говорим, как будто их меньше. Хотя счет там 2-1, что ли, было, когда мы вот это вот видим, и тут прям много синих. Красных везде меньше, они везде убегают, кроме центра, где там некого было уничтожать. Ну, в общем, бой получился такой, знаешь, неоднозначный, потому что вроде бы начали ок, потом совсем все было не ок, плюс вылет, это и на мораль влияет, и минус танк. На утесе на самом деле, ну, этот танк может быть крайне полезен. В итоге, ну, не то начало, на которое лично я рассчитывал. Как-то немножко вот даже обидно за Альфу, что ли. Понятно, что я раз говорю, это вообще не проблема Биондов, но они сыграли красиво, правильно, молодцы, все Ну, сделали. лучше они рискнули, да, поехали в третью. В итоге им, я так понимаю, по бокам никто не дал. Первые полетели, возможно, какие-то непробития в лоб. И первый танк все вытончили, при этом, ну, остались живых. И по фокусу хорошо разобрали. Они отлично въехали, просто там размазал тыл, там просто сдуло. Да. Ну, я говорю, там не было подготовленной приемки, говорю, одни отступали. Они разбились, вот Альфа в этой приемке, до начала сражения. Они разбили сами свой прием на маленькие крупицы, а Бионды шли одним уверенным, таким крепким кулаком. Помнишь, я вчера про шарик рассказывал? Помнишь вот эту историю?
А тут был такой, даже, который прокатил и сыграл. А тут был конкретный кулак, который был готов бить вот в эту третью линию и дальше выходить в центр, что и принесло результат. Неудачное начало, надеюсь, именно вот правильное слово, что никаким образом это не выбьет Альфу из колеи, потому что если Альфа сейчас сильна в этой паре именно за счет подготовки и морали, это то, чем они могут брать. Как только у них что-то вот сломается, ну, подготовка есть, это уже ничего с этим не поделать, и не отнять этого, это хорошо. А вот мораль, если она сломается, если они на секундочку засомневаются в том, что они в этом матче могут победить, не просто отобрать очечко одно-второе, а разорвать оппонента, или хотя бы в упорной борьбе победить, тогда все. Тогда Бейондов можно сразу со стабборнами запускать в гранд-финал, а Альфу поздравлять с третьим местом. Причем именно поздравлять с третьим местом. Но пока у них есть вера в победу, пока они думают и верят в то, что они могут здесь взять верх, этот матч будет интересным, насыщенным, и, возможно, дальше Альфа победит. Давайте смотреть дальше. Начну как раз-таки с Альфа, с их сетапом. 2 БЗ-75, 2 АМХ-50Б, 4 КСки и 8 объектов 2.6.0. Это выбор коллектива, который играет под красным цветом. Beyond забрали те же самые танки, 2.50Б, 3 БЗ, 7 объекта 2.6.0 и 3 КСки. То есть такой же у них был сетап за ту сторону. И, ну, такие ребят мы выиграли. Давайте, да, то же самое берем. Ну, он принес результат, он вполне мобильный и при этом крепкий с точки зрения ХП и возможности выдавливать. А разъезд более такой немножко другой. 15 в мид тупо едут. Ну да, разъезд Бейонды использует сейчас сильный мид. Через центр. Они используют сильный мид и играют как бы спокойно мид, а там дальше уже готовы перестраиваться либо в третью линию, либо куда-либо еще. Штуры и Агрессив заезжают на гору вдвоем. Не особо кто-либо их отстреливает. Тут, может быть, Беовульф вторым таймингом тоже будет пытаться забрать на БЗшке. Кстати, Агрессив даже не на гору едет, он просто полку занял верхнюю. Основная группа команды Альфа выставляется на F-линии. Что тут? Да, тут идет вкат от Бейондов. Див попадает под лютый фокус. Все, Див идет отдыхать. Василек от минус делает. Тут врыв в Кипа, Illusion и Evolution. Очень грамотное решение будет перевалиться в противоход, чего и делает Illusion с Evolution. Кип остается, конечно же, здесь уже в ангаре. Фанни тоже будет уничтожен, но и ответная реакция от Альфа. Они тут же перепушивают мид, оставляя только бэшек и парочку КСок на прикрытие. Олдстайл попадает под лютый фокус, идет мясо, но здесь ощущение такое, что уже заняли хорошие позиции Бейонды. Вынуждены эти позиции выбивать, но тут не так много хп и у Эвил, и у Спирит Фьюри, и у Дуалиста, поэтому именно в них едет Норфиен, едет Рипкинг, едет Сомуль. Там с Анатоличем бодается Фанни, Василек поможет ребятам, своим тиммейтам. Рубка идет просто нешуточная. Хотя по ХП по-прежнему у Бейондов небольшое преимущество здесь присутствует. Беовульф врывается, есть в хороших позициях Вильф и Дьявол, но как будто справляются пока с этой приемкой Альфа, и нельзя сказать, что есть преимущество у них, но они не просаживаются, они зафокусили очень здорово Вильфа в этом перекрестке, который искусственно был создан, и сейчас главное добить вот ту БЗшку, с которым Фанни рубится, это Анатолич, хотя там Анатолич фуловый и сложно. В отличной позиции переставит вот здесь Фанни, скорее всего, если ему не будет помогать с третьей линии. Как будто бы чуть в плюс разыграли Альфа. Втроем живут они под своей горой. И... Ну, хорошее решение было принято. Сейчас игра успокоится однозначно, но Фанни здесь, конечно, будет уничтожен. 19. Без вариантов. Ну а как Анатолича здесь закрывать? У тебя гора, где штур, у тебя полки обе, и верхняя и нижняя, у тебя камни. Толик Заноза в том самом месте, да? И сейчас будет размениваться Сом. В пальце. Конечно. Не вытащить его, не вытащить. А еще проблема, это дуга, где АМХ-50Б, там это кто? Нирью или позитив, непонятно, сейчас не видно. Сейчас будет сплит. Это Нирью, да. Позитив на бэшке стоит. Сейчас Нирыч с двумя тычками будет, если еще и Самуль отдался. Очень важно, да, урон. Слушай, ну сейчас ситуация неприятная у Альфа однозначно. Очень важен был фраг с Толика, да, сейчас в Самуле. Ну здесь, смотри, он там может играть. Если какая-то цикличная машинка приедет вот туда, вот квадрат H9, то все. Мне кажется, вообще шансов никаких. Ну и в свою очередь надо быстрее закрывать Анатолича, чего и делает Пейн. Смотри, он покинул нычку. Да, убежал на базу, сейчас будет настреливать спину Толику. Но он будет искать, да, этот прострел вначале, а потом будет настреливать. То есть 50Б, БЗ будут пытаться забирать вот эти 3 танка, которые здесь стоят. Толик в отличном простреле не залетает. Ну как в отличном? Тут ну да. Нижний бронелист спрятан, только лючок, а дистанция сколько тут метров? Сейчас будет кидать. Он будет кидать, но, во-первых, Толик не светится, во-вторых, надо попасть, пробить, все-таки это мир танков, и здесь, ну, не летит все белки в глаз. Плюс-минус 25, КС-ка это не, там, не знаю, не Леопард. Толик держится, сейчас ему будет помогать Агрессив и Нирыч выбивать эти 3 танка под горой. Очень важная задача. Агрессив, я думаю, даже не выбивать будет, а на скорости пролетать в К5 вот туда вот, нет?
Мне кажется, это самое логичное решение, попробовать пролететь в яму куда-нибудь G7, K5, вот туда, чтобы оттуда спокойно, без засвета работать. Но есть риск у агрессива получить лишний урон, поэтому он, видишь, пока... Да, он побоялся ошибиться. Пока Толик живет, все вроде как неплохо убьет, тяжело их выбивать. Напомню, они все-таки в дефе. Нет, почему? Альфа в дефе. Ой, да. Но у них более агрессивная позиция, тяжело тут будет Альфе развивать какую-то атаку. Ну, Альфа сейчас попытается просто Анатолича закрыть как-то, может быть, его сам будет пока светить. он живет, все нормально у него. Пока, да, пока у Толика все хорошо. Но ищет вот этот ключик. Как же все-таки Альфу разбить? Мне кажется, самое адекватное — это бросить вот эти машины в этом кармане, собрать основную группу и ударить в квадрат Е3. У тебя много фуловых танков, у тебя много барабанной техники. Там по инфе что? Две бэшки, пару циклов. Мне кажется, удар в Е3 и вот в полностью третью линию намного более рациональное решение. И проблема в том, первым идет, будет да, никто не светит этот пуш. Сейчас без проблем, по идее, должны вкатить. Как бы вроде бы и готовы к этому эти бэшки, но это... Ну тут два барабана, они тоже отдадут, знаешь, тоже такой размен будет. Не ну и Чик в ангар. Но Чика должны забирать, это важно. Его с центра подконтрить могут, мне кажется, он уже шотный остался. ЧСВ в ангар сейчас уйдет, хотя удалось дьявола зафокусить, но тут фуловый позитив, тут агрессив, 1800, тут интервью, полторашки. Чик, кстати, спустился. Чик выжил, но 250 Б, значит, заберут. Тоже важно, минус 2 барабана, пускай не отдали. Сейчас, правда, не Рью на КД вместе с позитивом, и, возможно, Пейн захочет поиграть более агрессивно сейчас. Посмотри, центр решили контрпушить, как-то это не совсем рационально выглядит. А там еще снаряды оставались, и все отлично, как будто у Beyond. Чуть получше у них были позиции, они их здорово разыграли. Ну, это 0-2. Это 0-2, я как-то, знаешь, даже с грустью в голосе слышишь, да? Слушай, так здорово Альф принимали. Хотелось бы, чтобы они как-то, ну, закомбычили чуть-чуть 1-1 и дальше интересней. А с 2-0 будет не так весело, но, ну, отдадим должное Beyond. Они поехали в 15 танков, не побоялись, спокойно вышли вперед, забрали, значит, гору, выдавили 5-6, прижали танки противника, но те тоже приняли... Тоже правильное решение контрпушить и занять вот эту позицию в F7. Сильно помешал, наверное, Толик, который у них такой бэклайн стоял. Очень сильно. Перестрелял Самуля в 0, причем, я так понимаю. Фанни, по-моему, но неважно. Ну да, какой там. И очень сильно напрягал команду противника. Ничего не могли сделать, пытались спину пострелять. Забрали это в full КС. И она в итоге, сейчас ее именно не хватило вот на этом пуш третьей линии. И как-то потом... Приняли тоже правильное решение, попытались спину поискать прострелы, а ребятам не подставились, обратно уехали за утес, выпушили третью линию, да, будучи без засвета. Как-то более грамотно доиграли. Опять мы в который раз видим, что Beyond доигрывают хорошо. Если они заезжают в позиции, откуда нельзя как-то выехать и доиграть, тогда все плохо. Но когда им противник дает время, дает возможность вот это вот чуть-чуть поднять голову, да, посмотри, где как чего. Ребят, да, давайте вот так сделаем. Берут и делают. То есть видно, насколько они хорошо доигрывают, превращают свое какое-то вот это вот небольшое, мизерное какое-то преимущество в огромное, в огромное превосходство. Все, в принципе, победу. Ничего сложного, да, Дьявол поехал вперед, у него там 2500 хп, он торганул, отдал почти весь танк, но зато две бэшки забрали, развернулись, этого еще встретили, кто в спину пришел. Плюс КС помогла им. Да. Да не, ну то это как-то вроде, знаешь, ничего сложного, но в результате все всегда правильно. То есть когда чуть-чуть они вот успокаиваются, затихают, принимают более правильные решения, взвешенные, у них вот это их игра. Вот пока ну, вот о чем мы говорили с тобой, Дим, неоднократно, что команда умеет принимать решения, есть кому подумать, они действительно зачастую всегда верные, и именно поэтому, не всегда, но зачастую, почти всегда верные, именно поэтому это один из основных претендентов, именно поэтому это действующий чемпион, именно поэтому ребята рубятся в финале нижней сетки, поэтому никаких удивлений здесь нет. И именно поэтому мы с тобой как раз и в эфире общались на тему вот этого навязывания максимально быстрой игры, для того, чтобы не было возможности вот у этих людей, кто умеет думать, у этих игроков, давать им думать. Чем быстрее, чем молниеноснее ты играешь, тем как бы, ну, и сумбурнее проходит тот или иной бой. Если все идет по твоему сценарию, то ты, как правило, выигрываешь катку. Здесь в целом Альфа неплохо принимала эту вкатку по центру, но камнем преткновения в конечном итоге действительно стал Анатолич, который выжил на своей БЗшке и ничего не могли сделать ребята. Может быть, им нужно было как-то более агрессивно обратно в центр выйти и получить от Анатолича. Это было бы более правильно, но не догадались, да, не додумались до этого решения.
Плюс ко всему не удалось гору занять Альфе. То есть если бы на гору по какие-то танки приехали, то Анатоличу бы тоже с этой горы подхватили. Но Beyond не хотели отдавать им гору, они просто поехали в 15 человек и ничего не дали время подумать, да, вот есть шахматы, да, есть быстрые шахматы. Вот сейчас здесь в быстрых шахматах Beyond были сильнее, не дали время на раздумье, и противник немножечко ошибся. Да, хорошо принимали. Что? Какие тут шахматы? Тут БТР самый что ни на есть. Не, почему? Есть шахматы, есть быстрые шахматы, когда у тебя определенное время на ход есть, суммарно на все ходы. Тут... Ну, неважно. Короче, в быстрой игре Beyond оказались сильнее. Там, где они уступали Стаборн, как раз именно в быстрых решениях, здесь они видно, насколько они сильнее. Именно в принятии решений. Не совсем соглашусь с тобой. Знаешь почему? Потому что бой был немножко по-другому построен. У тебя молниеносная атака, которая является изначальным планом на бой. Дальше пару-тройку индивидуально принятых решений о позициях. А дальше игра успокоилась. Там уже время кончится. А дальше игра успокоилась. Все, она встала. Но при этом они себе забрали более интересные позиции, у них была большая часть карты, они приехали, только засейвили, только сказал, ребят, я сам тут справлюсь, давайте уезжайте, пушьте. Они реально уехали и пропушили там, где было слабо. Но они же много времени для этого имели. Они вначале пригнали Нира, потом он зарядил барабан, потом приехал агрессив, подумал, что может быть проехать, потом решил, что это ерунда. Пошел кол, что надо впушить в Е3. Он перестроился, забрал с собой Нира. Они собрались, поехали, потому что не дождались ничего до Альфы. Времени было куча. Подумайте, здесь, ну, это именно в этом бою никаких там быстрых необходимых решений именно таких командирских не было. Оно было одно единственное, это пропушить Е3, оно было очень грамотное и правильное, и вопросов нет. Этот бой был проигран из-за того, что оставили Анатолича. Раз, два, вот эта вот группа из 3-2-6-0 не играла никаким образом. Она должна была играть. Когда сняли КС-ку с третьей линии, равно ослабили третью линию. Соответственно, нужно тут же было что-то делать. Ребята почему они ничего не делали? Потому что они испугались, что там стоит Нирью за, ну или там кто-либо еще, неважно, да, какой-то танк за маяком, что в принципе логично было, что и сделали Бейонды. Но если бы ребята прошли бы в район пятой линии, там есть сейвы и от полки, и от горы, и с Анатоличем можно было бы перестреливаться. Это было бы очень, такое, знаешь, агрессивно-рискованное решение, но оно бы, это прям очень сложно было его принять, но оно бы хотя бы позволило. Они его как раз не приняли, это самое решение. Да, не приняли. Могло дать им какие-то более высокие шансы на победу, но они отдали инициативу сопернику, а соперник такой, да, ребят, спасибо за инициативу, сейчас мы здесь постреляем, сейчас мы вот этого добьем. Но они на спокухе же это делали. Ну да, там не было быстрых время. решений. Вот именно, у них было время как раз для спокойных средних решений. То есть противник ничего им не предоставил. Альфа ничего не сделал для того, чтобы напрячь Beyond. Вот Да, но здесь у них были похуже позиции, но могли что-то попытаться, что-то как-то там почекать, пострелять, еще что-то. То есть никаких действий не было. Они тупо дожидались, чем же закончится. Ну, вот так вот. Знаешь, что от себя добавлю? И перейдем к песчаной реке, которая является следующей картой. Наверное, зря так много техники оставили на третьей линии. Там было 2 бэшки, 2 КСки. Мне кажется, отправь они этих бэшек в атаку, у них по 2500 хп. Даже если бы их зафокусили, они бы потанковали, поделились бы своими очками прочности, плюс быстрее бы убили технику и, возможно, бы не проиграли. Когда принимали центр? Когда 2-0 полетели сразу же в контрпуш. Залпы полетели, вот сразу же. Вот мне кажется, бэшек тоже надо было с собой брать. Ну ладно. Бэшки отдали барабаны. Давай дальше, Дим. Давай двигаться. Ну и все, и разменивай хп. Просто езжай, впитывай на своих бэшках. Так часто делают в турнирах 7/7, но это 15/15. У нас впереди песчаная река, финал нижний. Пока все не очень хорошо у Альфы. Их сетап. ЕБР, 1 объект 9.07, 1 КСК, 2 объекта 2.7.9, 2 объекта 2.0, 2 БЗ 75-х и 6 чифтейнов. Это их выбор для атаки. Напоминаю, играем мы до 4 побед, друзья мои. Пока Альфа горит. 0-2. Бейонды впереди. Тут попроще, даже зачитывать нечего. 2.6.0, 2.7.9 ЕБР по одному и 12 чифов. Да, просто понятно, лаконично. 12 чифов по короткой чифы вместе с 2.0 летят в коллинию у команды Beyond. Ты знаешь, такие на уверенности. Парни ДВшку взяли, все четко. Поехали, возьмем и сломаем им башни, открутим им стволы, разорвем баки и гусеницы в качестве трофея заберем, поставим, поменяем, когда нам их собьют. Все. 1-2-7-9 контроль центра, 1 ЕБР контроль правого фланга, 1 чифтейн контроль базы и 12 машин едут в рубку. Но команда Альфы хоть и в меньшей степени едет в эту рубку на КДЖ-линии, но тут недалеко мобильная группа в лице 260-х и 907-х. Выключен просто идет. Да, выключен немножко Акамизуда, но Бейонды вообще ни на что не обращая внимания, просто вкатывают. Надо забирать.
Да, Минус Фанни, две BZ-ки. вот эти БЗ, которые поджимают, да, непонятно зачем. Сразу спокойной ночи, Фанни и Red Evolution. Ну а Бионды все, они воспряли духом, поперли дальше, они готовы. Оставили там, правда, парочку машин, чтобы корму прикрыть, там вон Анатолий ставил. Но основная группа приехала и говорит, давайте, парни, погнали рубиться лицо в лицо. Кто кого, у нас чифтейны, у вас чифтейны, ну давайте стреляться. Ну и пока все плюс-минус ровненько. Да, здорово забрали вот эти БЗшки, которые были абсолютно неэффективны, но теперь перестрелка идет ровненько, и за счет киллов БЗ у Биондов чуть преимущество по ХП имеется. Но хочу отметить один маленький момент. Все-таки Альфа стоит выше, короны нет у Биондов, корона, наоборот, контролируется Рипкингом и там еброводом команды Альфа. И, возможно, сейчас Альфа умеет в танке стрелять. Они сейчас за счет именно вот этой высоты смогут. Им бы танк бы в К2 какой-то пригнать, вообще бы шикарно было бы. Очень там чифчик нужен, но почему-то пока там никого нет. Ну и тут Шарпе очень сильно подставляется на своем 279. Вообще от Вангара его диф отправляет. Но по ХП уже подсравняли. Именно за счет высоты. Такая равная перестрелка, да, Дим? Нет какого-то вот такого фокуса. Просто перестрелка. Перекрыли шотного, двушотного, подставились фуловые вытанковывают, да, там, ну, какой-то пиф-паф, пиф-паф. Пока в пиф-паф побеждает немножко Beyond, они забрали 2, но немножко уже отдали это преимущество. Сначала оно было больше, да, там почти в 2 танка, то есть они почти бесплатно забрали. Но теперь как-то в позиционке не хватает как будто бы им позиций. Сейчас нужно подуспокоиться. Время выхода, ну, как бы такого, стенка на стенку, наверное, прошло. Сейчас нужно занимать более удобную для себя позицию. Да, но и решение от Альфы 2-2-6-0 сняты с этой группы, то есть она ослаблена. Поехали они убивать Анатолича на центре, но не ошибка ли это? Мне кажется, Бионды могут этим воспользоваться. Спровоцировать сейчас пуш, скорее всего. Да, спровоцировать, тем более здесь опять команда разбита на 2 группы, 3 машины на передовой, там вот 3 машинки, да, а остальные машинки стоят как бы на внешке, и не совсем они одна группа, не совсем они прям полноценная команда. Они здесь как бы 2 малые группы получаются. Но Бионды, видишь, тоже понимают, что по ХП-то ровненько. Не все так однозначно. Плюс коронный размен будет, плюс они еще туда будут назад откатывать на внешку. К1 не занята, которая выдавливает вот эту вот позицию, где стоит Defense of Flame, Keep Me. Не было времени ее занимать, потому что сразу навязали агрессивный бой команд Beyond. Они тупо запушили БЗ и не дали время вот перетянуть эти танки в К1, К2 и так далее. Чтобы какие-то свои интересные варианты разыграть. Именно от позиции играть не дают. Не дают время подумать, как раз вот то, про чем мы говорили. И пытаются наличие в скилле как-то перестрелять. Ну пока перестреливают, Дим, пока перестреливают. Смотри, 5 фрагов уже у Биондов. Да, по стволам все четко. Альфа только на центре забрала. То есть вот в этой коллинии ни одной машины еще не потеряли ребята из команды Beyond. Это очень важно. Причем много танков шотных, двушотных, но они все живут. Играют только те, кто имеют ХП. Это опять же таки показатель просто сумасшедшего скилла, огромного скилла. Потихонечку душат. Здесь эти 3 танка, уже не попадает в перекрест. Никуда не отсюда не уедут, сейчас просто отъедут и все. В ангар. И потом 2 танка лопнут, которые БТВ Мун и... Паскуда, по-моему, там, паскуда. Ну, Illusion и Defense это все, это Габелла, их отправляют в ангар. Корона сюда не имеет прострела, пока идут перетяжки, у тебя сейчас все танки здесь отъедут в ангар. Важный еще момент, что команда Beyond находится в обороне, это очень важный момент. И команда Beyond не нуждается в том, чтобы этот бой там выигрывать. Они забирают нужные позиции, забирают технику, но если вдруг сейчас какой-то риск будет этот бой проиграть, они просто успокоятся, займут более выгодные позиции, может быть, отступят, и все, и будут стоять. Это тоже, ну, такое дополнительное моральное преимущество в рамках данного боя. Неплохая перестрелка, говорю, по ХП по-прежнему ровненько, но стволы, просто обратите внимание, дорогие друзья, 12 живых танков у Биондов, 12, и лишь 7 у Альфы. Да, тут еще раз повторюсь, куча шотных, но они же живы, они же могут стрелять. В теории Рипкинг спокойно контролирует этот заезд, но, тем не менее, потихонечку ХП у этих танков 2 тает. Рипкинг, конечно, стрелял, я думаю, в районе там 5-6к уже точно. Тем не менее, заберут 2. Уже из короны идут на стрелы, потому что позиция отдала команда Альф. Ну а что там делать? Там и живой ЕБР, и 279 снят, никак базу не уничтожить. Там, да, есть живое Камизуду, да, там есть ЧСВ, ну а что они могут сделать? Шансов не особо много, поэтому эти 2 поджатых танка уничтожены. И мне кажется, захотят добить побыстрее Beyond и Альфу. Тут есть ХП у Олстайла, есть у Эвила, там есть Штур на центре, который может просто в корону выходить. Ну и, соответственно, есть прикрытие в лице стволов.
которые, может быть, не имеют какого-то огромного запаса прочности, о чем мы отмечаем уже давно, но они же могут стрелять. Поэтому 2, 3, 4 танчика куда-то поехали упарываться, там, да, вперед, в атаку, там, в агрессию, может быть, даже не совсем там адекватную, но зато есть хп, ну, потеряю я его, там, вот, Олстайл, да, но зато Штур он поехал, разменял, Олстайл поддержал, зато забрали тут танчик, еще одну позицию. Олстайл много хп, вы можете Да, позволить я тому выйти говорю, вперед. конечно. Штур уже это сделал, у него там 1000 сняли, а какая разница? Ну, Штур была хорошая позиция еще, ваш 7 он там стоял, только прикрывал, разменивал, и сейчас продолжает пуш. Я думаю, у него тоже хороший дэмэдж именно на этой позиции. Слушай, Дим, ну согласись, интрига умирает на глазах в этом матче. Душат Бионды, не дают время подумать, Альфе не дают им занять какие-то свои позиции. То есть, смотри, сейчас Альфа поехал занимать какую-то позиционку и играть. Тут ребята на 12 этих приехали. Чифах такие, опа, привет БЗ, минус 2 БЗ сразу сходу. Не дали время занять К1, то есть ничего не дали время, то есть просто постоянный экшен бой, не дают времени там не поднять голову, не оценить обстановку, ничего, постоянно мешают противнику и за счет этого, ну, получают преимущество. Они пытались то же самое провернуть с Тобором, но там ребят поопытнее или быстрее, или лучше принимают решения, и с ними не прокатило. А с этими отлично прокатывает, и прям совершенно другой матч, да, по сравнению с тем, что было вчера. То есть сразу они начали вот так вот с агрессии, да, никаких 0-2, никаких 0-2, 2-0 даже. 3-0. Сейчас 3-0, да, то есть уверенная игра за нижний респаун. Честно, я не верю в то, что Альфа уже оклемается. Ну, во-первых, как бы 3 матчпоинта. Да ну, тут, ну... 4-0? Не отпускается Но такое. Песчанку они и вчера выиграли. 4-0. Я думаю, что здесь 4-0, но не отпускается такое. Ну, не хватит уже морали. Я думаю, что вкатывались на Энской... Ой, на Утес еще хорошо, ребята. Даже, думаю, второй заходили неплохо. Но после вот этого пуша в трешку, я думаю, уже поплыли. Ну, как-то разозлились Бейонд, честно говоря, приятно. Получили вот леща, в это отвалились. Да-да-да. Хорошего такого нормального увесистого. Упали в нижнюю сетку. Такие, ребята, а что это мы в лузеров упали? Ну, давай-то 4-0, тут вы это выиграем. Такие, ну, окей, давайте. Нет, ты не будешь дохнуть? Не, не буду. И все, и погнали. Ну, я тебе говорю, что с точки зрения более интересного гранд-финала, объективно, проход Бейондов — это логичная история. Ну, вот это соперничество Альфы со Стоборными мы на этой КП не видели, тоже было бы интересно посмотреть. Но Альфа, которая была вот сегодня, вчера, до этого матча, это очень приятно, очень крутая Альфа, которая прям, ну, не еще раз повторюсь, не восхищала, но очень, как-то очень радовала, очень радовала. Но вот сейчас Бейонды все-таки показывают, что... Свой уровень настоящий. Да, показывают, что, ребят, ну нет. Мы все понимаем, вы молодцы, вы красавцы, но нет, мы тоже как бы, ну, сюда пришли не семечки щелкать, да, и не песни петь. Мы сюда пришли в танки играть, причем играть на результат, и никакой результат, кроме как победу в клановой потасовке, мы не принимаем. Поражение в финале, там, в гранд-финале для нас будет, там, ну, провалом. И когда вы говорите нам про финал нижней сетки, мы улыбаемся и говорим, ждите нас в гранд-финале. Ну, из этой серии, да, какая-то такая история. И, в принципе, наверное, она логична. И какие бы альфы не были крутые, какие бы они не были молодцы, мы их отмечали и отмечаем и так далее. Свои кулаки они заработали, но я не верю даже в то, что здесь они смогут, вот, когда вот Бейонды настолько зацепились. Я даже не верю уже, к сожалению, я говорю, с грустью небольшой это говорю, но в целом, наверное, это логично вытекающая история. Я даже не верю в то, что Альфа здесь зацепится за хотя бы за 1 очко. Ну и сейчас все-таки чуть более удобный, наверное, респаун, и хочешь, чтобы они гол престижа, знаешь, забили. Хочется, чтобы ушли более красиво. Знаешь даже как? Может быть, сейчас вот Альфа забирает счет 3-1, потом Рыбацкая бухта, они на Рыбацкой бухте еще один раунд берут, и вроде как вот уже мы поверили в эту интригу. Да. И даже если потом 4-2, мы скажем, ну... Бейонды сильнее. Альфа красавцы, и попытались, и не там спросили, и поверили, и до конца. Но все-таки, да, Бейонды — это Бейонды. Но с трудом верится. Вот, мне кажется, морально очень тяжело, когда... Всегда, когда ты играешь против фаворита, вот вчерашний матч был намного легче для них с точки зрения морали. Они начали с 2-0, они хорошо вошли поверили в игру, в себя, они поверили, разозлились, прошли, и да, чуть-чуть там где-то не дотащили на опыте, там Бейонды что-то не хватило к смелости, не хватило вот какого-то опыта, какого-то хладнокровия, но намного более близкий матч по своей сути для того, чтобы его можно было выиграть, был вчера, нежели то, что пока мы видим сейчас, к сожалению, и
Еще раз повторюсь, я не поверю в то, что ситуация как-то изменится и что ребята смогут, ну, из Альфы перевернуть ход этой встречи, даже если они сейчас смогут взять очечко на песчаной реке, ну что-то. Очечко. Ну, может быть, очечко. Хочется поверить в очечко. Ну, размочить, да. Но, понимаешь, сейчас зацепится, вроде уже вот это как раз очечко, потом как-то полегче, передохнули, выдохнули, что-то достали из загашников тактики, если они там еще остались, а на Рыбацкой бухте без этого никак. И, ну, хочется, чтобы они хотя бы 2 раунда забрали. 2 раунда, наверное, больше не получится. Ну, а с другой стороны, слушай, а вот сам подумай, Бейонды вчера не самый удачный день объективно проводят. Сегодня играются с таборными, на нормальной морали, с нормальной подготовкой, на уверенности, но проигрывают. Безусловно, для амбициозного коллектива, который является действующим чемпионом, это такой, ну, удар. Падают в нижнюю сетку. Их реакция на это какая может быть? Ёперный театр? Чего такое происходит? А ну, собрались быстро бойцы, пошли и порвали. Пошли. Рвут со счетом 3-0 на данный момент. Им надо вот это вот сейчас возня. 3-1, 3-2, там и 3-3 висит. Я думаю, они же мыслями где-то в гранд-финале. Конечно. Они хотят сейчас 4-0 закрывать. Идти готовиться. Готовятся спокойно, настраиваются. Все-таки еще достаточно прилично времени им остается на эту самую подготовку. Разобрать ошибки. Безусловно, они были в первом матче. Ну, когда ты так летишь, да. Да, конечно. Ясен. Пересмотреть какие-то позиции, какие-то да, ясно, тактики, что кто-то решения. ошибся, где-то кто-то не доиграл. Именно вот этот нулевой какой-то пациент, с него все началось. Ну, знаем этого нулевого пациента и никнейм его тоже, конечно. Вот, и... Алексей его зовут, если кто не понял шутку. Алексей пациент. В общем, я думаю, что Бейондам нельзя для себя, для более такого рационального, правильного гранд-финала сейчас давать Альфе надежды и поводы и какие-то. Пока вот эту Альфу, которая сейчас выходит на вот этих вот разозленных Бейондов, ну, не вижу я ее в ГФ-ке, поэтому Шарпей берет БЗшку, 279-го, 1 ЕБРа и 12 чифов, и, видимо, поедет да-да, нет-нет. Ну, а Бейонды выставляют сетап без легкого танка, есть только Нирыч на КС-очке, также 260-х 3 единички и 4 объекта 279. Чифов здесь 7 штук, ну и Бейонды вновь говорят, что мы и без ЛТ можем спокойно открытые карты играть, нам есть кем светить, собирать информацию, плюс мы сами все прекрасно понимаем. Поехали, так сказать, рубиться. Здесь тоже ребята хотят рубиться. Опять они, Альфа, начинают играть через К-линию. Ну, в принципе, ожидаемо. Собственно, мне кажется, вчера они здесь и дрались. Я, честно говоря, не помню песчанки. Тут утес запомнился, песчанки нет. По поводу расстановки, Альфа отправляет 2 танка на корону. Массы идут играть КДЖ-линию. Бейонды тоже особо ничего не изобретают. Танчик играет левый фланг, Танчик играет дом. Мобильная группа готовая вкатывать и центр, и в яму на G-линии. G-линии, да. И вот эта вот группа 279-х и чифов, которая едет играть КДЖ. Но есть время занять позиции, как раз смотри, если в том бою не было такого времени, сейчас спокойно занимают, выходят через первую линию, будут занимать как раз К1 в 2.279. Они К3 будут занимать, скорее всего, в 2.279. И вчера ровно так же Альфа стояла. Мне кажется, что... Да, то же самое они пытаются разыграть. Шарпей поджался на БЗ, но получает. Ну, как-то, мне кажется... тяжело будет командовать и эффективно отыгрывать. Я думаю, что сейчас он здесь... Ну, сейчас особо командования никакого нет. Тут уже позиции заняты. Позиционка уже, да, началась спокойно, более привычно для Альфы, но вчера-то они и в ней, им чуть-чуть не повезло. Ну, мне кажется, надо что-то начинать делать тоже активной Альфе сейчас, потому что Бейонды поняли, увидели, они посчитали. Вчера это видели уже. Понимаешь, они и сейчас это видят. Даже уже не важно, что было вчера. Они видят сейчас. Вот Шарпей, вот чифы, вот там эти чифы на короне. Хорошо, мы все поняли. Ребят, мы все поняли. Мы уже 3-2-0 оттянули с центра. Мы уже поехали. Сейчас мы вашу базу всандалим. Мы сейчас будем играть в танки. Все, нам не надо уже больше информации. Нам поэтому и ЕБР не нужен. А что делает Альфа? А в этом весь прикол. Ничего. Опять как на... ничего. Не выиграть так. Не выиграть так. Они дают думать, Бейонды думают, Бейонды принимают решение. Решение вот оно. 3-2-0, поехали уже. Они для этого и брались, чтобы ехать, чтобы пережимать. Ну, надо, значит, отвечать, значит, надо давить, значит, надо пушить, значит, надо оттягивать танки, усиливать базу, закрывать фланги. ЕБРом, у тебя ЧСВ, это хороший ебровод, мы его сегодня уже хвалили. Значит, он должен делать что-то более акцентированное, больше света, агрессивнее света, наглеть. Он должен быть наглым, он должен быть просто негодяем для противника, он должен быть просто занозой.
Танчик. Но уже поздняя инфа, они уже вот здесь, они уже полкарты проехали, они сейчас, это 2-0, они летят, они с подкрутами, опять никаких аптечек, там весь акцент на скорость, на максимально быстрое занятие позиций, чтобы влететь, чтобы поджать, чтобы выжать кого-то, заставить противника возвращаться, ну а дальше будут надавливать. Все, Бейонды опять свою игру, они опять ее играют. Но им дают время, они это умеют. А нельзя этого давать, нельзя, все, это же прекрасно должен Шарпей понимать, он вчера им не давал. Он понимает, что нет никого сверху, и не нужно там никого чекать, нужно просто ехать, занимать позиции. Помнишь, как они поджали базу? То же самое пытаются исполнить. Они сейчас они ее и подожмут. Рипкинг на центре, которого, скорее всего, будут выходить. Наконец-то он находит эти танки, но уже чуть поздно под своей базой. Но и сейчас ЧСВ еще не отпустят отсюда, вот в чем прикол. У него плохая позиция на Ибере. Один танк в Б0, и он в ангар уходит. Но он еще постреляет по спине. Может быть, тут надо перепушить, но тут и в Рипкинга вкат пошел. Нужно обязательно помочь Рипкингу 279-му с H7. Обязательно. Нет, тут точно вот сейчас надо передавливать никто базу. не поможет. С H7 279, вот, Фанни. Нет? И Defense of Flame. Нет? Ну, нет. Я чувствую там глаз вопиющего в пустыне. Ребят, помощь. Ага. Да. Как-то так получилось. Да. Очень быстро потеряли. ЧСВ, кстати, в ангаре там, если что, на ноябре в C9. А тут сейчас размены пойдут. Сейчас еще и Диффенс умирает, видимо, и позитив сильно просажен. У Бейондов. Ну, вкат пошел в Defense of Flame, третий фражик. У Нерью Альфа не проходит. Не прошло. Ну ничего, он раньше заряжается. Еще и Альфа. Ну еще, правда, одну нерочку получил, но он тоже точно собрался без проблем. 3 уже, 3. Согнали танки, напрягают. Корона занята, да не, ну это 0-4, я даже Вчера было очень похоже, тоже опять под базой, опять корона, опять зажались. Как будто чуть-чуть на минус мораль не хватает им вот этого времени, пространства. Поплыли, ребята молодцы. Слушай, ну Альф при этом сами вчера также безжалостно размотали в последнем матче, да? Когда он уже был в хейте, они выиграли. Астралисов? Да. Примерно ногами избивали. Такой же стилистики примерно, как сейчас это сделали с ними Бейонды. Я не сомневаюсь ни на секунду, что мы видим гранд-финал Бейонды против Стабборна, повторение финала верхней сетки. И, в принципе, именно такой гранд-финал и многие, я думаю, что зрители прогнозировали еще на старте вообще клановой потасовки, когда все команды увидели. В принципе, тут особо не надо быть гением, да, там сильнейшей команды последних лет. Грустно, что вот таким образом Альфа свой финал нижний проигрывает. Немножко бесславно. Вообще бесславно. Да, еще раз говорю, это их никак не в упрек. Но они большие молодцы, они здорово сыграли, они вчера были хороши, они были супер убедительны. И сегодня, где-то что-то не хватило. Видимо, другая была установка на утес, и они понимают, что сейчас им уже это не выиграть. Они уже даже просто зажались, не принимают никаких действий, никуда не едут. Поплыли. Просто полностью инициативу отдали, как вот с утеса, так и все. Это опыт. Это нарабатывается годами, десятками там боев, не знаю, там энным количеством сыгранных турниров. И знаешь, не всегда даже и в итоге удается все равно научиться, даже несмотря на полученный опыт. Это там единицы делают именно те, кто... Но тут еще нужно додушить, додавить для команд Beyond. И да, минус 4 ствола у противника, вроде все здорово, но по ХП не так все супер ярко, где-то даже плюс-минус одинаково. Позитив тем временем просел, у него осталось 13 ХП. Думаешь, есть шансы эту катку вытащить у Альфы? Но, тем не менее, еще надо доигрывать. 4 минуты. Но он там организованная атака сейчас в К-линию, Наим, К5. Позиции полностью. Ставил. Сейчас выйдут минус Шарпей, это 5-й танк команды, пока технику Бейонда не теряли. Нерью поставили на кимпу шотного. Шотный позитив живет. Танки под базой, которые не отпустят оттуда технику с базой Альфы. По ХП, ну да, ровненько. Evolution вообще фугас, он в корму прилетает. Evolution вообще в ангар отправляется. Это уже 6-й танк, который уничтожают Пасткуда. Это 7-й танк. Бейонды по-прежнему техники не теряли. Хорошо, давайте. Интрига так интрига. Пасткуда ангар, Чик ангар. По-прежнему 15 живых у Бейондов. Норфиен 600. Ангар, дорогой наш друг. Дальше. Illusion Василек, пожалуйста, Василек. Фокус, 1200 в остатке, без малого. Еще 3 пробития, там еще и Illusion залетают. А может быть и сухая. Это будет действительно избиение. Просто избиение. Даже немножко не по-соклановски. Да. Даже не по... Ну, может, сейчас Нерью разобьется. Он привык первым умирать. Из уважения просто. Из уважения. Сейчас прыгнет с горы. Скажет, парни, да ладно? Я разбиваюсь и делаю это с уважением. Да, с уважением к Шарпею, который действительно провел хорошую клановую потасовку, который действительно собрал на эту КП хорошую команду, который действительно здорово прибавил и здорово изменился за последнее время. И под такой позитив, кстати. Позитив. Уважает. Ну, видишь, они как решили, что не надо нам этого, это все наши друзья. Это было 8 или 13 хп, что-то такое.
Да, но еще раз говорю, Альфа прекрасная команда, занимает третье место. Поздравляем их, наверное, все-таки с третьим Мы их местом. 100% поздравляем с третьим Абсолютно местом. заслуженно. Но есть такое небольшое но. Все-таки вот этот матч с осадочком такой бесславный. немножечко. Он бесславный. К сожалению, не было. Вот, знаешь, вот вчерашняя их игра с Бейондами, вот она была Оставлял славная. надежду на то, что сейчас будет борьба, да? Да, да, но, к сожалению, и я думаю, что и мы насладиться хотели этим противостоянием, немножко вот, да, поверили мы даже где-то в Альфу, что они смогут с Бейондами, но Бейонды Ну, как очень вчера разозлились. практически на равных Они очень играли разозлились, поначалу. да, да, они очень разозлились, они собрались абсолютно другие Бейонды по сравнению с тем, что мы видели вчера в противостоянии с этой же Альфой. И эти Бейонды, конечно, намного Ну да, они более уже грозные выхватили силы. сегодня от стаборнов и пришли такие разозленные, попался под руку под горячую Альфу, и их Шарпей, просто да, бедолага там, да, с пронесли катком просто вот жесточайше, так да, вот проехались. Ребят, ну не уровень, не наш уровень, как говорится, идите отдыхать, стрим смотрите, мы пойдем со стаборными рубиться. Но я могу сказать, что не надо, ну как бы с Альфой разобрались, спасибо, ребята, поздравляем с бронзовыми кулаками, вы молодцы. Хороший турнир, славная прогулка, жаль, что так закончили, но это Beyond, вы сами все прекрасно понимаете. Что касаемо гранд-финала, то вообще нужно забывать теперь все, что было до. Вообще не имеет никакого значения ни результаты верхней сетки, ни какие-то не самые удачные матчи Бейондов там с Альфой, в том числе со Стаборном, их какое-то непонятное поражение этим фанатикам, которое было в групповом этапе. Это вообще сейчас не важно, вот прям от слова совсем. У нас 13 боев в потенциале. У нас 1 миллион рублей на кону, у нас звание чемпиона в юбилейной КП на кону. У нас огромное количество замечательных боев. Так, маленький спойлер, пройдут они на картах по порядку. Прохоровка, Энск, Лайфокс, Химмельсдорф, Хайвей, возможно, Утес, ну и тайбрейк, как всегда, Химмельсдорф. Это все так, на секундочку, в 20:30 начнется. Ну так, на секундочку, для тех, кто там ждет. То есть еще подождать придется, тут часик с небольшим. Но это на самом деле нужно Бейондам, им нужно немножко время сейчас подготовки, немножко покушать, выдохнуть. да, забыть все, что было, там, похлопать по плечу Шарпею, сказать, младший брат, как бы, ну иди Спасибо. готовься. Спасибо, иди готовься, пока. За разминку. Ну, хочу отметить, да, топ-3 Альфы. Ну так, на секундочку, 3 команды, топ-3 КП, клан Альфа. Ну так, на секундочку. Отличная Уже все в любом подготовка. случае. То есть и кто клан-лидер, Да. координатор. Кто там? СОС, Тигр, да, огромный им привет, тоже передаем. Отличная работа была проведена. Собрали под заслуженно. своими знаменами сильнейших, объективно, это доказывает Ну и КП. Хрот все-таки топ-3. Да, ну тут вообще без вопросов, тут все как бы на табло. Этот матч забудем, он очень такой, ну, Ну, издевательский. непоказательный, да. Непоказательный, ну, он на самом деле он Просто очень... разозлились ребята и такие, чё, На самом деле он вывести показательный. 4-0. На самом деле он показательный. Но впереди совершенно другая песня, гранд-финал, который будет супер-мега ярким, таким же, даже более ярким, я уверен, что вот это право на ошибку, оно все равно позволяло где-то чуть-чуть действовать более, не то чтобы расслабленно, но более рискованно, что ли, и не совсем вдумчиво, там, знаешь, опираясь на какие-то свои эмоции, на какие-то свои мысли, интуицию, вот то, что вот мы видим, да, 5-2 Стабборн против Бейондов. Новый Стабборн против Бейондов в ГФ, это будет совершенно другой матч, я в этом убежден. И до 7 побед он играется, и играть там придется много, да, 4 карты в любом случае мы захватим. Химмельсдорф, напомню, 4-е, то есть уверен, что там как минимум один боечек любая команда выиграет, соответственно, Химмельсдорф полный посмотрим. В общем, заруба там будет славно, это будет фантастическая битва. Кстати, Рак Валера, да, за Альфу. А они тут в 0. Ну, мы... знаешь, и Валера ошибается, не будем к нему так... Да нет, это очень так, конечно, зло я шучу. относиться, Ну, да. мне немножко грустно. Мне немножко грустно вот такой вылет Альфы, такое вот уничтожение, такой разрыв просто. Эта команда заслуживала, наверное, более красивого ухода. Но для этого нужно было еще больше подготовиться, как будто бы у них, знаешь, в загашнике ничего не осталось. Вчера вот они нашли все, чем могли удивить, а сегодня как будто бы вот пошарились, а там пусто. Слушай, в ну с загашнике. Фергами они сыграли здорово. Нет? Ну, видимо, вот, Неубедительно. вот на это их хватило. То есть они поставили цель, топ-3, они с ней справились отлично. Ну, может быть. Ну, еще раз повторюсь, однозначно для гранд-финала, справедливости ради, да, все, двигаемся дальше, не нужно никогда останавливаться, там, жить прошлым. Двигаемся дальше. А для гранд-финала прекрасная пара, прекрасная афиша, карты на ваших экранах, я их уже озвучил, не хочется повторяться. И однозначно конкуренция
однозначно конкуренция в гранд-финале, когда мы видим Stubborn и Beyond, она намного выше, намного непредсказуемее. Еще раз говорю, не надо брать в расчет вот этот финал верхней сетки абсолютно, чем, наверное, Альфа, которая даже если превознемогла. Об этом мы говорили до этого, об этом мы говорим и сейчас. И я убежден, что со мной согласятся все именно независимые зрители. Да, наверное, сейчас болельщикам Альфы обидно. С другой стороны, мы говорили о том, что у Биондов, так как в составе намного больше стримеров, известных личностей мира танков, соответственно, намного больше фанатской базы, намного больше зрителей, которые именно за них болеют, потому что кто-то любит, ну, по разным, да, там, причинам того или иного блогера, смотрит, поддерживает кого-то индивидуально, поддерживает команду в целом, кто-то восхищается кланом Альфа, кто-то восхищается Квинами, ну, там, понятно, да, позитивом его команды, вот, которую сейчас он выставил в такую не совсем регулярно играющую, потому что здесь есть и, скажем так, приглашенные именно КП личности, но это все не важно, на самом деле, они много готовились, я в этом убежден, наверное, Дима об этом больше расскажет, потому что непосредственное взаимодействие с командой, с некоторыми участниками команды Beyond у тебя есть, и ты, наверное, можешь больше рассказать, если было у тебя общение на тему там подготовки, КПшки и так далее с ребятами, может, не было, не знаю. Я думаю, ребята особо не готовились, и не было такого, что прям именно это КП и так далее. Да, естественно, победить хочется, если ты привык побеждать, ну, тебе хочется побеждать и в этом турнире, и уж теперь осталось как бы один матч, но хочется напрячься и показать что-то, да, ну, что ты можешь, ты не просто там популярный игрок, ну, что ты действительно достойный победы. Ты думаешь, не было подготовки должной у Биондов? Ну, как правило, когда ты столько всего навыигрывал, не каждый сможет найти все силы, очень много готовится и так далее, и так далее. Это такое часто бывает. Смотри, я аргументирую. Про тех людей, про кого ты говоришь, которые много выигрывали. Это там Беовульф, Анатолич, Нирью, их пару человек, они не имеют глобальных каких-то административных ресурсов в этой команде, насколько я могу предположить, потому что все-таки за основу взята рота позитива, который является командиром. Эта рота играет регулярно, играет много. Они там в топе АБС формата, они топ-1 АБС формата последнее время, но по сути за их спиной несколько выигранных ивентов на ГК, одна клановая потасовка. Это много, но это не супер много. Они, ну, то есть они уже, наверное, легенды там, но при этом они пока еще функционирующие, так сказать. И я бы не сказал функционирующие легенды. Да, я бы не сказал бы, что... Может, так команду назвать лучше? Я бы не сказал, что это команда, которая имеет пока право не готовиться, не играть. И более того, там, имея взаимодействие там, в различных форматах, турнирах, общение какое-то с Нирью, это игрок, который акцент достаточно большой делает на тренировки, сам там разрабатывал планы, репки, не репки и так далее. Поэтому, ну, насчет Анатолича, Беовульфа не знаю, но мне кажется, что максимум, что может быть, это какие-то поблажки индивидуально к ним на участие в тех или иных тренировках. Но я не знаю, я предполагаю, но мне кажется, что Бионды много плодотворно и конкретно готовились. Плюсом ко всему, если я ничего не путаю, то энное количество игроков этого состава играла еще и на Еврокластере клановую потасовку. Ну, там какой-то аналогии, по-моему, кстати, они тоже ее выиграли там. Вот здесь могу ошибиться, потому что я не следил абсолютно никаким образом. Но это знаешь, где-то там в TeamSpeak мне кто-то что-то сказал, и я так вот сейчас переработал, выдал. Это вот именно про какой-то европейский сервер. Что говорится по поводу этого? Ну, я, честно, вот с учетом того, сколько ребят играют наступы, там, ивенты, я не поверю, что они не готовились к этой КП. Особенно с учетом того, что были приглашены там порядка 5-6, наверное, игроков из других составов. Там Копиат, Агрессив, Нирью. Они, если я ничего не путаю, впервые играли с ребятами клановую потасовку, потому что это ребята, которые до этого постоянно играли с стабборнами. И сейчас они впервые. То есть внедрить их в состав, да, безусловно, это суперопытные игроки, крутые, но внедрить их в состав, не поиграв какие-то спарринги, ну, это очень круто. Такое может быть, я не спорю, но я считаю, что ребята... Ну, не считаю, я еще раз повторюсь, думаю, предполагаю, что ребята много готовились, ребята, несмотря на то, что они асы, профессионалы и так далее, но они нуждались в каких-то тестах, тактик, сетапов.
и прочего. Но это мое мнение. Тут лучше, говорю, у Толика спросить, может быть, там, лично, может быть, как-то на стримах, может быть. Ну, не, то есть это все, там, у Беовульфа, у Анатолича, у Нерью в том числе, да, ну вот. Это же возможность есть, они, там, контакты их, они в общем доступе относительно. Так или есть иначе. телефон, можно позвонить, спросить. Ну, прямо сейчас. На самом деле, конечно... позвони. Да не, не надо. На самом деле, конечно, я просто бросил. Почему? Потому что ребята супер предельно мотивированы, и те люди, которые занимают первые места, как-то они, наверное, поэтому первыми становятся, потому что они именно замотивированы, именно потому что они много готовятся, много времени уделяют каким-то микромоментам, разбирают реплей, какие-то смотрят заготовки, ну, что-то постоянно генерируют идеи, проверяют, тестируют их, да. То есть работают с каким-то личным скиллом, на командным взаимодействием. Отметки берут в рандоме, чем не тренировка. Как минимум, да. Играют с головой, вот. И, соответственно, эти ребята, они побеждают именно потому, что они хотят побеждать. Конечно же, они супер замотивированы. Может быть, даже действительно много тренировались. Ну, тут насчет этого точно... Но я тоже, у меня нет каких-то, знаешь, прям проверенных инсайдов, какой-то информации, как-то особого контакта нет, но я почему-то вот уверен. Насчет команды Stubborn, то здесь 100% ребята много готовились. Проверенная информация, она многие есть. Говорят. Что-что? Ну, многие об этом говорят, но, в принципе, это видно. Они сегодня были существенно лучше в финале Виноров, но это не значит, что они будут и в гранд-финале настолько же. Ну, я говорю, надо вообще забывать этот финал Виноров. Он может быть, сейчас каких-то нейтральных болельщиков склонит к тому, что стабборны, знаешь, там чуть-чуть больше фавориты, там, да, какие-то, у них там чуть-чуть больше шансов на победу в ГФ, чем у Биондов, и, в принципе, будут правы, ну, как бы... Может, это тактика такая, они взяли, просто поехали так... Не, ну никто специально проигрывать не будет. Отдали это, так сказать, финал Виноров для того, чтобы потом в гранд-финале уж 7-0 выиграть. Ну, сейчас размялись на Альфе. И 7-0 я не поверю. Уронят. Не поверю в 7-0, но в то, что Бионды закроют ГФ, вполне. Запросто. Вообще запросто. Интрига сумасшедшая, потому что вот этот счет, да, вроде там такой, ну, здорово по ним прошлись, но это не показатель. Все, мы уже все забыли уже другие мысли, ну, уверенность в себе, она вернулась после 4-0, да, всегда это придает сил, немножко более спокойно становится, ты понимаешь, что да, я еще ого-го, мы еще там нормально все можем, мы не просто так тут, мы тут не отбываем ноль, мы пришли за первым местом. Вот, и полегче сейчас будет психологически. Тем более хочу добавить еще, что абсолютно неважно для гранд-финала, через верх или через низ ты прошел. Все абсолютно в равных условиях. Никакого преимущества абсолютно нет. Это просто вот отдельный матч. Знаешь, как вот какой-то суперкубок, суперфинал. Он вообще вот можно вот так вот отрезать все, что было на КП, квалы, ивент, вот какие-то группы, какие-то сетки винеров, вообще вот так вот все просто отрезать, так, выкинуть куда-то уже. Ну, не в мусорку, ну куда-то, знаешь, вот подальше, вот в сторону. Это все история, это будут пересматривать, это будут обсуждать, анализировать, разбирать, это все понятно. Но вот так отдельно вот хлоп, вот гранд-финал, а все остальное где-то вот там вне поля зрения. И, ну, БО-13, извините меня, до 7 побед. Если играть 13 боев с перерывами, то можно сейчас на 4 часа в матч уйти. Тут мне Рак Валера шепнул, что будет 7-3 вообще. 7-3 Рак Валера? Он уже был в будущем, да, все посмотрел. В пользу Биондов или забыл сказать, да, в чью пользу, но сказал, что будет 7-3. 7-3. Ну, я скажу так, любая история 7-0, 7-1, там 7-2 в любую сторону, это плохой гранд-финал с точки зрения рядового зрителя. Не представляет, что могут так сыграть, тут нет такого жесткого преимущества. Я тоже думаю, что такого не будет. Я от себя просто такую, знаешь, ну, мы соскучились по тайбрейкам. Мы прям соскучились. Пока что. Его, да, их не было, и мы соскучились. Была бы крутая история, еще, знаешь, с каким-то камбэком, там, со счетом 6-3, взяли 3 подряд, отыгрались. 6-6 там, да. Да, был, ну, что-то такое хочется, но, опять же таки, переворот в каких-то можно сколько угодно чего-либо хотеть, а все, что будет, это будет сделано Стабборном, Биондами и их противостоянием. Тут можно сколько угодно говорить о том, кто, что, мотивация, легче там отбивать чемпионский титул или там чуть-чуть больше уверенности у тех, кто является действующим чемпионом. Если смотреть на статистику, тут все здорово, и там, и тут известные личности, и там, и тут чемпионы, и там, и тут на ивенте, и те офигенно, там, по-другому не сказать, сыграли очень эффективно. Там, ну, то есть
настолько равные расклады в целом. Там, ну да, сейчас какой-то там, знаешь, доп плюсик, что вроде как победили Стоборны в финале в верхней. Ну, ты говоришь. А с другой стороны, Это так, знаешь, победили, ну да, вы их тут обыграли, ну, молодцы. Ну, выиграли 5, а они 2. Но они сейчас выиграют 5 и проиграют 2. Такое может быть, да, там. А потом вы возьмете и еще выиграете 5, и будет счет 7-5. То есть о камбэках о чем речь. То есть поэтому здесь можно сколько угодно рассуждать, говорить. Каждый сам для себя определится сейчас, за кого он будет болеть, кого он будет поддерживать, чьей победы он хочет, какого счета он хочет, кто больше заслужил, кто больше достоин, у кого был более сложный или более легкий путь, какая команда более яркая. А решит-то все равно матч. Решат конкретные точечные бои, набранные очки, индивидуальные действия, тактики капитанов, там, да, общий план на бой, глобальная стратегия, правильная мораль, какие-то установки, принятые решения. Карты, ну, так как это БО-13, вообще про них ничего говорить не надо. Ну, у тебя БО-13, дружище, ну не умеешь одну карту играть или не угадал, угадаешь на второй, ты можешь начать с 0-4, в итоге 4-7 закончить. Да, ты можешь проиграть, ты можешь 2 карты проиграть, и это будет только половина, полностью наглухо 2 карты слить, это будет только половина победы вражеской, команды противника. Не вражеской, все-таки здесь противники, наверное, да, соклановцы. Поэтому тут на любой вкус. И Химмельсдорф, и Энск, они будут в любом случае, это 2-я, 4-я карта. И открытая Прохоровка с сильной обороной, и Лайфокс с открытой сильной обороной, и Хайвей, который мы видим разноплановый абсолютно, и в том числе эти команды уже играли, и Утес, который завершает, где и угадайка, и скилл, и все, что хочешь, и эти БЗшки, и их отсутствие, и, куда угодно. И тайбрейк на Химках, если до него дело дойдет, и тоже абсолютно все, что угодно будет. Но пока как-то Бейонды неубедительны на Химмельсдорфах и Энсках, что, кстати, удивительно для меня. Да, странно. Что странно, команду, которая именно сильна за счет умения перестреливать в равных ситуациях и так далее. А сегодня этого не было, вчера этого пока не было. В ГФ будет. Что? Может быть, в ГФ будет. Да, я думаю, что ребят немножко сейчас проснулись, очнулись. Ребят, а что это мы, прикиньте, вчера что-то Энск проиграли, сегодня что-то Химки маленько подслили. Может быть, это как-то подсоберемся и возьмем, что там у нас будет, Энск в начале, второй картой. Энск 2-я, да, вот да. Прохоровка, Энск, Лайфокс, очень бодрое начало, да, по картам, то есть это Прохоровка, Энск и так далее. Лайфокс, может быть, там чуть будет все спокойнее. Вот, на первых 2 картах будет просто, жестко. Организаторы специально так сделали, некий баланс открытых карт города, вот как раз зрителям показывают. То есть начинается все с Прохоровки, где может быть и позиционка на 10 минут, и лютые перепуши. Дальше Энск безальтернативно активный, потому что маленькая карта, даже если ты стоишь, ты все равно стреляешься. Лайфокс, где опять же таки можно и вкатывать там широкие обороны и дефы играть, о чем я тоже рассказывал уже много раз. Можно и стоять наглухо. Химки, как ни крути, но город, и все равно какая-то движуха будет не через секунду от начала боя, а через 2 минуты. Дальше Хайвей тоже очень разная карта. Сегодня мы видели очень бодрые зарубы именно в городе, именно в городской части. И было интересно, было не хуже, чем на Химках, не хуже, чем на том же самом Энске. Было очень интересно. И Утес, супер-мега карта. Слушай, давай ради интереса попробуем сейчас таким неблагодарным делом позаниматься. Прогнозы? У нас все равно не совсем прогнозы, а вот можно вернуть, пожалуйста, карты наши уважаемые коллеги, большой компьютер. Спасибо. Вот смотри, знаешь, что хочу сделать? Вот на твой взгляд, на мой взгляд, вот ты уже все полностью познакомился с командами, есть понимание. У нас куча времени, можем себе позволить потрепаться. Мне вот что интересно. Я на протяжении всего турнира постоянно пытался какие-то карты, какие-то там стилистики, знаешь, клеить на команды. Вот эта команда на этой карте сильная, а вот на этой слабая, а вот здесь вот они могут, а вот здесь не могут, а вот тут еберчики. И каким-либо образом это аргументировать, да? А вот здесь вот эти играют в атаку, им будет легче. Вот по твоему мнению, не знаю, ты скажи, я там, например, потом свое скажу мнение. Я думаю, может быть, зрителям будет интересно, они в чатике свое напишут. Вот карта Прохоровка, вот на Прохоровке, чей стиль, чьи решения, кто в преимуществе и почему, да, вот как ты думаешь? Ну и дальше вот так пробежимся по картам. Не особо видел команду Стоборн на Прохоровке, не помню их бои, может быть, они были более легкие, чем у команды Beyond. Но Beyond здесь хорошо играли, хорошо доигрывали, разыгрывали ситуацию, но здесь я бы не отдал никому преимущество, мне кажется, здесь будет какой-то спокойный 1-1, либо, 2-0 будет неожиданно, скажем так, для меня, но с небольшим преимуществом, возможно, за Beyond. У меня, на самом деле, вообще параллельное, полярное мнение. Я считаю, что на Прохоровке, наоборот, за Стоборном будет преимущество, потому что как-то, не знаю почему, но мне их игра от ЛТшек
нравится больше, и Бейонды, наоборот, активно ЛТ не используют очень часто, их не или используют минимально. Ну, как в последнем матче у них не было ЛТ, и на Мураванке сегодня не было ЛТ. Ну вот, да, то есть это было видно. Они. Стабборн, Прохоровку играли много идей, они много на них, то есть провели хороших матчей и не только на этой КП, а и в прошлом. У них есть возможность стоять наглухо и также любой фланг разжимать. Бейондов, я вот, если честно, не видел в хороших каких-то крутых оборонах. Они там, да, выигрывали бои с этими блейзерами, которые что-то не совсем понятное делали, но это вообще не показательная история. Блейзера сделали все четко, они просто тупо не доиграли. Они провели отличную атаку, но в какой-то момент остановились, перестали развивать вот это преимущество и отдали инициативу противнику, а Бейонд мы видели, что делают, когда у них есть инициатива и свободное пространство. Короче, я думаю, что Прохоровку будут играть активно обе коллективы, в том числе и в дефе, на встречных курсах, где будет либо 1-1, либо даже 2-0 в пользу Стабборна. И мне кажется, что достаточно значительную роль сыграет первичная раскатка и игра легких танков. Вот я бы, наверное, за Стабборнами оставил бы Прохоровку. Вот. Ну пойдем. Это мнение, я говорю, рад буду ошибиться всегда. Твое, как бы, мое мнение, ребят, вы в чатике там напишите. Давай по Энску, Дим, что думаешь? Энск такая карта плотная, маленькая, там 500 метров, да. И мне кажется, почему-то именно на городских картах сегодня, в общем-то, все и решится. Видели сегодня вот эти химки странные немножечко, на мой взгляд, от Beyond поспешные, да. Вот именно, вот если одним словом назвать, то это поспешные химки были от Бейондов. Принятие решений спорных, на мой взгляд. Вот. И, возможно, на Энске будет. Энск вчера от них не был убедителен. Уверен, что сделали они выводы из вчерашнего своего Энска. Ну и потом с этой командой они официально не играли. Допустим, тренировались, допустим, еще что-то. Но что-то вчера Энск не впечатлил. Вот. Но здесь давать прогноз мне, если честно, тяжело. Не представляю, по какому сценарию он пойдет. Может быть, Бейонды возьмут и выиграют. Здесь закроют 2-0. Кто знает. Но пока кажется, что все будет решаться именно на городских картах. Не на Лайфоксе, не на Прохоровке, а вот именно Энск, Химки. Я, скажем так, наверное, соглашусь с тобой по поводу того, что на Энске и на Химках многое может решиться, потому что открытые карты, вероятность большая поделить пополам. Насчет Энска я уверен на 1000000% и подтвержу твою мысль, что Бейонды пересмотрят Энск, который они проиграли Альфе, потому что это было совсем плохо. И на Энске поставлю на 1-1 в матче, но не исключаю, что в том числе Бейонды могут забрать 2-0 Энск. Согласен, что очень сложно как-то прогнозировать, как-то предполагать, что будет, как бы, какие сценарии, какие стратегии. Действительно, это очень тяжело, каким бы там ты гением не был. Но это, знаешь, это как вот, как тут, тут оба крутых коллектива, равный матч. Но если на Прохоровке, да, вот я озвучил два счета, которые я вижу, 1-1 или 2-0 в пользу Стабборнов, то на Энске, наверное, да, я вот тоже озвучу 1-1, как такой вариативный счет. И второй вариант, который я вижу, это вот тоже, наверное, 2-0 Бейонды, потому что Стабборны, мне кажется, не совсем поймут, исходя из того, что играли Бейонды, что от них ждать на Энске, и будут играть что-то либо очень простое, либо что-то слишком умное, и сами себя, вот, просто моя какая-то, да, вот там мысль, и сами себя перехитрят, или не будут готовы к каким-то там сумасшедшим крутым тактикам необычным от Бейондов. Поэтому, наверное, вот с Энском что-то такое будет, да. Но мне кажется, трудно будет друг друга как-то удивлять. Вот, я думаю, что пока что команды друг друга не удивляли сегодня. По Лайфоксу. То есть была тупо драка. Были зарубы. Но еще раз говорю, все, что было, то есть, как будто, знаешь, такая тренировочка. Мы увидели кусок тренировки. Скилл потестить. Да, потест скилл, вот эти перестрелочки, добивания и так далее, так далее, так далее. То есть что-то, какие-то страты, как будто это вот первая их игра выглядела именно как такая бодрая, классная тренировка. По поводу Лайфокса, что думаешь, 1-1, без особых каких-то сюрпризов? Мне кажется, что именно на Лайфоксе как-то, может быть, подуспокоиться, будет какая-то пауза, не знаю, какой будет счет к этому моменту. Выдохнут. Но это, да, карта, чтобы чуть выдохнуть, может перевести дух. Если будет преимущество у кого-то, то наоборот, нужно будет что-то придумать. А на Лайфоксе сильно особо-то не придумаешь. Да, там понятно приблизительно. Вариантов много, но тем не менее, примерно понятно, как там обороняться в целом. То
То есть немножко Ну разные да, варианты. решения готовы уже, есть опыта достаточно. Я соглашусь, что Лайфокс будет... Я вот прям вообще на 100% с тем, что ты сказал, согласен. А может возьмут и просто поэт опять хлестаться там, не знаю, Да, кого-то, или- на или- ЖДшке или на 15 на ЖД. 15 ЖД такое интересно, бывало. да, Такое да, бывало. На ЖД это нередко. Я соглашусь, что будет сильно зависеть Лайфокс от того, что будет до него, Прохоров-Кэнск. Если кто-то будет отставать сильно там, да, то там То 3-1, будет 4-0. вариант. Нужно будет что-то выдумывать. Если счет будет плюс-минус равный, то Лайфокс, скорее всего, попилит и все. Про Химмельсдорф давай пробежимся. Тут я бы, наверное, высказался аналогично как с Энском, но с небольшим но. То есть я считаю, что Бейонды будут лучше на Химмельсдорфе, чем были, но не настолько, как на Энске. Я бы, наверное, поставил на Химмельсдорфе на 1-1 или даже на Стабборнов, потому что они, Химмельсдорф, хорошо умеют, могут, практикуют, понимают. Ты видел Было вот эти видно, решения, да. были видны. Поэтому вот Химки, наверное, я в сторону Стабборнов склоню. Или на ничейную. Какую-то такую историю у тебя как? Ну, Стабборны были сегодня слишком хороши на Химках, поэтому скорее за ними останутся. Ну, Именно 2-0 не видится, да? Бейондов победа на Химмельсдорфе, согласись. Вот вообще как-то Второй не раз, видится. 2 из 2 проиграть Химки за один день, наверное, пожалуй, нет. А потом еще, прикинь, еще и тайбрейк. там Нет, будет. я имею в виду 2-0 Бейонды победят, если. Вот я что-то не вижу такую историю. Вот не знаю, вот сейчас, вот они могут выйти с совершенно другим настроем. Сильно будет зависеть, я думаю, от первой карты. Вот видно, насколько Бейонды немножко подвержены вот этому морали, да, то есть вышли, что-то 0-2, и потом не смогли переломить, да, и вчера смогли, но там команда была послабее была, да. Тут они оплюх получили, и тут же начали бодро, и не оставили шанс вообще Альфе. То есть вот первая карта, она может, ну так, их дезморалить или наоборот Вектор какой-то, да, матча придать сил дополнительных, внутренних каких-то резервов и так далее. Ну а вот по поводу хайвея, вот эти рубки в лицо и 1-1, или стоит нам ждать какой-то более осторожной игры, и по прогнозам, что думаешь, у кого преимущество? Я думаю, Кто что мы заберет? за первые 4 карты уже вот заранее сейчас нашибались столько, что вообще не важно, что там мы сейчас придумаем про хайвей, там будет уже все другое. Увидим абсолютно другие карты, нежели мы с тобой тут что-то планов каких-то настроили. Вот, и поэтому заранее копнуть в пятую Слишком карту, далеко полезли, да? это уже, да, до него может и не дойти. Давай тогда оставим это на матч, и ребята заскучали. Может, ребят нам подскажут. Может, ребят свои Может, не они высказали. со стороны А мы вот видели, знаете, что виднее сделали? Мы, жирафа. пока вы тут обсуждали, запустили на официальном канале опросник. Вот среди победит? зрителей, которые нас смотрят, кто победит. И у нас пока ситуация такова. Стабборн 35% проголосовавших, и Бейонд 65%. Насколько Что это думаете? Это на почти 800 человек. 800 человек? Я думаю, что многие... А давай ты на своем канале тоже посмотрим, что твои зрители думают. Я не сделаю Тёме сейчас. нужен с комп сейчас телефона. для Не того, сделаю. чтобы это сделать. Я, к сожалению, не сделаю. Но я хочу сказать, что я думаю, что здесь люди голосуют по принципу своего сердца поддержки, потому что больше, ну, объективно, да, больше блогеров известных в команде Beyond, и люди просто болеют, они, как и мы вот им сказали, откинули всю вот эту историю, что было до, кто, зачем, почему, после, взяли отдельный вот этот вот матч и сказали: парни, там, Анатолич, Беовульф, да, там, мы за вас болеем до конца. И даже если случится так, что Стабборны победят, ребята скажут: ну ничего, парни, мы с вами до конца, вы молодцы, второе место взяли, будем... То есть вот, ну, такая позиция, это правильная позиция, я сам так же, да, вот там, когда футбол смотрю, за свою любимую команду болею, так же абсолютно. И даже если я, может быть, где-то в голове понимаю, что там есть какой-то там фаворит, все равно я буду болеть за своих. А представьте, какое будет счастье, если победит Beyond. Поэтому здесь, в данном случае, когда вот мы говорим про официальный канал, я думаю, что, скорее всего, здесь голосовали ребята по зову сердца, да. Более, наверное, такая аудитория независимая, которая рассуждает с точки зрения анализа матча, результатов, наверное, в турнирной официальной группе. Вот есть турнирная группа, вот, ну, Мира танков, там порядка 200 тысяч человек, подписчиков, и там активных на самом деле не так много, там порядка, не знаю, 500 голосов обычно бывает. Вот там, как правило, в большей степени голосуют участники, какие-то там КПшки, зрители, которые вот смотрят именно на результат, на анализ, и там тоже понятно, что, ну, за любимчиков голосуют, это нормально. Но мне кажется, вот там чуть-чуть более такая, как сказать, несправедливая, а как сказать-то правильно? Более взвешенная? Более взвешенная с точки зрения результата и действительно шансов, да, то есть не сердце, а ум при голосовании. Но то, что сказала Карина, 65%, вот вам и смесь
сердца, ума, где преимущество будет, конечно же, болельщиков, плюс показательно, у кого болельщиков больше. Значит, Бейонды имеют большую поддержку, чем стабборные, что, в принципе, ожидаемо, логично и понятно. И, ну, у нас даже здесь, в студии, Дима, имеющий личные там какие-то личное общение, пересечения, все равно сердцем где-то за Бейондов. Что, ну, что не секрет, а что в этом плохого? Ну, вообще не вижу ничего плохого. Вообще тоже не вижу ничего плохого. Хорошее. Ну, это же здорово, конечно. Ну, у меня, например, вот среди этих двух команд, у меня огромное уважение к результатам команд, но я не могу сказать, что какая-то команда ближе там по духу, по сердцу или что-то еще. Лично я максимально просто за результат, за тайбрейк, и там вообще мне все равно, кто победит. Ну, то есть, мне все равно именно с точки зрения крутой игры, и там, вот они победили, крутая тактика, отыгровка, а именно с точки зрения вот сердечного какое-то переживания, пусть Бейонд, пусть стабборн, не от этого, ну, то есть, ну, это тоже искренне абсолютно. Ну что, ребят, я думаю, мы вас пока отпускаем перевести дух до гранд-финала. Самое время. Самое время. А мы пока проведем розыгрыши и сыграем нашу суперигру, да? Верно. А вы к нам в 20 примерно 15 вернетесь, чтобы мы еще раз Примерно так. Да, обсудили составы команд и матч. Да, матч финальный начнется в 20:30. Поправьте меня, пожалуйста, Верно. если я вдруг не права. Именно так, да. В 20:30 мы ждем начала гранд-финала. Будет жарковато, я думаю. Ну что, Константин, розыгрыши? Давайте розыгрыш. У нас остался объект 703-2. Правильно я говорю, вроде, да? Вроде так Интересная называется. машина. Двустволка премиумная. Так, я вбиваю. Все по классике, 10 штук, да? Да, и 60 дней премиум аккаунта. Ну, я готов. Погнали. Кстати, обсуждали мы сейчас, кто победит, и по поводу медийности команд. Топ-5 сейчас за Нира активно, весь чат. Мгм. Так что сразу видно, у кого фанбаза побольше, активнее, поэтому... Ну, увидим. Посмотрим, да, будет интересно глянуть, как это все окажется на самом деле, что там будет происходить, тем более А там... вот не спросили мы у ребят, как они думают, кто в нашей суперигре победит. Ну, Пускай ладно. поделится впечатлениями после возвращения. Эллен Лейн топ-1. Эллен Лейн топ-1 сказал помидор. Артем. Итак, Денис Данилов, Леня Валуев, Александр Телегин, Виталий Запорожцев, Кирилл Романов, Владимир Третьяков, Михаил Визер, Юрий Философ, Егор Стекольщиков, извините, пожалуйста, неправильно могу почитать, и Дмитрий, очень просто. Обычная фамилия. Да, Дмитрий, вот так вот удивительно. Что, Константин, Это как это Артем финальный розыгрыш на сегодня? Нет, еще будет 60 дней према, Ну, давай но щас это мы сделаем, знаешь, когда? Когда? Сейчас? Конечно, сейчас. Так. А что нам? Компьютер, что ты нам подскажешь? После суперигры. А вдруг мы будем долго играть? Товарищ компьютер, не успеем разыграть? Отлично. Отлично, Ну, ладно. хороший план. Товарищ Ну, окей. компьютер злой сегодня. Давайте тогда переходить к нашей суперигре. И... А участники готовы? Заряжены? Думаю, да. Ну, должны быть, по идее, я думаю, да. Готовились ребята, долго ждали. Вопросы будут необычные. Хотя, ну не все, ладно. Не переживайте. Здравствуйте. Привет, Привет. привет. Мы уже заждались. Привет, зрители. Ну как вы? Настроены Готовы ли вы к на труду и финал? обороне. Готовы к труду и обороне? Да. Владимир, давайте... У меня тут... А ну-ка, ты сюда. Она в расфокусе. фокусируется. Она в расфокусе. Давай, дай сюда, я покажу. Нет, не покажу, я Давай я. Послание. Алена Топ здесь написано. Алена Топ. Покажите крупно. Если крупняком возьму, то я... Я тоже Давай в на меня. расфокусе. Оно Подожди. будет. Вот так. Подожди. Так нету... Нет, оно белым будет просто. Байка. Очень плохо видно, но видно. Тем не менее, видно. На фирменном блокноте Lesta Games написано Алена Топ. Вот сейчас видно вроде, да? Вот так видно. Приятно. Все. Ну что, давайте напомним правила суперигры. Владимир. Наше время Вот, держи. наступило. О. Да. Опа. Ну что, давайте, да, ребята, расскажите про Правила суперигру. у нас следующее. Мы имеем 7 категорий вопросов. Вопрос всего один в каждой категории. Но очень сложный. Вопрос довольно сложный, сложный. Да. Они все разные по своему существу. То есть у нас вопросы, если я не ошибаюсь, не повторяются в принципе. То есть где-то нужно будет угадать. А вот мы обсудим, потому что нужно будет сделать. И суть в чем? После того, как мы выберем категорию, игроки должны будут сделать ставки на основании того, насколько они уверены в том, насколько они знают суть вообще этой категории. Далее
Я эти ставки принимаю, и мы открываем вопрос, дискутируем. Будем ли мы Возможно, блефовать? ругаемся, почему так сложно, но надеюсь, что нет. Возможно, мы подскажем что-нибудь, ну, увидим. По ходу будет понятно. Я даю время на подумать, на отправить вопросы мне. Собственно, потом мы это все обрабатываем. Ответы отправить. Верно. Вопросы не надо. Вопросы, возможно, тоже будут. Вот. И все. Ставка играет либо не играет. То есть, если условно у человека есть 1000 очков, он ставит 500, при правильном ответе у него будет 1500. Если он проигрывает, у него остается 500, либо 0, если он идет в банк. Собственно, все. Мы готовы, я думаю. Как-то так. Может быть, мы еще раз поприветствуем и представим наших финалистов. Обязательно. Карина, прошу. Я. Оскар Гейминг. Человек-шляпа, человек-интеллект. Большой шляпе, большой интеллект. Оскар, как ты настроен? Настроен ли ты решительно на победу? Позитивно настроен на победу. Ну, как сказать, главное не победа, а участие, говорится, правильно. Но я все равно победю, так что... Победю. Побеждишь. Все верно, Победю. да. Спасибо, Оскар. Человек-шляпа, я это запишу. Спасибо. Хорошо, что в этот раз без Владимир. Ну ладно, поехали дальше. Элен Лей, готова ли ты зарубиться за суперприз? Конечно, готова. Я согласна с Оскаром, что главное не победа, главное участие. Так сказать, я пришла сюда больше как-то отдохнуть, порадоваться, порадовать и так далее. То есть ради интереса, ради кайфа, как говорится. Так что если даже я вдруг там как-то прошляплю главный вопрос, я не расстроюсь. И ребята, я думаю, тоже не расстроятся в моей команде, вот, потому что это их дополнительный шанс победить. Вот. Но я настроена побеждать тоже. А ребятам удачи! Вот так Элен Лей легко сказала и в 2 дня подряд вынесла этих мужиков. Где-то в я одну это уже калитку. слышал, в принципе, и не один раз. Вот, ну ладно. Ну что ж, КамАЗ на танке. Ну, что здесь можно сказать? Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Поэтому всем удачи. Победит сильнейший или Так. сильнейшая. Чем вы готовы сегодня удивлять? Готов ли у вас творческий номер? Может быть, бабочка. Победная. Ну, посмотрим. Поживем. увидим. Хорошо. Все, спасибо. Что ж, переходим к вопросам. К темам. К темам. Давайте посмотрим темы супер игры. Вот они. Смекалка танкистов, напильник. Крупные калибры, на полях сражений, пасхалки, пиксели и артиллерия. Вот так вот. Суть голосования в следующем. Каждый из вас называет категорию, которую он исключает. То По есть одной? её- Да, по одной. Мы так 2 раза прогоним. Давайте, по знаете, что очереди. напомним количество очков. Просто Да. на всякий случай. Число Оскар очков Гейминг следующее. 6650, Эллен Лей 7400 очков, КамАЗ на танке 6100. Кстати говоря, это может быть ваша максимальная ставка. Да, ставить можно от 1 до, по сути, своего количества очков сейчас, то есть уйти в банк можно, но уйдя в банк, можно проиграть все. Вот так. Можно все, но зачем? Можно. Вот. Интересно, будет ли у нас ситуация, когда проиграет 3? Посмотрим. Будет интересно. Ну То ладно. есть все с нулем, что ли? А Или все? кто знает, а вдруг вы не ответите ни на один. Как мы будем потом 0 умножать на 10? А вот тогда у нас есть дополнительные вопросы, кстати, которые мы, в принципе, сможем как-то и использовать. Задавать. Ну, это мы посмотрим. Да. Ну что ж, Оскар, какая тема кажется вам наименее привлекательной? Пасхалки. Пасхалки убираем. Так. Уважаемый компьютер, Убираем. мы сегодня не будем отвечать на пасхалки. Элен Лей. Лей. Давайте артиллерию, не хочу с этим связываться. Убираем артиллерию. КамАЗ. Я, которая играла на Коричневые левше. лучники. Мы же не успели переименовать, к сожалению, почему Да-да-да. вылетело из головы, надо было сделать и обыграть эту историю. Ну ладно, в следующий раз. Мне кажется, что надо поберечь зрение, и мы уберем пиксели. Пиксели уберем. Хорошо. Какая отличная тема. Расстроилась А то Алена. Алена что-то сильно там. Да, сильно она играет. отличная, она отличная. Заметьте, ни одной темы за 300 для Алены нету. Ну ладно. Оскар, Что? ваша очередь. У нас еще 4. Еще раз. Каждый еще раз. Ну, так немножко. Одна А, должна еще остаться. баним. Да, оставляем одну Еще тему. Давайте на полях сражений. На полях Включаем. сражений. Так, Алена. Давайте, наверное, напильник, не знаю, что это. Ну, то есть я Напильник знаю, что убираем. это, но не знаю, что это в танках.
Ну и КамАЗ. КамАЗ, за вами, получается, у нас Ну, решительное слово. И у нас программа же все-таки про интеллект, да? Смекалка танкистов, да, либо и крупные с- калибры. Можем обсудить, что вы Смекалка думаете, танкистов. что там? Что там может скрываться, ребята? Смекалка танкистов, не знаю, поговорки и пословицы, допустим, от актера. А крупные калибры, там, может быть, вопросы про бабахи какие-нибудь и так далее. Или Алён, ты что исторические думаешь? лучников. Ой, ну, смекалка Лу- танкистов, скорее всего, да, что-то такое связано с какими-то, может быть, названиями необычными, которые люди дают, да, танкам, там, луноход, там, еще что-то, вот. А крупные калибры, ну, скорее всего, такие фугасные монстры какие-нибудь. Оскар. Что, смекалка танкистов. Опять же, скорее всего, всяческие, как это правильно сказать, действия, когда кто-то что-то очень жестко накосячил где-то, ну или наоборот, выделился как-то, и это как-то попало в новости, попало на паблики, ну или вообще в видео какие-нибудь. А крупные калибры, опять же, что-то связано с крупными стволами, с большими такими горячими. Да. Ну что ж, ну у нас все равно финальное слово за КамАЗом. За КамАЗом, да. КамАЗ, в какой категории вы чувствуете себя наименее уверенным? Мне кажется, крупные калибры. Это же для 18+, там, и так далее. Это мы убираем. Да, надо убрать. Уважаемый компьютер, уберите, пожалуйста, крупные калибры. Итого. Итого, супер игру мы играем на тему смекалка танкистов. Что ж, мы принимаем ваши ставки. Да, пишите, пожалуйста, в личку мне. Пишите в личку Владимиру. Можете блефовать, можете пообсуждать друг с другом. Мне очень интересно, будет ли all-in от кого-нибудь. Я думаю, обязательно. Но выигрывает же, я уточню сразу, выигрывает, кто выигрывает, тому только увеличивается, правильно? Конечно. Да, тот, кто дает неправильный ответ, мы отнимаем сумму, которую он ставит. Ну, то есть вот 600 голды так и есть, да? А так не 61 тысяча все равно, да? Ну, получается, да. Это если... Да, да. Но ставка минимальная это 1. Да, то есть если двое или трое из вас дадут верный ответ, то мы каждому ставку умножаем. Да, все правильно. В этом-то и вся суть. Поделитесь, что думаете? Кто Оскар, сколько ставит? сколько будешь ставить? Я думаю, так как я, знаете, парень рискованный, Так. в принципе, терять мне нечего, это все-таки игра, играть нужно весело, я ставлю По-крупному, да? половину, да. Половину. 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 Вот так. 325. 325. Алена? Одну ставку Ой, я ну, еще не получил. Я, ребят, поставлю почти все. Это сколько? Вот так, почти все. Но не все, но почти. 7 тысяч. Ты уже мне получил интересно. ставки? Ну, как вам сказать, Ну, не я все. ставочку, Но я не всё. ставочку отправила, вот, поэтому, чтобы ребята не Не хитрили, будешь я говорить. ее озвучивать не буду, да? Ага. КамАЗ? Ну, я не все не буду, наверное, ставить, какой смысл. Чтоб, наверное, перегнать чуть-чуть Алену, поставлю вот такую сумму. Чуть-чуть больше, чем ее количество очков. Хорошо. 7500. Ну что, готовы ли у нас все ставки? 7500. Нет, я еще не получил. От кого ты не получил? От КамАЗа. Сейчас проверяю. А, нет, получил. Все, Получил. что пришло. Отлично. Отлично. Ставки есть. Я Всё. так понимаю, что мы готовы смотреть готовы вопрос. открыть. Сколько времени у нас будет на ответ? Если не ошибаюсь, там 2 минуты, либо даже чуть больше, то Уважаемый есть можно товарищ посидеть, компьютер, вы нам подумать. подскажете? Отлично. Да, А без... хорошо, все, у нас не будет обратного отсчета, просто мы вам скажем, когда ожидание закончилось. Порядка 2-3 минут будет у вас на ответ. Ну что ж, Вопрос уважаемые финалисты, на смекалку. внимание, вопрос. При помощи этого бытового предмета советские танкисты маскировали легендарные Т-34-85 так, что на расстоянии противники, обнаружив их позиции, принимали 34-ки за тяжелые танки ИС-2. Внимание, вопрос. Что это за предмет? Бытовой. Время пошло, получается. У нас есть порядка 3 минут подумать. У меня есть одно предположение, Интересно. связанное с ИС-2, но у нас же ИС-2, он не один. Ну, их у нас много в игре, если я не ошибаюсь. Бытовой предмет. Вариантов. Внимательно читайте вопрос. Да.
Чат, вы тоже пишите, что думаете по этому поводу. Мне интересно, какие У у нас меня есть варианты. ощущение, что они знают, У нас 10-минутная о чем задержка. идет речь. Конечно, ну, безусловно, Нет, да. я вряд ли. Я только просто один танчик помню, который связан с СИС-2, но он не связан с Т-34. Ну, Т-34... Эй, не знаю. Подумайте, куда и какой бытовой предмет нужно было повесить, чтобы замаскировать танк. Да, на некоторых машинах этот предмет висит сзади. Угу. Такой как В игре. пасхалка, /отсылка. Его порой на 3D стиле, либо просто на новые танки добавляют как в качестве кастомизационного элемента, который просто присутствует. Я думаю, Тогда это не что то, что я подумала. Осталось 30 секунд. для того, чтобы успеть Подумать. написать свои ответы. Можно подумать, а потом Можно присылать. подумать. Я думаю, что отправила. мы- Я Отправила. рискую сегодня. Есть. Всё. Я сегодня рискую. Займемся. И один есть. Оскар, КамАЗ вы отправили? Я Второй есть. А третий... Оскар? Третий Отправил. еще нет. Отправил, говорите. Сейчас Я- на спин. У нас, просто, отправила. у нас просто тоже с пингом доходит, Да, как и к вам вероятно, кнопка. вероятно. Весть нам. Так. Владимир, Получается, да. 3 ответа есть, у да? нас есть 3 ответа. Одну секундочку. Сейчас проверяю финальный прием ответа. Владимир, Все верно. теперь у меня к вам будут наводящие вопросы. Скажите, пожалуйста, Так, время вышло. Есть ли у нас правильный ответ? с радостью говорю вам, что да. Я-то ставка сыграла. О, да. Еще как. О, ничего себе. Что ж. Нет, а давай мы спросим у ребят, чтобы они сейчас поделились своими ответами и потом озвучим правильный. Или мы озвучим. Как интереснее. Я предлагаю ребятам озвучить самим. Давай. И Что ход они ваших написали? мыслей. С кого начнем? И почему? Давайте начнем с Оскара. Оскар. Да, а мне ответ называть? И свою ставку. Ставка была... Ставка... Прошу. Владимир, пожалуйста. Ладно. Хорошо. Ставка Оскара была 300 очков. Вот. Теперь... Решил не рисковать. Да, на Верочку сыграть. Расскажите, пожалуйста, Ход ваших мыслей, да? Ну, в общем, спасибо за подсказку. Я только на подсказку и надеялся. Что, как я понял, правильный ответ, ну, точнее, этот ответ, сзади для кастомизации вешается. Что у нас сзади больше всего вешается? Либо Бревна. бревно, либо ведро. Тросы. Так. Мы сейчас не называем правильный Вот. ответ. То есть ребята высказываются, и мы в конце говорим правильный ответ. Да. Либо ведро. И, скажем так, вот этот вот ведро, как я предполагаю, вешалось на дульный тормоз. Мгм. Вот оно. Ну, Как вы на думаете? ствол, Такая вместо смекалка, дульного да, тормоза. получается. Так, вот такая смекалка танкист. Как вы думаете, Получается, сыграла ли ваша ставка, Оскар? Я не знаю. Ну, предположите. Не знаю. Хорошо. Говорю, отвечал наугад, потому что вот вы нам дали подсказку, ну и по этой только подсказке Эллен Лей. ориентировался. Теперь интересно ход ваших мыслей послушать. Ой, знаете, у меня там как будто хомячки побегали в голове вот в этот момент. Потому что я сначала подумала, как? У нас есть ИС-2 экранированный, то есть ИС, и у него такая, как бы, экраны висят, как друшлаг. Я думаю, может быть, это друшлаг, как бы, вешали, да, чтобы приняли за ИС-2 экранированный. Вот, а потом вы сказали, когда подсказочку нам дали, вы когда сказали про то, что этот предмет часто изображают на 3D-стилях, ну, изображают что, действительно, сказал Оскар? Либо бревно, либо ведро. Поэтому, как бы, поскольку бревно это не совсем бытовой предмет, мой ответ был ведро. Ведро. Ну и поставила я 6651. Ничего себе. 6651. А почему 651? Уверена. Чтобы на один больше, чем у Оскара. Была подсчитана, чтобы если Оскар пойдет в красиво. ва-банк, Да. можно было его переиграть. Хитро. Нет, ну у меня там бы 1000 оставалось, если бы что. А так, ну не 1000, чуть меньше, 800 очков, может быть. Но я решила, что так, я подстрахуюсь. Алена, как ты думаешь, сыграла ли твоя ставка? Даже не знаю, сейчас КамАЗ нам расскажет свои мысли, мы узнаем. КамАЗ, Я думаю, что передаем лучше их вам не слово. стоит рассказывать. Я вообще почему-то подумал, что
это утюг должен быть, и что утюгом там как-то заглаживали газеты, там эти вот маскировали как-то. Вот у меня такая была версия, но я не знаю, это, по-моему, полный провал. И Вот фиаско. ты ее и отправил, да? Я ее и отправил. Ну это, кстати... А какая ставка была? 1600. И сейчас КамАЗ победил Получается- единственный, назвав утюг. Получается, утюг на танке. Ну так получается, да? Вот газетами действительно мы размаскировали машины я не и знаю, зимой. по-моему, это Стали белые. На самом деле это очень интересный вариант. Да. Да, это очень интересный вариант. Ну Ну что ж, барабанный дробь мы не подготовили. Барабанный дроп. у нас нет, да. Что ж, могу сказать, Нет, давай мы вначале, наверное, покажем, как сказать, предоставим слово нашему мегамозгу, большому компьютеру. Компьютер, пожалуйста, покажите нам правильный ответ. Да ладно. Алена, Оскар, мы вас поздравляем, ваши ставки сыграли. Ведро. есть, как говорится, нюанс. Но есть нюанс. Учитывая размер ставки, побеждает у нас сегодня Эллен Лей. Так, Сумма очков 14 051. 14 тысяч Мы вас и поздравляем. 51. 51. Эту сумму Спасибо очков огромное. мы умножаем на 10. Верно. Уважаемый компьютер, умножьте, пожалуйста. И, собственно, в эквиваленте отправляем вам игровым золотом на аккаунт. Вот так. Алена, поделитесь можно вашими впечатлениями. Да, слушайте, здорово вообще. Не потому, что я победила, вот, а потому что вот я участвую 2 дня, и, конечно, есть некие моменты, вот ожидания, там еще что-то, но мне это не мешает время, там, так сказать, пользу провести. Вот, очень классно, потому что сегодня еще более интересные ответы, чем вчера было. И вчера мы так играли с ребятами на лайте, по рофлу, а сегодня пришлось реально с ребятками побороться. 2 Сергея. Я, кстати, между ними же загадывала желание победить. Вот, Сережа, спасибо, Ну, желание работает. сбылось. Вчера, Да, вот да, оно что работает, так сработало. сказать. Это судьба. Да, работает. И было очень интересно, были очень классные вопросы. С эмодзи вообще тема, мне очень понравилась. Так что Неплохо. спасибо огромное за то, что позвали, было здорово, классно. Спасибо тебе большое. Поздравляем. И ты у нас, значит, Поздравляю. 140 тысяч 50 Получается, очков. на что потратить? 510. Это же очень много. Даже можно На- купить, на наверное, розыгрыш. прям магазин весь И получается. вы На получаете розыгрыше. игровое золото. На розыгрыше. Что разыгрывать? Розыгрыш. А Одно голду- золото голду? получается. Я Голду. просто, да, я буду разыгрывать голду, ребята. Неплохо. Вот, поздравляем Я- Алену и ее зрителей. Браво, браво. Браво. Спасибо. Спасибо Оскар. огромное. Получается, мы должны удвоить и ставку Оскара. Да, Раз был дан правильный ответ. итого, почему двоить? Приплюсовать? Приплюсовать, да. Вот, и у нас получается, если включить математическое мышление, а уже его включили О, и Ну, какой Василий визуализировали. молодец. 6950. 6950. Я считаю, что отрыв приличный, даже если Да. мы умножили бы это на 10. Да. Оскар, Да-да. поделитесь впечатлениями, сказать так, догоняющего первого. Я вам что хочу сказать. Игра была великолепнейшая. На самом деле очень интересно, и хотелось бы, чтобы вот такие вот мероприятия, такие игры проходили гораздо чаще. Ну, не каждый день, не каждую неделю, но хотя бы раз в месяц, раз в 3 месяца. Было очень интересно. Было, скажем так, брейншторм устроить, помериться знаниями в этой игре. Ну и не только, как говорится, на внимательность, да, Владимир? Вот, на Правильно. подвохи, естественно. Да, вот, да. Очень интересно было, мне очень понравилось. С ребят, КамАЗу руку жму, Спасибо, ЛНЛ спасибо. обнимаю, это было супер. Спасибо огромное всем. Спасибо. Спасибо, класс. Ну и КамАЗ, Нестандартное Мне мышление. кажется, last but not least. Очень Отличная хороший конгломерат, такой вот именно танковых вот таких вот баталий, да, как клановые потасовки, допустим, турнир, да, киберспорт. И вот такой вот интеллектуально-юмористической передачи, как вот своя игра. Поэтому я считаю, что нужно продолжать всякие вот такие движухи. Зрителям интересно безумно. За меня болели, поддерживали в перерывах, там слова поддержки говорили. Да, Давай, видно давай. Натрова прям так нормально. Но, к сожалению, вот побеждает все равно сильнейший, умнейший и везучий. И тот, у кого самый быстрый пинг. Сидит между 2 людьми с одинаковыми именами. Да, или так. Правильно, вот это точно. Да, всем в любом случае спасибо большое и рад, что поучаствовал. И как бы заявили чуть-чуть о себе.
рассказали. Большое вам спасибо, ребята, что пришли. Было очень здорово. Вы просто сегодня блистали, как и все остальные дни. Оскар, КамАЗ, мы вас без подарков тоже не оставим. Вот. Я думаю, что ребята вам чуть-чуть попозже скажут, что именно это будет и в каком количестве. Вот. Мы обязательно, да. Обязательно. Тоже. Мы обязательно поделимся с вами информацией о том, что вас ждет, да. Поэтому вы не останетесь без ничего. Да, ура, все, супер игра состоялась. Эллен Лей, поздравляем тебя. Ты у нас, получается, первый победитель первой танковой нашей игры. Вот так, почетно. Все, ребят, Спасибо надолго вам не прощаемся. большое. Большое спасибо. Да. до И новых вам встреч. спасибо. Хорошего Пока-пока. вечера. Спасибо, пока-пока. Ну что, вот такая у нас наша... Вот так вот. Внезапно. Внезапно. Да, было интересно. А говорят, танкистки. Вот именно. Вот. А вот тут, А у нас девушка, получается. говорится, только смелость покоряется морям, поэтому... Да, как там Эллен Лей говорила, что у нее очень плохая память. Да, знаете, реакция мангуста. Реакция мангуста. И поэтому у нас настолько... всё Вот она, здорово реакция мангуста. 140 тысяч игрового золота. Хоп, так вот за 2 дня. Внезапно. Быстро. Она, я обратил внимание, что очень хорошо ориентируется в картах. Да, да. Поэтому- Да нет, там было все отлично. И в категории «Что с лицом?». Ну, я вот почему-то именно карты запомнил, потому что с картами как-то прям совсем быстро. И музыка, по-моему, да, если не ошибаюсь, быстро так прям прокликивалась. Она всегда говорила, что я знаю, что это. Или по изображениям, или по Адская бухта. описанию. Слушайте, а мне очень понравился вариант КамАЗа про утюг. Ну, действительно, потому Это же что смекалка. логика работает. Работает. Потому что газетами действительно маскировали танки зимой. Они белые. Да. И такие, ну, с изображениями какими-то, то есть бело-черный, соответственно, как грязь какая-то на белом. Нужно будет нашим дизайнерам Возможно, идею это подкинуть. и пища для их ума, как говорится, и для будущей работы. Почему бы и нет? Да, ребята, пишите, пожалуйста, в чат, как вам такой формат. Понравилась ли вам своя игра? Возможно, мы будем организовывать еще подобные какие-то форматы с участием вас, наших зрителей, с участием разработчиков, с участием ваших любимых блогеров. В общем, поделитесь Да. реакцией. Пишите, кого вы хотите видеть в чат, каких блогеров. И, может быть, отдельно, вне клановой потасовки, мы будем проводить такие штуки отдельными стримами, просто с нашими дорогими зрителями, Ну что ж, контрибьюторами. пока у нас буквально там 20-25 минут до начала гранд-финала 10-й юбилейной клановой потасовки, Константин проведет розыгрыш. Я У уже меня прям остался- вижу, да, что он заряжен. У меня остался последний розыгрыш, да, я готов разыграть 60 дней танкового премиум аккаунта, 10 штучек. Я поняла, это все потому, что помидор болел за Эллен Лей. Да, не зря была написана Не зря. кодовая фраза. Аленка топ. Я нажимаю определить победителя. Это финальный розыгрыш на сегодня? Это финальный розыгрыш на сегодня. Вот так вот. Подходим мы к кульминации нашей трансляции, к гранд-финалу клановой потасовки. Ой, да, я на самом деле жду, будет очень интересно. Смотри, кто тебе тут пишет. Да, сейчас мы, кстати, интересно Зачем тебе помидор посмотреть. пишет? Соскучился? Так, значит, победители. Артик Мухамбетов, Роман Соколов, Юрий Симагин, Илья Чечетов, Дмитрий Щербаков, Александр Вербицкий, Руслан Рачила, Алексей Севастьянчик, Анатолий Бояринзев, Владимир Живайкин. Поздравляем Ребят, вас, ребята. Поздравляем. Напоминаю, нужно сделать? что нужно написать мне в личку или Юре. Мы залинкованы в том посте, в котором вы поставили лайк. Пишите нам свои никнеймы игровые, и мы вам сделаем, скажем так, начисление. Вот как-то так. Прекрасно. Итак, ну что, до начала гранд-финала остается 20 минут. 21. У нас осталось, да, буквально считанные, скажем так, минуты до начала финальных. Пишите в чат, за кого Боёв. топите. Пишите в Будет чат, это за кого Анатолий с топите. Бибой, либо iServer I. Сырная кто из голова. киберспортсменов, команда Солнце, либо же Вильф. А мы уходим на Игроков небольшую очень паузу. много. Уже? Да, мы уходим Да, на скоро небольшую пойдем. паузу. Встречаемся в 20:20, да? 20:30 или 22. 20-20. Я думаю, что наверное. пораньше, Где-то до минут начала через боя. 10-11, да. Да. Мы Не встретимся, ребята расскажут о том, что будет происходить. Поехали.
Итак, до матча осталось совсем мало, буквально 5 минут, поэтому сразу даем слово нашим прекрасным комментаторам Артёме и Диме. Давайте послушаем ваше мнение. Артёме и Диме. Артёму и Диме. Из Альф сегодня будет сильнее. Посмотрим, какая из Альф будет сильнее. Много мы наговорили. Если честно, уже не хочется делать никаких прогнозов, а хочется сказать лишь одно. Дим, не громко я тебе в ушах? Пока нет. Я чуть громче скажу, с твоего позволения. Господа, товарищи, танкисты, зрители, болельщики, все уважаемые люди и так далее. Клановая потасовка номер 10, юбилейная, на секундочку. Гранд-финал стартует через 5 минут. Альфа Стабборн против Альфа Бионд. БО-13. Играем до 7 побед. Это матч, который сегодня определит, кто чемпион клановой потасовки номер 10. На секундочку. Отбросьте все. Забудьте все, что было на этой КП. Это сейчас уже абсолютно не важно, потому что эти лучшие, не побоюсь слова лучшие, коллективы сразятся друг с другом за звание чемпиона. Рубли, миллиончик на секундочку за первое место. Боны, кулачки золотые и все остальные прелести. Внимание женщин и так далее, и так далее. Для того... женщин, и мужчин тоже. Ну, безусловно, поддержка, братан, красавчик, затащил, лучший чемпион. 3 минуты до старта, не иначе, карты озвучены, все разобрали, все проговорили. Ну, просто ждем с нетерпением. Я тут еще чуть-чуть решил навалить кринжа, но, с одной стороны. А с другой стороны, я подвез малеха помидорчики. А поверни, чтобы было видно. Ну, видно их, вот они. О. Они только такие, видите, спешл. Мне сказали, надо наклеить лест Агамес, потому что нельзя полить. Это специально заряженные московские помидоры для того, чтобы этот финал был наиболее ярким. И самое главное, вот так вот, если будем делать во время матча, нас ждет тайбрейк. Навалил? Открывать будем? Навалил. Столько кринжатины. Ну, чуть-чуть надо было разбавить. А то сидите тут, чуть-чуть надо было поднавалить. Составы команд, в очередной раз их напомним, ничего страшного в этом нет. Альфа Стабборн — это один из 2 основных претендентов на победу со старта. И по факту это в итоге один из 2 гранд-финалистов. И вот они, эти звезды. Давайте с обратки пойдем. Ментос, Асаки, Ляхейн, Сервер, Нескви Токсик, Тигр 005, Apple Show, Брайнбрейкерс, Кофе, Секс Вредина, Дезерт, Диспершн, Варип Кинг, Леха Мэнс, Негодяй, Саммер оф Хейс, Сайракард, 666, Клоунс, Луп, Релианс Он Гад, Galaxy Виктория, ну и командир команды Рандом Стайл. Это Альфа Стабборн, и это их состав, и они готовы. Мы в этом не сомневаемся, не только мы. Дима? Тебе нравится ее трогать, да? Ну, конечно. Ты сам попробуй. Не зря. А ты попробуй. Я трогать Зарядись. Не надо. Ну ладно, потом будешь еще просить, откройте, я тоже хочу. Альфа Бионд, господа. Ох, капитан команды Позитив, а также КДС, Дьявол, Штур, Виль, Спирит Фьюри, Нека Хайнс, Дора, Аимлул, Олдстайл, Копиат, Силик, Эксевел, Дифундер, Биовульф, Драга Тим, Дуалист, Агрессив, Нирью, Сос и Анатолич. Это состав 2-го претендента, также основного со старта на победу в гранд-финале. Бионд, все тот же клан, все тот же чемпион ивента на глобальной карте под названием Боги войны. Команда Бионд, клан Альфа. Карты, которые будут, мы их показывали, рассказывали, анализировали. Тут сколько мы воды пролили, сколько прогнозов дали с Димой. Все, уже это все не актуально. Важно то, что будет сейчас здесь, что мы будем смотреть, что будем анализировать, воспринимать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не нравится им мой микрофон. Ладно, хорошо, ничего. Прохоров, КН, Склайфокс, Химмельсдорф, Хайвей, Утес. Ох, ну что... Я заряжен, я прям очень заряжен, я этого ждал всю КП, я обожаю финалы, обожаю вот эти вот решения. Отлично будет матч, я уверен. Мы, тем более, сначала карты, которую мы сегодня от них не видели, это будет Прохоровка бодрая, я уверен. Будет еще обязательно Энска. На Энске они тоже не нравились. Такая карта небольшая, я бы даже сказал маленькая, меньше, чем Химки. Там тоже будет много заруб на тяжах. И цена ошибки на Энске тоже высока. И будет интересно посмотреть, наверное, вот больше всего именно эти карты. На Лайфоксе там не будет быстрой игры, а здесь будет. Интересно, за кого у нас будет Валера? Ворвался он так просто в моменте. Ворвался с ноги. Сразу. А кто у нас кто? Красные это... Я могу предположить, что красный это Стабборн, а синий это Бионд, с учетом того, что уже такое распределение цветов присутствовало. Но Валер уже все видел, и он как-то собирается, я так понимаю, еще раз увидеть победу Стабборна легчайшую. Уверенно направился в их сторону. Ну, пока да. Он, видишь, не особо сомневается. Ошибался он уже сегодня. Нет ему доверия больше. Утратил он доверие.
В связи с утратой доверия мы ему более его прогнозам не доверяем, а доверяем только фактам и результату. Я ничего не думаю, я просто хочу уже кайфануть. Вот по-другому не сказать. Помнишь, я сегодня говорил уже дважды и повторюсь вновь. Сегодня праздник, клановая потасовка, финал. Подобные матчи — это редкость, подобные матчи — это украшение для любителей кланового вот этого всего функционала, укрепов, ГКшечки, наступления, вылазки, все вот это вот там скандал, интриги, расследования, все друг друга знают, что-то, там столько всего. И вот подобные матчи это прям, ну, украшение, это прям, ну, то, что нужно, то, что доктор прописал, как говорится. Прохоровка. Начало с нее. Еще раз, до 7 побед мы играем. Важно, друзья мои, это запомнить. Но если что, мы вам напомним, вы не переживайте. Кто в защите, кто в обороне, пока не... Ой, кто в атаке, кто в обороне, пока не помню. Но это сейчас мы сразу же выйдем и сетапчики вам назовем. Погнали, давайте смотреть. Стабборн против Биондов и сетап Стабборна. 2 Ибера, 2 стервы, 3 объекта, даже 4 объекта 907, 3 чифтейна, 2 семерки и всего лишь 2 объектика 279. Это выбор команды Стабборн. А тут даже 2 стервы мы видим, 5 объекта 279, 6 260 и 7 это Нирью. И позитив у нас на чифе. Слушай, но играть на Прохоровке без ЕБРов... С 2 стервами. 2 стервы без ЕБРов. Очень смелое решение от Биондов. Исключительно смелое, не иначе. Но это отображает их некое видение того, как играется, что нужно, зачем нужно и почему. Они уверены в своем решении по тактике. Они уже понимают, как они хотят играть. Им не нужна информация. Им не нужны светляки, им не нужен риск какой-то, им нужны просто стволы, которые стреляют, пробивают, уничтожают. Это все, что им нужно. Поэтому сразу же идет атака по деревне 260-ми, сразу же в центр приезжает огромная куча. Но из Стабборна говорят: парни, хорошо, давайте рубиться. И уже Аимлул на стерве каким-то образом отправляется в ангар. Начинается лютейшая рубка. Влетают 260-е, просто шашка наголо. Релианс под ударом. Ментос на своем ебрике тоже здесь будет подковыривать этих 260-х немножечко. Пошла сумбур. Пошла суматоха, Анатолич идет в ангар, пока Стабборны вроде бы немножечко комфортнее себя чувствуют, но здесь есть -2 ствола за счет этих 2 еберов, это важно. Дуалист в ангаре, но забирают лупа, пошло мясо, по-другому это не назвать. Силика надо быстрее минусить, но и Ляхейн без хп, его тоже надо добивать. Здесь просто, ну, непонятно пока, кто лидирует, кто себя чувствует комфортнее. Вроде как выставленные Бионды, вроде как они долбят, но здесь смог зажить Леха. Здесь Galaxy Victoria использует просто еще живого Олстейла. Стерва нарабатывает солейки. Где вторая, я что-то не вижу. Где агрессия? Он в лице, он стоит, расстреляет просто. В общем, мясо лютейшее. Но пока по стволам преимущество Стабборнов. Ровно по ХП, немножко чуть больше стволов у Альфы. Стабборн. Не хватает маленько той самой стервы, которая в самом начале, да, первая отъехала. Да, уничтожили Аима, но тут видишь стервы как играют. Они как чифы играют, тут никаких просто нет других вариантов. Просто выставились и давай сразу стрелять, вкатили. Ничего не ждут, ничего не боятся. Вообще никаких других мыслей, никаких других идей. Просто сразу активно, агрессивно вперед и с песней. Игра успокаивается, у Биондов ситуация похуже, у них нет снова легких танков, у них нет позиций, у них единственное, что есть, это ваш 1.279, там Эвил играет. Но мне кажется, сейчас будут использовать всецело именно Брейна и Ментоса, которые должны, по идее, забрать квадрат К7, и с К7 начать нахлобучивать по корме вот этим вот 279-м, которые тут на центрике расположились. Это Беовульф, К5, Штур 3, Дьявол, ну и, собственно, не так далеко есть Агрессив, который, кстати, сейчас единственный, кто может ЕБР пересветить, потому что он стоит в кустах, справа от ЖДшки, и Стабборны пока такое ощущение, что начнут с победы. Не будет Альфа играть аккуратно. Дима, я думаю, ты уже это понял. Сразу шашка наголо, никаких легких танков. Это какой-то аккуратность. Спокойно, конечно, перетащат танки, заберут 907-е оба, да, пройдут с ЕБРами, зайдут в спину, они себе могут это позволить. Тем временем подставляется у нас сервер, где-то потерял все почти свое ХП, но, тем не менее, я думаю, доедет. Или, возможно, нет. Да нет, как его закрывает ЕБР, чтобы него не залетел. Случайно еще один шот. Отсветился уже. Забирают в тем временем Штура. Не, это Штура забирают. Да. Тут Веплов катили, и К5 будет добивать, да. Пока мы смотрели за сервером. Сейчас важно посмотреть, что будут делать 907-е, потому что у 907-х не так много хп по 1000, и не совсем понятно, зачем сейчас Стабборн начали как-то, ну, как мне кажется, развивать ситуацию, потому что у них деф, у них живые легкие танки, и вот эта вот агрессия, оправданное ли это действие, оправданное ли это решение, немножко непонятно. Такое, да, минусовое действие, немножко выровняли по ХП команд Beyond, но все еще не хватает им какой-то мобильности, какие-то более быстрые танки, только Стерва остается.
В принципе, в ней хватает хп, чтобы принять слегка, но 907 приедет и заберет. Надо ее закрывать. Ментос не отпустит агрессию, отпустит, будет его конечно. рентгенить. И сейчас просто, я думаю, вместе с Galaxy Victoria в агрессию либо вкатят, либо просто будут его держать в постоянном свете, чтобы он не ушел куда-то на аллею, так как 279 действительно будет сложновато. Но агрессив 7 в тоже... 5 тяжело тут будет доигрывать. Смотри, что агрессив делает. Ап, в Леху Мэна, Ну но и вкатывает всё. Ментос. Да. Вкатывает Ментос, но агрессив понимает, что ему не выжить и просто максимальный урон отдает Пытается столько, еще сколько отдать может. урон, да. Но все равно Galaxy Victoria делает этот минус. 2500 хп остается у Бейондов. У Стабборна на секундочку так 7 живых машин, а у Бейондов всего лишь Просто 3. минусует стволы, да. Био улетает в ангар. Сейчас еще кто-то уйдет к Пиат, поджимают. Классная заруба, не стали как-то размениваться флангами и просто в миду сумасшедшая драка. Интересно посмотреть, как Аим улетел. Я так понимаю, что он был здесь. Он умертвил в квадрате в F4 на стервисе. Ну вот они на центре играли, да, они, видишь, на центре двумя стервами играли. Ну, не знаю, такой странный выбор. И мне кажется, я уверен, если бы стоял на первой вертикали или, ну, откуда-то, где есть прострелы на центр, там немножко дамага было бы чуть-чуть побольше. Потому что когда у тебя стерва умирает на первой минуте, ну, кому он там, одно пробитие максимум было. Ну, может быть, здесь после засвета вышли просто ребята с Брили. Я просто не видел этот момент, Дим, поэтому мне сложно как-то проанализировать и сказать, в чем там что было дело. Справа, ну, по 5-6 идет и так далее, вот. И в это время просто взрывается стерва в самом начале. Тут смотри, Дим, какая логика была. Они хотели правый фланг поехать 260-ми. Если бы он был бы пустой, они бы прошли бы до конца. Так как фланг был пустой, они этими 260-ми завернули в центр карты, ударили по танкам Стабборнов, которые стояли на центре, а 279-е просто выставлялись на лицо и начинали обстреливать. А стервы здесь брались для одной простой задачи. Чтобы они вышли с центра, из режимчика своего вот этого скоростного вышли в осадный, да, встали и просто вели прицельный огонь по своим оппонентам, где бы они ни были. В А6, в А2. Вот сейчас мы это прекрасно видим, да, то есть пока 260-й крутят, вертят, живут, там дамажат, что-то, ну, какой-то кипиш, да, создают в рядах их соперника, урон должны наносить вот эти 279, видишь, они в ряд стоят, Капиат, Биовульт там и так далее, плюс стервы за счет своего ДПМа. Но Аима убивают, план не работает, агрессив вообще где-то справа при потерянной горе. И в итоге, ну, план крайне агрессивный, да, крайне самоуверенный, но Стабборн не побоялись принять эту драку на центр. Они сказали: хорошо, парни, нет ЛТ, мы все поняли, мы всю команду пригоним на центр, давайте драться. Мы понимаем, что у вас +2, но у нас ебарчики тоже умеют стрелять, мы будем принимать, мы будем фокусить, мы в себе уверены, мы красавцы, мы чемпионы, победители. И сервачок на своей стерве с алейки 5 раздает, когда под него подставляются машинки. Наверное, урон ну, для тоже, да, это, ну, мы попробуем. просто показываем, что человек играет на танке, который должен дамажить, и дамажит. Вот 5, пожалуйста, получите, распишитесь, господа Бейонды. Этот бой абсолютно ничего не значит, это просто первая победа, это только начало. Но какой темп будет в игре, я думаю, уже понятно, мы с тобой рассуждали, что Прохоров, вряд ли будут отстаиваться. задаст темп. Скорее всего, они будут вот это вот делать, что они сделали. Вкатка через право в фланг, да, ушли в центр, потому что там пустота. Единственное, что, может быть, все-таки какой-то танчик один на горочку, КС-очку поставить чуть-чуть, чтобы более широко, не давая разжимать фланги противникам, там, легким танкам. Может быть, действительно не угадали, и вот эта идея поставить стерву на центр и стрелять, она... может быть, бы и зашла, но нужно было тогда ему с чуть-чуть более поздним таймингом выставляться, или все-таки Чуть-чуть чуть-чуть он взять. переагрессировал как-то, все ехали драться в центр, но позиции и вариант какой-то тактики на бой у Стабборнов было объективно лучше. Они поставили куда надо стерву, они готовились к этому. То есть увидели 2 стервы, поняли, что это определенная заготовка, и сконтролировали. Взрывается стерва, не отдавала вообще, по-моему, урон, да, там 0, наверное, никакой. Ну, можно посмотреть, сколько было урона у Aimlow, наверняка 0. Вот, и получается без одного сразу начинают драться. Плюс надежды на какую-то позднюю игру нет, потому что у тебя ни скилликов, ничего, тебе доигрывать нечем, ты можешь только тупо додавливать мясом. И, соответственно, вынужденную ситуацию попадать в Beyond, им только ПВП в центре выиграть, больше ничего. Ну, собственно, на это у них ставка-то и была. Но остаются против ЕБРов и так далее. И ЕБР просто их в конце концов просто бы раскатали при любых раскладах. Мы уже такое видели примерно, когда была лютейшая заруба в 3 точках на Мураванке. Помнишь, когда Нерью на 430-м играл с Малошумкой и Просветленкой? Вот в том бою тоже вроде бы хорошо. Бейонды навязали свою игру, выиграли лес, подрались на центре, проиграли, но много урона там, много кровушки, так сказать, попили. Конечно. У Стабборнов. Слева там, по сути, и особой драки жесткой не было. Там был просто сервер, который хорошо реализовался, и какие-то там ЛТшки, которые крутились, вертелись
фоткались и так далее, но это было не критично. И вот в том бою, в принципе, там преимущество по ХП было, да, там индивидуально немножко ошибались в лесу под Стерву, под Вредину подставились, там Вредина много урона влил, но глобально все было до самого конца хорошо. И вот именно живые ЕБРы доиграли. То есть вот они отказываются от ЕБРчиков, чтобы было больше ХП, больше стволов. Вроде бы как бы логика понятна, но все равно вот эти вот квалифицированные Брейн, Ментос, они все равно делают. Да, ДПМ меньше, но они вот тут успевают, вот туда. Этого светят, этого закрывают, этого напрягают, этого фугасиком пробивают по 500, понимаешь? То есть и в итоге они полезны. И как-то вот Бейонда, если уж и отказываются от этой истории с ЕБРами, прикольно, это самоуверенно. Надо что-то, понимаешь, что-то какой-то другое играть. микроконтроль предложить, может быть, вот я говорю, КСчика какой-то 907, который персонально будет фланговать, его задача будет основная, либо, знаешь, подстреливать урончик как-то вот с такой, знаешь, со второй-третьей, такой второй-третьей линии, так в аккураточку, не вкатывая, и если надо, закрывать ЕБРа. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, вот, например, сейчас на Прохоровке справа был бы какая-нибудь КС-ка 907, и уже бы там Ментос бы не раскатывал бы так спокойно. Потому что 907 поставь на него там просветленочку, например, под контре. Вот как они Нерью использовали там с малошумкой и просветленкой. Его, правда, там быстро отправили в ангар. Не сильно ему помогло это. Да, ну то есть, ну какая-то вот такая вот история. Да, на мураваночке. Но пока, говорю, я обожаю такие бои. Без разницы здесь для меня лично, кто победит. Но бодро, ярко, необычно, интересно, нестандартно. Это не то, что мы видим 500 тысяч миллионов раз. Это вот линия, встали, стоим. Думаем, как бы этот деф разбить. Нет, тут просто бам, полетели, бам-бам-бам-бам. Порубились 2 минуты, мы уже все увидели. Классно. Следующая Прохоровка. Респы изменены. Теперь в обороне будет играть команда Beyond. Ну а Стаборн будут атаковать. Они вновь играют с ебарчиками. Это Брейн и Ментос. Также есть Стервочка. Одна КС-ка 63. 2 объекта 279. Аж целых 6 объектов 260 и 3 Чифтейна. Это выбор команды Стаборн. Здесь 3 260, 6 объектов 279. 2 907 забирают. Стерва ЕБР и 7, а также 1 Чиф. Ну да, позитив на этом чифчике будет отрабатывать. Бейонды в обороне. Вновь не особо много еберчиков они используют, но Дора будет рассекать. Тоже такой достаточно профильный ебровод. Не первый день он на этом танчике играет. Но все равно, лично в моем восприятии, конечно, Брейн и Ментос выглядят чуть-чуть более грозно. И я думаю, что именно из-за понимания того, что ЕБР это не самое сильное, что есть у Бейондов, они используют одного. Хотя не факт, может быть, просто у позитива видение боя, ну, как бы вот такое, какое есть. И он говорит, нам не нужны просто они. Нам они не нужны, мы хотим играть стволами. Акцент делают Бейонды на левую часть центра. В свою очередь Стаборны прям таким треугольником расставляются. И справа машины на фланге, слева-то танчики на фланге. И Apple с Нескви так в центре аккуратненько. Такие, знаешь, вжатые, компактненько стоят со словами, ребят, лишь бы нас не катили, лишь бы в нас не вкатили, лишь бы в нас не вкатили. Но если вкатят, парни, ну уж разменяйте нас. Вот какая-то такая логика. Забирает Нерью на своей семерке чашку. Достаточно важная позиция, которая так неплохо отзонивает центр и просвечивает вот эту первую линию. Я, кстати, не исключаю, что Нерью там на той семерочке с просветленкой играет, что частенько тоже используется. Ну и важно будет сейчас понаблюдать за информацией, которую будут получать или наоборот недополучать коллективы. У Бейондов это Дора, который пока игнорирует аллею и отрабатывает именно в деревне. У Стаборнов это, собственно, Ментос и Брейн. Ну, сейчас не можем пока Не посмотреть. залетает урон. На горе один Урон был ЕБР слева. и пассивочка на аллейке. Он Брейн пассивно на аллее, а Ментос на горе. Ну тоже очень аккуратно. Так Стаборн не спешит с атакой на самом деле. А тут атака это будет, так понимаю, сверху. Потому что подтягивают 2-9-0-7 и попытаются здесь атаковать, нет? То есть думаешь, что Бейонды будут атаковать без каких-либо активных действий Нет, Стаборнов? они А просто зачем? перетащили и будут ждать прием. Окей, ну, наверное, более ожидаемо. Не хочется им начинать с 0-2. Хотят подождать и принять, уверенно. Ну да, это разумная история. Я думаю, знаешь как? Ребята встали на первой и второй линии плюс крепкий центр с логикой, что если противник поедет душить нулевую линию, они кое-как разменяют вот под тяжелый танк, который поджат в квадрат F0, и потом уже будут действовать, забирать аллею, уничтожать центр карты. И на этом все. А если же противник поедет аллею играть или центр, то ну, он разобьется. Смотри, у нас тем временем поджимаются танки под шестую линию, 3-2-6-0 приезжают. И тем временем Бейонд теряет ХП и почти ничего не накидывает в ответ. Только вот первое пробитие сделали. Ну как теряет? Одну-две тычки там в Нерью залетело. Но это такое все, мелочью. Ну, там Согласись. Шестеру подпросела, да, так себе. Неужели будут в 3-2-0 вкатывать сервер или Хейн? Интересное решение. просто В это время разобьются сейчас. перемещают танки Бейонда. Не, они не вкатывают, они подкатывают к центру, начинают перестреливаться с позитивом.
Мало чифтейнов в бою, на самом деле, всего лишь 4 танка, хотя обычно на этой карте их намного больше используют. Но вот такое вот решение было принято у коллективов по сетапу. Им явно виднее. Бросают танки правую часть у биондов. Остались всего там одного чифа. Пытается начекать Ментос деревню, понять вообще, сколько здесь машин, есть ли на острове танки, что там с нулем. Но решение более активное принято по чашке. Туда закатили спокойно Томик, Клоун и еще кто-то, не вижу сейчас. Забрали Нирыча, но и вот ответ от биондов. Не хотят они отсиживаться в обороне и говорят, полетели в эту чашку, драться. Просто, ну, не уверен, что это правильное решение, но оно принято. Все, игра пошла. Здесь сколько? Здесь 2.907, 2.2.0 и 2.279 вкатывают в 3 машины красного цвета в эту чашку. Начинается мясо. Пока много урона, хоть и размыто, влетает в игроков синей команды. В свою очередь, они так неплохо начинают фокусить Релинса. У Релинса 640 хп остается, его надо отправлять в ангар быстрее. Не выпуская из этой чашки, Клоун попытается убежать, но его тут тоже здорово так стерва отработает. Это Аймлул. Томик следующий на фокусе, но по хп комфортное преимущество у Стабборнов. Да и по стволам вообще-то 5 машин уже бионды потеряли, и только 3 вот эти вот машинки в чашке удалось забрать. Также начали контратаковать Стабборны. Поехали вот сюда вот через правую часть центра, и Беовульф сейчас под фокусом будет уничтожен совсем скоро. Хорошее мясо, но уже двухкратное преимущество у Стабборнов, и вообще-то спокойной ночи бионды на Прохоровке. Все, вычеркиваем, эта карта сыграна. В гранд-финале она больше не интересна. Какая-то небольшая турбопобеда ты не находишь. У меня в рандоме постоянно такое бывало. То есть ты едешь со своей командой, там команда противника, бах-бах-бах, 15-3. Я пока не понимаю, что командует позитив, если честно. Очень странный раунд именно от Beyond. Как-то они просто таяли. Вот все шоты у Альфы, Стабборн залетали. У Биондов как будто бы ничего. И либо настолько они плохие позиции за это выбрали для позиционки, да, Beyond, либо как-то не уверен. Ну как можете не уверен, что они только что сыграли 4-0. И тут 10к преимуществ в таком выходе, ну, очень странная ситуация. И они пытались контрпушить, и это не зашло. То есть, вроде бы они принимали, да, заезд. Ну, Нир там подпросел, потом заехали, его тут же забрали, семерку все-таки довольно легко пробивать. Ну, а дальше в размен-то кто-то будет что-то давать? Нет, ничего не настреляли. Очень странный раунд именно от Beyond. Ребят, нужно как-то подсобраться, иначе мы увидим примерно то же самое начало, которое было уже сегодня в финале Виноров, когда они 3-0, и почти было 4-0. Ну, в общем... Как-то пока печально. Ну что, опять начало от Beyond 0-2. Снова пора, мы уже это видим, да, не пора первый раз включаться. И знаешь, Дим, вот такое ощущение, как будто... Вот я сейчас посмотрел эти два боя, такое ощущение, как будто Beyond — это команда, которая слабее по скиллу, и пытается выигрывать за счет нестандартных действий, агрессивных атак и так далее. Но по факту-то это не так. Я вот, ну, честно скажу, я понимаю, зачем там позитив как полевой, или, ну, просто бионды, пусть будет, да, не будем, там, не столь это важно кто. Важно то, что понимаю примерно, почему они не используют легкие танки, но мне кажется, что вот как только Стабборны начинают играть позиционку, используя своих яброводов, тут же бионды не понимают, что делать. То есть, если драка, то они дерутся и там выиграли-проиграли. Ну вот, пожалуйста, Стабборны сказали, да не хотим мы, ну, там, мы хотим на верочку. Расставились аккуратненько, классический треугольник, где право-лево крепкий и минимальный центр. Собрали информацию, реализовали стервочку, свои их яброводы покатали по флангам, собрали информацию, поняли, что это право ненасыщенный. Всего лишь 2 машинами всандалили этого поджатого тяжика на F0 под горой, которого мы говорили. Все, правый фланг занят, правая часть центра занята. Да, этот контрпуш в чашку дал результат, объективно дал он результат команде Beyond, но какой ценой? Во-первых, потерян правый фланг по расстановке, потеряна правая часть центра. В-третьих, урон все равно в них был нанесен, когда они закатывали. Да, они убили эти 3 машины, безусловно, но плюс-минус с разменом 1 в 1. И при этом еще право проиграли, потому что не было должного прикрытия, когда вкатывали их оппоненты. Горку проиграли. И как-то вот, ну, непонятно, почему в итоге настолько уверен там командир Биондов или там, ну, не знаю, команда Бионд, что противник будет каждый бой с ними драться лицо в лицо. Да, они охотно пойдут, но вот сейчас Стабборн подумали, ну, не хотим, нам это не надо. Ну, как будто бы все, знаешь, все зуб повыбивали команде Beyond и даже не огрызаются толком вот этот раунд, знаешь, так, ну, просто по ним проехались катком, если честно. То есть ничего не получалось у Биондов, они попытались такой вялый контрпуш, когда поехали в этот контрпуш, уже было минус 5к, не было хп, чтобы пушить. То есть когда пошел размен, он все время был в минус им.
То есть почему-то минусов ответных не было. Первые два танка взорвались, толком никто не потерял ХП у Альф Стаборн. Понимаешь? Ну как-то все время... Как будто не уверен, как будто они понимают, что они сейчас проиграют, и такие даже не стреляют толком. Не вылетал урона в ответ, и непонятно. Ну, нужно как-то разобраться, понять, что не так. Однозначно больше информации по бою у стабборнов, вот что первое не так. Второе, бионды в тех случаях, когда они в дефе и противник не хочет драться с ними, они почему-то сами навязывают эту драку, хотя они в дефе, время на них, и, ну, можно перегруппировать танки, можно поставить там прием, можно перестроиться, все мобильное, и ничего такого особо не форсировала, по сути, команда Stubborn, чтобы что-то надо было срочно делать. То есть вот этот даже пуш чашки, хоть он и был неплохо, ну, достаточно неплохим и результативным. Ну, а когда они приехали, там уже минус 5 было. Да, то есть это решение уже такое от отчаяния некого. Что сделали их оппоненты? Забрали Нирью, но минимально его разменяли. Могут ли они уйти из этой чашки без засвета? Не могут. Могут ли они уйти из чашки без получения урона? Как ни странно, не могут. То есть почему нельзя было просто укрепить, снять танк из-под горы, укрепить, например, остров? Да, ты не хотел играть остров. Да, ты не хотел играть деревню. Они ничего не сыграли, понимаешь, что как получилось. Они вроде бы на ливне поехали, оставили только одного тяжка, да, там. Но и здесь они как-то не сыграли. Аллею не выиграли, центр не выиграли. Ничего не выиграли. Это отдали сразу. Окей, я думаю, ну, укрепят центр, займут хорошие позиции, или с аллеи окажут такое, ну, нормальное давление, размены какие-то на Нирью будут. Разменов не было. Поехал контрпуш, но чуть-чуть такой, ну, не сильно тайминговый, и когда приехали, там уже чуть поздно было. Провалился центр полностью. Но я бы сказал, что, в принципе, бионды на Прохоровке провалились, эта карта потеряна, но, еще раз, то, с чего мы начинали. Best of 13, до 7 побед, и даже 2 полностью проигранные карты, это еще, ну, лишь половина, условно, пути к победе. Поэтому ничего страшного для них, впереди Энск. Да, мы говорили о том с тобой, когда анализировали карты, да, что ребята... Я, кстати, помнишь, про Прохоровку говорил, что ЕБРчики чуть-чуть у Альфа поинтереснее, и, скорее всего, на тут делать не в ЕБРах, эти вообще ничего не предложили. Они их не выбрали, этих ЕБРов. Нет, не то, что ЕБР не ЕБР, а то, что ничего не было в ответ. То есть все, что предложили, что стерву на миде, которая первая умерла на там 30 секунде в первом бою. То есть что они предложили мне против ЕБР? Ладно, с Прохоровкой понятно, проехали. Фанаты биондов, пока не расстраивайтесь, впереди еще куча боев. Энск вчера был крайне неудачный против команды Альфа, но мы убеждены, я в частности, что бионды поработали, проанализировали, сделали выводы и готовы. Готовы врываться в этот гранд-финал, готовы показывать результат, готовы побеждать, готовы наказывать своих соперников, и что-то у них интересное на этом самом Энске будет. Начнем со стабборнов, их сетап 2-2-6-8-4, 1 Е4 и Е3 мы видим 5 штучек, а также группу 279 из 7 единиц техники. Здесь у нас 4 Е3, 2 Е4, Вильф, как обычно, да можно даже не говорить танк, и 8, 2, 7, 9. Вполне такие метовые традиционные сетапы. Для них сетап, наверное. Более классическая история по поводу выгодной базы. Соответственно, стабборные с первой и получше, покомфортнее им должно быть. Хотя тут очень здорово в Ментоса залетают пробития. Я так понимаю, что Эвил был один из обидчиков. Но тут же в ответ сейчас будут залетать тычки. Он Ваима выцеливает Клоунс. Кстати, не попадает, к сожалению, для него. Там кто-то другой попал, да, там все нормально. А Ментос что? Ментос, я так понимаю, будет сейчас просто погибать и делать брустер. Делать брустер. Так он специально бортом встает, сейчас будет погибать. По крайней мере, один урона надал. Чтобы здесь Е3 себя комфортно чувствовал, отрабатывал от его трупа. Это на самом деле достаточно интересный маневр. Частенько эту дробь ставили на второй пирон, но вот сейчас видишь на 4-й, потому что считают, что он более важный для верхней базы, что, кстати, вполне обоснованно и логично. Очень классическая история от стабборнов с позиционкой на пирончиках, с минимальным контролем флангов. И они себя нормально чувствуют. Да, они, там, скажем так, оправданно для себя продали Ментоса, и дальше, ну, идет просто перестрелка. Пытаются сейчас отстрелять Клоунза, но, кстати, пока ощущение такое, что ситуация у биондов чуть покомфортнее, потому что кроме Клоунза и Саммера толком никто у стабборна сейчас в активной перестрелке не участвует. А вот у биондов тут и Е4, и Е3, и дробь с 2 Е3 еще на перроне. И вот отсюда и сейчас в Клоунза залетели пробития, и его в лючочек уничтожили. Слушай, 2 ствола — это уже серьезное преимущество на такой минуте боя. Но и Вильф тоже просаживается, 900 хп всего остается. Смотри, укрепили позиции свои в нуле. 4 танка, по-моему, да, туда поставили. Интересный вариант в Г0 4 танка.
Ну, хотят как-то развивать именно отсюда. И опять мы не видим в К1, уверены, то, что город они как то ли не отдадут, то ли не будут играть. Смотри, это Нир, я так понимаю, продвигается дальше. Пытается нащупать противника в городе. Там-то его не будет, мы об этом знаем. Ну, это на самом деле не очень такая история перспективная, то есть, ну, почекал что-то, посмотрел что-то, и это ничего не приносит. Тут намного более важно, что будет дальше происходить на 4-м перроне, потому что, да, я согласен, что вот эти два минуса Ментуса и Клоуна, они чувствуются, но бой не выигран. Тут, видишь, Саммер неплохо стреляет, находит какие-то прострелы, и в итоге Вильф-то забирают. Да. И уже вот это вот отставание на два ствола, оно уже сокращено до одного, но один танчик на этом, как бы, уровне, в этом формате, это не критично. Другой разговор, что по ХП 29 500 на 32 500, тут уже ощутимо 3 косарика. Но нужно смотреть, как Beyond будут это использовать. И вот тебе и ответ, и мне, и остальным зрителям. Да, атака города, конечно, 4-2-7-9, также 1Е4 едет им саппортить, но пока так, как стоят игроки команды Stubborn, то ничего вот это проезд по городу не принесет. Beyond. Максимум с аэрокардов катить, но с аэрокард все прекрасно понимает и абсолютно спокойно, без единого урона отступает к своим позициям, и все. И на этом все. Томик увидел, отъехал, урон не получает, немножко тянут время. Ну, в принципе, время, говорят, работает на них, тем временем сам у нас еще проседает. Очень интересно перестреливается именно на ЖД, там весь урон у нас пока происходит. Собственно, и все события-то, да, и все фраги были именно на ЖД, на платформах, и весь урон там. Я так думаю, что в городе не оставят от одного, максимум, наверное, кто позитив здесь останется, или тоже на Е4. Нет, я думаю, что... Я думаю, они специально показали, и либо идут, либо по Я думаю, что они будут первую-вторую долбить, причем не пытаться убить вот тот танк, что стоит в А2, потому что его очень легко будет разменять, а просто поджать под Б-линию, под домики, вот, под позиции и дальше перестреливаться. Понял, да, о чем я говорю? То есть, вот да, они собирают А2, Б3, Б4, вот туда. Именно ЖД и промзону, и для этого им нужны уверенные позиции в Б, чтобы оттуда был саппорт. Чтобы так называемый перекресток противника взять, знаешь, в тиски, чтобы и с левого фланга было давление, и с правого, и чтобы ПТшки себя крайне дискомфортно чувствовали, потому что они не могут разорваться, у них нет башни, им надо налево стоять, смотреть лбом, либо направо. Поэтому вполне обоснованные действия. Да, пока очень уверенно выглядит Beyond, им дают сделать все, что они хотят, и они этим пользуются. Остается 5 минут и еще 40 секунд. У них хватает времени, чтобы развить свою атаку, потому что как-то Stubborn выглядит очень пассивно пока на этой карте, ничего не делают, пытаются перестреливать, но это не очень хорошо у них получается пока что, но тем не менее, ну, ХП плюс-минус одинаково, но позиции смотри какие. Да, я соглашусь, что акцент был сделан на классическую игру на перронах, но не удалось в скилл перестрелять Бейондов на этих перронах, и сейчас Stubborn выглядит как-то, знаешь, немножко беспомощно, потому что они не имеют позиций, квадрат за квадратом забирают Бейонды, времени для этой карты просто, ну, более чем достаточно, и если сейчас где-то какой-то фланг удастся прорвать, где-то, да, вот пузырь этот лопнет, который надули Stubborn и на одном, и на втором фланге, тогда просто начнется жесткая просадка, возможно, какие-то более активные действия по перронам на ПТшках, и Stubborn будут вынуждены либо просто со всех сторон получать дамаг, либо что-то разжимать. Мне кажется, что они допустили ошибку, не забрав более агрессивно один из флангов, а сделав акцент исключительно на перроны, которые они в итоге и не выиграли. Видишь, они начинают терять технику, потому что вот как раз и то, о чем мы говорили. Не может уже Саммер найти себе позицию, потому что перроны контролят ПТшки, на фланге тяжелые машины, причем как на одном, так и на втором. Ну и да, тут безусловно еще остались танки, которые прикрыты, но вот посмотри у Брейна какая полупозиция, объективно, он просто стоит в поле. И сейчас, если примут решение поддавить до квадрата D7, D8, ребята из команды Beyond, это значит, что Нескве удастся уничтожить. Они так и делают. Ну, это логично, это самое основное, что они, то есть там все прекрасно понимают. А дальше и Брейн попадет под удар, видишь? Его начинает с двух сторон. Оттуда, отсюда, вот, пожалуйста, выход в Нескве. Нескве в ангар уйдет. Прекрасная игра. Наконец-то какая-то хоть какие-то действия активные от команды Stubborn. Смотри, по нулю продвигаются втроем, занимают более удобный для себя домик для приема вот этого пуша по 7-8. Посмотрим, какие-то дивиденды они от этого возьмут. Но Дифа подзаконтрили, подразменяли Нескве. Это хорошее решение, но повторюсь, что пока ситуация для Stubborn'ов, ну, неприятная. Времени еще много. Всего лишь минута прошла с того времени, с того момента, как Бейонды начали поджимать фланги.
Абсолютно нет карты, тут буквально процентов 15 осталось за стабборнами, и они свою вот эту сильную базу сейчас рискуют проиграть, и если сейчас Бейонды в том же духе продолжат, пока они выглядят очень уверенно на Энске, я не исключаю, что это будет равный счет в матче, что Энска удастся Бейондам всецело забрать. Пока они выглядят сильнее, вот именно в этом бою, но еще есть какие-то шансы у стабборна, тут боеукладочку, тут что-то разыграть, тут что-то придумать, тут что-то предложить, но пока мы видим, что Дьявол начинает агрессировать прям вот в лобовую выходить. Там, кроме сервака, особо никто разменять-то и не сможет. Все ближе подъезжают танки у Бейондов. Сжимают вот эти вот тиски на шее команды Стабборн. Да, причем охотно идут в размен. Вот мы сейчас на примере Анатолича это видели. Он не против получить на 800 там урона, но забрать зато ствол и начать там напрягать. Причем Анатолич даже не Эпла забрал, а он забрал убрал Брейда. тот танк, который больше всего мешал как раз группе на первый-второй. Да, чтобы они смогли спокойно выйти во вредину и за счет количества перебить, потому что там очень сильная позиция у вредины, и об этом тоже мы уже неоднократно упоминали. Я думаю, что в скором времени стоит ждать атаки по нулевой линии от Бейондов. Это тоже такое вполне логичное решение, но видишь, тут пока не так много хп осталось у Бейондов, и вредина сам вылезает из своего вот этого кармашка и говорит: ну давайте, парни, вы тут сюда ко мне приехали, я вам не дам так просто моих обижать. Но проблема в том, что сервака сейчас убьют, и Spirit Fury просто на своем третьем будет выставляться и по вредине давать. Хотя сейчас вот промазал, по-моему, не попал, ниже ушло, если я все правильно понял. Мне кажется, вредине можно сейчас просто выскочить, получить урон от 279, который стоит в квадрате А1, и забрать, который стоит в квадрате А2, и остаться в ПВП. Мне кажется, это очень грамотное, логичное решение. Потому что по ХП так-то вообще-то подстраивали. У нас как-то выровнялась ситуация, да, и Вредина делает уже третий фраг, и он здесь еще одного заберет, возможно. Ну, альфа, если пройдет. Если нет, то он даже не пробивает Силик. Он не пробивает Силика. А Силик точен, и есть Штур в спине, который тоже точно сейчас Вредина. Очень сильно помог, осталось всего минуту 50 секунд, и всего 5 столов остается у Альфы, и все тяжелее и тяжелее, но Лихейна, у него все ХП в нем. Сейчас надо быстрее включать танки слабой линии, вот с фланга, который городской, потому что здесь, ну, нужно просто численное преимущество более акцентированное Бейондом, чтобы добить. Тут хпшек-то особо нет. Ну да, Нески добить, рандома добить, убьют, да. И остается минут 20. Времени, ну, на самом деле достаточно, но надо поторопиться. Но я думаю, что успеют Бейонды и 1 очко в этом матче возьмут. В этой такой достаточно серьезной перестрелке. Но опять хочу отметить попытку Стабборна сравнять, и удалось им. Тут немножко Вредина там, да, ну, может быть, не то, чтобы прям подзруинил, но там одно не Вредина был хорош. Посмотрим его урон. Я думаю, там в районе 4К он настрелял. У него был минимум 3 или 4 фрага. В конце, да, согласен, он не пробил как-то. Подставился под Штура, может быть, можно было это делать чуть больше пожить. Залетело в спину в итоге. Но хороший бой от Бейондов. Мне кажется, Стабборн как-то с самого начала здесь начали нести потери, не совсем получили то, на что рассчитывали, и не хватило от них каких-то более решительных действий. Они, видимо, опять рассчитывали на то, что сами Бейонды начнут активности, приедут, там разобьются об них, и те позиции, которые были у Стабборнов, они позволят им вот это вот преимущество создать или, например, компенсировать этот дефицит ХП и стволов, который, ну, в течение боя был приобретен ими. Но Бейонды не ошибались так, как может быть, рассчитывали, что будут ошибки. И так, как до этого, и так, как рассчитывали стабборновцы. И мы видим, что даже несмотря на то, что удалось подсравнять по ХП в определенном моменте, было преимущество по стволам, удалось выиграть город. Уже в пуш просто. Да, и там как бы было все равно глобально на ХП. Главное было его размазать, чтобы не терять стволы, и добить технику, которая, ну, которая просто была живая у команды Стабборн. Хорошая игра от Бейондов. В целом, вполне понятная идея на бой. Такое ощущение, что они как бы вот сейчас на максимум сыграли. И при этом там тютелька в тютельку чуть-чуть времени осталось. Ты видел сколько? Да, ну, меньше минуты. Да, прекрасно видел. Слушай, ну тут и уровень как бы команд очень высокий и в целом равный. И сильный респ у Стабборна, объективно. Поэтому, да, и сыграли на максимум, победили тютелька в тютельку. Ну, так и должно быть. Теперь вот, может быть, будет где-то и психологически чуть Бейондом попроще. Они размочили счет. Плюс сильная база, плюс они получили уверенность за счет вот этой вот победы. И, говорю, я не исключаю, что сейчас Энск просто закроют ребята из команды Beyond, сравняют счет в матче. И мы, ну, не то чтобы с чистого листа, но мы еще больше боев посмотрим, да. Напомню, что за Энском следует LifeFox. И мы с тобой говорили, что если счет после вот Прохоровки и Энска будет равный, то, скорее всего, LifeFox это будет такой нейтральный, да, нейтральный период, эпизод, скажем так, матча, в котором команды сыграют чуть-чуть поспокойнее, угомонят игру. Вот тебе Вредина, ты просил, да, пожалуйста. 300. Ну, много, кстати, не пробить у Вредины. Игра успокоится, угомонится, ребята смогут, как-то, знаешь, выдохнуть, там, попить водички, взять по 1 очку и, как-то, знаешь, ну, и немножко расслабиться.
чтобы потом с новыми силами врываться фактически просто, да, на Химмельсдорф, который следует за Лайфоксом, и там уже, конечно, будет рубка. И, возможно, Химмельсдорф, ты помнишь, очень важную фразу сказал, что ты считаешь, Димка, что на Энске и на Химмельсдорфе сегодня будут решающие какие-то вот схватки в рамках этого гранд-финала. Помнишь, ты говорил, что вот, скорее всего, эти две карты, они определят, кто все-таки возьмет некое такое, ну, выйдет вперед, возьмет некий верх промежуточный, и дальше уже от этого счета будет игра идти. То есть кто-то будет вынужден раскрываться, играть более агрессивно, чтобы забирать раунды. Тот, кто будет лидировать, наоборот, может быть, постарается сохранить вот это преимущество. Ну вот, пока в целом то, что ты сказал, минимально можно, конечно, сделать вывод, но пока похоже на это, да. То есть вот, да, была Прохоровка, которую закрыли стабборны в целом там в рамках моих каких-то прогнозов вполне предсказуемо. Сейчас на Энске, так как мы с тобой оба говорили, что Бейонды переработали, оценили и хорошо, очень здорово сыграли, разумно, рационально, с правильными действиями, с отличным исполнением, выиграли катку со сложной базы. Сейчас ситуация чуть более простая, скорее всего, сравняют счет в матче. Ну и дальше... Не факт, что сравняет. Я бы не стал так торопиться с выводами. И мне почему-то кажется, что Стабборн сейчас предложит что-то более агрессивное. Смотри, они сейчас дали очень много времени Бейондам. Отдали им всю карту, вообще никакие позиции агрессивные не заняли. И просто ждали, когда те придут, а те такие, ну окей. Приглашайте, у нас есть 10 минут, спасибо, да, спасибо за это время. Мы сначала вас перестреляем на ЖД, да, достаточно быстро, там 2, потом 3 ПТшка отъехала. 3 ПТшки, да. И, ну, хорошее было преимущество. Именно вот его и хватило потом для дальнейшего пуша, когда они выходили, забирали вот танки сначала слева, да, Толик там не вправо дал, получил от Apple, чтобы дать влево, чтобы забрать танк, который, да, Брейна, который мешал пуш по первый, второй. Потом они спокойно там уже убили Вредину, еще кого-то, вот. И как-то вот, ну, слишком уж пассивно выглядели Стабборн именно в этом бою. Мне кажется, они сейчас поймут, ребята, о чем мы стояли 10 минут. Может, поедем опять их перестреляем просто тупо, как на Прохоровке? Да, так и будем. Вот. Может быть, сейчас что-то такое более агрессивное увидим, что-нибудь поинтереснее, экшон какой-то. Потому что в экшоне они, видно, что сильнее. Ну, быстрее ориентируются, потому что они, может быть, не лучше стреляют, но как-то быстрее и четче принимают решения в малых группах. Так, вот мы об этом говорили на позиционке видно. Эти ребята вот как-то вот чуть получше Бейонда, ну, вроде бы. Да, то есть более уверенно пробивают, более четко понимают свои задачи на бой. У этих стоять не получается пока что. Но в атаку едут они отлично с Стабборном. Да, но может быть, сейчас нужно не забывать, что это Энск, достаточно маленькая карта, преимущество драки на перронах, плюс, возможно, Бейонды тоже, проработав вот те ошибки, которые у них были в более ранних стадиях на Энске, они сейчас это все используют, да, вот этот опыт полученный, и тоже что-то нестандартное предложат, может быть, даже на встречных курсах какая-то, знаешь, есть модная, вполне такая типичная история для Энска, когда, например, в вылазках в укрепрайоне попадаешься, очень многие коллективы едут просто в город, и в городе устраивают зарубу лицо в лицо, ну, на там стандартными стапами, там 2.7.9, Чифтейна и так далее. И вот я не исключаю, что какое-то такое сражение тоже может в городе произойти. Но это все домыслы. Вот вам и сетап, дорогие друзья, и нам, собственно, с Димой. 2 дроби, 2 Е4, 2 Е3, то есть на сумме 6 ПТ. Также, внимание, 2 Мауса, 5 объектов 2.7.9 и 2 Чифтейна. Это выбор команды Стабборн из клана Альфа. Здесь у нас 8, мы видим, 2 объектов 2.7.9, 3 Е3, 1 Е4 и 3 объекта. Дробь, в общем, как ты ее любишь называть. 3 дроби, да. Да, 3 Всё дроби. правильно. И интересный выбор, 7 ПТ, мне кажется, короче, для этого респауна. Очень агрессивный заезд. Но снова основная драка будет на 4-м перроне. Здесь мы видим, что Нирью сразу встал, Саммер его выцеливает, будет стрелять, стреляет. Саммер не пробивает Нирью, но кто-то там, сервер, кажется, пробивает. Как раз-таки Нирыч здесь будет делать брустер, насколько я понимаю, просто светить. Там, конечно, какие-то выстрелы постарается он нанести, но тем не менее. Хорошо залетает. Да, залетает неплохо, но вот, кстати, вот тебе и Бейонда. Они не хотят слишком закрываться, как это сделали Стабборны, а очень активно забирают зеленку. Здесь много 279-х, то есть такой минимальный треугольник с контролем всего города, где первую линию смотрит 279-1, он с квадрата B1, с D5 контролирует центр, и вот с B4 контролирует центр города. Нирью ожидаемо убивают первым, такое мы тоже уже не хотелось бы.
Но все равно я настаиваю на том, что у Биондов хорошие позиции, и пока все комфортно. Вопрос сейчас основной, как вот здесь вот сыграет Силик, Вильф, Анатолич и Агрессив. То есть вот эти вот ПТ, их отыгровка, это сейчас наиболее значимое, наиболее важное, что может происходить в бою. Но очень здорово сейчас в Ляхейна залетают тычки, он остается шотным, и надо бы добивать его игрокам с команды. Ну, с ПТшки как раз хватит альфы. Если сейчас заберут, это будет приличное преимущество в самом начале. Сернус проседает. Подставляется клоун под Вильфа. Забавно, кстати, и вполне так, показательно, что без турбины играют Силик и Вильф. То есть вентиль, досел, закалка, максимальный ХП, максимальный ДПМ и комфорт стрельбы. Мне кажется, что сейчас одно из таких основных направлений, которое может быть разыграно, это, как ни странно, но Биондами город. Мне кажется, они сейчас как-то так немножко дискомфортнее стали себя чувствовать. Забрали Вильфа, потеряли, да, вернее, Вильфа. И вроде бы на зеленке все хорошо, но и у Стабборна все хорошо на зеленке. И какая-то активность по городу кажется вполне неплохим решением. Ну, там два Мауса, они много сожрут времени. Но там два Мауса. Не хочется туда ехать и на них отвлекаться, и они будут играть, я думаю, все-таки ЖД плюс промзона. Но, понимаешь, Маус в позиционке на самом деле не так-то уж и хорош. Ну, он время потянет что-то. У него просто много хп, но тебе же не нужно туда ехать в десятером и в десятером убивать два Мауса. Ты можешь туда отправить парочку 279-х. Просто другой разговор, что там еще есть Нескви на 279. И как только приедут игроки команды Beyond через город, возможно, пойдет кол, что, ребята, у нас Маусы 3500. Поехали даже через тычки, просто вот надавим вперед и перестреляем даже при равном количестве. Даже нам, может быть, никто не нужен. Такое может быть. Обращаю, кстати, внимание зрителей на позицию Ментоса, и вот за ним вот стоит Чифтейн, это Galaxy Victoria. Тоже мы как-то уже видели, как игроки команды Beyond вкатывали, помнишь, в альфовского Чифа, который также за трупом стоял именно на этот перрон. И там тот Чиф, по-моему, паскуда это был, там что-то порядка 5000 урона настрелял, когда его Василек и Чик разменивали. Вот, может быть, насмотрелись стабборновцы вот того боя и сказали, давайте мы тоже Чифа на вторую кинем, если что, Ментос ему брустер сделает, он там дамага настреляет. Ну а вдруг они на те же грабли, да, наступят? Ну а почему нет? Плюс очень хороший контроль перекатки. Ну и вот сами Маусы начали развивать город, что тоже любопытно. В принципе, логичный мув от них, им там стало скучно, 3 минуты с половиной они простояли, такие, ребят, а у нас еще Маус есть, давайте отправим их вперед, пока что они доедут. Ну да, плюс атака у Стабборна, нужно тоже понимать, тут может быть по стволам на один танк преимущество, но ХП ровно и нужно атаковать Стабборную. Зеленка очень крепкая, ну, промзонка и зеленка в целом вся. На перронах вроде бы как бы все и здорово у Стабборна, но основное, что они имеют прям в полном распоряжении, это второй перрон, и использовать пока его не представляется возможным. А вот если поддавить город, тогда и можно со второго перрона чуть более активно начать играть, и Маусами выйти просто в квадрат D4, поджать, там выдавить дифа и поджать дальше даже в C4. И за счет этого включить второй перрон. Ну, дифа уже согнали с его позиции, и как будто бы потихонечку поджимает Стабборна вперед. Да, теряет ХП, но в принципе ХП более-менее все ровно. И вот эти два Джокера, да, на Маусах куда-то ползут, продолжают свое движение. Возможно, именно через них будет атака построена. А там, смотри, Дим, какая история. Вот на этой D-линии, D4, D5, там за счет высоты Мауса есть возможность по диагонали просаживать периодически ЖДшку. Для этого их и берут. То есть вот если на вредину включить от первого лица, то, скорее всего, он там как раз-таки выцеливает всякие диагональки, прострельчики. Вот видишь, как Spirit Fury стоит? Посмотри, видишь, там диагональ есть от вредины. То есть вот эта вот диагональ иногда позволяет там урон наносить. Ну, там есть возможность, там надо от первого лица посмотреть, чтобы понятнее было, как там вся эта ситуация протекает. Но, в общем, там пока Маус сильно чувствует просели. комфорт. Я говорю, начали хорошо Бионды на ЖД, но в конечном итоге они начали их проигрывать, эту ЖДшку, вот эту драку на ЖД. Да, ничего почти не настреляли в ответ, и при этом очень много получили и Толик, и другие ПТшки. Видно, да, по ХП? Пошла активность по второму перрону в лице Galaxy Victoria и очень Ментоса. агрессивно играет. Причем забирает Spirit Fury да, просто в залп. Идея была забрать Spirit Fury, видимо, пошел кол, что он разрядился, и просто чуть надавили Ментос с Galaxy, идеально пробили, и тут же такие, все, спокойно, успокоили игру, успокоили, назад откатили, все, ничего не надо, просто стоим поступательно, так же, как и нас Бионды раскачивали. Посмотри, ситуация похожа, да, чуть-чуть более выставленно стоят Бионды, но все равно закрытую. Все равно уже порядка 70% карты за стабборновцами, и они сейчас через Маусов, возможно, в B1 вкатят, возможно, подожмут Б-линию, в принципе, очень похожие будут два боя, через лево будет атаковать, потому что тяжело будет вернуться, да, и либо саппортить именно с своей зеленкой, своей промзоны в город. Я думаю, что атаку будут развивать Стабборн именно через город.
По мере должны Но это они делать. стягивают вон и дропи, чифа со Да, второго да, да. перрона, и одного и Это будет четвертого выход через забирают. Хотят сделать там, даже он возвращает. Серый говорит, сервак, не надо, Ментоса с Galaxy Виктории хватит. Ага, Серый ушел вправо. Но Интересно. он обратно ушел на кемпу, да, там, и третьего подстрелить, там, может, Анатолича попасть как-то. Надо посмотреть, кстати, вот еще интересно от первого лица Анатолика, как он там сейвится, потому что он там достаточно давно живет, я так понимаю, за трупом Нирыча, но мы видели, как Клоунза на той же позиции очень легко уничтожили в прошлом бою, а вот Толик, видимо, как-то более грамотно труп поставили ему, или просто сам Толик более грамотно играет. Ну, Толика остается не так много, как хотелось бы, всего 770 хп. Если альфа пройдет, ПТшку. Подзажались чуть Бейонд, не удалось им в этот раз удачно разменяться, уже минус 5к хп за 3 минуты 20 секунд до конца. Это кажется неприятным. Ну да, начинают стабборны, говорю, по аналогии с прошлым боем, надавливать теперь только через маусов. И, возможно, будет поджим вот этой Б-линии и дальнейшее уже уничтожение и Штура, и Олстейла. Тут Apple имеет огромный запас прочности и просто сейчас в размен будет выходить. Мне кажется, и вреде никак надо тоже нажать уже вперед, включиться немножко в катку. Посмотрите, кстати, как интересно Apple делает. Он закрывает всецело Galaxy Victoria, чтобы именно в Apple стреляли, а Galaxy спокойно в клинче начал разбирать Штура. Но прикол в том, что с А0 залетает, да, за счет высоты. И вот Дьявол этот урон наносит, и Штур сам... Ну, Apple-то понятно, и сам Штур красавчик. Смотри, хоть его здесь и закрыли, но он в лючок пробил 2 из 2 сейчас со своего оппонента и отправил его в ангар. Поэтому вот это вот решение с квадратом А2, оно вообще себя не реализовало, и Galaxy и Apple просто в ангар ушли, по сути, почти бесплатно. Тают хп у Beyond, как-то они проваливаются за эту сторону. Не получается у них навязать какую-то борьбу, размен более эффективный. Вот тебе и сильная база, да, кстати, к разговору да, уверенно оборонная. перестреляли. Что одна команда, что вторая, в конечном итоге близки к тому, чтобы одержать победу именно с атакующего респауна, который мы тут называли, ну, я в частности называл слабым. Но это была статистика и наблюдение личное, а здесь мы видим, что как раз-таки проанализировали, в чем сила, как эту силу контрить, какими действиями, какими танками. И очень качественно это сделали и Beyond, и Стамборны, ну, а, соответственно, они же, только играя с сильной оборонительной базы, решили, что им будет достаточно тех стандартных позиций, тех действий, той стандартной расстановки, которую они привыкли использовать. И в конечном итоге, кстати, к твоему разговору, что не факт еще, что Энск сейчас Бейонды возьмут. Конечно. В итоге, ну, уже можем смело констатировать. У меня было стойкое ощущение, что они сыграли на максимум своих возможностей. Не знаю почему, но вот именно так. То есть они прям вот из себя все выдавили, им все отдали, и они кое-как. Стаборн сыграли полегче, поспокойнее. У них больше хп остается. Запас по прочности общий. Интересно будет посмотреть урон ПТшек. Ну, наверное, я так понимаю, что Е3 накидали. Да много там урона будет, да, причем Саммер, как у красных, накидал. так и у синих, я думаю. Кроме Доробей, которые вначале улетали. Лохейн, я думаю, тоже. Не, Лохейн, по-моему, сразу шотный остался. Вот как у него сейчас есть, там, помнишь, выходил... Да, его очень сильно продавили, но тем не менее он дожил. Ну, он дожил, там где-то нашел сейф, и, я думаю, особо не подставлялся. Тем не менее, 3-1 в гранд-финале клановой подставки номер 10. Стабборн выходит вперед. Напоминаю, что до 7 побед идет наш сегодняшний матч. И мы подходим к третьей карте. Это уже, по сути, середина после завершения лайфокса будет нашего гранд-финала. И, в целом, не сказать, что как-то неожиданно по счету. Мы чего-то такое, там, 3-1, 1-3 или 2-2 ожидали. Никаких там 4-0 мы не предполагали особо. Хотя и, допустить можно все. Но вот, помнишь, Дим, мы говорили, что на лайфоксе ребята должны как-то, наверное, скорее всего, подуспокоить игру. Разменять там карту, там, по одному раундику взять. Вот сейчас, в ситуации, когда Стабборн 3-1 ведет, насколько Бейондам нужно выигрывать полностью лайфокс и рисковать? Или все-таки выбора-то особо нет. А если они хотят забирать первое место, им в любом случае придется рисковать, выжимать из себя опять все силы, все соки, что-то придумывать и перестрелить. Здесь им особо шансов не оставили. То есть медленно, верно душили, перестреливали. Хотя, да, на первой стороне они сыграли успешно, удачно, но, знаешь, настолько на тоненького у них зашло. С таким трудом они выцарапали вот это вот очко на Энске. Тяжело, мне кажется, им будет. Да, я согласен, но смотри, все-таки 3-1, и даже если вдруг на лайфоксе они проиграют 2 боя, будет 5-1. Еще не есть хотелось бы... Не хотелось бы, я не о том. Я про то, что почему ты думаешь, что им надо прям выдавать все, выкладываться на максимум. А как ты хочешь победить вот эту команду? Разменяться на лайфоксе и взять, например, очки на Химмельсдорфе или на Хайвее. Сегодня они подарили все свои очки.
На Химмельсдорфе на Конечно. Хайвее? Ну, на... Хайвей 1-1. Ну, Хайвей, да, но тут Вот, может... кстати, ПТшки ты просил, тут может и пожалуйста. до Хайвей не дойти. Топ-3 по ПТшкам, Да. причем из команды Стабборн. Дальше Саммер уже... точно бы настрелял. Значит, Клоунс еще тоже, да, 6200. Приличный урон. Ну и Ментос 3800 на дробушке. Позитив с кимпы на E4 3200 выдал. Топ-4 по бою. Ну не, ну такая показательная статистика, вполне ожидаемая Ну, и понятно, понятная. да, что от Е3 мы ждем вот именно этот урон. Они настреляли там в начале. Да, это дробь подставилась. Там и Нир, как обычно, да, первый. Но он брустер делал, к нему Еще, какие претензии? И кто-то еще. А, Вилев тоже быстро достаточно его не стало. Тоже на 268, хотя заезжал с full хп, но как-то быстро-быстро он полопался. Мне почему-то, Дим, кажется, что на Лайфоксе 1-1 будет, не знаю, вот карта, где ну, легко объективно обороняться, где не надо прям совсем чего-то такого изобретать в обороне, и я уверен, что ну, никто сейчас ничего там не плывет по морали, всем нормально, но нормальная рабочая ситуация. В матче 3-1 отыгрывается, когда игра до 7 побед. Ну, это да, это вообще, ну, это вообще ерунда. Когда у тебя есть что... Есть что предложить, достать, есть что да, показать, есть что да, и состав есть, полевой есть, мораль есть, опыт есть, все есть. Ну, что-то на Прохоровке не пошло, неудачно сыграли. Ну, проиграли карту. Ну, бывает. Бог с ней, это вообще, ну, как одну проиграли, вторую выиграли, и все сравнялось. Но мне почему-то кажется, что Лайфокс это вот не та карта. Вот про Химмельсдорф поверю, что там 2 забрать. Про Хайвей поверю, там тоже 2 забрать, ну, более чем реально. Лайфокс реально, но вот именно сейчас почему-то мне кажется, что на Лайфоксе ни одна из команд 2 очка не возьмет. То есть я думаю, что... Причем не факт даже, что оборона выиграет, хотя она чуть более сильная здесь за счет того, что это оборона. Мне просто почему-то кажется, что разменяют Лайфокс. 1-1 будет. Скорее всего. Хочется, чтобы игра пошла подольше, чтобы побольше карт увидели, да? Те карты, которые мы сегодня не видели. Ну, как раз Лайфокс. А, в принципе, все. Ну, в смысле, в исполнении этих команд. Потому что следующее будет Химки, Хайвей. У меня тут еще мои На помидорчики Фоксе есть, ты ничего не помнишь? надо. Еще, если что, пошаманим. Ну, то там это, потри их немного. Может быть, даже... Пока все идет своим чередом, пока не будем гневить никого и ничего. Пока работаем. Пока работаем. Лайфокс, но если мы выйдем, я говорю, на 3-3, так вообще все идеально. Если 4-2 на Лайфоксе будет, то да ну тоже играем дальше. Вот если сейчас вдруг Стабборны 2 Лайфокса забирают, и это 5-1, вот тут уже звоночек будет. Тут уже не то, что звонить, тут уже надо во все колокола трубить просто. Бум-бум-бум, потому что, ну, это уже что-то такое, напоминающее разрыв в рамках гранд-финального-то матча. Мозга? Да и, ну и мозга, я думаю, тоже. Болельщиков, биондов, игроков биондов. Но я тебе говорю, тут что Стабборн, что бионд, никакой результат, кроме чемпионства, не воспринимают за удачный. То есть, если Альфа, заняв 3-е место, мы говорим, ребят, поздравляем, хороший результат, и, в принципе, это для них, ну, успех. То здесь поражение в ГФ это будет, ну, поражением и невыполнением целей. Это что у одного, что у второго коллектива. Именно за счет этого этот матч является принципиальным и максимально интересным, и максимально конкурентным. Ну и афиша, она всем понятна. Ребят, кстати, не забывайте, дорогие зрители, прожимать лайкосики на всех каналах на ютубе, которые смотрите. И манкой делиться можно на Троу тоже. Будет классно. Поддержите, так сказать, клановую потасовку. Простую формулировку. Зашла песенка, да? Да, прикольная, вполне драйвовенькая. Поставишь. Что? На звоночек на рингтон? Да. Не, я не особо. Я люблю стандартные рингтоны, чтобы без лишних там глупостей. Дилин-дилин. Хотя, в свое время Place for My Head, если кто-то знает, что это за песня такая, у меня их вступление стояло на звонке, но это были в далекие школьные годы. Ну да ладно, это так. Минутка Линкин Парка. Лайфокс. Лайфокс это то, что нам предстоит сейчас увидеть, а я начну называть сетапы. 3 ЕБРчика использует команда Стабборн. Также есть вредина на стервочке. 4 чифтейна, 2 объекта 2.6.0 и пятачок 279. У Бионда у нас 3 чифа, 2 объекта 2.6.0, 7 объектов 2.7.9, стервы 2 евро. Видишь, 2 еберчика используют. Есть Драга, который, кстати, тоже очень квалифицированный ебровод. И я даже сейчас начинаю удивляться, почему Драга до этого на ебре не катал. Драга, Дора, вполне неплохая связка. Я что-то забыл совсем про Драга. Но, тем не менее, вот все. Отказался позитив от истории неиспользования ебров. Берет 2. И акцент делает команда Beyond на город. Лишь один еберчик собирает информацию по левому для себя флангу, по ЖДшке. Вопрос, это будет сразу какой-то лютейший вкат первой-второй линии или это просто занятие позиции и собор информации? Сейчас узнаем. В свою очередь Стабборны оставляют 3 2.7.9 в треугольнике, да, это Е2, это
G1 и G4 3-2-7-9, ебарочки по всей карте, центр лево-право. Ну и вот эта массивная такая группа 2-6-0-2 и чифов едет GD-шку, забирает сейчас, скорее всего, квадрат HJ0. Мы сегодня такой деф, кстати, видели от команды Альфа, и, по-моему, он был эффективен против фергов, Успешно, да? Стабор нас забирает. Или это ферги так? Нет, это ферги так стояли. Это ферги так стояли. Вот подобным образом стояли именно ферги. Тогда Альфа поехала нулевку, и мы еще говорили, вот они не угадали. Помнишь? А у фергов атака была, когда они разбились в квадрате К4 и F4, вот там вот G4. Помнишь этот бой? Ну, может, зрители не помнят. Неважно. Пока все спокойно, никто хп особо не терял, кроме Эвела, там 1 тычка, но это мелочи абсолютные. Вполне понятная, крепкая, спокойная оборона стабборнов. Основная задача сейчас у них это защита или как минимум размен ебров. Особенно F5. В свою очередь бионды, я думаю, что могут предположить, что вот в этом стандартном кустике в F5 стоит еберчик, найти прострелы и просто туда лютейшим образом заблайндить. Просто находить, начать блайнд. Ох, как сейчас здорово в сервер залетает у штура. Хороший, качественный выстрел. Не без везения, безусловно, мы не забываем. Да, вертушечка нормально была. Мы не забываем то, что это наша игра, но тем не менее. Игра успокоилась, игра спокойна. Можно рассказать какую-нибудь историю из жизни, Димон? Какой-нибудь анекдот? Да не, мне интереснее, что на самом деле в матче происходит. Довели бионды, как хотели, танки в D2, D3, тут же бросили и убежали. Хотят какой-то сплит сыграть, то есть будет атака, я так понимаю, через ЖД, и причем, ну, с D2, D3 будут как-то помогать, достреливать и так далее. Интересный вариант, похоже на какую-то, ну, скажем так, наигранную стратегию. Единственное, в этом есть небольшая проблема, все ЖД уже давно отдано, как они будут выбивать. Все-таки напомню, именно они в атаке, либо они будут ждать, что стабборны попытаются их проатаковать. Стабборны точно не поедут никуда атаковать, потому что они в дефе, это логично, хоть времени еще и много, но все равно. А насчет биондов я здесь, по сути, вижу несколько вариантов. Первая либо они линия... снимают ЕБР постоянно, ну, блайндят. Да, как вариант, они пытаются брейна найти там блайндами, о чем я говорил. Я думаю, смотри, как могут бионды атаковать. Первая линия, нулевая линия, потом двумя направлениями поджим в F4 и поджим в F8, вот туда вот. Ой, как залетает. Сейчас в Ментусу еще один шот нужен. Ну, Ментусу надо просто уйти и зажить. Еще 2 танка забирают, все-таки это будет ЖД, видимо. 0, прям в лицо ехать. Но если бы забрали сейчас евро, я думаю, это был бы, ну, вариант именно развить атаку и через ЖД. Слушай, ну тут все равно тяжело будет. Ранняя инфа будет. Хорошие позиции. Очень грамотно удалось поджать Дору и согнать Мент, чтобы был поздний свет. То есть, по факту, только в F0 засветится атака биондов. И как раз-таки Альфа, когда тогда атаковала фергов, она проиграла только потому, что не поехала 0 до упора. Да, был у них шанс тогда. Тем временем нас находит Брейна. Немножко забландили, он сменил позицию. Тут что, порядка 5 машин. Galaxy Victoria, я говорю, подсветит, ну, где-то в квадрате D0 своих оппонентов. Хотя вот мы видим, что позитив уже поджался и уже готов перестреливаться. Ну, а Galaxy Victoria, как тогда, помнишь, у нас кто-то там стоял на острие, жертвует, грубо говоря, своим танком, но лицом. Именно для, да и лицом в том числе, именно для того, чтобы максимально рано собрать информацию в случае атаки нулевой линии. То есть атака нулевой линии — это... Так он еще и урон дает. Ну, он там с позитивом, да, перестреливает сейчас кто кого. Жук и Рак сошлись у речки. Негодяй, кстати, очень агрессивно сейчас свет дает. Не ошибка ли это для обороняющейся команды? Понятно, что очень важна стабборным инфа, чтобы понять, это в итоге атака нуля или это первая, вторая. Но пока мы видим, что акцент больше сделан именно на прием ЖД. То есть еще стянуть успеют пару-тройку чифтейнов, стерву. И, по сути, выключенные будут только 2 2.7.9. Но и у биондов также 2 2.7.9 выключены. Да, сейчас будет атака. Немножко игра чуть-чуть напоминает первый раунд на Энске, да, когда вся инициатива полностью была у биондов, и они ей воспользовались. Сейчас посмотрим, будет тяжелый выход. Galaxy Victoria попадает хорошо под фокус, но успевает уехать, да, через тычки и сохранить свой ствол, что тоже немаловажно. Он очень понадобится. Да, безусловно. Снегодяй тут получил пару пробитий, подставился, но это все мелочи, и важнее сейчас, как здесь будет сражение протекать. Успели перестроиться, перегруппироваться игроки команды Stubborn. Да, есть небольшое преимущество там в 2500 хп у биондов, но мы неоднократно говорили, что там пару-тройку тысяч хп на десяточках в формате 15 на 15. Это мелочи, которые отбиваются с одного залпа. Поэтому я думаю, что сейчас бионды будут придумывать что-то еще. Да, они немножко подвыдавили. Им тяжело здесь выпушить. Да, они заставили стянуть